Черт! Как же оно мне сейчас необходимо, чтобы выжить в этом мире. Он помог Чеду привести его кошку, даже несмотря на то, что было уже поздно и ехать надо было 3 часа. Он все лето работал, чтобы свозить сестер на море. Он качался в зале до потери сознания, чтобы быть лучшей версией себя каждый день. Он настоящий человечище. Блин, слушайте, слово человечище здесь играет такую большую роль, давай. Брэндон, ну можно и так сказать. Пипец, и дальше выбор. Да, у Брэндона была слабость, девушки. Но кто не без греха? Может, нам всем не хватает его уверенности, поэтому многие косо смотрели на это. Может, я и не так выразился, но я не мастер выбирать слова. Брэндон успел стать для меня хорошим другом. Пускай я и на 2 курса младше него. Он действительно ценил жизнь и всегда всем старался помочь. Даже если это было связано с болезненным прошлым. Расплакаться. Нет, я думаю, еще нужно еще добить вот этим сообщением. И, возможно, потом можно будет расплакаться, вот. Угу, это правда. Он тоже хотел всем помочь. Да, в этом был весь Брэндон. Так, о, нет варианта расплакаться. Чё? Почему? Да, пипец какой-то, как же много текста. Да, мне больно и обидно, я скорблю, но Брэндон бы хотел, чтобы мы двигались дальше. Так давайте же не огорчать Брэндона. Устроим в его честь вечеринку! Хочу еще добавить, я бы очень хотел, чтобы Брэндона не было в той машине в тот день. Чтобы все было как раньше. Но я еще и хотел бы, чтобы никто не чувствовал себя виноватым в этом. Это произошло не из-за того, что Дженна попросила Брэндона помочь. Или не из-за того, что я уговорил его починить машину. Это просто случилось, понимаете? Ну вот это хорошо, кстати. Типа, знаете, помочь Дженни успокоиться. Нет, Ло, это я должна была быть там. Я... Эй, Дженна, да не надо тебе, это... знаете, это звучит так правильно. Да. О, бляха-муха. Знаете, у меня складывается ощущение, что от физиономии Ричарда мой выбор складывается в лучшую или в худшую сторону. И вот то, что сейчас Ричард делает фейспалм, это не очень хорошая подсказка для меня. Черт, неужели я реально выбирал говно? Ну, по мне так это прям хороший выбор. Че, я расплакаться должен был просто на ровном месте? Если так, то окей, расплакаться. Вот. Боже. Господи. Да. Вау. Да уж, молодец. Неплохо сказал. Конечно, ну, типа, моментами можно было бы и получше, но, мне кажется, подозрений не должно вызвать. Да. Давай спать. Тяжелый выдался денек, а? Вот так вот, а. То есть даже Дилан говорит то, что местами можно было бы и получше. А что получше? Ну что получше? Я даже не знаю. Ну мне кажется, я прям хорошо сказал. Если бы я расплакался в самом начале, это было бы явно хуже. Короче, ребят, ну, если будете писать какой-то комментарий, то в конце добавьте по 10-бальной шкале, как вы оцениваете вот этот вот текст мой. Диалог. Монолог. Тем временем задания у меня все-таки выполнены. Я принес кролика, кроличью лапку, далее шапку из енота. И за это я заработал, ну, примерно 4000 СТ. 3600, где-то так. Также напомню, что следующее списание у меня 3500 СТ. Это 6 дней. Чердак. Далее мы обязательно переодеваемся. Постоянно в черном ходить мы точно не будем. И, кстати, поговорить с кем-либо мы не можем, потому что, внимание, 23:53. Вот столько заняла у нас вся эта фарс-церемония. Нам срочно нужно выяснить, какую роль выполняет Ричард во всем этом спектакле, если это так можно выразиться. Обязательно с ним поговорим, обязательно все выясним, а на этом постепенно заканчиваем. Очень надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки и не забывайте про дополнительный контент, который можно посмотреть прямо сейчас по ссылке в описании. Бусти! Очень надеюсь, что вы поддержите нас хотя бы кликом по лайку. Огромное, опять же, спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и... Церемония, скорбь. Всем удачи, всем пока. Пока. Поверить не могу, что ты говорил все это искренне. Я ведь тебе предупреждал, что это плохая идея, парень. Что? На всякий случай, конечно, давай зайдем. Может быть, попробуем поговорить еще раз. Так, что? Я только что зашел в компьютер?
О, что? Так, остров, автоматоны, уборщики. Это все понятно, окей. Мне во всей истории сейчас интересен Ричард, тот самый Задира. Задира, который явно много знает и который с интересом наблюдает, как я взаимодействую с этим наполовину фальшивым городом. Короче, если вы еще не поняли, мне нужно поговорить с Ричардом напрямую, желательно прямо сейчас. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы хотим знать больше. Не, ну а кто не хочет-то? Все хотят. Данная золотая клетка, а именно так можно сказать про это место, явно не выпустит меня, как только я этого пожелаю. Так же, как и не выпустят других мироходцев. И вот тут появляется вопрос: зачем, почему, для чего все это? Увы, понять причину этого огромного проекта и не спалиться уже не получится. Буквально в предыдущей серии меня в роли якобы ученого увидел Ричард. Увидел, посмеялся, и мне кажется, единственное, почему он никому обо мне не рассказал, либо его любопытство, что будет дальше, либо... он просто тупой, вот. Ну, я не удивлюсь, если так. Короче, формально из людей о моем любопытстве знает только Ричард, Шерон и Саймон Солус. Но опять же, ощущение такое, что нормально развести на разговор можно только Ричарда, потому что он такой туповатый. Так, ладно, давайте заранее делать выводы не будем, все у нас нормальные, никто не тупой. Дилан, доброе утро. Да, здорово. Слушай, кажется, после вчерашнего вечера скорби мы отвели все подозрения. Но все равно стоит подыгрывать, Ло. Кстати, насчет теории про то, что в списке только мироходцы. Ты же понял? Ричард-то оказался простым человеком. Возможно, это его родители попросили внести в этот список для слежки. Звучит вроде как логично. Все-таки сын уборщиков. Эх, да вот только... Что если в списке есть люди помимо Ричарда? Тогда будет еще больше мороки с поиском мироходцев. Ой, да, ладно, что-нибудь придумаем. О, да ладно! Наконец-то кто-то поднял эту тему в диалоге. Так, короче, теория про то, что в списке только мироходцы. Да. Я уже говорил о том, что мне кажется, что этот список не только про мироходцев. Типа, в большинстве про мироходцев, но не весь. Я правда рад, что об этом задумался Дилан. Эй, Чет, доброе утро. О, Ло, вчера был тяжелый день, верно? Блин, слушай, я даже и не замечал, насколько тебе тяжело все это время. Не хочешь отвлечься, может быть? Можем сходить после пар в лес? Знаешь, я даже хотел попробовать пофоткать диких животных. Это такой адреналин. А ты, как я знаю, часто бываешь в лесу, да? И животных вроде бы даже любишь. Тебе, если что, не обязательно соглашаться, знай это. Просто подумал, может быть, ты так расслабишься. Ой, Чет, как это мило. Нет, я не хочу, прости. Прости, но я все еще скорблю по Брэндону. Я не думаю, что могу позволить себе отдых. Да, давай, звучит интересно, пойдем. О, я рад, что ты согласился. Тогда давай после пар пойдем, хорошо? А то, знаешь, мне нельзя пропускать пары. Я должен сейчас следить за своей успеваемостью. Ой, все, договорились. Супер. Эй, Карл, здорово. Ой, Ло, да, привет. Знаешь, а ведь после вчерашнего вечера скорби мне стало немного полегче. Хотя бы не я один скорблю по Брэндону. А вообще, знаешь, я только успокоился после похорон, и Дженна устраивает этот вечер. Я не знаю, что мне говорить. Мне просто пока сложно с этим справляться. Попробуй отвлечься учебой, например. Ой, ладно, я занят. Ничего, Карл, я тебя понимаю. Так, ладно, со всеми поговорили, и сегодня мы, получается, идем в лес с Чедом. Пока что поднимаемся на чердак, не забываем о том, что мне обязательно нужно прокачаться. Давай. Практика завершена. Спасибо. И, внимание, у меня появляется мега-идея. Если сегодня... Так, Кларка еще нет. Если сегодня акции вырастут примерно до 105 или хотя бы до 102, я, наверное, продам 100 штук и куплю спортзал. Да, это самая дорогая комната на чердаке, и я, конечно же, хочу ее открыть, потому что, по-любому, мы сможем прокачивать выносливость. Так, сюда, кстати, тоже надо зайти. Ага.
Лабораторная окончена. Опыт улучшения получаем, зелье получаем. А вообще, вспомним предыдущую серию. У меня были отмычки, я начал ломать золотой замок, и бам, у меня остается 4 отмычки. Слабо. Учитывая то, что теперь я могу их создавать, это действительно мало, поэтому прямо сейчас берем железные слитки. Обязательно создаем кусочки и... Да? Так, погоди, а как они создаются? Ой, тут же проволока нужна, точно. Но ё-моё, в любом случае, вы поглядите, какая красота. 16 дополнительных отмычек. А теперь по канону проверим, что у нас по заданиям. Ну-ка, мне нужно больше мяса. Ух, емать. Говяжья котлета, бекон, куриная Ема, это очень дорого. Я хочу мяса. Больше мяса для великого мясоеда. Котлеты, ребрышки, бекон. Вот что я хочу. Ух ты. Ну, тут дается еще также уровень фермерства. О! И дается еще один дополнительный уровень, потому что репутация, обалдеть! Я думал то, что уровень не повышается от репутации. Это офигенно! Я вот думаю то, что с овечками и коровами проблем не будет, и возможно не будет проблем даже с курицами, потому что опять же они у меня есть. Там у нас овца, корова. Мне просто нужно 2 свиньи, понимаете? Из этого сделается огромная ферма. Но, видимо, это задание для меня невыполнимое, потому что вот есть коровы, овцы и буквально ни одной свиньи. О, еноты даже гуляют. О, эй, Ло. Да? Слушай, нам нужен какой-то другой план для подвала. Мы не можем просто надеяться, что там никого не будет. Что Ричард ничего не сделает и... Ну, короче, ты понял. У меня, если что, пока нет идей. Я поделюсь с тобой, если что-нибудь придумаю, а пока что... Сейчас сюда зайдет Карл. Ну-ка, 3, 2, 1. Эй, всем доброе... Я же сказал. Что? Что сказал? Ну, что-то очень пунктуальный. А, ладно. Так, это взять. Ща. Это тоже взять. Давайте, пойдем, что стоите-то? Какой, а? Слушай, Дилан, ты так рано или поздно спалишься, вот реально, просто спалишься. Да? Так, ребят, я тут слыхал, Карл пунктуальный. Да, так и есть. Я просто специально жду 8, чтобы к вам всем зайти. Да, вот это да. Подожди, ты хочешь сказать, что типа прям под дверью стоишь, что ли? Нет, конечно. Ай, ребята, ну ладно, чё вы на него? Он стоит здесь и смотрит на часы. Чет, ну, спасибо. Да ладно, как есть, Карл. Давайте, пойдем уже. Пойдем. Ну да, у Карла уже просто вшито. Понимаете, если он не подойдет 8 часов, его программа даст сбой, он просто сломается. Все, так, давай, заходи. Оплачиваем проезд и напомню, нам сегодня после пар нужно куда? Правильно, в лес. Да, ёкарный бабай, жму! Да-да, классика. Здравствуйте, девушка. Зачем? Что делаете? Ах, зачем я пришла на пары? 2 пары философии и психология, прикинь? Ну где это видано? Я же не гуманитарий. Почему на первом курсе все именно так? Ой, ладно, буду страдать. Не желаю тебе удачи. Блин, сегодня, кажется, будет дождь. А я, как назло, не взял с собой зонтик. Слушай, парень, у тебя случаем не будет зонта, У меня... Нет, не будет. Да, жаль. Я бы одолжил. Не будет. Не, ну, возможно, я бы за это, кстати, денежку получил, но нет. Зонтик понадобится. Для того, чтобы не замерзать, и для того, чтобы не часто пользоваться электрогрелкой Мишутка, я уверен, лучше сохранить. Что-то тут болтают. Ну чё, принес? Ты, конечно, принес. Чё ты? Сегодня вместо скучных пар сыграем в Уна. Главное, чтобы препод не спалил. О, я тебе задам жару. Уф, отлыниваем от учебы. Вот тут еще кто-то. Слыхал, что вчера устроили, а? Не, а чё? Ой, Олахи, ну че серьезно? Вечер скорби по одному из студентов. Да даже я в курсе. А, вот как? Блин, неловко вышло. Да, я там был, кстати. Так, ладно, заканчиваем болтать с каждым встречным, просто заходим. И у нас сегодня 51 параграф. Эффекты учет суммации. Эй. Чтобы это не... Ты вчера был таким жалким. Да уж, и тебе привет. Поверить не могу, что ты говорил все это искренне. Неужели ты серьезно привязался к одному из них? Я ведь тебе предупреждал, что это плохая идея, парень. Лишь просто железки. Посмотрим на тебя, когда они забудут, кто ты такой. Гуляй. Ага, да уж, и снова... Эй, Лолошка, давай, садись со мной. Привет, Рен.
Блин, ну, как бы грубо на самом деле все это Ричард не говорил, он же прав. Ну вот, типа, на самом-то деле он прав. Ай, ладно, все равно сяду. Ой, опять он за свое, да? Я надеялся, что после ссоры с тобой он станет разумнее, что ли. Все же ты был его единственным другом. Плевать. Забудь об этом. Он заслужил это. Угу. Ну, типа. О, фермерство, опыт улучшения. Так, в итоге... Рен, поболтаем? Не поболтаем. Ричард, поболтаем? Тоже не поболтаем. Ника, привет. Пон. То есть, получается, супер важную для себя тему я не подниму, да? Ричард не окликается. Ой, погоди, а может быть просто нужно написать? Нет, никому нельзя написать. Вот тена, блин. О, чет, печат. Ой, блин, мы же договорились встретиться, точно. Эй, Лолошка! Слушай, а мы ведь так тогда и не обсудили, где встречаемся-то? У тебя как, есть идеи? Уф, точно, не обсудили. Давай встретимся у фонтана и вместе поедем в общагу. Встретимся уже в общаге, оттуда пойдем в лес. Знаешь, Чет, я передумал идти с тобой в лес. Давай встретимся у фонтана и вместе поедем в общагу. Блин, слушай, у меня на самом деле еще одна пара. Я, честно говоря, думал, что ты предложишь встретиться уже в общежитии. Я освобождаюсь примерно в 16:20. Давай, может быть, это в общаге встретимся? Ну, ладно, видимо, без выбора. Хорошо. Вот и договорились. Сколько времени? Так, 14:49. Да, то есть это через 1,5 часа. Много времени, чтобы просто погулять. Само собой, гулять по всему городу я не собираюсь, поэтому просто оплачиваем проезд и камп. Внимание, следующая остановка, не предыдущая. Спасибочки. Короче, раз уж я ожидаю Чеда, у меня есть сейчас бешеная мотивация сделать полноценную ферму свиней. Почему? Да потому что задание, например, вот, мне нужно больше мяса. Или вот, особые свечи, мне нужно мыло. А для этого тоже нужны свиньи, потому что это жир. Другими словами, без свиней я буду терять много денег. А деньги терять я не хочу. Так, ну неужели ни одной не попадется? Пожалуйста. Итак, у меня сразу две новости. Первое, я нашел рогатую овцу. Нифига себе, там тоже рогатая овца. И самое главное, я нашел свинью! Здорово! Так, о, вижу вторую свинью. Так, давай третья. Третья свинья. И вот еще 4-я и 5-я. Да, это то, что мне надо, но мне также нужна морковка. Черт, морковки нет. Морковка появляется. И, наконец-то, используется. Та-дам! Полноценная ферма готова. Ну что, ребята, давай, кушаем. Плодимся, молодцы. Кто кого? Что? Тройня! Это как? Я первый раз такое вижу! Ля, как круто! А еще и черная! Откуда? О боже. Ну, прикольно. У нас будет много свиней уже очень скоро. Тем временем, я напоминаю, примерно в 16:20 у Чеда заканчивается учеба. Время у нас уже... Ой, уже 16:15, ё-моё. Остается всего 4 минуты. И, конечно же, это время мы проведем здесь. А, уже 16:24? Может быть, мне в общежитие нужно? О, Чед, так ты здесь? Ну да. Что, как, готов развеяться? Видимо, да. А чё, мы с лисой пойдем? Да не, какой лисой? Так, ладно, если готов, тогда давай, пойдем. Нужно успеть до того, как стемнеет. Я просто, сам понимаешь, наверное, не очень хочу гулять по лесу в темноте. Окей. Я не понял. Это зачем вам в лес? Ну, Дилан, Ложка и я собираемся просто прогуляться. Подожди, что, серьезно? А в походе ты нам говорил не отходить далеко от лагеря. Да ты что, это же не лагерь. Тем более Ложка вон в лесу частенько бывает. Не-не-не, я тогда с вами. Что? Дилан, ну ты что, ты сейчас серьезно? Да, я решил поменять свой образ жизни. Ладно, но это очень неожиданно. Вообще, хорошо, я не против. Так, ты-то что думаешь, Ло? Я вообще не против. Если Дилан там будет, я только за все 200% за. Если Дилан пойдет, то ты нам не надо. Ты нам не нужен, Чед. Обалдеть. Мы с Чедом хотели прогуляться вдвоем. Я не против. Чем больше людей, тем лучше. Угу. Вот тогда и договорились. Супер. Фух. Хорошо, что никто не против. И, блин, офигенно, О, Дилан. блин, ребят, смотрите, какое дерево красивое. Я таких листьев никогда не видел. Даже сфоткать захотелось. Да, обычное вроде дерево. Ты чё, Чед? Нет. Сейчас. Ой. Чед, ты чё, серьезно?
Слушайте, а как вы думаете, мы отошли достаточно далеко, чтобы здесь уже водились животные, а? Может, давайте поищем дикие животные, это ж прикольно. Плевать. Что плевать, Дилан? Да, знаешь, а я ведь только подумал, что ты действительно начал меняться, Дилан. Угу. Не все сразу, Чет, не все сразу. Ну да, действительно. Ладно, я тогда пойду поищу каких-нибудь животных. Особых надежд я, конечно, не питаю. Меня устроят даже прыткие ящерицы. Они, если что, так называются. Я не сам придумал. Ладно, давай. А я чё? Дилан, может это, ну, типа, поболтаем? Чё, неужели в Чеде заметил что-то странное? Так вот именно, Ло. Тебе самому-то не кажется странным, что Чет позвал тебя прогуляться в лес? Что если это очередная проверка? Ты так не думаешь? Ну нет. Дилан, все хорошо. Быть дружелюбным — это в характере Чеда. Ну, начнем с обратного. Не покажется ли тогда уборщикам подозрительным, что ты пошел с нами? Вот, кстати, действительно. Типа, тут больше странно не то, что мы с Чедом просто на прогулке, а то, что Дилан пошел с нами. Не покажется ли тогда уборщикам подозрительным, что ты пошел с нами? Не. Тут я уверен, все нормально. Ты знаешь, какое у них отношение к автоматонам. Пока я не пошлю сигнал о поломке, до меня никому нет дела. А раз я его не посылаю, значит ничего и не заметят. Ладно, наверняка из-за того, что я знаю правду, теперь во всем ищу подвох. Мнительность и подозрительность в моих настройках довольно высокие. Да и вчерашняя проверка прошла относительно успешно вроде, да? Ай. Так, ой. Ребята! Что это он? Ой, Не знаю. ребята, сейчас... Я нашел большую древесную жабу, прикиньте! И 2 ящериц! И чуть было не наступил в муравейник, вот это! Ой, Ло! А еще я ежа видел, прикинь? Оу, Чет. А чё ж ты тогда поступил на фермерское животноводство, а не на егеря какого-нибудь? Дилан, ну тут все просто. Куда родители отправили, туда и поступил. К тому же домашний скот я тоже обожаю вообще-то. Хотите, покажу, где я ежика видел, а? Ох, господи. Я не знаю. Но... не очень. Но ты же, наверное, явно хочешь сам показать, да? Давай, показывай, куда идти. Мы реально будем на ежика смотреть, что? Вот, смотрите. Вот здесь он прятался. Но, Чет, тут же никого нет. Ну так, конечно нет, Дилан. Я сам видел, как он уполз. Да. Ай, ну ты, конечно, потрясающий малый, Чет. Что? Ло, ты что, тоже считаешь, что я зря вас сюда притащил? Да ладно тебе, Чет, Дилан ничего такого не сказал, не выдумывай. Не зря. Эта прогулка мне очень помогла развеяться. Не зря, Чет. Там же какая-то заброшка стоит, ты посмотри. Давайте залезем туда, ну пожалуйста. Что? Заброшка? Погоди, прямо передо мной, буквально здание. Ха, а я что-то даже и не заметил. Но оно прям скрывается очень круто в лесу. Так, еще раз, там заброшка. Да. Забро... Вау. Ух ты. А я ведь даже и не заметил. Да, слушайте, а ребята, может все-таки не надо, не полезем, а? А чё? Боишься, Чет? Да... Нет, я вас не брошу. Раз вы пойдете, то и я с вами. Вау, так сразу? Смело, Чет. Пойдем. О, найс. Никого уговаривать не надо, это хорошо. Даже, блин, интересно, здание в лесу. Это действительно что-то... ну конечно, замок, конечно. Куда же без этого? Ну вот, тут замок. Ничего не получится, ребят, давайте возвращаемся. Че, серьезно? Так, Дилан, что-нибудь скажешь? Хе-хе-хе-хе. Кажется, мое время что-то говорить. Такс. Отлично. Блин, да, забыл, что ты так умеешь. Так, ладно, ребят, не задерживаемся, заходим. Ой! О, что это? Ты еще что за... Это Тайлер. Ух ты. О, какое странное место. Ребят? Ребят, смотрите! Что-то я устал, пойду-ка я посплю. Что? Да, Что? что? Чет, ты... Нет, это вообще нормально? Это вообще похоже на сценарий его поведения? Нет, точно не похоже. Чет не из тех, кто бросает друзей без объяснения причин. Черт, что же он там увидел-то? Ты посмотри на это. Что-то явно сломало ему сценарий. Стоп, погоди, Лолошка, так ты посмотри! Автоматоны!
А Престон-то наш не промах парень. Понятно теперь, куда он постоянно в лес наведывался. Жаль, ему башку его креативную вскрыли. Блин, а что если реакция Чеда была защитой на информацию об автоматонах, а? Страховка на случай, если кто-то типа меня или Чеда столкнется с тем, что мы не должны знать. Но почему я тогда сейчас спать не отправился? И в подвале тоже перегрелся. Но справился же. Мне нужно все проверить, провести полную диагностику. Давай вернемся в общежитие. У меня такое ощущение, что мы сейчас нащупали что-то очень важное. Ай, блин, слушай, реально, как же хорошо, что ты заметил этот сарай. Пойдем. Подожди, ты посмотри, это же... Это провод, вставленный в автоматона! Это все нарисовал Престон! Это Чед, кстати, какой красавчик-то, да? Блин, Чеда я таким себе не представлял. Это Дилан. Ну, Дилана примерно таким я и представлял, да? Это Тайлер. Так, это... О, это Бри! Это та самая Бри, барменша! Обалдеть! Офигеть, офигенный рисунок! Я сразу реально понял, кто это. Так, в итоге что мы? Идем? Так. Ну да, закрыть. Закрыть это правда, надо. Я реально сейчас в диком шоке. Так, и в итоге мы снова в общежитии. То есть, получается, наш художник Престон сломал вот эту систему, на которую наткнулся сейчас Чед. Когда Чед узнал про автоматонов, он такой: ладно, все, я спать, я ничего не знаю, я спать. И у Престона, получается, было примерно то же самое каждый раз, но он успел это нарисовать. Так, Карл, привет. Привет. Прикинь, Чед просто пришел и сразу заснул. Наверное, опять весь день искал работу. Ему сейчас и правда нужно высыпаться. Лучше не будить его. Эх, знал бы ты... Стоп! А если он послал сигнал бедствия? Ну, то есть, помните, да? Сигнал тревоги он по-любому послал в пункт в подвале. Ну, короче, уборщикам. И это означает то, что рано или поздно за Чедом могут прийти. О, черт. Чед, мы тебя не дадим в обиду. Мы тебя не дадим в обиду. Дилан? Ой, боже, что тут сидишь? Что делаешь? Да не мешай, я сейчас в своем коде копаюсь. Не трогай меня. Вдруг я случайно что-то изменю в нем и превращусь в Джену. Мы же оба этого не хотим, верно? Да, верно. Смотри-ка, прям реально провод к себе подсоединил. А ты не боишься то, что кто-то это спалит? Это просто немножко стрём, немного палево. Ты бы хотя бы замок сюда повесил или что-то в этом духе. На всякий случай, конечно, давай зайдем. Может быть, попробуем поговорить еще раз. Чед спит. Так вот. Что? Я только что зашел в компьютер? Стоп, Дилан? О, что? Я все это время... Что? У меня сейчас такой просто разрыв шаблона. Давай, окей, может быть, это сегодня как раз по сюжету должно как-то раскрыться. Но, блин, я пока не буду трогать. Я пока не... Возможно, я себе что-то проспойлерил. Возможно, это какой-то спойлер. Я подожду на всякий случай, пока Дилан там покопается в своем коде. Если он ничего об этом не скажет, то я... залезу в компьютер. Я реально возьму и залезу. На всякий случай пойдем проверим ферму. Меняется здесь что-то или нет? Не меняется. А вообще говорили то, что благодаря вот этому урожаю у нас будет бесплатный хлеб. Вопрос, где этот бесплатный хлеб и как его получить? Я правда не против получать халявную еду каждый день. Эй, Ло, погляди-ка. Нашел кое-что интересное в своем коде. Какой-то странный паттерн. Погляди. Как? Оу, боже мой! Так, я пытаюсь это прочитать, ребята, сори, я не из программистов, как бы, да? Мне реально тут надо что-то выцепить, я не понимаю. Так, я сейчас пробую посмотреть. Я вижу кучу повторений типа Ice, 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 baby. Я буду любить тебя. Так, ладно. Блин, это уже даже не подростковый уровень сезона, я не понимаю, что тут. Тут package, прогла. System, public. О, стоп! А вы тоже видите это, не? Нет, я уже не просто... Все, я уверен... Охренеть! Давайте вот так, обведу. Видите это? GDH. Офигеть, я бы это... Честно, я бы никогда этого не увидел, если бы просто не отдалился от экрана. А я-то думал, что мне нужно что-то здесь прочитать. Ну, в целом, да, надо было, но я понял. Ну чё, ты же тоже это видишь, да? Да, я тоже это видел. Вот и я. Словно кто-то намеренно составил код так, чтобы вырисовывались символы. GDH. Слушай, я почти уверен, что этот кусок кода отвечает за мои фильтры восприятия. У меня нет перед глазами другого примера, поэтому... Нет, сказать точно я не смогу. Возможно, подобный паттерн есть и у других автоматонов.
Но у меня же нет доступа к их коду. Черт. Так. Ладно, надо наконец-то попасть в центр управления. Все, теперь я точно в этом уверен. В этот раз нам нужен план получше, чем просто переодеться в ученых. Я думаю, ты это сам понимаешь. Надо что-то придумать, но... Блин, что? Ученые, одежда, очки, Ричард. Короче, я не уверен, но у меня появилась мысль, как все провернуть. И это крайне рискованно. Сейчас соберусь. В общем, слушай внимательно. Я отправлю сигнал о поломке, чтобы меня забрали на диагностику. От тебя потребуется помочь мне там сориентироваться. Меня должны забрать ночью. Я дам тебе доступ к моему глазному каналу через компьютер. Что думаешь? О, вот оно, компьютер! Ни в коем случае! А если тебя перепрошьют или... Что там они делают? А ведь я действительно в подвале привлекаю слишком много внимания. А вот ты... Да, это может быть наш единственный шанс. Надо обсудить это сначала с Шерон. Кого? Чего? Не-не-не-не. Давай, я согласен, Дилан. Угу, вот и я так думаю. Блин, жаль, не могу выкрутить себе умственные способности без рисков критического перегрева. Так бы мог просчитать возможные варианты. Сделаем это сегодня, потому что Чеда тоже наверняка заберут. Ты тоже в этом уверен? О, какой же ты умный, Дилан. 2 автоматона из одного блока столкнулись с чем-то странным и сломались. Правдоподобно, да? Угу. Так. Все, ладно. Отправляю. Будь сегодня начеку. И реально что-то отправил. Черт, это вообще что-то невероятное. JDH в паттерне автоматонов. То есть получается, JDH как-то связан с разработкой автоматонов. Эта история становится все интереснее. Вот только у меня теперь вопрос. Карл, поговорим? Не поговорим, да? У меня вопрос. А чего мы в итоге ждем? Мне нужно просто дождаться, пока кто-то придет. Чет спит. Карл, ты у нас что? Ты просто... Читать будешь? Да, он, видимо, просто читать, но при этом поговорить мы тоже не можем. О, батюшки, у меня прям такая паника, у меня прям стресс какой-то. Я боюсь, что я что-то неправильно сделаю. Подожди, у меня комп. Вот, да. Наработки проекта, бусти по ссылке в описании, наработки курсовая. Блин, не могу открыть. Наработки? Подожди, а что-нибудь могу вообще открыть? То, что лучше не открывать. Мне запрещено, ты посмотри. SolarCraft, Relix, Terraria Craft, корзина, наработки проект. А может быть, пока что я не могу открывать? Возможно, я смогу в тот момент, когда что-то произойдет. И вот это что-то... Господи, я прям паникую, жесть. Ожидать чего-то, в чем ты вообще никак не уверен и даже не знаешь, чего ты ожидаешь. Я понял. Возможно, для того, чтобы забрали Чеда и Дилана, Карл должен уснуть. Точно. Мы же понимаем то, что люди не могут просто взять, прийти и такие: так, ну мы вот этого чела забираем, а ты посиди. Хотя в то же время Карл, он же автоматон. Да и я, наверное, должен уснуть или что-то в этом духе. Так, значит, Дилан точно уже давно спит. И Карл уснул. Что? Я вижу что-то странное. Я не вижу ничего странного. Я уже обошел, блин, здесь все входы и выходы. Погоди, а может быть просто все в 2000 раз проще и надо поспать? Мне даже не надо кликать на кровать, надо просто подойти. Господи, а я тут хожу вокруг общежития. Так. Ага, вот как это происходит. Ё-моё. Ага, и это... Ух ты, как я все вижу. Шерон говорила, что хочет продолжать поиски мироходцев. Звать Джет Беринг. Сегодня должен выступать в парке. А вы случаем не из какого-нибудь другого мира? Че? Вы как догадались? Блин,
Обалдеть, предыдущая серия это просто нечто. Домик сбежавшего Престона, картины Престона, поломанный скрипт Чеда и концовка, в которой двух моих соседей уносят на диагностику. Что? Короче, прямо сейчас мы подключимся к глазам Дилана и узнаем, что там происходит на самом деле, черт возьми. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы подключимся к зрению. Да-да, господа и дамы, мы с Диланом идем ва-банк. Либо получится, как говорится, либо нам всем полная задница. Отправив сигнал бедствия, Дилан специально, а Чед случайно, все вместе мы легли спать. И тут, в кромешную ночь, заходят они, уборщики. Берут моего соседа Дилана, уносят, сосед успевает мне подмигнуть и бам, продолжение следует. Уф, блин, сейчас что-то будет, что-то точно будет. Надеюсь, через зрение Дилана мы узнаем больше, чем просто о том, что автоматоны существуют и ходят по городу. Короче, начинаем через 3, 2, 1. Так, ночь. Сразу обращаем на это внимание. Ночь. То есть, получается, эта серия прямое продолжение предыдущей. Новая смс, здравствуйте. И давай сразу проверим, сколько времени. 2 часа, йоу. Получается, мы уснули, Дилана унесли, и я тут же встаю. Все, Дилана унесли, а Чеда тоже унесли. Карла при этом оставили. О, боже мой, у меня прям микропаника какая-то нарастает. Что такое тут? Заготовленная СМС, Дилан. Эй, Ло, это заготовленная СМС. Когда уборщики заберут меня и Чеда, удостоверься в своей безопасности. Проверь, закрыта ли дверь. Если нет, то обязательно закрой. Только если уверен, что все спокойно, включай компьютер. На столе рядом лежат наушники. Надень их, так ты сможешь меня слышать. Когда надел, врубай приложение в центре экрана. Это приложение даст тебе доступ к моему зрению. Как получишь доступ, напиши какое-нибудь сообщение в чат приложения. Это важно. Ладно. Так, хорошо. Закрыть двери. Я там видел дверь открытую. Окей. Закрыли. Вот это тоже. Наверное, вот это не обязательно. Вот это 100%. И поехали. Что у нас тут имеется? Корзина, то, что лучше не открывать. Я не могу это, кстати, открыть. И мне нужно вот это. Дилан Ремоут, удаленный доступ к Дилану. Поехали. Ой. Опа. А, это получается вот... Ой, мне что-то написать надо. Ба-ба-ба-бу. Я тут. Опа, вижу твое сообщение. Так, сейчас предоставлю тебе доступ к своему двигательному аппарату. Окей, давай. Ну, что, как оно? Чувствуешь себя как в компьютерной игре, да? Я вот чувствую. Видишь карту у себя в углу? Да, получается, да. Я что, сам себе пишу? Если что, я не могу смотреть на карту и при этом двигаться. Мне нельзя терять бдительность. Поэтому тебе сегодня придется быть моим штурманом. Для начала, Ло, было бы неплохо понять, где мы находимся. Сори, тупые уборщики не изобрели интерактивных карт, поэтому метки никакой не будет. Я подозреваю, что на этой карте мы где-то... в правом нижнем углу, да? Нам нужно в центр управления. Вот, я тебе его отметил. Давай постараемся никому не попадаться. Хорошо. Боже, как это круто! Так, ноутбук. Угу, нельзя, понятно. Чет. Сейчас главное, если мы выйдем, то нужно сохранять бдительность. О май гад. Ну, поехали. Чет. Да, развелось здесь этих уборщиков. Вот бы они убрались отсюда. Убрались уборщики. Да, смешно, Дилан, смешно. Чет. Чет! Бога ради, Чет. Ну ты серьезно? А, ну его, наверное, отключили, поэтому как мы его? Никак. Так, смотри. Ученый, получается, идет сюда. Далее мы проходим здесь. Нет, мы не проходим здесь. Мы идем сюда. И, судя по всему, если мы сейчас пройдем вперед... О, боже. То мы пройдем в верхний отсек. Я правильно иду, да? Да, вот она дверь. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот она дверь. Проходим. Тихо. Ученый идет. Ладно. Спрятаться я не могу. А, куда ты идешь? Куда? А! Бога ради, куда? А, все, повернул. Так. Тихо! Нет! А! Нет!
О! А! О, господи! Боже мой! Паника, стелс! Отлично. За этой дверью начинаются офисные помещения. Туда автоматонов вообще не пускают. Так что совсем нельзя попадаться, совсем. Понял. Тихо. О, как это было близко. Слушай, Ло, нам точно в эту сторону. Откуда я знаю? Да, наверное. Да. Это, видимо, не важно. Тихо, тихо, тихо. Я вот просто боюсь этих красных линий даже через это... Даже через стены. Да, бляха-муха, как это реально сложно. Это самая жесткая стелс-миссия за все сезоны, я клянусь. Так. Нет, 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 мы тут пройдем. Все, все, все хорошо. Вот, 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 вот. Да, все правильно, все правильно, все правильно. Не иди сюда, пожалуйста, иди. Да куда ты? Бога ради, а? Ну, бога ради. Они реально меня не видят? Их поле зрения такое маленькое. Это так странно, если подумать-то, да? Тихо. Боже, как это было близко. Все, идем. Так, сейчас налево. Стоп, что? О, что это? Боже, куда я пришел? Я теперь... Чувак, это центр управления. Нам сюда. Так, хорошо, ладно. Я не понял, что я сюда пришел, но раз уж пришел. Сел как свой прям. Так, так, так. Посмотрим. Да, слушай, это должно сработать. Сейчас еще. О, кажется, я нашел. Ты же не думал, что это будет долго, да? Стоп, погоди. Что? Это ошибка какая-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Черт, нет, это реально. Чувак, знаешь, у кого в коде есть такой же фрагмент? Ну, этот. GDH. У Джены. А по остальным при этом пусто. Только у нее. Остальные выглядят абсолютно стандартно. Что за... Так, ладно. Надо возвращаться, пока халатики не пришли проводить мне диагностику. Думаю, ты можешь уже отключаться. Дорогу я запомнил. Ложись спать, Ло. И не подавай вида, что что-то видел, понял? Ладно, да, я понял. Ага, то есть получается этот Так, ну-ка давай посмотрим, что у него. Ой, блин, знаешь, до меня тут дошло. Надо бы сказать, чтобы этот сарай с картинами уже снесли. Еще двое на него наткнулись, ну обалдеть теперь. Ага, окей. Короче, что я хотел сказать. Вот этот программный код JDH, скорее паттерн, который состоит из программного кода, он находится не у всех автоматонов, вот что мы поняли. Ну, ладно, ложимся спать. Сейчас у нас 2 часа ночи, это поздно. Доброе утро. И вот. Вот так это происходит на самом деле. Поспал и даже не заметил, как какого-то автоматона твоего соседа увезли в подвал. Да. Ну, и Чет тут как тут, Карл тоже. А сколько времени? 6:03, да, получается все спят. Мне вот интересно, а Дилан, он в итоге будет помнить или нет? Самое главное дождаться примерно 6:30. В это время они встают, и я очень надеюсь, что я прав. А пока что погнали наверх. Обязательно прокачиваемся, про это тоже не забываем. И, по-моему, прямо сейчас у меня будет уже 55 ремесла. Я очень надеюсь, что прав. Да! 55 уровень! Сюда! Отныне и навсегда я могу полностью создавать железную броню. Ох, как же мне это нравится. Также прокачиваем алхимию. Давай. Лабораторная оконченная. Давай. И опыт давай. Ладно, в любом случае, время уже 6:31. Пойдем проверим, встали или нет. Дилан? Опа. Встает. Привет. Доброе утро. Дилан? Ой, Ло. Опять ты за свое. Что? Дверь не закрыл, что ли? Да. Короче, этот паттерн повторился и у Джены. Знаешь, какой-то сомнительный выбор. Даже неприятно думать, что у нас есть что-то общее. Но это не отменяет того факта, что нужно с ней поговорить. И... Знаешь, Ло, этим заняться лучше тебе, что ли? Мы с Дженой, сам знаешь, не очень ладим. И будет странно, если я буду ходить за тобой хвостиком. Так что давай там, помоги волонтерам, сделай что-нибудь, придумай, в общем. Главное выловить Джену и поговорить наедине, без лишних глаз. И, кстати, я попытался поискать инфу о том, как уборщики попадают на остров, или хотя бы где мы находимся географически, но в центре управления данные только об автоматонах.
Черт. Ладно, давай, пиши Дженни. Ладно, так, подожди, у меня 2 задания обновилось. Задание. У Джены есть такой же кусок кода, как и у Дилана. Интересно, что это значит? Дилан прав, мне стоит поговорить с Дженой. Надо ей все рассказать. Думаю, в волонтерском центре получится улучшить момент и поговорить наедине. Ну ладно, это мы сделаем. Но я вот что еще допер. Наш персонаж, как Лоуложка, он же не знает, что такое GDH. Он при этом даже не знает, что это Джон Дэйви Харрис. Потому что когда мы видели этого Джона Дэйви Харриса, у него в чате были вопросики. Так что, да, наш персонаж даже не понимает, что речь об этом оранжево-шарфовом. В любом случае, у нас обновилось задание «Таинственный подвал». Автор Дилан. Блин, Дилану так и не удалось выяснить, как уборщики попадают на остров. Непонятно, где нам теперь брать эту информацию? У самих уборщиков, что ли, спрашивать? А ведь это, ну, типа, прикольная идея, разве нет? Если мы будем в роли ученого и поговорим с уборщиком, ну, типа, не палясь то, что мы подставное лицо, то, возможно, мы сможем что-то узнать. Вот так вот. А вообще, доброе утро, ребята. Привет, Карл. Да, алло, привет, доброе утро. Ой, погоди, ты что это? Ты вообще спал этой ночью? Ой, выглядишь уставшим. Ой, Ло, здоровый сон — это главное для организма. Нельзя же себя перегружать. Ай, блин, всю ночь, наверное, учился, да? Учеба важна, это правда, но не во вред себе. Наоборот, недосып может плохо сказаться на твоей успеваемости. Все, запомни. А я пошел умываться. Единственный, кто ничто не подозревает. В целом, как и Чет, скорее всего, потому что он ничего не помнит, да? О, как же хорошо. О, чувствую себя как новенький, блин. Сон явно пошел мне на пользу. Ого. А вот ты... Слушай, а вот ты выглядишь каким-то невыспавшимся, что ли? Долго пробыли в лесу после того, как я ушел? То есть ты не помнишь тот домик, да? Тебе информацию про дом стерли? Ну, давай-ка скажем... Нет? А, вот как. Блин, слушай, я вообще хотел извиниться, что вчера так резко ушел. Мне стало не очень хорошо, ты, наверное, сам видел. Но сейчас я чувствую себя уже намного лучше, так что не беспокойся. Ага. Ну, короче, мы понимаем то, что он вообще ничего не помнит про ту сторожку, про тот домик Престона. Следовательно, картины и даже картину с автоматоном он тоже не помнит. А у Дилана такое стереть не смогли. Смотри-ка, поговорить не можем, понятно. Проверяем сразу же акции. 105. О, оно в моменте 120 стоило. Так, ладно, 105 это в любом случае неплохо. Это не 89. Я продам 50 акций. Это в любом случае в плюсе, потому что 100 акций я купил по 89. Все, совершить транзакцию. Сюда. Мой первый заработок. Далее, я помню, мне сказали написать Дженни. Вот оно. Эй, Дженна, привет. Не занята сегодня после пар? Можем зайти в волонтерский центр и сделать что-нибудь вдвоем. Эй, Дженна, здравствуй. Как насчет встретиться после пар? Давно не проводили время вместе. А ты ведь классная девчонка. Дженна, я больше не хочу быть волонтером. Да ладно. Так, ну давай, привет, Дженна, не занята сегодня после пар? Поделаем что-нибудь вдвоем. Ничего себе, приветики. Думаю, найдем тебе занятие. Я сегодня хотела сходить в приют для животных. Как на это смотришь? Поможешь мне дотащить корм, а? Да, все, лишь бы остаться наедине. Я передумал, ненавижу животных. Буду рад помочь. Встретимся в волонтерском центре. Давай лучше встретимся сразу в приюте. Не хочу тащить мешки. Ну ладно, буду рад помочь. О, супер! Но, если что, мы можем пересечься даже раньше. И потом пойти в центр вместе. Смотри, я после пар буду в 212 кабинете. Там и встретимся. Ты же не собираешься прогуливать? Нет, я не собираюсь. У меня отличная успеваемость. Так, время 6:35, следовательно, примерно в 7:40, я думаю, в 7:35 даже, можно вернуться в комнату. А пока что до свидания. Приветствую, сундучела. Берем пшеницу и не забываем о том, что мне нужно выращивать свиней, коров, овец и так далее. Потому что все больше квестов на то, чтобы я принес какое-то мясо, жир, кожу. Не круто, когда у меня вроде бы есть ферма, а я ее не улучшаю. Ну, точнее, не делаю популяцию еще больше. Кушаем, не стесняемся. А проблема сейчас есть еще одна. Я не могу просто взять и где-то достать пшеницу. Напомню, ферма, которой я пользовался, это универская ферма, которая прямо сейчас пришла в запустение, потому что зима, холода, ну, в общем, вы понимаете. Придется создавать, наверное, что-то свое. Так, свинки, плодитесь.
Воу! А почему каждый раз тройня? А может быть и коровы тоже появляются двойней, тройней? Просто я этого не замечаю. Ладно, это, наверное, не самое важное, о чем надо задуматься. Задумаемся о деньгах. Сейчас у меня 15 тысяч, и я могу съездить в город, чтобы купить ту самую кирку за 13 300. Я куплю ее обязательно, но только после того, как у меня появится хотя бы 20 тысяч на балансе. И чтобы у меня столько было, проверим, что сыра хочется. Во, мне нужно больше мяса. А, нифига, 7000 СТ дают. Так, получается приготовленный бекон, говяжьи котлеты, куриное филе и бараньи отбивные. Самое тяжелое здесь это куриное филе, потому что это курятины, которых тоже нужно выращивать, а потом убивать. Черт, то есть не убивать, я имел в виду, они просто сбрасывают кусочки мяса. Начать можем, пожалуй, с говяжьих котлет. Берем сырую говядину, потом все это режем. Тем не менее, 40 говяжьего фарша готово. Кладем это все в печку и пережариваем. Для задания все, что связано с говядиной, это все. Далее получается курица, баранина, бла-бла-бла. Но пока что я не буду убивать других животных, потому что пусть они растут, потом мы их снова покормим, ну и уже после этого разберемся. О, эй, Ло. Что? Так, сейчас. Слушай, помнишь, Шерон говорила, что хочет продолжать поиски мироходцев. Ну, если честно, не помню, но давай типа да. Так вот, я нашел одного подходящего. Он уличный музыкант. Недавно выступал у Оазиса. Звать Джет Беринг. Сегодня должен выступать в парке. Ты можешь попробовать сходить, глянуть. А если ничего не выйдет, то хотя бы музыку послушаешь. Просто я почему-то почти уверен, что точно ничего не выйдет. Во всех переписках он бесконечно счастлив и всем доволен. Никаких несостыковок он тоже не замечал. Ладно, удачи тебе. Ладно. А ты что будешь делать? Ничего? Реально? Просто анализировать информацию? Не, ну ладно. То, что он сказал про этого, Джета Беринга, это уже важно. Но я не могу туда просто отправиться, потому что, как минимум, сейчас утро, а во-вторых, у меня учеба. И, по-моему, мне нужно уже быть в комнате, потому что Карл скоро придет, да? Давай, время 7:58, 7:59 и... Прям по таймингу. Карл, здорово. Да, привет. Всем доброе утро. Да, уже выходим. Боже, блин, Карл, тебе самому-то это не надоело? Нет, ничуть. Если я не буду заходить, то кое-кто не пойдет на пары. Плевать. Сейчас. Мне так нравится это взаимодействие утреннее. Оно такое повторяющееся, но такое разное каждый раз. Блин, тихо. Все, пойдем. Пойдем. Каждый раз в наушниках самое главное. А я не знал то, что у тебя есть вторая пара наушников. Чет тоже на месте. Вы уже здесь, что ли? Так, сейчас. Привет, Дилан. Ты сегодня ныл как-то меньше, чем обычно. Да, забей, это просто настроение хорошее. Ну ладно, пойдем. И все. Блин, интересно, а вот взаимодействие с Ричардом, нашим однокурсником, вообще как-то будут развиваться? Просто я его игнорил, наверное, все 5 раз из 5. Ну или сколько там раз он меня звал. Короче, все разы я его проигнорировал, и такое ощущение, что арку с Ричардом я просто просрал. Можем называть это так. Просрал. Здравствуйте, оплатить проезд, университет. Да, да. Благодарю. Всем привет. Так, получается, сразу идем в 207 кабинет. О, здравствуйте, а вы кто? Как же я, блин, не хочу идти на пары. Кому они вообще нужны, а? Нам нужны, дурень. Как ты потом сдашь древние языки, а? Да, блин, ну да ладно, правда. Мне аттестация сложновато далась. Ты права. Блин, если бы в жизни все так друг друга переубеждали, то споров в мире бы не существовало. Здравствуйте. О, привет. Прикинь, недавно набила татушку. Это совершенно не больно. А мама меня так запугивала. Не больно? Может быть, потому что у тебя порог боли маленький? Потому что ты автоматон? До свидания. Чё? Ой, блин, он мне так и не написал. Обещал, что сегодня мы точно встретимся. Ну вот как после этого верить этим мужикам? Не пишет и не пишет. Ах, мужики козлы. Что тут еще можно сказать-то? Так, ладно, все, давайте зайдем в 207 кабинет, не будем терять времени. Всем привет, Ричард. Дуешься на меня, да? Так, с Реном не поговорим. С тобой тоже, с тобой тоже. Ника. Ладно, видимо, просто сесть.
Дилан. Так, 52-й параграф. На всякий случай снова попробуем с кем-нибудь поговорить. Ну ладно. Так, что Дилан печатает? Эй, Ло, главное не забудь. Тебе нужно встретиться с Дженой. Напиши, как поговоришь с ней. Понял. Да-да-да, я помню. Карл, привет. Не поговорим? А так, и потом мне еще нужна Джена. 212 кабинет. Знать бы еще, где это 212 кабинет. Я же не запоминаю, где они находятся. А, вот оно. Джена сидит. Это, получается, ее подсобка рабочая, назовем это так. Привет. Ой, привет. А ты что, уже освободился, что ли? Сейчас. Так. Блин, а ты быстро. Я почему-то думала, ты будешь минут через 10. Ай-яй-яй. Что, торопился увидеться со мной, да? Сейчас. Ай. Ну давай, ладно, пойдем. Возьмем корм в волонтерском центре и поедем в приют. Так, а мне, если что, поговорить-то можно будет? А может быть, здесь поговорим? Камер вроде нет. Ничего такого, что-то... А, минус 20. В общем, мы не так давно начали помогать приюту, но реакция животных стоит того, поверь мне. Пойдем. Ладненько, приют так приют, но поговорить-то мы все-таки сможем. Вот, комната совещаний, по-моему, идеальное место. Давай. Давай, бери. Ой, что это? Какая-то одежда странная. Стоп, это же мои штаны. А какого черта? Джена? А, мне мешок взять, мне другой взять тоже. В общем, смотри, идея такая. Мы сначала отвозим корм, а потом, если ты свободен, то можем погулять в парке. Я знаешь, что поняла? Я не могу вспомнить ни одного раза, когда мы с тобой просто гуляли. Это надо, правда, исправлять. Подожди, что? Да, ну мы гуляли. Ривервиль. Мы на байдарках катались. Я могу об этом сказать? Действительно. Прости, после приюта мне нужно будет уйти. Ой, блин, там же это Джет Беринг, мироходец. Согласен, я бы с тобой хоть каждый день гулял. Ну, короче, я хочу по-любому с Дженой поговорить. Мне надо это сделать. А Джет Беринг, он, возможно, ну, задержится. Может быть, подольше будет там танцевать, петь, кукарекать. Действительно. О, супер. Рада, что ты согласен. Давай, пойдем. Let's go. Только я так и не понял, почему здесь мои штаны. Черт возьми, я свои штаны всегда узнаю. Я и 10 лет их вижу. Осенние штаны мироходец, это не мои штаны. О, Ой. не отставай. Привет. Мы пришли с кормом для зверушек. Так, здравствуйте. О, привет. Рада снова видеть. Ну, давай. А, да. Вот. Фига, она прям взяла такая, и пофигу. Хотя, учитывая мой инвентарь, мне вообще по барабану. Таскаю все на своих плечах, в карманах. Джена, а ты, я посмотрю, сегодня с помощником? Да, представляешь, вызвался помочь донести мешки. Сам! Если что, обращайся. Мы всегда рады помочь. Это основная цель нашего волонтерского центра. Ну, в целом все. Мы пошли. Пока-пока. Подожди, а мы не посмотрим на этот волонтерский центр? Просто целое строение ради одной... Ой, Ло, я так рада, что ты вызвался помочь. Да-да-да, Джена. Блин, меня поражает, на самом деле, вот эти масштабы сезона, когда появляется какое-то строение с декорациями, то есть какое-то продуманное, и оно в сезоне, ну, секунд на 30 появляется, буквально. За это, конечно, огромный респект, потому что, ну, чувствуется отдача, чувствуется. Так, по итогу, ты рада, что я вызвался помочь? Рассказать все! Прям сходу, реально. Джена, я хочу с тобой серьезно поговорить. Рассказать об автоматонах. Да, Джена, я тоже рад, что смог тебе помочь с этим. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Рассказать об автоматонах. Да, я думаю, да. Знаешь, Ло, я что-то устала. Пойду посплю. Пока. Что? Да, и она просто испарилась! Какого черта? Реально, то есть каждый раз, когда один из автоматонов узнает об автоматонах, то все? Включается этот защитный режим? Так, погоди, а написать? Во, могу, Дилан. У Джены такая же реакция, как и у Чеда. Я пытался ей рассказать об автоматонах, но она тоже сказала ту странную фразу про сон. Джена устала и пошла спать. Поговорим потом в общежитии. Джена устала и пошла спать. Мне нельзя палиться про автоматонов. Угу, окей. Ладно, ты не беспокойся, я ее перехвачу по пути в общагу. Прослежу, чтобы нормально добралась. Ты успеваешь на выступление Джета в парке, если что. Предложи Шерон сходить с тобой. О, черт, боже, ладно, вот как раз могу написать Шерон. Привет, ты свободна? Как насчет того, чтобы прогуляться в парке? Ты воняешь. Что? Почему тут есть такой выбор вообще? Почему тут есть такой выбор? Ладно, ты свободна сейчас? Привет, Ло. Да, я сейчас свободна. Можем встретиться у моего дома. Нет, давай, слушай, я тут рядом с парком.
давай лучше прямо здесь. Окей, я сейчас подойду. Может, вообще в общаге встретимся? Не, ну зачем нам общага? Нам нужен этот парк. Я совсем рядом с парком. Давай лучше прямо здесь. Ну ладно, хорошо. Я тогда скоро подъеду. Подходи ко входу в парк, чтобы я тебя не искала. Супер, окей. Да, я подойду. Давай ты меня найдешь, потому что я потерялся. Что? Почему я могу это писать, Шерон? Да, подойду. Да, отвратительно просто. Ой, все, мне даже думать не надо. Еще и заметку, походу, какую-то написал. Ну, погоди, какая заметка может быть? А, это я Дилану написал. Что там он? Что-то хочет узнать? Подожди, куда ты собираешься? А, это он проследить за Дженой, точно. Во! Что? Что происходит? Ты погляди, что он решил без меня сделать. Е-мать! Е-мать! Дилан, ты посмотри, умеет и сам инициативу подключить, скажем так. Офигеть! Так, короче, парк, он где? Вот, Шерон вижу. Так, машины. Аккуратненько. Не давите меня, пожалуйста. Эй, Лолошка, я здесь. Привет. Да, привет. Ну как, ты узнал что-то о мироходцах или ты реально просто предложил погулять? Ну, я могу рассказать про Джену. Могу просто сказать, что мы погуляем, и рассказать о Джете Беринге. Да, нас сейчас интересует вот этот мироходец Джет Беринг. Так вот, значит, зачем ты меня позвал. А я уже размечталась, что ты просто хотел со мной поболтать. Ну ладно, пойдем посмотрим на этого Джета. Такое ощущение, что мы уже пришли. Эй, Ло, слушай, а это случаем не он? Ты знаешь, как выглядит этот Джет Беринг? Давай подойдем поближе. Только не забудь, индивидуальный подход к каждому. Он творческая личность. Попробуй сделать комплимент его песням. О, окей, кстати, это хорошая идея, хорошая. Да, смотри, написано Джет Беринг. Хе-хе, уже спойлер словили. Девушка, парень. Честно говоря, поет он просто отвратительно. Уши вянут. Я погорячилась про любовь к его музыке. Спасибо большое спасибо. Завтра я буду выступать у торгового центра. Буду рад всем. Это было отвратительно. Это было просто ужасно. Джет Беринг. Здравствуй. Привет. Чё, хочешь автограф, да? У меня нет с собой ручки. Так бы реально расписался тебе на руке, но... Эй, Джет, мы бы хотели с тобой поговорить. Да? Знаете мое имя? Да вы настоящий фанат, реально. О чем же поговорить? Хотите мне концерт приложить, да? Да, теперь понятно, почему ему нравится в этом мире. В любом другом мире он бы стал максимальным изгоем. Ты отвратительно поешь. Мы можем поговорить наедине? Мы хотим рассказать тебе кое-что. Я твой большой поклонник. Хочу научиться петь и играть так же. О, какой энтузиазм, парень. Но можем отойти в стороночку, там поговорим без гула восторженной толпы, сам понимаешь. Вы уже уходите? Да, публика моя невероятная. Муа! Всего доброго! Блин, ну вот знаете, вот ну реально клево. Молодежь тянется к музыке, круто, блин. Знаете, вообще мы хотели поговорить насчет ваших песен. Да, блин, да знаю я. Они вам нравятся, и чё? Они всем нравятся. Потому что они от души, блин. Ну ладно, чё вы там хотели-то мне? Концерт приложить, да? Да, боже. Вы мироходец? Вас не смущает, что при полном отсутствии вокальных данных у вас так много фанатов? Это просто... Это сюр какой-то. Они звучат очень необычно, эти песни... А вы случаем не из какого-нибудь другого мира? Чё? Ложка, это прозвучало ужасно. Мог бы спросить напрямую с таким же успехом. Да, стоп, я не понял вы. Да вы сейчас про чё вообще? Ладно, вы мироходец? Чё? Вы как догадались? Блин, да...
Я чё, настолько выделяюсь, что ли? Да нет, мы просто спрашивали, чтобы проверить. Не бойтесь, мы тоже мироходцы. Вот как. Так вы чё, вы фанаты или нет? О боже, его реально интересует только это. Мы пришли, чтобы сказать, ты в опасности. Мы хотели познакомиться с другим мироходцем. Редко можно встретить кого-то из наших. Мы, мироходцы, должны держаться вместе. Я здесь, чтобы подружиться с тобой и помочь. Тут хоть и безопасно на вид, но вдруг что-нибудь случится, а мы поможем. Давай просто нейтрально скажем, мы хотели познакомиться с другим мироходцем. Редко можно встретить кого-то из наших. Да и все. Блин, ну вы... Тихо. Лучше не распространяться об этом. Это опасно. Слушайте, блин, ребят, мне нравится этот мир, я тут хочу остаться, но... Тут так спокойно, блин, ну и... Просто я тут слушателей нашел. Я не хочу отсюда уходить, теперь это мой дом. Вы же слышали, что мироходцев в разных мирах похищают, а? Слыхали, блин? Если мы будем тусить вместе, вероятность того, что нас всех найдут, увеличивается. А я бы не очень-то этого хотел. Поэтому давайте лучше подальше друг от друга держаться. Ай, блин, мироходцы. Ай, блин, и этот тоже уходит. Мы же даже не рассказали об автоматонах и что все это симуляция. Как только услышал, что мы мироходцы, сразу решил уйти. Знаешь, а мы ведь можем попробовать его убедить. Возможно, это из-за того, что он ничего не знает. Блин, ну, не знаю. По его лицу было видно, что он как будто все знает, но ему настолько нравится, что его супер-мега-вокальные данные здесь воспринимают как что-то офигенное, то, ну, он не хочет эту сказку рушить. Мне кажется, что он что-то подозревает и не хочет, чтобы мы разрушили его сказку. О, что? Это же буквально то, что я только что сказал. Это буквально мои слова. Ребят, клянусь, я не читал перед этим, я... Прикольно. Ну, я тогда это нажму. Ну ладно, возможно. Не удивлюсь, если в других мирах никто не хочет слушать его бленье. Фу, блин, до сих пор в ушах звенит. Кстати, я думала, что ты мне напишешь еще вчера. Ты что, занят был? Ничего, просто вчера весь день гулял, рассказать все. Блин, она же не знает о том, что Дилана и Чеда похитили. Ну, не то, что похитили, а забрали на диагностику. И про то, что мы нашли сторожку Престона. Ну, давай расскажем, не знаю, почему бы и да? Шерон можно, почему-то мне кажется можно. То есть вы все-таки нашли что-то полезное? Ай, но вот то, что не удалось найти информацию о том, как уехать с острова, это плохо. У нас остается не так много вариантов, где найти эту информацию. Слушай, если родители Ричарда это уборщики, то он же должен что-то знать, да? Правда, я не уверена, можно ли ему доверять. Блин, он просто не похож на нашего союзника. Ладно, я не хочу об этом сейчас говорить. Я пойду. Тебе же еще перед Диланом отчитываться. Пока, Алло, пока. Пока, Шерон. Ой. Пока искал информацию, Дилан написал. Вообще, вот, я нашел. Завтра я буду выступать у торгового центра. Возможно, я смогу его завтра найти, и, может быть, как-то все-таки переубедим и так далее. Вдруг. Так, Дилан печатает. Так, слушай, Ло, если чё, от Жени не беспокойся. Я проводил ее до общаги. Ага. Проводил. То есть мы, как зритель, понимаем, что он там делал с этой Дженой, а вот как Лоу-ложка, как Лоу-ложка не знаем. Ну, поехали тогда в общежитие, как раз все это и, может быть, поговорим. Потому что вряд ли он сейчас мне в переписке будет об этом рассказывать. Оплатить, кампус Lucky Charms. Внимание, следующая остановка не предыдущая. Угу, благодарю. Так, Дилан. О, Дилан. О, ну наконец-то. Привет. Так, сейчас... О, запер. В общем, я удалил причину ее поломки. Потер воспоминания о прогулке. Главное, никогда не упоминай прогулку при ней. Ты просто ей помог. Донес корм и все. Понял? Блин, слушай, как так вышло, что Джена сломалась? Давай рассказывай. Угу, то есть... Так, давай еще раз, по порядку. Ты встретился с Дженой, вы отнесли корм, и ты решил рассказать ей об автоматонах, верно? Да, все правильно. Угу, и после этого у нее включился защитный механизм. Я думал, что она отреагирует на автоматонов так же, как и... Я? Паттерн разве не за это отвечает? Или дело в том, что он расположен у нас в разных местах в коде? Блин, это начинает выглядеть как чей-то очень продуманный план. Если паттерн в ее коде отвечает за что-то другое, то надо выяснить, за что именно, черт возьми.
Так, ладно, перейдем от Джены к чему-нибудь попроще. Вы встретились с Джетом, и что? Он в итоге оказался мироходцем? Ну да. Угу. И он не сбежал, даже не дослушав до части с симуляцией. Я только сильнее убеждаюсь, что эта задумка все бессмысленнее и бессмысленнее. Но это ваше дело, Шерон, конечно. Я понимаю, что она пытается их спасти, но мы должны думать о себе, Ло. С ними будет сложнее все провернуть. Да и они тут, типа, счастливы, разве нет? Вроде как такое себе спасение, спасать счастливых. Короче, давай так. Я найду еще одного мироходца, но если он скажет то же самое, то мы остановимся, окей? Во всяком случае, предупреждаю. Я больше не буду вам с этим помогать. А теперь давай, оставь меня. Я займусь поисками подходящей кандидатуры. Ладно. Окей. Так, на всякий случай попробуем поговорить, чет. О, Ло, прикинь, сегодня слушал рассказы Карла про его растения. Это оказалось, блин, даже интересно. Никогда бы не подумал, что будет интересно. Хотя, мне все же больше нравятся животные. Вот. Понятно. Карл? Ой, сегодня поливал цветы, которые принес в универ. Им там явно не хватает заботы. За ними, прикинь, никто не ухаживает, кроме меня. Уже даже не знаю, хорошее ли это было решение привести их туда. Бедные цветочки. Это, кстати, правда. Вот то, что сейчас озвучил Карл, это то, что я повсеместно замечаю. Так, Дилан, поговорим? Да нет, ну, я занят еще. Все еще ищу подходящего мироходца. И знаешь, судя по всем перепискам, все счастливы. Блин, я уже даже не знаю, кто может подойти-то. Продолжаю поиски. Угу, все счастливы. Вот такие пироги, как говорится. Все счастливы, несчастлив только я. Пожалуйста, верните меня в мою родную вселенную. Верните меня. Я хочу снова встретиться с Акетрой, возможно, даже с Синдбадом, Абди, с Джеди Эйчем, Джодахом. Хочу, черт возьми! Ну а если вы тоже этого хотите, или если вам просто нравится то, что вы смотрите, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Также не забывайте то, что по ссылке в описании на Бусти выходят дополнительные серии по сезону, их можно глянуть. А тогда все это благодаря вашей поддержке. Ребята, поддержка в последней реальности просто колоссальная. Мы это видим, мы это замечаем. И я, конечно же, надеюсь, что она будет только увеличиваться, потому что мы, благодаря этой поддержке, делаем больше, потому что дальше больше и качественней. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Паттерн Джеди Эйч. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Мне нужно немного охладить систему. От всех этих мыслей у меня просто голова кругом. Опять начинаю перегреваться. Проследи, чтобы никто не зашел, пожалуйста. О, Карл! Карл, нельзя, Карл! Та-та-та, поговорить с уборщиками, поговорить с Ричардом, поговорить с Саймоном Солусом. Что ж, как по мне, это единственные, хоть и не самые крутые варианты, которые еще хоть как-то могут привести нас к познанию о побеге с этого острова. А еще у нас некий шифр JDH, зашитый в некоторых автоматонов. Что бы это ни значило, надо разбираться. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы сделали много. Да-да, предыдущая серия действительно богата на события. И попытка поговорить с мироходцем, и управление Диланом, и зачищение данных в подвале. Была даже защитная реакция Джены на информацию про автоматонов. И самое главное... Паттерн JDH. Тот самый, который, оказывается, не зашит в каждого автоматона, а лишь в некоторых. Например, прямо сейчас мы точно знаем, он есть у Джены и у Дилана. За что паттерн отвечает конкретно, непонятно. Но, например, Дилан не уходит в перезагрузку, когда мы говорим об автоматонах. То есть его это не смущает, не перегружает, не перезагружает. Так что... Казалось бы, то же самое должно было быть и у Джены, но нет. Мы ей сказали, и она тут же... Я спать, пока-пока. У нее паттерн отвечает за что-то другое, и за что именно придется выяснить. А также придется найти других автоматонов с этим JDH. Так, ладно, все, не могу больше молчать, у меня слишком хорошие новости. Внимание, внимание, я зарядил электрогрелку Мишутка. О да, теперь могу греться и греться. Это все хорошие новости. Ну а если серьезно, то привет, Дилан, доброе утро. Да-да, доброе. Слушай, нам нужно каким-то образом выяснить, как уйти с этого острова.
Ой, раз я ничего не нашел в их базе данных, то придется это с кем-то обсуждать, Ло. С Ричардом или Солусом, если конкретнее. Оба варианта — это полный отстой. Солус любит говорить загадками, а Ричард, он просто может ничего не знать. Все же он не сотрудник. Даже не знаю, как с этим работать. Я, если что, написал Шерон, может быть, она сможет что-то придумать. Ну и я тоже попытаюсь найти другие варианты. Давай, все, я занят. Опа. Погоди, так ты ж буквально только что сказал то, что я озвучивал в начале. Поговорить с Ричардом или Солусом. Так да, это шикарный вариант. Нам надо просто найти, ну, например, Солуса, кстати, там, не знаю, написать. Нет, не могу. Ничего, еще разберемся обязательно. Чет, привет. О, привет, Ло. Прикинь, а я, кажется, себе работу нашел. Мне сказали, что у меня будет свободный график. И что самое главное, я подхожу. Да уж. Ну, в общем, по телефону все звучало так. Идеально. Надеюсь, личная встреча пройдет тоже идеально. О, расскажу подробнее, если все пройдет успешно. А пока надо готовиться. Удачи, Чет. О, как ты долго искал работу. Красава. Так, Карл. Пишет что-то. Привет. Ой, да, привет, Ло. Ой, кстати, а у вас же скоро должна будет увеличиться учебная нагрузка, да? Ты знал? Ника тебя предупреждала? Да нет, об этом меня не предупреждали. Ну, может быть, она сделает это сегодня или завтра. Ты в любом случае самое главное теперь знаешь. Давай, готовься. Что? Чего? У вас скоро должна будет увеличиться учебная нагрузка. Не-не-не-не-не-не, стоп, это бред какой-то. Такое ощущение, что это специально сделано, чтобы я еще больше не лез во все эти автоматонские дела. Так, здесь у нас на всякий случай проверим. Ничего. Супер, обязательно поднимаемся на чердак, не забываем прокачиваться. Да, я понимаю то, что у меня уже ремесло 55 уровня, но если мы докачаемся до 60-го, до 65-го, то... спасибо. То в будущем мы сможем создавать буквально все. Например, вот этот назаритовый нож, который мне подарили, до сих пор нельзя создать. Минимальный уровень ремесла 65. Так, а еще я собирался спуститься к Кларку и, наверное, купить тренажерный зал. А, Кларка еще нет, сколько времени? 7:43, понял. Так, а у меня акции сколько? 99 стоимость. Мало. Время у нас, кстати, уже 7:59. Сейчас будет 8:00. И проверяем. Ну-ка. Идет. Такая классика, боже. Каждый раз с этого смешно. Привет. Да, привет, Ло. Дилан, вы как, вы готовы идти? Слушай, а если я скажу нет? Что-то изменится? Нет, ничего не изменится. Ну тогда зачем спрашивать? Сейчас. Не победить тебе в этой борьбе, не победить тебе в этой битве, Дилан. Можно только заболеть. Тогда Карл, может быть, еще и отстанет. Так, погоди, а где Чет? А где Чет? Он пораньше ушел. У него там важная встреча по работе. Да, пойдем. Да, у него же собеседование, точно. Совершенно вылетело из головы. Так, тут у меня что-нибудь лежит? Ничего важного, здесь тоже. Сюда мы не зайдем. Ну окей, тогда только учеба. Оплатить университет. От винта. Большое спасибо, водитель. О, Джена, привет. Да-да-да, приветики. Эй, Ложка, рада тебя видеть. Ой, что-то мне сегодня Дилан написал. Он тебе говорил об этом? Да, он писал, это правда. Говорил. О, супер, это хорошо. Слушай, я знаю, что Дилану не нравится идея обращаться к Солусу, но ты все-таки подумай об этом. Ты же сам говорил, что он постоянно дает тебе подсказки. А это значит, что он явно хочет, чтобы ты что-то узнал. И мы точно знаем, что он тебя не сдаст. Это ведь именно Солус дал тебе наводку на подвал, помнишь? Ты должен ему написать. Может быть, он и не скажет тебе прямо, но мы наверняка снова получим какую-то подсказку. Наверное. Все лучше, чем ничего. А сейчас я пойду на пары, раз уж пришла. Удачи. Давай, удачи. Слушай, погоди, Шерон, стоп. Так, быстро телефон, отношения.
Шерон где? 54. Мне многие писали в комментариях то, что заметно, как Шерон относится ко мне не так, как надо, как мне бы хотелось, потому что у меня недоверие. А чтобы прокачать это самое доверие, мне нужно дарить ей книги. Эй, Шерон, погоди! Мне для сюжета очень важно! Супер-мега обязательно. Вот. Спасибо. Даже не знаю, как благодарить тебя за это. Ну, хотя бы в мою сторону посмотреть, когда благодаришь. Так, теперь отношения, Шерон. Во, 57%. То есть еще одна книга и будет шикарно. Да, я сделаю все по канону. Я сделаю так, как надо, чтобы хорошая концовка. А вообще, кстати, Солус. Так, надо написать. Здравствуйте, а можем встретиться и поговорить? Сразу он, конечно... О, печатает, да ладно. Лолошка? Неужели у тебя снова возникли ко мне какие-то вопросы? Нет ли у тебя ощущения, что ты без меня совершенно беспомощен? Ну ладно, так уж и быть. Я подойду к университету после твоих пар. Да, звучит, честно говоря. Я даже не знаю, он меня оскорбил или все-таки реально помочь решил. Ты совершенно беспомощен без меня. Блин, а ведь если так подумать, Солус действительно многое делает для меня. Так, здравствуйте. О чем беседуете? Ой, блин, как же я голоден. Опять? Ты вообще думаешь о чем-то, кроме еды? Ну, да, конечно, когда я сыт. Важно, важно, понял. Ой, батюшки, что у тебя? Блин, у меня сегодня 5 пар. Такое должно быть незаконно. Бедняга. Подожди, а 5 пар это сколько? 5 пар... Блин, кстати, 5 пар это много. Помянем, дружище, помянем. Поговорим? Не поговорим? О, привет. А я сегодня приготовила себе вафли. Чуть не опоздала. Но это стоило того. Дала бы вафельку за диалог. Чё? Подруга сказала встретить ее здесь. А теперь она опаздывает. Живет в 3 минутах ходьбы. Ой, надоело. Ладно, все, хватит болтать. Кабинет номер 207. Всем привет. Ученик Лолошка на связи. 53-й параграф. Химический состав минералов. По-моему, такое уже было, кстати. Так, с кем-нибудь поболтать, не поболтать. Ричард, вот почему я с тобой не могу поговорить? Все? Типа, у меня с тобой арка закончилась? Она сломана? Ладно, в любом случае, учиться. Рыболовство опять. Так, стоп. А куда все уходят? Ника, ты должна мне сказать о том, что у нас скоро будет много учебы. Мне Карл передал. Ника. Ой. Куда? Ой-ой-ой. Ути боже, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. А вот и он. Лолошка собственной персоной. Давненько не виделись. Так, и чем же мы обязаны этому визиту, а? Ричард, боюсь, я здесь не для тебя. Да неужели? Вот именно. Мы тебя оставим, Ричард. Уверен, у тебя есть занятия получше. Ну да, есть. Давай, Лолошка, за мной. А у вас, смотрю, какая-то прям негласная вражда между друг другом. Так, ладно, и куда мы? Ну что ж, давай, Лолошка. С чем на этот раз тебе понадобилась помощь? Так, почему ты так и не уехал отсюда? Тебя же уволили. Как выбраться с этого острова? На лодке, конечно. Ну, или вплавь. Как тебе будет удобнее. Сегодня я не хочу отвечать на этот вопрос, Лолошка. Попробуй выяснить сам. Но раз уж мы встретились, давай я тебе кое-что покажу. Уверен, тебе это понравится. Если ты, конечно, все поймешь. Подожди, а почему не хочешь отвечать? В чем проблема? Какой-то загадочный. Что это? Куда мы пришли? О, боже, куда мы пришли? Та-дам! Знакомься. Этот дом когда-то построил один очень важный для меня человек. Он был для меня как отец, хотя я намного старше, чем он. Намного старше? Ну да. Он всегда говорил, что лучше прятаться на виду. Поэтому и построил себе уютный домик в самом центре острова. А я просто помог. Пойдем. Жаль, конечно, что он тут больше не отвечает ни за что. Но он оставил мне некоторые инструкции. Как раз на тот случай, если он потеряет власть. Как тебе интерьер? Я скучаю по тем временам, когда мы с тобой сидели здесь и обсуждали дизайн. Тогда остров еще не был запущен. Тогда все было по-другому.
Что? Подожди, чего? Когда мы с тобой сидели тут и обсуждали дизайн? Ты про GDH говоришь? Продолжай. Знаешь, я тут подумал. Можешь осмотреться, если хочешь. Я подожду. Ха, вряд ли ты узнаешь эти места. Удачи. Ладно, узнаю ли я эти места? Боже, я пытаюсь. Нет, я не узнаю эти места, это просто дом. Это незнакомый мне дом. Но он отчетливо сказал вот эту фразу. Я скучаю по тем временам, когда мы с тобой сидели тут и обсуждали дизайн. А интересно, а вот этот вот человек, о котором он говорит, то что вот типа мы с тобой, это тот же самый, кто построил этот дом? Он всегда говорил, что лучше прятаться на виду. Он был для меня как отец. Как это интересно, черт возьми. Так, ладно. Попробуй что-нибудь найти. Картина, коробка. Так, что это? Тумбочка, пусто. Здесь он... Вот это уже интересненько. Отмычки у меня есть. Но давай на всякий случай пока что вот здесь посмотрим. На втором этаже библиотека. Ого. Ванная комната. О. Погоди, это не одежда Солуса, да? Нет, это не одежда Солуса. Ноутбук. Блин, не открывается. Ну явно же что-то можно еще найти, помимо того замочка. Все, что не пытаюсь открыть, пусто. Давай-ка все-таки действительно попробуем сюда зайти. Ой, тут целый компьютер. Причем включенный. Ладненько. Отмычка. Попробую взломать. Ой, всего 3. Let's go. Тихо. Вот это да! Никогда не замечал эту дверь. Впрочем, обычно мы сидели в гостиной. Были ж времена. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Подожди, ты рофлишь? Ты реально ее не замечал? О боже. Так вот, где он хранил результаты своих трудов. Ха, эти придурки в халатах перерыли все, что могли. Но про это место они так и не узнали. Им бы и в голову не пришло ходить среди их созданий по городу. Ха-ха-ха. Хочешь спрятать, как говорится, прячь на видном месте. Да. Так... знаешь, что-то я устал. Пойду лучше посплю. Что? Подожди. Ты не мог сказать эту фразу. Что-то я устал, лучше пойду посплю. Это же буквально та фраза, которую произносил Чет и Джена. Блин, знаете, вот Солус это такой противоречивый Что? Саймон Солус! Ни хрена себе, что? Что? О, боже, у меня сейчас мир перевернулся. Саймон Солус это автоматон. Охренеть, ребята, я сейчас даже от стула. Я просто от монитора, Фу ты, боже, у меня температура поднялась. Охренеть. Чего я точно не ожидал, это того, что Саймон Солус может быть автоматоном. Вот почему он произнес эту фразу. Что-то я устал, лучше пойду посплю. И ты посмотри, кто тут еще написан. Дилан, Саймон Солус и Джена. Вот почему в них находится паттерн GDH. Да, это квартира GDH. Все, смотрите. Мы примерно на 95% уверены, что это квартира GDH. Именно здесь он проводил свои опыты. И получается, именно здесь он зашивал свой паттерн. В Дилана, в Саймона Солуса и в Джену. Других автоматонов не дано. Так, погоди. Блин. О, ноутбук. Блин, я думал, зайти можно. Давай внимательно посмотрим, вдруг я что-то найду. Да, смотри, бородатый мужик, Саймон Солус. У него линзы 25 мм на 25 мм. Это крепление к руке. Блин, я на всякий случай это посмотрю, потому что мало ли тут какая-то ультра важная информация. Саймон Солус ростом 186. У Дилана рост 178. Ну у меня примерно такой же, то есть мы одинакового роста. Вот как устроено тело автоматона внутри. Пипец. Так клево. Глаз тоже 26, не 25. Так, окей, а у Джены какой рост? 181, она даже чуть выше. Нога 97 сантиметров, рука 27,5, чуть больше, чем у Дилана. И ты погляди, Джена счастливая. У других такого нет. То есть Джена всегда будет счастливой, и она является каким-то ключом. Саймон является сердцем, а Дилан является мозгом. Надо это запомнить. Здесь никакой информации мы не можем прочитать, потому что это буквально не читается. Зато теперь мы точно знаем, что Саймон Солус не человек. Наверное, в этом частном поселке мне уже делать нечего. Погнали, привет, оплатить. Кампус Lucky Charms. Да, винта. Ага, благодарю. Так, и получается, прямо сейчас мне нужно поговорить с Диланом. Надо это все рассказать. Но, перед этим, привет. Так, какой-то новый ассортимент. Постер «Я кот». Какая прикольная картинка. Слушай, захотелось, давай.
одну штучку, да, минус 799. Какие-то новые кофты, по-моему, появились. Но мне это явно не надо, спасибо. А вот постер я повешу у себя дома. Хе-хе-хе. Так, ладно, Дилан, я уже бегу. Эй, привет. Чё-то ты сегодня как-то поздновато. Чё ты делал? Так, я, получается, ничего не делал. Не надо быть таким подозрительным. Я говорил с Саймоном Солусом. Ах, блин, так я и думал. Ну и... Он хотя бы что-то полезное сказал? Давай, рассказывай подробности. О, сейчас ты офигеешь, чувак. Там, короче, он робот. Там, короче, Джена, ключ, отмычка, мозг, сердце. Ты тоже, получается, там был, бла-бла-бла. Да Вот. ну нафиг. Неужели... Подожди. Думаешь, Солус намекал, что ты участвовал в создании этого острова? Нет. Я поверить не могу, что он тоже автоматон. Даже Ричард, судя по всему, считает, что Саймон — это человек. Значит, у него защитный механизм сработал только тогда, когда он увидел чертежи. Верно? Это явно особенный автоматон. Какие-то кастомные настройки. А чьи еще чертежи были в той комнате? Так, твой и Джены. А почему ты спрашиваешь? Да я даже толком не рассмотрел их, если честно. Ого, а прикинь, если бы я реально не посмотрел. Я бы это нажал. Ну, твой и Джены. Ты же понимаешь, если Солус отдельная модель, не учтенная в основной базе, вполне вероятно, что никто больше на этом острове не знает, что он не человек. А чертежи двух автоматонов, у которых есть странные гличи в коде, висят рядом с чертежом этого особенного. Ай. В комнате, которую при этом, по словам Саймона, построил ты. Есть у тебя какое-нибудь объяснение, Блин, ну как тебе сказать? Я думаю, это не я построил, а человек, который выглядит как я. Как брат-близнец. В моем личном деле прикреплена фотография, на которой я, но в одежде, которой у меня никогда не было. А когда я был без сознания после аварии, я видел сон с ним. Я, честно говоря, все то, что говорю, не совсем понимаю, но я почти уверен, что создатель острова и я — это разные люди. Вот. Человек, который один в один похож на тебя? Нет, чувак, ты что, реально прикалываешься? Твой уровень аргументов сейчас — это типа: на фотке я в другой одежде, и во сне я видел другого себя. На курсе по логике меня всегда учили, что статистически самый простой ответ чаще всего оказывается правильным. Но, блин, с тобой это еще ни разу не сработало. Блин. Мне нужно немного охладить систему. От всех этих мыслей у меня просто голова кругом. Ой, Ло. Другой ты человек или нет, система считает тебя тем самым. И твое альтер-эго явно оставило себе лазейки, чтобы отсюда выбраться. Вот почему система никогда не работала с тобой нормально. Ты до потери памяти или твой брат-близнец — это не важно. Создателю симуляции было известно, что ему грозит самому оказаться запертым здесь. Тогда понятно, почему Солус все время разговаривает загадками. Даже у него стоит предохранитель, который не дает ему рассказать, как отсюда выбраться. Так, ладно, все, я занят. А что ты будешь делать? Да я, перенапряг систему. Опять начинаю перегреваться. Проследи, чтобы никто не зашел, пожалуйста. Мне понадобится минут 10, чтобы разгрузить процессы. Я понял, ладно. Вот так. Я крутой! Будь моя воля, я бы замок сюда повесил, честно говоря. Сюда. Господи. Теперь у нас всегда будет ждать эта шикарная фоточка. О боже. Вот так заходим. Красота-то какая. Карл! Карл, нельзя, Карл! Да ладно. Ты чего кричишь и стоишь-то здесь? Тебя Дилан, что ли, прогнал? Он так делал со своим старым соседом. Прости, я сейчас поговорю с ним. Я вышел, потому что хотел побыть один. Я грущу из-за Брэндона. Вот оно что. Спасибо, что поделился этим со мной, Ло. Мы все грустим. Нам всем очень тяжело, но... Я знаю, может показаться ужасным, но нужно жить дальше, Лолошка. Ой. Разве же Брэндон хотел бы, чтобы ты избегал из своей комнаты? Чтобы ты торчал здесь один, и еще и грустил? Нет, конечно. Иди обязательно сосредоточься на учебе. Я не буду вас с Диланом сегодня больше беспокоить. Давай, занимайся.
Уф. Обалдеть. Самое главное, я даже не знаю, как будто любой вариант все равно привел бы к тому, что он ушел. Ну, я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Так, все? Закончил? О, чувак, это ты сейчас с Карлом болтал, да? Да, это он. О, блин. Хорошо, что ты его отвлек. Тебе бы это, кстати, с Шерон поговорить. Как думаешь, как она на это отреагирует? Ей может не понравиться, что это ты тут все создал. Ей же так хочется спасти всех мироходцев. Нас бы кто спас от ее благодарности. Но сокрытие правды может привести к проблемам в будущем, поэтому... решай сам. Ты ее знаешь лучше. Расскажешь, не расскажешь. Только постарайся не потерять нашего единственного союзника, окей? Окей, Шерон, нам надо встретиться. А, я не могу поговорить. О как. А что же мне тогда делать? О, господи. Шерон, ты чего? Печатает. Эй, Лолошка, я видела сегодня Солуса. Ты же в итоге встретился с ним? Расскажешь обо всем завтра? Просто я сегодня занята в издательстве. Да, расскажу. Когда ты так коротко отвечаешь, сразу понятно, что разговор будет длинный. Во мне даже любопытство просыпается. Ну ладно, до завтра потерпит. Ох, Шерон, ты охренеешь. Итак, дамы и господа, с вами GDH, и мы продолжаем играть в последнюю реальность. Самое главное, что у меня в фотографии в личном деле оранжевый шарфик, а я ношу постоянно Что за нафиг, что там происходит? Привет! Меня зовут Энди, я ваш новый сосед. Какого... Привет, я Карл. А это Дилан. А это Лолошка. Ну здорово, приятно познакомиться. Мне не очень. Эй, Дилан, будь повежливее. Ну, да. Ой. Там свободная комната. Все, пока. Подожди, реально? Серьезно? Вся комната только моя? Вот это кайфушка! Могу делать, что хочу. Так, а тебе нужна помощь с раскладыванием вещей? Да ты чё, парень, не парься, я сам все сделаю намного быстрее. Я даже не понимаю, чё никто не занял эту комнату, она ж свободная. Вам чё, нравится парами жить, да? Ладно, я не жалуюсь, мне же лучше. Эх, эта комната связана с не самыми крутыми воспоминаниями. Я понимаю, что он совсем не в курсе происходящего, но меня все равно это злит. Мне не нравится мысль, что он там сейчас свои вещи раскладывает, раскидывает и... Брэндон... Да, ну что ж. Оу! Фига, как быстро. Как знал, вот, кстати, то, что рано или поздно вся эта комната будет забита. О, у тебя гантели? Здрасте. Не поговорим? Обокрасть. Ну ладно, прям в начале сходу я этого делать не буду. Е-мать, ты серьезно? Когда ты успел? Секунда прошла буквально. Когда ты успел намусорить? Так, сода, радио. Понятно. Так вот, опять же, я примерно понимал то, что та пустая комната, она не будет оставаться вечно пустой. Рано или поздно кто-то ее займет. Потому что в общежитии, знаете, вот эти вот места, они расхватываются как горячие пирожки. Странно, что к нам не заселили кого-то раньше. Так, еще раз здравствуйте. Проверим здесь. Постамат получения ничего, сдача ничего. Время у нас 19:05. И раз уж у нас сейчас такое время, давай проверим, могу ли я какое-то задание выполнить. А рука от молота не устала? Принести 6 молотов. О, 1000 СТ дают, хорошо. Так, понимаю то, что мне нужен вот этот молот. Делается из любой дощечки и железа. Дощечки получаем, с железом объединяем и молоточки забираем. Все, 6 штуковин. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Энди все еще собирает. Чё сказал? Ладно, неважно. Слушай, чувак, у вас тут кайфово. Мне нравится. Только не мешай мне, ага. Я тут, важным делом занят. Хе-хе. Я собираюсь. Да-да, заметно. Важным делом занят. Так, по итогу... О, Чет вернулся. Привет. О, Ло, ты? Блин, пропустил я заселение соседа. По отзывам Карла, не очень-то приятный тип. Но ладно, это и не важно. Я получил работу, представляешь? Даже график свой менять не придется. Могу работать со всей документацией удаленно.
Главное сделать работу вовремя. О, наконец-то можно расслабиться. У меня появился стабильный заработок. Часть зарплаты я буду отсылать семье в любом случае. Но теперь все равно станет намного легче. Ох, как же хорошо, что все хорошо. Поздравляю, Чет. О, что? У вас тоже эта картина? Парные картины. Карл, здорово. Ай, этот Энди, ты видел, да? Он уже развел жуткий бардак. Но еще и всю комнату занял. Сказал, что если живет один, то о месте для соседа можно не беспокоиться. Почему его вообще сейчас заселили? Ну, чё, опять же, может быть, место кому-то надо было, вот он ждал. Я думаю, то, что по истории еще узнаем. Дилан? Ну чё, видал, да, нового соседа? Не надоело им подселять к нам новых людей, а? Сколько можно, а? Почему нельзя было заселить кого-то тихого и чистоплотного? Ой, как же достали эти новые соседи. Ну, слушай, с Чедом ты вроде как подружился, окей? Окей. С Карлом ты давно был знаком. С Брэндоном... ну, с Брэндоном, ладно, опустим этот момент. А Энди, ну, может быть, он не такой плохой. Ой, куда он делся? Энди? Энди? Ушел! Вот тяна. Что ж, официально заявляю, я, GDH Ложка, попрошу вас поставить лайк и подписаться. Не забудьте, пожалуйста, это сделать, потому что дальше больше. Мы хотим радовать вас контентом, который постепенно улучшаем, но мы просто обязаны видеть отдачу. Поэтому, если вам нравится смотреть то, что вы смотрите, не забывайте поддерживать парой-тройкой кликов. Спасибо. На этом я действительно буду постепенно заканчивать. Новый сосед Энди. Мое альтер-эго. GDH. Интересно, что мы узнаем об этом в будущем, потому что у меня постепенно уже мозг плавится от такого количества информации, но пока что вроде все окей, не расплавился. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и новый сосед. Всем удачи, всем пока. Пока. Вы можете попробовать переместиться? Вот это разговорчик. Ну, конечно, могу. Сейчас. Что? Что с Солусом-то в итоге? Ты же понимаешь, если уборщики найдут его раньше нас, то у нас будут серьезные проблемы. Идем прямо сейчас. Обалдеть, Саймон Солус, автоматон. Вот это поворот, черт возьми. Сам себе не верю, когда говорю об этом. А если подробнее, то, ребят, запоминаем. Дилан Мозг, Саймон Сердце, Джена Ключ. Сейчас объясню, а вообще всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. А еще у нас сосед новый. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы побывали у себя дома. И нет, я не про общежитие. Далеко не про общежитие. Я действительно имею в виду прямо у себя и прям дома. Все это звучит далеко не странно, если помните одно. Я изначально не из этой вселенной. На месте меня должен быть он, GDH. Но оказывается, GDH у нас не просто мироходец, не просто умная и прошаренная версия меня. Он еще и один из создателей этого острова, огромного проекта автоматонов. Вот только прикладывал ли он к созданию этого места свое личное желание? Такое ощущение, что нет. Или хотя бы наполовину нет. Потому что иначе зачем он зашил секретный программный паттерн GDH? Или зачем он сбежал из этой вселенной? Зачем поменялся со мной местами? Ну и, кстати, не менее важное, как мне могут помочь эти трое? Саймон Солус Сердце, Дилан Мозг и Джена Ключ. Эти значения выдумал не я. Мы их буквально прочитали в предыдущей серии на доске в рабочей комнате того же GDH. Черт возьми, сюжет этого сезона уже кучу раз заставил меня встрепенуться от того, насколько важно здесь все. Все, что происходит, каждая деталька, каждая мелочь. И раз уж это так, давайте будем держать в голове. Эти трое — важная часть к чему-то большему. А если это опять же так, надо повышать с ними отношения. Верно, обилка? Проверяем сразу. Джена. 76%. Хорошо, слушай. Далее, Дилан, получается, Мозг 67%. А также многие в комментариях советуют поднять отношения с Шерон. Сейчас у меня равнодушие 57%, но как только я подарю эту книгу, будет доверие. Наконец-то. Короче, супер важное. В предыдущей серии у меня появился сосед. У нас появился сосед по имени Энди. О, господи. Чувак, у тебя мухи тут летают, не? Тебе пофигу?
Ну ладно, доброе утро. Здорово, сосед. Блин, сорян, забыл, как тебя зовут. Ну да, конечно, конечно. Зато я запомнил, как тебя зовут. Ложка меня. Лол... какое сложное имя, чувак. Да, давай. Постараюсь запомнить. Будем знакомы. Будем знакомы. Что ж, я большие надежды на этого Энди не возлагаю. Я так понимаю, то, что он никому из соседей-то и не понравился. Давай даже спросим. Эй, Карл, привет. Ой, да, доброе. Энди уже успел разбросать мусор по гостиной. Мне пришлось за ним убирать, представляешь? Я на самом деле привык, что все прибираются за собой сами, но если так будет продолжаться, придется составить расписание уборок. Потому что Энди, он, видимо, так просто ничего делать не собирается. Новые соседи. Угу. Ну я, если что, не мусорю, да? У меня все по карманам. Привет, Чен. Да, привет, Ло. Заметил? Карл чересчур предвзят к Энди. Я думаю, ему не нравится, что кто-то вселился в комнату Брэндона. Ну, он имеет на это право. Хотя Энди показался мне неплохим, что ли. Немного помешанным на футболе, это да, но все-таки неплохим. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Но, кстати, вот что я заметил. Отношения не появились. То есть с Чедом нет, и с Энди тоже нет. Ладненько, позиркаем, что будет дальше. Так, Дилан. Да, привет. Если что, я нашел еще одного мироходца для вас, Шерон. Но я бы точно так же на многое не рассчитывал. Он все еще счастливый, как и все остальные. Не думаю, что вы его убедите. Но свое мнение на этот счет я уже высказывал. Николас Вейн. Сегодня на весь день едет в Ривервиль на рыбалку. Если что, все, Шерон, я уже написал, не переживай. Иди. Ага. Это что, последний наш шанс как-то убедить мироходца? Николас Вейн, Ривервиль. Боже, как давно мы не были в Ривервилле. На всякий случай хотел проверить голубые автоматы, но теперь понял то, что это бессмысленно. Давай лучше проверим задание. Все для стекла нет. Баночка для тараканов. О, принести 5 баночек, серьезно? Знаете, я живу в общежитии, и мне не нравятся мои соседки. Я бы хотела напугать их тараканами. Тараканы-то у меня есть, а вот баночки нет. Мне нужна баночка, и желательно, чтобы в них можно было прям дофига тараканов засунуть. Не присылайте мне маленькие баночки, они бесполезные. Сколько ж у тебя там тараканов? Окей, а они тяжело крафтятся? Просто деньги платят немалые за баночки. Около 1000 СТ. Так, это стекло и просто дерево. Без проблем. Я уже давно понял, если где-то надо копать, я копаю. Само задание принимаем, и за него я получу 810 СТ. Ой, так это один день. Ё-моё. Да-да-да, спасибо. О, что? Ника печатает в чате факультет экологии? Ровно в 7:30. Я-то думал, что это из-за задания. Ну-ка. Всем привет, ученики! С сегодняшнего дня после пар вводится дополнительное занятие по работе над курсовыми проектами. Оно будет короче обычной пары. В 15:30 будем уже свободны, не волнуйтесь. А вот если бы вы сами заранее заботились своими курсовыми, то этого вообще бы не было. Короче, варианта отказаться у вас нет. Учеба теперь не до 14:30, а до 15:30. Пипец. А вообще, напомню, у нас в 8 часов обычно Карл должен прийти. Так, Дилан, не поговорим? Карл, ты скоро должен прийти, 7:55. Также можно посмотреть пока задание. Железо в наших ножнах. О, всего 405 СТ. Принесите 1 точильный камень и железный меч. Принять. Окей. Ой, Карл идет. Ну-ка. 8:00, прям ровно. Доброе утро. А вы что, уже выходить готовы? Нет, мы остаемся здесь. Ой, Дилан, вечно ты так. Пойдем. Ай. Ну, Карл в это хотя бы не поверил. Ну что, ребят, пойдем? Так, погоди, а Энди, новый сосед-то куда? Он что, не с нами? Освобожден от этого ритуала? Нет, Дилан. Он сказал, что и сам может доехать. А потом закрыл перед лицом Карла дверь. Вот. Чё? Подожди, реально все это время это было так просто Эй, и... Дилан, зачем ты так... Ой, да ладно тебе все, я шучу, Карл. Господи, пойдемте уже. Непробиваемая автоматонская характеристика. Так, а время.
Еще не 9, да? Ларек не открыт, 8:18. Блин, вот самое обидное, что я не могу сдавать задание утром. То есть я могу это сделать только в том случае, если не пойду на учебу. А я уже не могу не посещать учебу, от этого зависит очень много важного сюжета. Так, ладно, оплатить. Универ. Крепче за баранку держись, шофер. Ага. Так, всем привет. О, Шерон, Наконец-то. привет. Да, привет, Ло. Так. Дилан мне написал про новенького мироходца. Встретимся после пар и пойдем к нему, как обычно. Как раз, кстати, заодно расскажешь мне то, что ты хотел. Расскажешь мне то, что хотел? Подожди, а что я хотел рассказать, если честно, я уже и не помню. Про 3 автоматонов: Саймона Солуса, Дилана и Джену. Хорошо, Шерон, только у меня теперь пары до 15:30. Договорились. Или же мы можем пойти прямо сейчас. Не-не-не-не-не-не, в этот день лучше все-таки сходить до 15:30. Правда? Подожди, серьезно? Изменение расписания в середине семестра? Ну ладно, хорошо, что ты мне заранее сказал. А то бы я тебя час у фонтана ждала. Ладно, давай, тогда я побежала. Нельзя опаздывать. Давай. Вот, кстати, действительно, об этом я не задумывался. Изменение расписания в середине семестра. Я это называю не палиться. Вообще не палиться. О, здрасте. Блин, забыл сегодня взять наличку. Мне не хватит оплатить проезд обратно. Что, мне денег тебе дать, что ли? На, вот. Возьми. Или что, мне прям вот. Возьми. Да? Че, реально? Серьезно? О, спасибо! Чувак, ты мой спаситель! Вот, возьми, это тебе. Конфетка. Приятно, приятно. Легкая закуска. Ну, давай съедим. Еще раз спасибо. Благодарность за спасение. Так, с вами не поговорить. Тут никого, кстати, не сидит. Осень, заметили, да? На улице все меньше и меньше людей, потому что постепенно холодает. Вот что я замечаю. Не, ну офигли. В холодную погодку и я бы не сидел на лавочке. Такс. Здравствуйте, студентка. Че фотографируете? Ой, прикинь, побывала сегодня на крыше в гнезде. Вид, конечно, не самый красивый, но там так интересно бегать. Правда, все такое ветхое. Мне жаль людей, которые там живут. В гнезде? Я не знаю, что такое гнездо. За весь сезон это вообще первое упоминание такой локации. Если это локация. Заходил за братом в детский сад. Он слепил из пластилина цветочек. Ну разве это не мило? Очень мило. Частенько забываю бегать по всему университету, потому что я уверен, на самом деле болтать можно много с кем. Вот, например, кстати, кто-то сидит. Привет, поговорим? Посмотрел сегодня новую серию любимого сериала. Такой селитый конец, блин, вообще. Ну как можно было превратить все в мыло для домохозяек? Ну... Тупой финал. Что? Как можно было превратить все в мыло для домохозяек? Это отсылка на какой-то сериал? Если да, то я вообще не шарю, нет. Если действительно был такой сериал, где все превратилось в мыло для домохозяек, это странно. Так, ладно, все, хватит болтать. Кабинет номер 207. Всем привет! Рен, студент, Ричард. Не поговорим, видимо. Ника. Привет. Прочитал сообщение в беседе? Ну, да, дополнительные занятия и все такое. Ну вот и хорошо. А теперь проваливай, я занята. Оу. Да, иди уже. Новых объявлений у меня нет. Как грубо. Так, Ричард, Рен, чё со мной никто не хочет болтать-то, ё-моё? Ладно, учиться так учиться. Ух ты, 2500 опыта, спасибо. Так, и во сколько занятие закончилось? Да, реально в 15:30. Это больно. Я думаю, то, что сюжет намекает на то, что нам придется все-таки думать, посещать занятия или не посещать. Так, Шерон, привет. Вот мы и встретились, я закончил. Да, привет. Ну, что будем делать? Сначала пойдем к мироходцу или поговорим? Так. Поговорим, пойдем к мироходцу. Мы сейчас ей расскажем, наверное, сначала про автоматонов, про Саймона Солуса, то, что он тоже автоматон. И уже потом пойдем, поговорим. Поговорим? Что, неужели что-то серьезное? Может быть, тогда пойдем ко мне? Это уже традиция, обсуждать важные вопросы там. Пойдем. Можно было даже не отвечать, получается. Ну, Да? давай, рассказывай. Выглядишь как-то взволнованно. Неужели у тебя какие-то плохие новости? Ладно, я не буду нервничать раньше времени. Чай будешь? Давай. Невкусный свой чай. Ага, с чаем любая история становится лучше. А я, наверное, сяду. Давай, рассказывай.
Ну, что там, получается, вот он автоматон, Саймон Солус, там мозг, ключ, мозг, сердце, кукареку, жопа. Я даже не знаю, что я еще мог рассказать. А, ну и да, то, что вот квартира GDH, дом. О, боже. Я, честно говоря, думала, что ничего более страшного, чем мы живем в симуляции, ты мне рассказать уже не сможешь. Но ты каждый раз превосходишь все мои ожидания. Я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю, с чего начать. То есть Саймон Солус — это тоже робот. И есть вероятность, что эту симуляцию сделал ты. Ну, знаешь, зато я могу собой гордиться. Восприняла все спокойнее, чем думала. Ой. Видимо, начинаю привыкать к тому, что вокруг тебя все всегда идет через... Ладно. Честно говоря, я надеюсь, что у тебя просто есть какой-то злой брат-близнец, и это сделал не ты. Вот. Но даже если это не так, Ло, я не буду тебя ни в чем обвинять. Честно. Ты ведь ничего не помнишь, верно? Ты же будто совершенно другой человек. Я рада, что ты все мне рассказал. Это, наверное, было нелегко, учитывая то, что у нас есть длинная история, как я сбегаю от любых проблем. Начинаю думать, что бегство от проблем — это действительно не выход. Пока ты бежишь, их становится больше, и они становятся серьезнее. И стоит тебе устать бежать, как они наваливаются на тебя не мелкими бытовыми проблемами, а симулированными реальностями, роботами и опасностями. Спасибо тебе огромное, Лолошка. Просто за то, что ты такой. О, ой-ой-ой, плюс 5, нифига себе. А вообще, знаешь, Ло, знаешь, какая мысль у меня бьется все это время в уголке сознания? Как думаешь, что будет с Солусом? Если о нем и вправду ничего не знают, то кто же его починит-то тогда? Я же правильно понимаю, что его должны в такой ситуации забрать на диагностику? Куда он тогда ушел? Ох, так много вопросов. Теперь я не смогу спокойно поговорить с Николасом Вейном. Я слишком взволнована. Может, отложим с ним встречу? О, нет, что я говорю? Нет, нельзя. Непонятно, когда его еще можно будет подкараулить. Одного. В этот раз, Ло, запомни, в этот раз мы должны быть убедительны. Пойдем? Ну да. Кстати, подожди, а ведь это реально хороший вопрос. А куда ушел Саймон Солус? Мы же даже не знаем, где дом Саймона Солуса. Он всегда появляется из ниоткуда. Шерон, я впервые, наверное, скажу, что это самый умный твой вопрос за всю историю. Ну, ладно, вообще, что у нас там? Николас Вейн? Да, пойдем. Так. Ну что, получается, на рыбалку? К причалу? Не беспокойся, если что, у меня есть его фото. Пойдем. О, супер, супер. А то я-то просто не знаю, как он выглядит. Вообще очень странно, что Дилан тебе дал фото, а мне не дал. Мог бы и подумать, Дилан. А вот и тот самый причал. Николас Вейн. Да, это действительно он. Ну, с чего начнем? Предложим порыбачить вместе или... Хотя нет, знаешь, сначала нужно выяснить, мироходец ли он. И не спугнуть этим. Иди сначала ты. Я просто чуть позже подойду. Ну, опять же, чтобы не спугнуть количеством. Слушай, Шерон, а когда ты так поумнела? Это ведь действительно хорошо. Так, погоди, слушай, давай я тебе сразу подарю кое-что. О, не знаю даже, как благодарить тебя за это. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас еще раз проверяем. Шерон, 65%. Имба. Все, в этот раз я могу не беспокоиться о том, что у нас нет доверия Шерон. И здравствуйте, Николас Вейн. Вы же спите, что ли? Бога ради. Николас! Кто здесь? А? Да? Что такое? Чё ж вы так пугаете-то человека? И меня, и рыбу пугаете. Да, ой, простите, я не хотел. Рыбу тем более не хотел. А вы мироходец? Хотел узнать, можно ли с вами порыбачить. Мы зайдем аккуратно. Можно ли порыбачить? Да, а почему ж нельзя-то? Все можно, конечно. Только на хлеб не лови. Им только уток приманишь. Подожди. Ай, а удочка-то твоя где? Или мы вдвоем будем на мою удочку ловить? Ох, блин. Давай, вот, возьми, пацан, попробуй. Ой, блин.
А у меня ведь и правда нет удочки. Так, что прям... О, байдарка! Прикольно. Что, прям попробовать? Так, сейчас. Он смотрит, он смотрит. Я должен не ударить в грязь лицом. Сейчас выловим какой-нибудь сапог. Так. Хой! О, ты погляди, какая! Неплохо! А говорят, что молодежь сейчас ничем не интересуется. Думал, тебе помощь какая понадобится, а тут он, как сам! Да, это я. Это я. Вы мироходец, кстати. Мне не помешала бы помощь. Вы ничего не знаете о путешествии между мирами? Отвратительно и то, и другое. Ну, давай аккуратно. Вы ничего не знаете про путешествие между мирами? Да, ну, как это не знаю, когда знаю? Сам в свое время путешествовал между мирами. Тебе ведь зачем, пацан? Шерон, выручай меня. Жопа, миры. Простите, что встреваю, просто мы хотели попросить у вас помощи. Да? У нас никак не получается переместиться отсюда. Мы, честно говоря, уже все перепробовали. Может, у нас какая-то проблема? Вы можете попробовать переместиться? Блин, а вот это разговорчик. Ну, конечно, могу. Сейчас... Что? Что за... Эй, ты видел это? У меня тоже не получилось. О, боже. Что же это такое сейчас? Ой-ой-ой-ой. Как так? Это... Ой, нет. Эй, вы в порядке, мистер? О, черт. Вызывай скорую срочно. Николас, вы можете идти? Давайте выйдем на дорогу, чтобы скорая могла подъехать. О, черт. А у всех будет... О, черт! А у всех будет такая реакция, господи! Да, получается, мироходцы даже не пробуют отсюда уйти. Вы поняли? Они даже не пробуют это сделать, потому что им очень здесь нравится. Блин, я не должна была ему так говорить. Мне просто казалось, что все хорошо, а сейчас... Блин, это все из-за меня. Я ужасный человек. Это полный провал, то, что я сделала. Дилан был прав, гиблая эта затея, гиблая. Прости, я, наверное, пойду. Мне нужно побыть одной. Блин, кто же меня за язык-то тянул? Так, Зато теперь мы можем, наверное, если ему станет лучше, поговорить как-то поподробнее. Я же надеюсь, что с Николасом все в итоге окей, да? До этого у меня была лишь догадка. То есть я просто думал, что если Шерон не может, если я не могу, то и другие не могут. А теперь все, мы понимаем то, что что-то здесь блокирует вспышку. Искру. Что такое? На, денежку. Не хочешь? Погоди-ка. Ты что, украл у меня, что ли? Да зараза, я тебе даже не давал, ты просто украл. Ну ладно, вот, возьми еще. Хотя я из этого тартар мог бы приготовить Дилану, блин! В жопу, пойдем отсюда. Сейчас, кстати, наверное, как раз нужно вернуться к Дилану. Нам нужен кампус. Отправляйся. Благодарю. Далее нам нужно дождаться, пока ларек откроется, и положить 5 баночек, потому что выполнение заданий — это явно то, что мы не должны упускать. Вот, возьмите. Также напомню, что у нас есть какое-то очень простое задание — принести 1 железный меч и 1 точильный камень. Железный меч — это вообще не проблема, то есть я могу это сделать прямо сейчас. Железный меч. А вот точильный камень — это не просто дерево. Это опять же камень. Камень у меня точно был. Вот он. Объединяем, получаем и сдаем буквально 2 квеста за 1 минуту. Шикарно. Заработаем примерно 2 репутации и примерно 1500 СТ. О, ну наконец-то вернулся-таки. Шерон мне уже написала, что вы провалились. Но я хочу узнать подробности. Ну, тогда проси Шерон. Я не хочу ничего рассказывать. Да, ты был прав, мы были неправы. Ты же это хочешь услышать, а не подробности. Ну ладно, просто рассказать. Ну чё могу сказать? А я предупреждал. Если бы это было так просто, то кто-нибудь уже давно сбежал бы. Но все еще здесь. Хотя, знаешь, все прошло все равно не так уж и плохо, как могло бы. Шерон хорошо справилась с новостями. Уже прогресс. И мы больше не будем тратить время на мироходцев, наконец-то. Если они так редки, как говорила Шерон,
мы можем однозначно заявить, что все остальные, за кем следили, тоже мироходцы. Видимо, Ричард был единственным исключением. Но сейчас, знаешь, Ло, меня интересует немного другое. Что с Солусом-то в итоге? Шерон-то права, его некому чинить. Ой, блин, возможно, это придется делать мне. Не оставлять же собрата автоматона где-то в канаве, да? Попробуй написать ему. Ага. Кстати, в канаве нельзя оставлять Саймона Солуса, это правда. Саймон. Привет! Можем встретиться еще раз? Так, может быть он все-таки... Он просто иногда через несколько секунд начинает печатать. Давай, Саймон. Так, время у нас 17:40. Он мне не отвечает, Дилан, не отвечает. А, не поговорим? Ну, понятно. Мне очень нравится то, что мы начали получать какую-то форму ответов. Если раньше это были догадки с некими подтверждениями, то теперь это полноценный прямой ответ. Да или нет? Черное или белое? Тем не менее, получая все эти ответы, мы неустанно получаем другие вопросы. Так, глаз алмаз. Я все еще хочу это прокачать. А у меня... Блин, а как прокачиваться-то? Типа, я вот хотел только что вложить очко умений, понял, что у меня нет очка умений, и тут же понял то, что прокачаться это... тяжеловато? Фермы-то у меня больше нет. Но погоди-ка, у меня же есть отапливаемый чердак. Я могу создать ферму прямо здесь. И, кстати, вот эта локация. Точно! Мы сейчас вот это все уберем. И далее засадим все землей. Да, я понимаю то, что это не такая уж и большая ферма, это немного опыта, но в наших реалиях как будто любой опыт это уже окей. Водичка. Мотыгой все это быстро вскапываем. О, Шерон. Шерон печатает. Эй, Ло, ну что? Ты поговорил с Диланом? Я просто... Как думаешь, есть шанс, что он передумает и поможет нам найти кого-нибудь еще? Ты что, серьезно? Ты только что ушла плакаться от того, что сделала ошибку, ну, по твоему мнению, и такая: о, найдем еще кого-нибудь. Да, я уверен, мы легко его переубедим. Можешь попытаться переубедить, но я сомневаюсь. Я не думаю, что он согласится, прости. Он с самого начала сказал, что это последний. Да, это правда. Так я и думала. Может быть, он хотя бы просто даст мне доступ к этой базе? Я попробую поискать мироходцев сама? В любом случае, я не так часто участвую в ваших планах. Смогу заняться этим, когда вы будете чем-нибудь другим заняты. Так, подожди, а что у меня провалилось? Так, базу сейчас Дилан, может быть, я его попрошу, но что за задание? Мироходцы. Автор Шерон. Что ж, оказалось, что убеждать людей, а уж тем более видавших виды мироходцев, очень непросто. Это была третья попытка. Надеюсь, у Шерон получится лучше. О, подожди, то есть я все-таки могу попросить, да? О, Энди? О, ты! В этот раз я запомнил твое имя. Ло, да? Сегодня был офигенный матч. Ой. Жаль, что вы все пропустили. Это было легендарно. Ну, о каком матче, честно говоря, даже не имею понятия. Карл? О, Ло, прикинь, а у нас тоже продлили занятия. Даже для меня это как-то тяжеловато. Но, хотя ладно, я все-таки рад. Из-за такой серьезной подготовки наш университет и считают лучшим. Вот. Но что-то я все равно устал. Чеду тоже увеличили нагрузку. Надеюсь, он справится с совмещением учебы и работы. О, вообще всем увеличили. А Энди плевать, да? Он просто прогулял или что-то в этом духе. Дилан, ты дашь это, базу данных? Шерон не сдается, да? Может быть, я и правда покажу ей, как следить за другими, и все? С ней будет явно проще, если она почувствует себя, типа, полезной. Кстати, а чё с Солусом? Он ответил? Нет. Вообще по нулям. Просто ничего. Понятно. Видимо, нам и вправду придется заняться его починкой. Ты же понимаешь, если уборщики найдут его раньше нас, то у нас будут серьезные проблемы. Да, понимаю. Учитывая то, что никто не знает, что Саймон это робот. Почему не найти его сейчас? Идем прямо сейчас. А это не привлечет слишком много внимания? Так а почему не пойти искать его прямо сейчас? А ты чё, знаешь, где он живет, что ли? Или куда он ушел, например? Ну, нет. Этого я уже не знаю. Ну вот, я так и думал. Я попробую придумать, как его найти. Но это может быть сложно. Об этом Саймоне и без этого было мало что известно. А теперь, когда мы знаем, что он автоматон, которого нет в базе, это вообще ничего нам не дает. Ладно, буду думать. Ну, думай. Так, Чет, а у тебя как? Увеличилась нагрузка. Совмещаешь с работой?
Да вот стараюсь. Сегодня был очень сложный день. Но ничего-ничего, я скоро адаптируюсь и привыкну. И никакое новое расписание мне в этом не помешает. Я ведь могу работать даже на парах, да? Главное, чтобы Карл об этом не узнал. Ты не говори ему. Хорошо. О, господи. Блин, я бы, кстати, хотел посмотреть, что у тебя в этом сундуке. Там много всего, на самом деле, валяется. Но взламывать чеда, когда чед в комнате, это не самая умная идея. Время у нас, кстати, 20:20. И проверяем акции. Ну-ка. 80. Это просто провал. Это отвал всей башки. Что это за акции вообще? Скажите мне, что это за акции? Что это за компания, которая проседает ежедневно? Ладно, надеюсь, что у тебя хотя бы есть хорошие новости. Привет. Какой-нибудь новый товар? Так, постер Якот, шкатулка. Подожди, шкатулка с драгоценностями. Может быть использована как хранилище для золотого кольца. Я, наверное, себе шапку все-таки куплю. Давно собирался, и да, я ее приобретаю. Спасибо. Следовательно, теперь мы вместо очков надеваем и... О, сюда! Хе-хе-хе. В теплоте, да не в обиде, как говорится. Ну ладно, пока мне не так холодно, это просто на будущее. Я уверен, вот прям на миллиарды % уверен, то, что эта шапка еще пригодится. Текущий баланс 3890, и до следующего списания 3500. Чердак. Ровно 1 день. Так, окей, раз уж мы на улице, делаем миску, соединяем с сырой говядиной, говяжий тартар получаем, обратно в общежитие забегаем, и привет, Карл, тебе я даю костную муку. О, спасибо, Ло, я очень ценю это. Пожалуйста, пожалуйста. А тебе, Дилан, говяжий тартар. О, чувак, это круче, чем донат в моей любимой игре. И новое СМС пришло, чего? Уведомление о посылке. На ваше имя пришла посылка. Липовая аллея, строение 3, магазин Ларек. От кого? От Дилана? То есть, получается, почта приходит в тот момент, когда прокачивается какое-то отношение, верно? 70%, да, то есть мы прокачали ровно до 70, и пришла сразу же посылка. С Карлом у меня доверие 73, а вот Джена это у нас волонтерские задания. Про них тоже не будем забывать, но тем не менее на этом будем постепенно заканчивать. Саймон Солус это не просто загадочная личность, это личность, которая нужна нам, и это личность, которую нужно спасать. И сделаем мы это в меховой шапке. И с, конечно же, вашими лайками и подписками. Я очень надеюсь, что вам нравится то, что вы смотрите, и очень надеюсь, то, что вы не забудете нас поддержать. Ваши клики по лайкам, ваши подписки, если вы все еще каким-то образом не подписаны, это, кстати, вообще шок. Это правда большая поддержка. Ваши комментарии с догадками, теориями. Не стоит списывать это со счетов. Это правда большущее топливо для мотивации. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоложка. И все-таки очки. Всем удачи, всем пока. Пока. Ваша вчерашняя вылазка привлекла много внимания. Они знают, что мы знаем про мироходцев. Возможно, они даже знают, что мы пролезли в подвал. О, так, а в итоге что здесь? О, ноутбук. Саймон Солус в канаве. Да уж, потрепала жизнь автоматона, которого некому починить. Придется делать это нам. Но сначала Саймона нужно найти. Так не будем же тянуть время. Всем привет, дорогие друзья, я Лоложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лоложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы осознали кое-что осознали. И это осознание звучит так. Того, кто помогал нам на протяжении десятков серий, некому спасать. И да, я говорю про автоматона Саймона Солуса. Напомню, Саймон Солус необычный автоматон. Он запрограммирован так, чтобы все, и даже он сам, думали, что Саймон настоящий человек. По итогу, единственное, что смогло закинуть его в состояние диагностики, самоосознание своей роботизированной сущности. Так, ладно, короче, суть не в том, что он автоматон, а в том, что он где-то прямо сейчас один, и скорее всего его некому починить. Разве что Дилану? Эй, Дилан, привет. Ты там что-то про починку говорил, про Саймона? Может быть, поговорим? Ну да, точно. Я пытался найти про Солуса хотя бы что-то, но... Он очень скрытный, Ло. Я не знаю. У меня буквально 0 идей. Да, мы знаем, что автоматоны в случае срабатывания защитного механизма уходят домой и все такое, но... Что такое защитный механизм для автоматона, который для всех должен выглядеть как человек, а?
Если его найдет кто-то другой, ты же понимаешь, даже случайно, у нас будут огромные проблемы. Поэтому я буду думать. Не мешай. Ладно, пока не боимся, пока все под контролем. Типа, Чет, привет. А? О, привет. Блин, что-то я сегодня вообще не выспался. Надо бы, наверное, будет кофе попить. Хоть взбодрюсь немножко. Так, а пока надо дочитать. Давай, давай, читай. Так, Карл. Ой, кстати, у нас же еще сосед, про которого я постоянно забываю. Энди. О, боже мой. Ты когда-нибудь уберешься, я в это верю. Здорово. Здорово. Слушай, а вы что, так каждое утро ходите в универ, что ли? Новые ботаники, конечно, блин. Я уже попросил Карла не беспокоить меня этим. И... Да, ты, наверное, тоже не приходи ко мне. Не советую так делать. Ты вроде кажешься просто нормальным и все такое, так что... Давай, запомни это. Ладно. Че, просто не приходить к тебе? Да я с радостью, у тебя тут воняет. Пока. Эй, Карл, а у тебя-то как? Но, Ло, я слышал, ты вчера был в Ривервилле. У тебя что, так много свободного времени, что ли? Вам же увеличили учебную нагрузку. Что ты делаешь? Ты все равно умудряешься попадать в неприятности вместе с Шерон. Лучше об учебе думай, Ло. Я и так уже помогаю Чеду с оценками. Не могу же я тебе тоже помогать. Давай, займись, возьмись за голову. О, нифига себе. Наконец-то ты пришел. Так, сейчас. Что такое? Тихо, Ло. Я слышал, что сказал тебе Карл. Ты понял? Ваша вчерашняя вылазка привлекла много внимания. Это неудивительно. Вы довели мироходца до скорой. И это очень-очень плохо. Помнишь, вчера я думал предоставить Шерон доступ к перепискам мироходцев, но... Нет. Видимо, от этой идеи придется полностью отказаться. Шерон это, конечно, не понравится. Господи, вы люди такие сложные. Все-то у вас какие-то переживания, эмоции. Не то, что мы, автоматоны. Взял ноутбук, покрутил парочку настроек и все. Вуаля. Короче, я намекаю на то, что придется Шерон немножко потерпеть. Я бы на самом деле вообще затаился, но нам же Солуса найти нужно. Слушай, давай думай, Ло. Может быть, ты все-таки что-то пропустил? Какой-то намек, который мог бы как-то помочь? Давай. Я ничего не смог найти. Что? Ну, не знаю, у меня нет идей. Он говорил о том, что прятаться лучше на виду. О, кстати, да, он это и правда говорил. На виду? Да уж, это сильно помогло. Блин, даже не знаю. На виду. Что у нас на виду-то? Общежитие? Не, это слишком далеко от города. Это было бы неудобно, чтобы ему добраться. Это должно быть где-то в Хэнфорте. На виду. Это не очень сжимает круг поиска, Ло. Может быть, я не знаю, университет? Прятаться там, где прячутся халатики. Это, ну знаешь, это было бы вполне в характере Солуса, наверное. Или того, кто его создал. Попробуем поискать его во время пар. Главное не попасться на этом. Понял? Подожди, мы типа на учебу пойдем, но не пойдем одновременно? Что, ты ты куда? Сколько времени? Уже 8! Ой, батюшки, а где Карл? Ладно, все, давай, пойдем. Эй, все... Ой... Ты что, уже собрался, Дилан? Господи. Тебе обязательно задавать очевидные вопросы, Карл? Ну нет, может быть и не обязательно. Ладно, пойдем. А я думал, Карл уже не придет. Вот это, прикиньте, это такой разрыв шаблона. Но нет, пришел. Опять вы там что-то... Ребят, давайте не будем сегодня ссориться, а? Давайте просто пойдем. О, Чет у нас самый дружелюбный, самый правильный. Самые лучшие мысли только у него. А Энди, кстати, все еще в комнате. Так, ну, Карл, смотрите, прям бровки надулись. Так, оплатить, универ. Сегодня после смены пойду и лягу спать. Ох, бедняга, опять устал, да? Дилан? Что такое? Ну в смысле, чё? Встретимся на первом этаже после начала пар. Будем обыскивать все. Хотя,
Знаешь, я сомневаюсь, что что-то будет на первом этаже. Там же уже спрятан вход в подвал, да? Может, сразу со второго начать? Или, может быть, даже сверху? Если халаты в подвале, то Солус мог спрятаться где-то на чердаке. Это было бы забавно. Ай, короче, ладно, встретимся на 4-м и уже оттуда начнем. А теперь, ну, чё, веди себя как обычно. Давай, чао. Чао. Так, веду себя как обычно. Кого мне тут обокрасть? Не, ну а чё, как обычно же. О, Надо бы посещаемость наладить. Или бросить эту затею обратно на фриланс. До весны. Холодно что-то на пары-то ходить, да? Ладно, буду думать. не у меня советы спрашивай. Я не знаю. Я пока посещаю пары. Здравствуйте. Блин, кажется, я оставила дома что-то важное. Все утро об этом думаю. Ой, блин, что же я оставила? Ну, думайте. Это мое. Как же я наелся в столовой, ты бы знал. Чувствую себя человеком. Хорошо. Все-таки я хочу еще немножко поесть. Угу. Чувствуйте себя человеком. Здравствуйте. Эй, слушай, а не хочешь с нами рвануть на концерт? Ой, придумайте еще. Мне к сессии готовиться надо, а не вот это вот все, концертики ваши. Какая ты скучная. Что ты сказал? Ладно тебе, это же на один день. Билеты куплены, все рядом с рекой. Оттянемся по полной, давай. Да я тебя в эту реку столкну. Ну и ладно. Могла просто нет сказать. А, мы же не идем на учебу. Ну чё, ты готов? Да, мы же не идем, мы же ищем Саймона. Да, получается, я готов. Не знаю, заметил ты или нет, но уборщики как-то особенно активизировались. Вероятно, заметили, что тебя нет. Короче, ладно, напиши, если что-то найдешь. Я пошел. Так, ой, побежал. А где ты-то будешь искать? Подожди, на 2-м этаже? Стоп, я сейчас на самом деле немножко в шоках. Подожди, а почему меня ищут? 9... А, потому что я не на паре, точно. В 9:45 начинается пара, напомню. Вот так вот получается, мне дали задание без задания. Иди ищи, а где не знаю. Но мне дали хороший намек на то, что на 1-м этаже искать нет смысла. На 2-м этаже, получается, ищет Дилан. И ищет он в той стороне. То есть, если у меня 2-й этаж, то только эта сторона. А вообще, скорее всего, мне нужно выше. О, я понял, где уборщики, там и надо искать. Хе-хе. Так, давай, иди отсюда. Иди. Блин, мне бы туда, в комнату уборщиков. Так вот, а? Пока. Никто ничего не видел. Ой, там 2 уборщика. О. Ты погляди, кака. То есть туда вообще нельзя, служебное помещение. Я понял. То есть мне не там надо искать. Здесь. Ну, вроде бы никаких секретных тайных проходов не найдется. Нет. Вот этого уборщика обойти проще простого. По скамеечке. В двери, я так понимаю, тоже нет смысла заходить. Да, они все закрытые, поэтому пофигу. Ну, давай на 3-й этаж. Блин, у меня просто реально нет догадок. Я сейчас как-то по наитию. Погоди, а тут же еще выше есть. Ой-ой-ой. Сюда нельзя пройти. Здесь барьер, понятно. О, чердак! О, боже, что? Я первый раз в этой локации, ребята! Тут все это время был такой огромный холл. Так, ну то, что там слово чердак, на самом деле важно. И алмазный замок. Первый раз, кстати говоря. Ну-ка, давай. Ого-го, как быстро! Опа! Хать! Ода! Ой, нифига, не промазал. О, боже, как-то сложно! Отмычки не ломать, пожалуйста. И... Куда я иду, блин, вообще? Ну, у меня стойкое ощущение, что мне сюда и надо. Что это? Это микроскоп. Я подумал, это какая-то собака сидит, роботизированная. Всем привет. О! Что? Господи. Почему тут все розовое? Что это?
Это что-то важное, явно что-то важное. Записка. Так, быстро читаем. Спасибо, что ты такой хороший друг, Джена. Нет, это явно не та записка. Погоди-ка. О, вот она. О, идиоты в халатах не теряли времени даром. Дали Брэндону новый сценарий, где он умирает. Должен признать, подстроили они это. Ой, как изящно. GDH заставили самого все устроить. Еще и в трагичный сценарий его посвятили. Даже если ему стерли память, я никак не могу понять, почему GDH стал таким эмоциональным. Изменения в его личности могут помешать исполнению плана. Ну да. Напомню то, что мы играем сейчас роль GDH. Здесь, по сути, никто не знает то, что я из другой вселенной. Настолько никто, что даже я об этом не знаю. То есть даже Лоу-ложка. Ладно, может быть, тут еще что... О, записка. Реально. Обязательно читать. Ой, кажется, не все идет по плану. GDH рассчитывал, что к этому времени он уже сможет выбраться. Я должен начать давать ему подсказки. Намеки не помогают. Он застрял на одном месте. Возможно, шпион заставит его двигаться в правильном направлении. Ага. Короче говоря, здесь такой план, то что GDH, это все должен был проживать GDH, не я. Но так как GDH и я это по сути одна личность, только, из другой реальности, а Саймон Солус при этом не знает, то это делает историю запутанной не только для меня, но и для того же Саймона Солуса. Так, кстати, записка еще одна. Он меня не узнал. Видимо, ему все же стерли память. Следовало этого ожидать. Его поведение не такое, как он меня инструктировал, но он все равно заметил проблемы в системе. Надо подтолкнуть его к тому, чтобы он разобрался в происходящем. Да, а почему он не узнал? Да не потому, что стерли память, а потому что это другой я! Это я не GDH, Саймон! Я не GDH! Я с тобой никогда не был знаком, понимаешь? Так, а в итоге что здесь? О, ноутбук. Саймон! Саймон, мы никогда не были знакомы. Я не твой создатель. Я не могу ничего сделать. Диджейский микшер. Ух ты. Монитор, но ничего. Так, а может быть я могу написать? Нет, Дилану тоже не могу написать. Записка. Какая-нибудь записка. Что-нибудь. Я уверен, что еще что-то можно прочитать. Блин, ничего не открывается. Во-во-во-во, смотри, записку нашел. Все-таки здесь реально что-то валялось. Так, сюда. Ну, наконец-то. GDH подселили в мое общежитие. Я ждал, что он придет ко мне сам, но ничего подобного не произошло. Ладно, встречусь с ним лично. Возможно, так станет яснее, по какому из его сценария все пошло. Да, то есть получается, GDH все продумал, но что конкретно он продумал? Для чего он все это продумал? У меня прямо на самом деле от такого количества записок с информацией кипит мозг. Так, Саймон. В итоге ничего, что ли? Что, может быть, мне написать? Во. Эй, Дилан, я на чердаке. Беги ко мне, я нашел Солуса. В смысле, беги ко мне, я на чердаке. Окей, понял, иду. Погляди-ка, мы оказались правы. Он и правда прячется на виду. Если он до сих пор спит, значит его не нашли. Или даже не искали. Ой, так, ладно, сейчас. Ты сюда. Ну-ка. Короче, попробуем починить его самостоятельно. Так. Блин. Он требует пароль. Что? Какого черта Саймон требует пароль? О нет, я не думаю, что сам Солус его знает. А мы уж тем более. Есть идеи. Количество попыток здесь ограничено. Боже, шляпа? Блин, это... Тут все варианты хорошие. Шляпа, GDH или автоматон. Ну, начнем, наверное... Давай с GDH. Как будто самое такое микроочевидное, нет? Угу. Так, сейчас. Черт, нет, не подходит. Ох, черт. Может быть, здесь есть какая-нибудь подсказка или что-то. Короче, какая-то черта, которая отражает конкретно Саймона Солуса. Давай, Ло, давай, быстрее, пожалуйста, думай. Если не подключимся мы, подключатся халаты. Они смогут подобрать пароль перебором. Солуса создал ты. Ну, либо как там, твой брат-близнец. Значит, если кто-то и может в этом здании догадаться, какой у него пароль, то это ты, только ты. Ну же, вспоминай. Что ты там в своем таинственном сне видел? Может быть, там твой мозг послал тебе какую-нибудь подсказку?
Мы не можем оставить его здесь. На его диске записано слишком много инфы. Если не подберем пароль, придется... Блин, придется тогда избавиться от него. А я бы очень не хотел этого. Ведь Солус хоть и посылал тебе смешанные сигналы, все-таки он скорее помогал нам, чем мешал. Да бога ради, что ты на меня давишь, Дилан? Я не знаю, правда. Попробуй токсик. Я помню, как мой брат-близнец сказал про смешанные сигналы, перед тем, как назвать собеседника токсиком. Попробуй управляющий. Его часто называют именно так. Я не знаю, попробуй придурок заснул, мы не знаем пароль. GDH говорит... Я помню, действительно, он когда разговаривал с Джодахом, он сказал токсик. Попробуй токсик. Токсик, ладно, сейчас. Что? Оно сработало! Так, ладно, сейчас бужу его. Ой, Карл, бляха-муха, Карл, как не вовремя. Эй, Ло, у тебя что-то случилось? Мне Ника написала, что тебя нет на парах. Но ты же приехал со мной, я помню. Ты не должен прогуливать пары, Ло, ты не должен. Черт! Карл, все будет в порядке, скажу завтра. А ты не должен переписываться с моей старостой о моей посещаемости. Почему тебя это волнует, Карл? Так, ну понятно, короче, какую функцию выполняет Карл. Он следит за тем, чтобы я постоянно посещал пары, дабы никуда не лез. Карл, все будет в порядке, я схожу завтра, да. Нет, Ло, ты не понимаешь. Ты должен быть на парах сегодня. О! Все это время... Хитрец обвел меня вокруг пальца. Да он всех смог обмануть. Он... Ну что ж такое-то, а? Все это время я считал себя твоим главным бизнес-партнером. А ты... А для тебя, значит, я всего лишь очередной робот, да? Имитация жизни? Что? Но я не GDH. Что, не очень приятно, когда это скрывают от тебя, да, Саймон? Уже не такой особенный? Дилан? О, поверь, Дилан, тот факт, что я автоматон, ничего не меняет. Я все еще знаю намного больше, чем ты. И свободы действий у меня тоже больше. Но знаешь, в чем главный вопрос? Почему здесь нет Шерон? Да... Что? А зачем она здесь? Я был уверен, что Лолошка ведет это расследование с ней. Ох, что же они сделали с тобой? В кого они тебя превратили? Дилан, Дженна, Брэндон, пойми же, это все твои творения. Творения и твоих сценаристов тоже. Почему их плоские истории завлекают тебя больше, чем настоящие люди? Как же ты... То есть, подожди, под настоящими людьми ты, вероятно, подразумеваешь себя, верно? Ладно. Я должен поблагодарить тебя, ведь ты помог вернуть меня из сна. Но... я все равно верю, что мы сможем вернуть тебя. Настоящего тебя, Лолошка. Что мы еще сядем с чаем в уютной гостиной и... пока этого не случилось, я дам тебе еще одну подсказку. Раз стирание памяти негативно сказалось на твоих когнитивных способностях, то... не забывай про свою особенную подругу. Она... ключ. А теперь проваливайте из моего дома. Это место только для меня. Что? Господи, вот знаете, когда разговаривает Саймон, у меня мозг кипит, потому что он говорит какими-то долбанными загадками. Вот да. Че все это значило? Кто у тебя из подруг-то есть, а? Шерон и... Дженна? Блин, и про кого он? Ладно, подумаю позже. Сейчас нужно свалить отсюда. А вообще, долго же мы провозились. Пары-то закончились. Пойдем. Так, только давай сейчас об этом ни слова. Обсудим все в общежитии, хорошо? Ладно. Окей. Это что такое? Ой. Ты что здесь делаешь, а? Зачем приперся в университет, если все равно прогулял? Вечно вы не приходите, а мне потом отчитываться. Неужели так сложно приложить усилия и просто прийти на пару? Так, плевать, это не мои проблемы. Мне очень жаль, я исправлюсь. Я думал, что у нас в университете посещаемость не обязательная. Почему это вдруг стало важно? О, кстати, да! Я помню, такое говорили. Ай, да потому что политика университета по отношению к прогулам изменилась. Ты! Если бы таких, как ты, было меньше, то все оставалось бы на своих местах. Но преподаватели начали жаловаться на низкую посещаемость.
В маленьких группах были случаи, что вообще никто не приходил на пару. Если ты не хочешь проблем, то приходи заниматься, а не дурью майся. Или я заставлю Карла провожать тебя до двери аудитории. Обалдеть. Ты посмотри, как они меняются. Стоит мне просто пойти не по заданному ими маршруту, и все. На меня уже шквал критики. Так, ладно, за мной пошла тотальная слежка, я это уже понял, но давай посмотрим, что сказал Солус. Не забывай про свою особенную подругу. Она ключ. И вот тут, ребята, мы радуемся, то что, оказывается, мы супер глазастые. Еще 2 серии назад мы на доске увидели Джену, где был нарисован тот самый ключ. Так. Дилану, кстати, можно было бы, наверное, об этом сказать, но почему-то мы не сказали об этом. Ладно, оплатить проезд. Давай, кампусу Lucky Charms. Внимание, автобус отправляется. Благодарю. Так, и мне нужно сдать задание на все эти сырные штуки. Давай. Получается сырный тарт, сырный рулет и сырный бутерброд. Эй, ой. Так, наконец-то пришел. Что? Ща. Слушай, сегодня Карл писал мне из-за прогулов. Тебе тоже? Да, причем очень с негативом. Угу. Они становятся все настойчивее. Если утром я не был уверен, то сейчас уборщики действительно активизировались. Они знают, что мы знаем про мироходцев. После вчерашнего инцидента со Скорой и Стариком это более чем очевидно. Возможно, они даже знают, что мы пролезли в подвал. Мы должны прекратить действовать, Ло. Нам нужно отвести от себя подозрения. Ты понимаешь, что это означает? Это значит никаких расследований. Регулярное посещение универа. Если тебя куда-то зовут, то ты просто берешь и соглашаешься. Эта система пытается тебя отвлечь, и ты должен ей позволить себя отвлечь. Кстати, ладно, я напишу об этом Шерон сам. Но все-таки будет лучше, если ты завтра тоже попробуешь ее убедить успокоиться. Она и так злится на меня, и слушать просто не станет. Ой, вот бы вам тоже можно было эмоции подкручивать. Вообще, ладно, я понимаю, Шерон, но... Такие планы сейчас небезопасны. Надо заняться чем-то поспокойнее. Ты же, кстати, нашел какие-то записки у Солуса, да? Там что-нибудь полезное есть? Дашь почитать? Ну, да, могу дать. Так, сейчас получается вот это. Возьми. Далее, вот это возьми и вот это возьми. Угу, так. А Солус о тебе многое писал. Очевидно, он уверен, что ты и есть тот самый GDH. И они были на одной стороне. Возможно, нам придется эту веру разрушить. Мы не знаем, насколько он искренний. Нельзя допустить попыток мести в твою сторону, только потому что он думает, что ты GDH. У него слишком много ресурсов для этого, слишком. Так, ладно, это пока у меня. Ладно, пойду вести себя обычно. Вернусь к работе, что ли? Вести себя как обычно. Это как? Это как в первые 15 серий? Типа просто ходить, пшеничку добывать, там ферму создавать. Примерно в этом духе? А может все-таки поговорим? Солус сказал, она ключ. Я почти уверен, что он имел в виду Джену. Мы так и не поняли, за что отвечал тот паттерн. Солус-то знает, но он, конечно же, не скажет нам. Я мог бы попробовать порыться в его настройках, чтобы он там, типа, рассказал нам. Только его модель старее моей. И я сам чуть не взорвался, когда пытался поменять что-то в своей личности. А как поведет себя его модель? О, нет, это мне вообще неизвестно. Так что я бы оставил вот этот вот вариантик на крайний случай. Нужно каким-то образом сблизиться с Дженой. Может, она сама все раскроет. Мы уже попытались ей все рассказать, но это было безуспешно. Что же с ней можно сделать-то? Ключ к чему? К побегу? Разве мы не можем сбежать без нее? Я не знаю. Ай, господи, как много всего. Ладно, я буду выяснять. Ладно. Так, тут с кем-нибудь поговорить? О, слушай, хотел кое-что сказать, Ло. Карл на тебя очень злится. Ты что, себя плохо чувствовал, что ли? Тебе из-за этого не было? Нет, я просто прогулял. Я искал Саймона Солуса. Да, я просто съел что-то не то. Правда? Так а тебе лучше-то стало? Да, Чет, все стало лучше. О, рад, что теперь все в порядке. Ты, если захочешь, то я могу в аптеку съездить, куплю тебе чего-нибудь. Надо?
Нет, Чет, все нормально, правда. Ну, ладно, как скажешь. Так, я тогда дальше. Чё у меня тут? Стоит ли подходить к Карлу? Вот в чем вопрос. Так, а Энди, что у него? Знаете, это тот самый сосед, на которого всем вообще по барабану. О, ты уже 2 кровати занял. Поговорим. Слыхал, Карл развел скандал из-за твоего прогула. Я знал, что в тебе что-то вот такое есть. Можешь, если чё, завтра в общаге со мной остаться. Посмотрим матч какой-нибудь по футбику. Будет намного интереснее, чем сидеть с этими ботаниками, да? Да давай, думай. Ладно, Энди. Так, подожди, а у меня с тобой отношения-то появились? Нет. Ну, я тебя воспринимаю как даже не второстепенного персонажа, а пятеростепенного, а то и десятеростепенного. Ты вообще не важен. До свидания. Вот Карл на меня как настучит, так по жопе даст. Да, Ло, я в тебе разочарован. Ай-яй-яй. Я думал, ты прекратил прогуливать. Было очень неприятно выслушивать нравоучения из-за тебя. Я не должен отвечать за твои прогулы, но из-за того, что мы живем вместе, это теперь моя ответственность. Представляешь? Завтра я за тобой точно прослежу. Тебе лучше уделить все свое внимание учебе. Ну да, вот как я и сказал, по жопе даст. Что я точно понял? Мне нужно убедить Саймона Солуса то, что я не GDH. Я не его напарник. Я вообще другой человек. Я просто похож на того чувака, которого он именует GDH. Потому что Дилан правильно сказал, если Саймон Солус чувствует себя обманутым, причем обманутым почему-то мной, хотя я опять же не GDH, то мне это может аукнуться в плохую сторону. Следовательно, сейчас моя цель не высовываться, но при всем при этом Саймону доказать то, что я нормальный, я другой, я как бы, возможно, даже на твоей стороне. А вот сможем мы это сделать или нет, подписывайтесь на канал и узнаете. Да и мы все узнаем. Также не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Ребят, я много раз говорил и сейчас тоже это произнесу. Ваши клики по лайкам, по подпискам, ваши клики по клавиатуре, когда вы печатаете какие-то комментарии, это огромный буст к мотивации. Все ваши теории, догадки, это правда очень интересно читать, поэтому я очень надеюсь, что вы нас поддержите, как умеете, как зритель. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и проснувшийся Саймон Солус. Всем удачи, всем пока. Пока. Я видал, тебе Джена написала. Надо узнать что-то о ее ключевой роли. И тебе никогда не хотелось куда-то уехать? Знаешь, так странно. Саймон Солус недавно говорил со мной о точно том же самом. Советовал покататься на пароходе. Так, ладно, и как же тогда на этот пароход попасть? Так, окей. Обо мне думают, что я GDH, и у меня с Саймоном Соусом есть какой-то план по случаю чего-то. Но черт возьми, какой план? Какой случай? Я не GDH, это все выглядит как какая-то подстава. Но ничего, ладно, сейчас разберемся. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором нас подставили, черт возьми. Саймон Солус, который только-только узнал, что он автоматон, открыто заявляет, что якобы я не следую какому-то плану. Якобы из-за меня все может пойти не по какому-то нужному сценарию. Чего? Я даже не понимаю, о чем речь. Во время предыдущей серии мы нашли кучу записок Саймона, и в одной из такой речь идет обо мне. Не понимаю, почему он стал таким эмоциональным. Изменения в его личности могут помешать исполнению плана. Ну так конечно, Саймон, ёлы-палы, я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я не GDH. Я не знаю ни о каком плане. Черт, да я даже не знаю, где мы находимся. Короче, если все-таки углубляться, то можно понять. GDH, видимо, изначально не планировал следовать никакому плану. То есть Саймону Солусу были даны изначально ложные инструкции. У GDH были свои цели. И вот на этом моменте я поплыл. Да, это слишком тяжело. Мне нужны ответы. Пожалуйста. Так, короче, сейчас самое главное дать понять Саймону Солусу, что я не GDH. Джена печатает. Что такое? Подожди, на самом деле, чтобы Джена написала утром? Во сколько? В 6 часов? Это что-то новенькое, ладно. Обычно она не пишет в такое время. Хейло, приветики-приветики. У волонтерского центра сегодня большая благотворительная акция. Будем раздавать еду в гнезде. Мы часто это делаем. Там
много бездомных и бедных. Я вот хотела узнать, ты присоединишься? Нифига, мне это, кстати, даже на руку. Если я соглашусь, то это по-любому плюс отношения, а отношения с Дженой мне поднимать как раз-таки нужно. Напомню, в предыдущей серии нам открыто сказали, что надо дружиться, а еще несколько серий до этого намекали. Также напомню, что Джена у нас является неким ключом, в который зашит паттерн JDH. Так, ну да, я соглашаюсь, получается, я занят, прости, конечно, я помогу. Бедные, это мерзко. Ну да, конечно, помогу. Разве я могу тебе отказать? О, +1, спасибо. О, супер! Я знала, что тебе понравится эта идея. Тогда зайди ко мне, когда у тебя закончатся пары. Ага, хорошо. Так, получается, пары у меня теперь заканчиваются не в 14, а в 15:30. Да, у меня увеличили учебу. Карл доволен наверняка. Что скажешь? Ой, Ло, кстати, ты же сегодня идешь на пары, да? Ай-яй-яй-яй, как вспомню. Ты постарайся больше не прогуливать, хорошо? Я беспокоюсь за твою успеваемость, Ло. Я бы не хотел, чтобы тебя отчислили. Или уж тем более, чтобы меня считали плохим ментором. Давай, ты готовься. Ага, да-да, готовлюсь. То есть учеба у нас начинается в 9:40, примерно так, и заканчивается только через 6 часов. Обалдеть, каждый день по 6 часов. Дилан, а у тебя как? О, я видал, тебе Джена написала. Красава. Рад, что ты вчера меня услышал и согласился на встречу с ней. Рад знать, что ты не совсем безнадежен. А вообще, знаешь, если так подумать, ты же всегда соглашался на ее благотворительные акции, да? Может быть, они поэтому использовали именно Джену? Похоже, они думают, что ей удается якобы держать тебя в узде. А это нам на руку. Если ты, конечно, ее снова спать не уложишь. Надо узнать что-то о ее ключевой роли. Только очень аккуратно, Ло. Придумай сам, окей? Ну, как подойти к этому разговору. Тут я тебе точно не помощник. А вообще меня бесит, что она в этой истории какая-то затычка. Ай. Ладно, иди разбирайся. Понял, ладно. Так, Джена, все нормально, у меня вот отношения, сколько? 77? Очень хорошо, очень хорошо. Так, привет. Ой, привет, добрый Ло. Надо отвезти Лису сегодня сделать прививки. Она будет вырываться, расцарапает меня. Я прохожу через это каждый год. Может быть, и обилку заодно прихватить, а? Если уж суждено стать поцарапанным, так чего ж мелочиться, да? Надо будет у Дилана уточнить, все ли он сделал ей прививки. И не нужно ли какую-нибудь там обновить, да? Ой, ну пока надо проснуться. Ну давай, просыпайся. Погоди, обилка, прививки, что? А мы делали? Дилан, а ты делал прививки? Так, блин, поговорить мы об этом не можем. Так, обилка, погладить. И у нас есть еще один сосед по имени Энди. Энди, человек такой непримечательный. Мы его толком обычно не замечаем, не болтаем. Ну давай, поговорим. Здорово, Ло. Чё, все-таки решил сегодня на пары поехать, да? Отстой. Ну вообще, удачи тебе, что ли? Постарайся там не заснуть. Преподы с этого бесятся сильнее, чем с прогулов. А вообще, мне, наверное, тоже надо будет появиться в универе. Староста пишет мне об этом уже целую неделю. Ну ладно, приду ко второй. А пока... Ну, ладно. Постараюсь не уснуть. Хорошей тренировки. На всякий проверим отношения, появился ли Энди. Нет, Энди так и не появился, Чет тоже не появился, но при этом у нас есть Ричард. Доверие 60%. Я уверен, что арка с Ричардом уже полностью провалена. Скорее всего, арка открывается в тот момент, когда мы соглашались пойти с ним куда-то. Но мы постоянно отказывались, и вот, все. Так, короче, пока у нас есть время, не забываем плодить кучу овец, кучу коров. Давайте, кушайте, ребятки. Также не забываем про свиней. И раз уж теперь у нас так много животных, проверим, какое задание я могу выполнить именно с животными. Вот, например, особые свечи. 12 мыла и подсвечники. О, это то, что надо. Просто идеально. Это как раз животные. Ты погляди, подсвечники — это свеча, а свеча — это животный жир. И вот как раз животный жир — это свинья, корова или рыба. Так, убить нужно именно при помощи ножа. На всякий случай я попробую убить этим ножом, мало ли жир все-таки выпадет. Пожалуйста. Так, нет, это явно не жир. Может быть, все-таки еще разок? Ветчина? Нет, это все еще не жир.
О, сюда! Животный жир! Тогда прямо сейчас на ваших глазах палочка, соединяем с алмазом и тадам! Алмазный нож. И при всем при этом зачарованный. Главное всех не убить, поэтому, ребята, кушаем, плодимся. Еще кушаем и еще плодимся. Та-дам! 15 свечей готово. Далее мы все это объединяем с обычным железом, и получается 15 подсвечников. И вот после этого, по идее, надо просто покрасить. Я не помню точно, но вроде бы да, вот красный, черный, белый. То есть белый краситель объединяем. О, белый. То же самое с черным и красным. Работа выполнена. 5 белых, 5 красных, 5 черных и 12 мыла. Как только откроется ларек, так сразу и придем. О! Привет. Да, привет, Ло. Ну что, вы готовы идти? О, Карл, я чувствую агрессию в свою сторону. Ладно, плевать, сейчас. Блин, а я тоже чувствовал эту агрессию. Я тоже. Карл, ты чё? Ну, вообще-то это не агрессия. Я просто волнуюсь. Как вообще можно было приехать в университет, а потом просто уйти до начала первой пары? Как? Да забей ты уже, ну такого больше не повторится. Эй, Дилан, так этот ответ ничего не объясняет. Господи, Чет, и ты туда же, серьезно? Пойдемте уже, а? Ай, они копают. Они все больше пытаются узнать, что происходит. Ничего, ребят, не происходит. Ничего. Все нормально. Мы с Диланом просто решили прогуляться. О, стоп, что? Ты посмотри, приехал по стама. Подожди. Стоп, Пантре. Стоп! Пожалуйста. Нет, я не могу открыть. Бога ради, пожалуйста. Капец, вот тебе и задание сдал. Ладно, может быть тогда потом. Пока что это убираем. Оплачиваем проезд, университет. Внимание, следующая остановка не предыдущая. Супер-мега классика. Всем привет. Ой. Здравствуйте. А? Ой, сегодня купила новую кофточку. Я так довольна. Эту? Поздравляю. Ой, начал смотреть новый сериал, пока всего пару серий вышло. Надеюсь, союзника главного героя не сольют, как в прошлом. Это вообще раздражает уже. Союзника главного героя. О, Шерон! Так, погоди, подарить. Если не поговорить, то хотя бы подарить. Черт, у меня нет книги. Я не подготовился. Ладно, Шерон, надеюсь, что нашего доверия будет достаточно. О, нифига, какая-то тушка. Привет. Ой, да ладно, я тебе говорю, все хорошо будет, не парься. Да, блин, я просто не уверен, что бить тату хочу и... А вдруг заражение крови? Ой, какой же ты параноик. Фига у нее татушка. По-моему, это, кстати, первый раз, когда мы видим студента с татуировкой. Воу! Так тут и на лицо заходит, обалдеть! Да, это мощная девушка, мощная, привет. Ай, думал сегодня прогулять пары. Но староста начала написывать, что вот подготовка к сессии. Это очень важно. Не уверен насчет важно, но... Ладно, я таки решил приехать. Буду готовиться. Давай, готовься. Так, Шерон. Привет. О, привет. Все? Поговорили. Никогда не думала, что скажу это, но питаться фастфудом оказалось выгоднее, чем готовить самой. Еще и вкуснее. Да. Смотря в какой стране живешь. Оу. Какая у тебя странная прическа, чувак. Ай, почему у нас в городе нет никакого кота-кафе? Я не могу завести кошечку, но с радостью бы потискал. Чувак, тебе никто не говорил, что ты очень похож на Карла. Но учитывая то, что у нас тут типа автоматонские дела и все такое, я не удивлюсь, если это прототип Карла. А вообще напомню, сегодня после занятий мы идем к Дженни, потому что волонтерские дела, все такое. Так, 56-й параграф, предельно допустимый выброс. Ага, экология. Так, Ричард, поговори. Здорово. Ну чё, как? Надоело общаться с этими роботами, верно? Захотелось поговорить с кем-то настоящим. Осознал, насколько все клишированные и скучные, верно? Ну, вообще, я кликнул на тебя просто так. Все мои друзья потрясающие, а ты все еще засранец. Недавно ко мне подселили парня, который ни о чем, кроме футбола, не говорит. Это ужасно. Ну, это про Энди? Ну, давай скажу про Энди. Это ужасно. Это так плохо, чувак. Видимо, у сценаристов вообще не было времени. Хотя остальные твои соседи не лучше.
Занудный ботаник, парень-качок, хика, еще и любитель животных. Да, вершина сценарного мастерства. О, ну, типа. Вообще, знаешь, Ричард, они намного сложнее, чем просто стереотипы. Ну, если узнать их получше. Настоящие люди тоже кажутся такими, если не узнавать их поближе. А ты прав. Еще есть Джена, активистка в волонтерском центре. Они все такие простые. Но вообще, кстати, вот это первая правда. Они намного сложнее, чем просто стереотипы. То есть, вот одного только Брэндона, если вспомнить. Ну, да, они сложнее. Че, реально, правда? И Брэндон был очень сложным и продуманным. Ну и че у него за история? Его отец ушел из семьи, а дед любил чинить тачку, да? О, так глубоко! А потом его грузовик сбил. На следующий день после починки машины, к которой он даже не решался притронуться годами. Очень поэтично, поэтичненько. Неужели они тебе реально не надоедают, чувак? Не кажется ли тебе, что они говорят, ну, типа, одно и то же? Ты любого студента здесь возьми, они же все поверхностные. Даже плевать тянет. В общении с ними вообще есть какой-то смысл? Блин, ну, возможно, тебе Карл, Чет и Энди не очень интересны, но в этом же городе есть не только они. Все не так уж и плохо, Ричард. Они просто знают, что им нравится, вот и все. Они следуют своим интересам. Ты прав, я уже не могу с ними общаться. Ну, возможно, тебе просто не нравятся Карл, Чет и Энди, но в этом городе есть не только они. Да ты так типа утешаешь себя, да? Ай, плевать, пара сейчас начнется. Можешь со мной сесть, если хочешь. О, да ладно, у нас есть шанс наверстать упущенное. Давай. О, 2500. Ай, какая же эта учеба скучная, блин, не могу. Еще этот город, он... Мне кажется, что я со сценариями справился бы куда лучше. Добавил бы каких-нибудь погонь, там, бля, преступлений, ограблений, пожаров, ну понял, да? Короче, повседневность бы разбавил как-нибудь, чтобы жить было интересно. И эти железяки научились так, типа, жизнь ценить. Ой. Ладно, чел, я тебя реально пытаюсь понять и все такое. Ты ведь жил до этого с настоящими людьми, а не с этими клише. Почему тебе с ними-то в итоге интересно? Неужели люди в реальном мире реально похожи на этих кукол? Не-не-не-не-не-не-не. Мне больше нравится думать, что тут просто сценаристы отстой. Вот. Ладно, давай, пока. Ладно, пока. Если так подумать, то Ричард говорит мега-супер правильные вещи, но, заметьте, он не знает про GDH, он не знает про паттерны, он даже не знает то, что Солус — это робот, понимаете? Он думает, что это живой человек. В данном случае он мыслит скорее эмоциями. Типа, я бы тачек, пожары, воров добавил, чтобы вообще круто было, йоу. Но ладно, я что-то много об этом болтаю. Мне, наверное, Дженни нужно написать. Или куда там, прийти к ней? Да, наверное, надо прийти в ее кабинет. Так, я правильно все понял, ну-ка. О, Джен. О, супер, пришел, лолошка. Что, неужели уже время? Так, ладненько, сейчас. О, ты ж батюшки. Если бы не ты, я бы все пропустила. Давай, быстрее пойдем. Пойдем. Ты, если что, не волнуйся, нам не нужно ехать в волонтерский центр. Мероприятие просто не я организовывала. Вот, и еду к гнезду доставят остальные волонтеры. Мы будем стоять на раздаче. Будь готов к тому, что это может оказаться морально сложным заданием. Давай, Ло, соберись. Нужно всегда оставаться спокойным и вежливым. Уж с этим-то мы точно справимся, правда? Пойдем. Ох, Жена. Раздавать еду бедным, да? Здравствуйте. А можно нам форму? Это... О, Джена. Ну, конечно, можно. Так, ладно, Джену здесь знают. Мы при своих. О, боже мой, реально грузовик еды. А что? Это же как будто форма Карла. Вот, возьми, это твое. А это твоему помощнику. Берите. Да, спасибо. Вы, если что, подождите немного. Нам нужно кое-что доделать. Да ладно вам, давайте я помогу. Нет, спасибо, Джена. Нас тут и так много. Только мешать будем друг другу. Ну ладно, да, понимаю. Так, что, переодеться надо? Я могу переодеться, если что. Ну ладно, так, давай тогда осмотримся, пока у нас есть время. Сейчас. Погоди. Сейчас, подожди. Где моя одежда? Так, все. Переоделся. Нормально? Я нормально выгляжу? Господи, мне так нравится то, что для каждого занятия здесь своя одежда. Пойдем. Так, ладно, давай осмотримся. Ух, как много людей.
Что? Просто болтать будете? А, то есть мне нужно самому осмотреться, ё-моё. Бедняк, бедная, привет. Вода из колонки стала совсем невыносимой. Да, по цвету она больше напоминает какие-то отходы. И пахнет не лучше. То, что мы не можем позволить себе платить за водопровод, не означает, что с нами так можно обращаться. Ну так, а что ты мне-то это говоришь? Ты не мне это объясняй. Ну да, прости. Надеюсь, волонтеры в этот раз привезли чистой воды. Только благодаря им я все еще чувствую себя человеком. Так, что это за район вообще? Черт возьми, где мы? Давай-ка быстро посмотрим. А, так это прямо у промышленного района, смотри, реально. Как говорится, здравствуйте, бедняк. Эти волонтеры, блин. Я не знаю, блин. Они, блин, с кого нас принимают, а? Мы им чё, животные какие-то, что ли? Они нас приручить так типа пытаются, да, блин? Не, ну ладно, ну и хавка зато неплохая. Это вам, блин, не порченные фрукты с помойки, блин, рынка типа, да? Но я все равно считаю, что я типа, ну, человек, а не животное какое-то. Мне типа, ну, стыдно хавать у них с рук. Блин. Господи. Здрасте. Надеюсь, в ближайшее время не будет дождя. Ох. Надеюсь, не будет. Ну, понятно почему, иначе тут все размоет. Никакой еды. Что у вас-то в итоге, Дженна? Вы, главное, не переживайте. Мы вашу дочку найдем. Обязательно найдем. Вы не один. Мы поможем. Так, понял. Тут, значит, еще и какие-то другие проблемы, вопросы. Вопрос еще у меня один возник. А могу ли я здесь бегать? В том плане, то, что могу ли я поговорить с кем-то за территорией этой раздачи? Например, о, погоди-ка. Какая-то очень проработанная локация, но при всем при этом здесь ничего нет. Чё? Ну ладно. Надеюсь, скоро подойдет моя очередь. Последний раз я ела позавчера. Быстрее. Ну чё это ты тут стоишь, а? Очередь даже отсюда не видно. Чё ты тут стоишь? Я жрать вообще-то хочу. Я как бы помогаю. Надеюсь, что когда-нибудь я накоплю денег и съезжу в Ривервиль. У меня там сестра живет, а у нее есть дом, муж, семья. Надеюсь, она меня не проигнорирует. Осталось накопить на билет на автобус. Так. На. Блин, стоп. На. Ну, пожалуйста, ну я же могу дать ей денег. Ну, неужели я не могу дать ей денег? Ну, я могу ее обокрасть, но не могу дать денег. Вы что, издеваетесь? Я же знаю, что чертов билет стоит всего лишь 20 СТ. О, нет, вы что? Я не возьму. Я не такая. А вы же поняли, почему она не взяла? Потому что, ну, у нее скрипт не может сработать иначе. То есть она никогда не накопит денег и никогда не уедет в Ривервиль. А я уж было поверил, я уж начал думать, что все не так плохо. Можно помочь этим бедным, но нет. Ну, ты уже здесь? Ой, все готово. Пора вставать за стол. Давай. Итак, дамы и господа, кушать. Сейчас будем... Ну куда ты так? Не кричи. И не забывай быть вежливым. Никакого осуждения, Лулошка, никакого. Все. Вот, возьмите. Видишь? Нет ничего лучше, чем помогать людям. Я бы занималась этим всю свою жизнь. Но для этого нужны деньги. Меня это, конечно же, не остановит. Я буду помогать. Так, понятно. Сейчас надо как-то в итоге свести диалог к тому, что... Мы должны рассказать ей про автоматонов, да, или что? Я уверен, ты будешь лучшим волонтером в мире. Во! Какой смысл этим заниматься? Всем все равно не поможешь. Благодарности от этого никакой. А ты не думала увеличить масштабы помощи? Не только на острове, но и во всем мире. Во! Не только на этом острове, но и в мире. Ну, не знаю, это как-то слишком масштабно. Да и я предпочитаю помогать в этом городе. Знаешь, я просто слишком привязана к этому месту. Я бы не смогла сесть где-то еще, нет. Блин, ну, может быть тогда тебе никогда не хотелось куда-то уехать? Ого, ты очень уверена в том, что делаешь. И тебе никогда не хотелось куда-то уехать? Нет, не хотелось. Знаешь, так странно. Саймон Солус недавно говорил со мной о точно том же самом. Советовал покататься на пароходе.
Но нет, такой спокойный отдых не для меня. Я бы предпочла покататься на байдарке. А вот плыть куда-то на материк... Ну разве этот город не прекрасен? Я не думаю, что смогу найти место получше. Так, ладно, все, мы отвлекаемся. И совсем ничего не делаем, Лолошка. Надо вернуться к работе. Черт! Чего? Завернутая Чего? Я думал, у меня будет просто готовая еда. Как мне сделать эту завернутую баранину? Так, жареная баранина, лист капусты, хлеб. Так, баранина, то есть я беру отсюда, да? Вот, я беру. Как взять? Да он уже злится тотально, а я не могу даже мясо взять. Погоди, может быть, это из-за факела в руке? А, стоп. Блин, я просрал. Смешанный салат, окей. Это очень тяжелое какое-то задание, честно говоря. Я сейчас его просру только так. Помидор, капуста, свекла и миска. Помидор, капуста, свекла и... Это где-то здесь? А, во, капуста, помидор. Потом я беру это все, соединяю. Вот, возьмите. О, боже, еще один смешанный салат. Так, ладно, я понял, как делать. Миска, миска, миска. Вот она, миска дается. У меня просто, видите, какой засранный инвентарь, поэтому делается это все явно тяжело. Смешанный салат. Вот, забирайте. Томатный соус. Окей, сейчас. Соус именно, не суп. А, вот, томатный соус. Делается при помощи 2 помидоров. Так, вот, томат. Вот сюда миску. Томатный соус. Возьмите. Чизбургер. Вы чё, охренели? А почему? Если бы меня кормили бесплатно, я бы даже и не рыпался. Я бы брал то, что дают. Сори, я не успею. Так, давай, следующий. Завернутая баранина. Как мне взять эту баранину из мини-холодильника? Я не понимаю. Это что-то... А, вот она у меня спавнится. Какой же я придурок, а? Жареная баранина получена. Заворачиваем. Вот, возьмите. Томатный соус. О, я помню, как делается томатный соус. Мне нужно просто сюда положить 2 томата. Далее взять миску. Тоже ее положить в кухонный котел. Давайте сразу кучу возьмем мисок. Вот так их положим. И забирайте. Еще томатный соус, да батюшки. Изи, как говорится. Вот, я сразу сделаю прям много-много этих супов. Но мне очень нравится то, как в этом сезоне продуманы квесты. Они такие все разные. Томатный соус. Сейчас, вот, забирайте. Смешанный салат. Помню. Капуста, свекла, томаты. Соединяем. Забирайте. Сюда! Ой, ну вот и все, Лолошка. Мы закончили. И даже без происшествий, представляешь? В прошлый раз на нас напала женщина. Пыталась облить волонтеров помоями. Говорила, что мы пришли их всех тут травить и все такое. Ай. Мы с тех пор выезжаем всегда большими группами. Ну, чтобы такого не повторялось. Я их не виню, конечно, у них и так очень тяжелая жизнь. И они часто в этом вообще не виноваты. В такой работе важно концентрироваться на хорошем. Ты молодец, Лолошка, ты очень хорошо поработал. Еще раз тебе большое спасибо. Честно говоря, я даже не знаю, что бы делала без тебя. Так, ой, я сейчас поеду в волонтерский центр, надо еще немножко поработать. Надо разобрать отчетные документы и написать отчет. А ты, иди, отдыхай. Стоп, а ты куда? А, уехала, понял. Так, и нас, получается, отвезли на остановку Гнездо. А, нет, даже не отвозили. Все это время это здесь и было. Все, они уехали, а меня оставили. Могли бы подбросить, нет? Очень странно, очень странно. Может быть, я тоже бедный бедняк. Так, оплатить проезд. Мне, наверное, в кампус. Сегодня после смены пойду и лягу спать. Ну, у тебя смена как раз заканчивается, иди ложись спать. Так, а теперь супер важно, супер мега важно. Сюда мыло, ой, сейчас надо, главное, переодеться. Вот теперь берем вещи для задания и складируем. Найс. О, ну наконец-то. Вы с Дженой очень поздно закончили. Как все прошло? Да нормально. А, ну единственное, что я так и не смог с ней нормально поговорить ни о чем. Джена не сказала ничего полезного. Это кошмар. Она упомянула пароход, о котором говорила с Солусом. Но на этом все. Все остальное время она говорила о том, как сильно любит этот город. Я был в шоке от бедности Гнезда и никогда бы не подумал, что такой район есть в Хэнфорте. Ну, она пароход упомянула и то, что любит город. Любит город? Она что, не всегда так говорит? Я думал, это ее базовые настройки. Короче, понятно. Они просто пытаются задержать тебя здесь, как обычно. Однако упоминание парохода это интересно. Еще один намек от Солуса. С острова можно выбраться только на пароходе. Если подумать, то я никогда не видел самолетов в небе.
Реально никогда. Я не удивлюсь, если в Хэнфорте даже самолетов-то нет. Хотя аэропорт вроде как есть. Так, ладно, и как же тогда на этот пароход попасть? Что-то я сомневаюсь, что туда пускают всех подряд. Ну ладно, сейчас мы можем в любом случае об этом не беспокоиться, потому что мы все еще, помнишь, не должны высовываться. Давай, отдыхай. А, мы же не высовываемся. То есть, если мне говорят не высовываться, это не означает, что я вообще ничего не должен делать. Это означает, что мне обязательного нужно взять телефончик в руки, посмотреть на отношения. Джена, 77. Дилан, вот, например, Дилан. Что насчет жареной баранины? Надеюсь, то, что ты такое кушаешь. Вот, возьми. О, чел, это реально круто. Супер! Значит, готовая еда тебе подходит. Это прекрасно. Далее проверяем отношения. Дилан 73. Потом Карл 70, Шерон 65. Думается мне, что очевидно, надо подарить костную муку. Вот возьми, Карл. Сделать. Ой, как ты догадался, что это то, что мне нужно? Да никак, знаешь. Просто интуиция. Кстати, поговорим? Ой, да, конечно. Я рад, что ты и вправду не стал прогуливать, Ло. Продолжай в том же духе. Такими темпами ты станешь даже отличником. Как я. Эй, молодец. Спасибо. Да уж. Ну что ж, мы не будем прогуливать, конечно, не будем. Привет. Я был прав. Посмотри на меня. Лиса меня всего исцарапала. Как же хорошо, что мне не пришлось брать обилку. Это было бы катастрофой. Ой. Эх, блин, мой глаз щипет. О, ты, господи, бедный Чет. Что с твоим глазиком? Может, тебе что-нибудь подарить? Вот я, самое главное, даже подарить-то ничего не могу. Вот буквально. Нет даже кнопки. Так, ладно, подарки не подарки, но мы не забываем о том, то, что... Опа-па! У нас пришел почтальон. Да, и прямо сейчас мы... Кстати, я только сейчас понял то, что мы так и не забрали подарок Дилана. Дилан, по идее, здесь в синем постамате оставил подарок, который я не забрал, реально. Так, ладно, сейчас самое главное, мои свечи заберут. Давайте только как-нибудь побыстрее. Ой, блин, только продавец, вы не уходите раньше времени, хорошо? Я очень быстро заберу подарок и просто свалю. Ждем, грузовик уезжает. Так, сколько времени? 20:59 и... Давай. 21:00, задание выполнено, этот уходит и... Пожалуйста! Дайте мне забрать! Нет, стой! Нет! О! Все, Да, он закрыл. Зря, наверное, Что? Почтальон еще раз приехал. Слушай, а я не против? Зато я могу подарок забрать. Вещи... Чего? Это, наверное, тот самый момент, когда я на все 1000% рад тому, что произошел какой-то баг. Что ж, в любом случае, подарок Дилан 70%. Открываем, записка. Так как ты такой же фанат гаджетов, я решил подарить тебе вот полезное. Только попробуй кому-нибудь рассказать. Вот только попробуй. Твой Дилан. Спасибо. Что? Что ты мне подарил, я не понимаю. Зарядная станция, у меня теперь 3 штуки. Йоу, Дилан, спасибо. Это же стоит огромных денег. Так, погоди, а сколько у меня денег? Ну-ка, давай сразу проверим. 8000. Акции при этом стоят... О, господи, 82. Знаете, я продам. Я, наверное, продам эти акции. Короче, они падают. Я 100 штук продам. Заберу 8000. Все. У меня хотя бы деньги будут. 16 тысяч это нормально. Если в один момент акции вырастут, то мне это на руку в любом случае, потому что у меня пока есть 166 штук. Так, а я вообще могу с кем-то еще поговорить? Чё? Короче, если что, я написал Шерон. Она не хочет бездействовать, прикинь. Ай. Возможно, было бы легче, не воодушеви мы ее на сражение с системой. Наверное, мне стоит поговорить с ней лично. Я не могу убедить ее через пейджер. Ай. Рад, что хотя бы ты все понял и не будешь создавать никаких проблем. Присматривать за вами обоими я бы точно не смог. Так, ладно, договорюсь о встрече. Если Шерон в итоге подставит нас и выдаст, то это будет кринж, жесткий кринж. Так, что у нас с Энди? Привет, автоматон, в которого зашита программа качаться, говорить о футболе и все. Да, блин, какой футбол? Да моя команда проиграла. Поверить не могу. Это все их новый тренер, тренерюга этот, блин. Наняли какого-то придурка. Сам играть даже не умеет. Ладно. Что ж, я не удивлен, что ты начал говорить о футболе. Ой, у тебя тут, кстати, пластинки. Давай-ка я, наверное, что-нибудь заберу. Мало ли, когда-нибудь они пропадут. А вот если мы положим их куда-нибудь сюда, явно не пропадут. Что?
Халат? А, это когда-то я положил сюда халат, я уже даже забыл об этом. Короче, пластинки тоже положим, и на этом будем постепенно заканчивать. Не высовываться, не лезть на рожон, пытаться вытянуть отношения. Мы прекрасно понимаем то, что как минимум у нас есть Саймон Солус, который в любой момент может со мной связаться. У нас есть информация про пароход, и скорее всего мы уедем отсюда, мы отсюда уплывем. Скоро. Как скоро это будет, не знаю, но явно произойдет что-то еще интересное. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться, потому что все ваши нажатия — это огромное топливо мотивации. А если вы хотите еще и поддержать нас материально, то можете перейти по ссылке в описании на Бусти. Там можно вместо одного кофе в месяц купить подписку. Вот. Это правда нам поможет, как бы смешно это ни звучало. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка, Ричард, который выглядит как реально самый живой парень, и бедняки из бедного района. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Пойдем в подвал. Да, я знаю, что это неожиданно, но это очень важно. Блин, видимо, они усилили охрану. Думаешь, Дилан все-таки был прав? Попробуем в другой раз. Нет, ты что тут он? Вау, сидеть и не высовываться. Звучит как план, который обязательно кто-то провалит. Ставлю на Шерон. А еще мы узнали про некий пароход, который унесет нас с этого острова. Да ладно, такое реально существует. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы тише воды, ниже травы. Да-да, не только Дилан заметил, как реакция этого города целенаправленно настраивается против меня и Шерон. Мы же типа любопытные мироходцы. Теперь у нас больше уроков, больше заданий, дополнительное волонтерство, универ почти до вечера. Короче, что угодно, лишь бы мы были заняты с утра до ночи. Интересно, Шерон еще продолжает писать книгу? Ладно, если серьезно, то идея сидеть и не высовываться кажется уже не такой плохой, как показалось на первый взгляд. Но я уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Как минимум, о нашем плане посидеть и помолчать не знает Саймон Солус. Да и Ричард может ляпнуть чего лишнего, он же тоже ничего не обещал. Напомню то, что Ричард за все это время до сих пор, по идее, никому не сказал то, что видел меня и Дилана в роли ученых. Он просто посмеялся и... Ну, получается, все, просто посмеялся. Так, ладно, короче, давайте не о Ричарде, давайте думать о том, как мне сидеть ниже травы, тише воды. Мне нужно, по идее, сесть и... сидеть. Вроде нормальный план, действенный. Потом я пойду на учебу, потом поем, потом посплю, потом снова посижу. Ладно, если не гиперболизировать, то поговорим с Диланом. Привет. Да-да, здорово. Ты, главное, не забывай про осторожность, Ло. Не делай ничего глупого, помни об этом. Мы все еще пытаемся убедить всех, что ничего не знаем. А это значит, да, мы слушаем Карла и не прогуливаем пары. Ой, боже, неужели я это говорю? Хорошо. Ну чё, получается, мой план действительно работает. Окей, может быть, что-то Карл по поводу этого скажет. Эй, привет. Ой, Ло. Ой, привет, доброе утро. Сегодня у меня много работы в университете, но... я так рад, что все возвращается в нормальный ритм, ты не представляешь. Ну, да, правда, появление нового соседа немножко выбило меня из колеи. Но теперь все в порядке. Ой, как же я доволен. Ага, ну да. Привет, Чет. Ой, у меня сегодня пару отменили, прикинь. Мог бы выспаться, но забыл выключить будильник. Ладно уж, ничего. Найду, чем себе сегодня занять. Ай, пока, наверное, тут прилягу. Понял. Тик-таки смотришь? Смотри. Ну и, наверное, мне нужно еще поговорить с Энди, который футболист. Привет. Да? Чё, опять? Ло, ты так каждое утро будешь ко мне подходить? Я не понимаю. Знаешь, это как-то, типа, странно немного. Только не входи в мою комнату, как ты это делаешь с Карлом и Чедом, окей?
А как я, подожди, а как я делаю это с Чедом и Карлом? Типа, доброе утро? Окей, вечер в хату, Энди. Чё, кого? Ну а как мне еще входить-то? В общем, если так подумать, то самое главное, что мне нужно сделать, это посетить учебу. Учеба начинается в 9, в 8 мы поедем, и пока у меня есть часок. Так, а что у нас по заданиям? Мне нужно больше мяса. Я хочу мяса, больше мяса для великого мясоеда. А, так погоди, это то самое задание, которое я не выполнил. Оно обновилось и снова 4 дня, прикольно. Так, бекон, котлеты, куриное филе. Увы, но пока что есть только говяжьи котлеты. Получается, мне нужны свиньи, мне нужны курятины, и мне нужно... Что получается, барашки? Овцы? Напомню, что на этом канале мы не задаем вопросы, откуда у меня в инвентаре курица, поэтому просто все складируем, и задание ждет, пока откроется ларек. Энди ушел, Карл идет. Так, погоди, а сколько? 8:01, да, все по расписанию, но Энди ушел. Эй, всем доброе утро. Ну как вы? Выходить готовы? Ой, который раз спрашиваю. Но тебе реально не надоело? Ой, да ладно тебе, Дилан. Ну я же для вас стараюсь. Для вашей успеваемости. Если ты не заметил, то мы прекрасно справляемся со своей успеваемостью. Да, я знаю. Но ходили бы вы в университет так часто, если бы не я, Нет, ни за что. Ну вот, видишь, я так и думал. Давайте, пойдемте. Если что, Чед сегодня не с нами. Да, у Чеда отменили первую пару. Кстати, удивительно, да, что у кого-то могут отменить пары. Ну, то есть я не в том плане, что у кого-то могут отменить пары, а у кого-то из наших соседей, по отдельности от нас. Я думал, то, что если отменяют, то и у меня, и у Карла, у всех, короче. Так, все, погнали. Энди уже ушел. И... Энди, мы тебя обогнали. Просто взяли и побежали вперед спортсмена. Так, окей, поговорим на всякий случай? Не поговорим. Нам, получается, оплатить университет. Поехали! Супер, благодарю. Итак, мы не... Эй, Лолошка, иди сюда. Высвечиваем. Да. Эй, да, привет еще раз. Слушай, я хотела поговорить с тобой. Я много думала о мироходцах, которых мы не смогли убедить сбежать. Помнишь, да? О том, что они нам говорили. Может... Ты прости, что я это говорю. Может, это мы все это время были неправы. Может, это не такое уж и плохое место, а? Если это место действительно создал ты, то, может, мы все неправильно поняли. Я имею в виду, что я же тебя знаю. Есть у тебя воспоминания, нет воспоминаний. Я знаю, что ты, Лолошка, хороший человек. А значит, ты не мог создать это место просто так. Вспомни всех мироходцев. Они же счастливы здесь. Вот. И я тоже была счастлива, если что. О, Шерон, нет. Вот знаете, я в самом начале еще сказал то, что мы не отсвечиваем, да? Мы не отсвечиваем, но все может испортить Шерон. И тут она мне такой диалог. Господи, бога ради, Шерон, пожалуйста, не начинай. Я не вынесу выслушивать твои сомнения в очередной раз. Вот я бы честно нажал это, но я понимаю то, что это минус репутация, минус отношения. О, Шерон, ты снова думаешь о своей книге, да? Ты же понимаешь то, что ее хотят издать, потому что ты мироходец, а не из-за твоих писательных талантов. Ты не должна сомневаться в нашем выборе, Шерон. Дело не в том, что это плохое место, а в том, что это все одна большая ложь. О, кстати, тут нет такого варианта, который согласился бы Шерон. То есть все варианты против. Ну, давай вот это вот. Снова думаешь о своей книге, да? Ты же понимаешь, что ее хотят издать, потому что ты мироходец. Это было грубовато, Ло. Ты же даже не читал, что я написала. Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Сразу вспомнился Джет и его навыки пения. Бррр. Даже вспоминать это не хочется. Жуть какая. В общем, знаешь, мне просто нравится думать, что я действительно умею писать. Но да, тогда я бы, наверное, смогла издаться намного раньше. В другом мире. Я знаю, что ты прав, Ло, знаю. Но я не могу думать об этом. Я просто... Ладно, я наверное, пойду. Нужно идти на пары и не привлекать лишнего внимания. Помнишь? Давай,
Я очень надеюсь, что мы ее как-то вразумили. Шерон — это вот тот самый человек, которого надо постоянно вразумлять. Понимаете? Он думает о другом, не о том, чем надо. Здесь очень важный посыл о том, что все это ложь. И, понимаете, даже не то, что это ложь, а то, что мы до сих пор не знаем, зачем это ложь. Как минимум, если бы здесь все было чудесно и прекрасно, зачем забирать вспышку? Зачем забирать искру? Ну вот я и сказал, что... Эй, тише, тише. Ты уверен, что все хорошо? Выглядишь каким-то бледным. Да, я... Все хорошо. Мне просто нельзя пропускать пары. Скоро сессия это... Ой, надо готовиться, и сама понимаешь... Да, у меня же то же самое. Да, чё? Нашел недавно одну книгу, но из-за увеличенной нагрузки не могу прочитать. Да блин, долбаная учеба. Я просто прихожу домой, сплю и плачу. Как же хочется каникулы. О, я смотрю, это всех задело. Интересно, с кем-то в классе я сейчас смогу поболтать? Рен, привет. Ника. Что? Да, я рада, что ты на парах. Не мешай мне. Ну ладно, так, может быть, О, Ричард? ты! О, Давай, садись со мной. даже нажимать по нему не пришлось. Окей, давай. Слушай, чувак, что-то как-то о тебе в последнее время много говорят. Даже мои родители. Ну ладно, неважно. Давай сосредоточимся на этой долбаной учебе. О, как? Даже родители? Ну, ладно, я, наверное, должен идти. Снимать видео и все такое. Все... Блин. Что? Что? Что произошло, Ричард? О, фига, да ладно. О, ровно прям прокачал до 52 уровня. Так вот, я первый раз вижу Ричарда в замешательстве. У нас был 57-й параграф, механизм землетрясений. Ну, может быть из-за того, что он сказал про даже родители в последнее время о тебе много говорят? А что обо мне говорить? Ну, я нормальный. Эй, Ло, Ны. слушай, Что? пойдем в подвал. Да, я знаю, что это неожиданно, но это очень важно. Ты же согласен, что мы должны помочь мироходцам, да? Да, подожди, реально? Я сейчас это не от Дилана слышу, а от Шерон? Не, ну насчет того, что помочь мироходцам, это, конечно, благое дело. И если отвечать конкретно на этот вопрос, то да, помочь мироходцам надо, поэтому... Да. Угу, мы действительно должны им помочь. А как это сделать, если Дилан не говорит нам, кто эти мироходцы? В подвале по-любому должна быть об этом информация, Ло. Дилан даже ничего не узнает, если все пройдет по моему плану. Так, ладно, продолжай. Ну вот, а его план, он мне не нравится. Он просто предлагает затаиться, чтобы снять с нас подозрения, но... Что? За нами следили с самого начала. Они никогда не перестанут этого делать, Лолошка. Мне кажется, у Дилана паранойя. Ну, или его сценарий затормозил. Он не предлагает никаких способов побега. Или хотя бы добычи информации. Ты же знаешь, что я всегда первая в списке, кто предпочитает бездействие. Но не сейчас. Сейчас у меня такое ощущение, что мы обязаны что-то предпринять. Это ощущение настолько сильное, что вот, я перед тобой. Здесь. Ну что, Ло, мы пойдем? Блин, ну, ощущение такое, что если я откажусь, то я потеряю какую-то очень важную арку. Нет, я думаю, что это плохая идея, Дилан будет недоволен. Шерон, ты все время отказывалась вникать во что-то, а теперь ты предлагаешь с головой нырнуть в опасность? Серьезно? Да, я согласен. Мы сейчас просто стоим на одном месте, погнали. Ну давай, ладно, я согласен. О, спасибо. Я знала, что ты поймешь. А теперь давай, пойдем. Не отставай. Ладно. Так, прям сразу в подвал, да? Господи, я что-то... Я даже не знаю, во мне мечется две мысли. Правильно или неправильно я поступил. О, ты посмотри, сколько здесь этих уборщиков. Так, ладно, давай, веди. Ладно. А почему тут так реально много уборщиков? Какого черта? Слушай... О! И прямо у входа стоят, ты погляди-ка, а? Не, я серьезно, мы не пройдем. Они прямо у входа стоят. Я не знаю. Ничего себе! Их что, в прошлые разы было столько же? Нет, в этом-то и суть, не было. Блин. Видимо, они усилили охрану.
Думаешь, Дилан все-таки был прав? Попробуем в другой раз. Это что тут он? Здравствуйте. Подожди, меня не заметь? Что? Бляха-муха, погоди! Да. Приветствую, студенточка. И что это мы тут делаем? Ну, я тут стою. Что вы хотите от меня услышать? Ой, то есть, я вам мешаю убираться, да? Ой, простите, я... Блин. Ой, Нет, мы просто... я... Нет, все нормально, я просто не увидела табличку. Тут же моют полы, да. Вам бы поставить ее, а то еще поскользнется кто-то, сами понимаете. Так здорово, что в университете решили провести генеральную уборку. Я уже ухожу. Эй, чувак, она что ложкой была, ты видел? Но ее не было на камерах, когда он пробирался в подвал. Ну, возможно, она ничего не знает? Так и что она тогда делала-то здесь? Че, гуляла? Да блин, ну откуда я-то знаю? Главное, что мы ее никуда не пустили. Лучше пристальнее следи за входом. Увеличение количества охранников было правильной идеей. Да, ладно. Знаешь, я тогда предлагаю не докладывать об этом начальству. А то еще скажут, что это мы что-то сделали, да? Угу, согласен. Ты погляди, то есть они знают, что я был в подвале. Ладно. Дилан был прав. Надеюсь, за нами не усилит слежку. Черт, я планировала ничего не говорить Дилану, но он же точно сейчас все узнает. Но тогда, вопрос, почему они усилили охрану? Это уже не просто какое-то подозрение. Мне кажется, они знают, что ты был там, в подвале. Так, ладно. Раньше я отталкивалась от того, что им известно только то, что мы отправили того мироходца в больницу. Но если они знают, что ты был в подвале, это хуже. Намного хуже. Так, ладно, я побегу домой и поеду в издательство. Знаешь, будто бы ничего не произошло. Надо сделать вид, что ничего не произошло. Правда, я не уверена, как стоит действовать вам с Диланом. Если они и вправду знают, что вы были в подвале, они могут избавиться от Дилана. Или сделать что-то с тобой, Ло. Пожалуйста, будьте осторожны. Хорошо, что ты убежал, когда уборщики подошли. Если бы ты остался рядом со мной, я не знаю, как мы бы выкручивались. Ладно, я, пожалуй, пойду. Давай, разберитесь с Диланом. Ага. Так, блин, а на самом деле история становится немного по-другому восприниматься. Вот прям реально по-другому. С тех пор, как я знаю, что уборщики знают, что я был в подвале. У меня все мои догадки, что были до этого, они просто разом рухнули. То есть вы понимаете, да? Вся моя конспирация, о которой я думал, что это конспирация, не конспирация вообще. Это мне просто подыгрывают, если грубо говорить. История реально с каждым разом становится запутанней. Когда я думаю, что нашел ответы, мне просто вот так вот в лицо бам! Кулаком. И я такой, черт, это были не ответы. Это все были мои догадки, в которые я слишком сильно поверил. Ладно, в любом случае, наверное, надо вернуться в общежитие, с Диланом поговорить, да? Кампус. Ответа. Ага, благодарю, мистер водитель. Что ж, сейчас нужно поговорить с Диланом. Чет? Подожди, а сколько? 17 часов уже? Ой-ой-ой, как поздно. Реально, на самом деле, позднее заканчивание учебы — это трэш. Типа, раньше мы возвращались домой примерно в 15, а сейчас в 17. Так, а вообще, прежде чем зайти к Дилану, давайте посетим мастерскую, надо прокачиваться. Угу, спасибо. Ремесло 59. Ух, как много. Слушайте, когда у меня было 5, я бы вот реально никогда бы не подумал, то, что докачают до 59. Итак, всем привет. Энди, понятно. Так, Дилан. Привет, поговорим? Чё такое? Чё у тебя с лицом? Чё произошло опять? Ну давай, вываливай. Ой, все читает. Короче, уборщики начали охранять подвал. Кажется, они знают, что мы туда залезли. Рассказать все. Да, я лучше все расскажу. Блин, чувак, ты реально шутишь? Вы собирались туда полезть? Ой, я даже почти рад, что там были уборщики. В подвале вы бы точно попались, и мои попытки отсюда свалить пошли бы крахом. Но, справедливости ради, знаешь что? Вчера на первом этаже не было усиленной охраны. Неужели что-то произошло? Они что, восстановили записи с камер?
Не-не-не-не, они не могли этого сделать. Я хорошо выполнил свою работу. Это точно. Я стер записи камер, но... Черт, я даже не подумал стирать что-то из памяти автоматонов. Если кто-то из них видел нас, халаточные могли просмотреть записи их дисков. Ё-моё. Но Шерон права. Если нас засекли, то я скоро превращусь в металлолом. Да блин, они могут сделать это в любой момент. О, погоди, то есть ты хочешь сказать, что это хорошо, что мы пошли в подвал? Цепочку проведите в голове. Мы сейчас, скорее всего, не потеряем Дилана, как Брэндона. Мы не попали в подвал, но зато узнали, что они знают, Дилан был в подвале. Если бы сейчас я отказался, мы бы не знали, что Дилана могут стереть металлолом. Обалдеть. Так, ладно, продолжай. Возможно, уже к завтрашнему утру меня просто заменят. Я должен сделать резервную копию своих воспоминаний. Мне кажется, они даже не догадываются, что тебе может помогать какой-то автоматон. Поэтому я не сильно волнуюсь. Тем более я в тот раз в подвале особо не рыскал. Вряд ли попал на чью-то запись. Надеюсь. Но лучше все-таки реально перестраховаться. Так, компьютеробилка, подвинься. Сейчас посмотрим. Давай, Дилан. Мать, я себе так благодарен. У меня, о боже мой, как же хорошо. Как же хорошо, что мы согласились. Я до последнего думал, что я в итоге бред сделал и зря согласился с Шерон пойти. Так, ладно, с кем-то другим-то я могу поговорить? Карла нет, Энди... Можем? Блин, Чет заставил меня убираться в гостиной. Зачем, блин? Это же просто пара банок. Вы все такие чистюли? Я бы предпочтел соседей, которые умеют развлекаться. Так, ладно. Понятно. Ну а вообще убираться действительно надо. Ладно, в своей комнате, но черт возьми, в общей надо. Так, внимание, у меня сейчас произошел микробаг примерно на 2 минуты. Из-за этого не записалось видео, из-за этого у меня немного откатился Майнкрафт. Вы посмотрите, Чет только возвращается, хотя он до этого возвращался. Короче, у меня немного откатился Майнкрафт, но это связано с тем, что у меня вылетело. А вылетело у меня в момент, когда я сдал задание, представьте себе. То самое задание на бургеры, тележку и... Внимание! Да, мне дали деньги. 7297 СТ. Увы, я никак не смог этого записать, потому что у меня все слетело к фигам собачьим. Но, в общем, если так подумать, то ничего не пропущено. Сам сюжет, если что, никак не откатился, сразу предупреждаю. Но, в общем, вот такое, да, не игнорируется, поэтому я должен был об этом сказать. Чет, привет. О, привет. Я так сегодня хорошо поработал. Мне сказали, что такими темпами я получу премию. На самом деле, знаешь, хочу притвориться больным, чтобы работать, а не на пары ходить. Но мне все-таки еще с Карлом жить. Если я прогуляю, он будет смотреть на меня грустными глазами. А я ненавижу, когда он смотрит грустными глазами. Так, ладно, я тут себе мороженку выбираю. Прикольно, а я не знал то, что Чет умеет ходить по магазинам. Так, и теперь супер-мега новость. Раз уж у меня много денег, раз у меня 23 тысячи СТ, я готов купить тренажерный зал. Здравствуйте, мистер Кларк. Так, вы сидите, это хорошо. Я хочу обновить обстановку в комнате. У меня, получается, нет только кухни и тренажерного зала. О, всего 2 комнаты. Ну, получается, тренажерный зал мы покупаем. Эх ты, парень. Вот люди-то обрадуются тащить на чердак это железо. Ладно, мое дело заказать. Сейчас. Все установят в ближайшее время. Спасибо. О, Ло, а ты уже вернулся? А я сегодня помогал вести пару, представляешь? Мне так нравится делиться знаниями. Ой, может быть, я преподавателем, что ли, должен стать? Может быть, однажды. Ой, так, ладно, пойду отдыхать. Давай. Подожди, что? В 18:30 возвращается Карл? Обалдеть, как это поздно. Но все-таки за расписанием других людей мы не следим, мы за собой следим. И у меня вот что появилось. 1 поинт. Тот самый поинт, который можно наконец-то потратить на кирку. Вы посмотрите, она реально полностью прокачана. Остается только глаз-алмаз. При вскапывании блоков лопаты вы иногда находите ценные предметы. С одной стороны, да, это прикольно, но...
Наверное, есть что-то еще покруче, да? Во всех вскрытых хранилищах вы гарантированно находите деньги. Слушайте, а ведь это реально круто. Теперь краденое можно продавать не только скупщикам. Вот это, кстати, тоже круто. Типа, я не так часто бываю в торговом центре, а если я вот это прокачаю, то смогу продавать даже здесь, в ларьке. На все про все мне нужен 1 поинт и 2 поинта. Да, окей, давай. Цены у скупщиков на 10% выгоднее. Супер. И следующее, базара 0. Мне нужно 2 поинта. Где мне это прокачать-то? Без фермы пшеницы это будет явно тяжело. Таки получается, мне нужны такие задания, которые не деньги дают, а опыт улучшения. Здесь 500, здесь 650, хорошо. И 200, серьезно? Ну вот, получается, мне нужно 650. Требуется 20 кактуса и косточки белого винограда. Принять. Угу, супер. Кактусы тут же добываем. Обратно сажаем. И про белый виноград не забываем. Когда-то давным-давно я его посадил как раз для этого задания. Но задание, видимо, никто не выполнил, поэтому оно снова появилось. Так, 20 косточек белого винограда. Ага, белый виноград саван. А косточка? Погоди, а я могу это выращивать быстрее? Сюда! Пошел процесс! Ха-ха! Так это, оказывается, простое задание. Кактус как раз подрос. Мне нужно всего лишь 4 штучки. Таким образом, без проблем сдается еще одно задание, которое в этот раз, да, мне принесет деньги. Но самое главное для меня сейчас это опыт. Я постепенно понимаю, насколько важно было вкладывать вот эти все прокачки правильным путем. Поэтому сейчас каждый новый поинт вкладываем максимально разумно. Также мы поставим здесь сейчас зарядную станцию, фитнес-браслет, пусть заряжается, и потом в будущем придем и заберем. Далее дожидаемся почтальона. Здравствуйте. Так, и сейчас мы получим свой ценный опыт. Там, по-моему, не так много опыта. 650 плюс 260. Примерно 1000. Но ничего, я буду надеяться, что рано или поздно появится задание на 5, на 4, на 6 из 5 звезд. Вот это будет прикольно. Так, уезжай. И задание выполняй, пожалуйста. Блин, на самом деле из-за того, что у меня произошел баг, когда вылетел Майнкрафт и сдались все задания, представьте, если сейчас не сдастся. Подожди, что? Нет, он реально не сдается, да ладно! Да, у меня, видимо, вот такой вот баг произошел, то что почему-то в 17 часов посчитало как за 9 вечера. Ну ладно, потом сдастся. Эй, Ло. Слушай, уборщики тут, оказывается, самая опасная переменная. Если систему мы можем обмануть, зная ее алгоритмы, то вот уборщиков... с ними все куда непредсказуемей. Шерон смогла от них сегодня отделаться, но лучше больше не нарываться, понимаешь? Надеюсь, теперь-то она перестанет жаловаться на мое бездействие. В конце концов, тут не так уж и плохо. Ей же все, типа, нравилось? Просто расслабьтесь, давайте вы двое. Походите, посмотрите, ну не знаю, поизучайте Хэнфорд. Вы же в городе толком не были. То, что вы сделали сегодня, нас всех поставило в опасность. Помни об этом. А сильнее всего меня. Я же автоматон. На автоматонов здесь всем плевать. Может быть, я для вас, как и для них, просто железяка, но для себя я, ну типа, единственный вариант. И мне нравится то, какой я сейчас. Живой. Давай, все, запомни мои слова. Ну офигеть теперь, да? Получили выговор за то, что, по сути, нам помогло. Хотя изначально могло и не помочь, и тогда выговор был бы справедливым. Но это мы опустим. Кстати, также не забываем про подарки. Вот, возьми. О, спасибо. Блин, даже не знаю, как тебя благодарить. Да не надо. Главное, что отношения поднимаем. Также мне нужно, например, жареная еда, жареная баранина. О, чел, это реально круто. Спасибо. Пожалуйста. Проверяем сразу отношения. Мне нужен Дилан. 76. Блин, да мы походу поднимем быстрее, чем с Дженой, понимаете? Что ж, наш план залечь на дно в какой-то степени бесполезен, потому что, оказывается, нам подыгрывают. Они знают про то, что мы были в подвале. Сейчас самое главное это сделать так, чтобы Дилан как-то перезаписал себя. Ну, видимо, он и так этим занимается. И, скорее всего, если Дилана обнулят, нам нужно будет перешить его память из компьютера в нового Дилана. Но об этом мы узнаем уже в будущих сериях. Опять же, это только догадки. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Да, очень заезженная фраза, но, тем не менее, она помогает как-то включиться в процесс создания. Потому что, опять же, ваши лайки — это мотивация, а мотивация — это лучший контент! Все взаимосвязано. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и очень скорое обнуление Дилана. Всем удачи, всем пока! Пока! Ты хотела лезть в подвал ради информации, которая уже у нас была. И если... Может быть, дай ты мне список контактов?
ничего этого не произошло бы. О, или ты сдала бы нас еще больше. Да... О, Саймон! Привет. О, Джон, ну наконец-то. Что? О, мамма мия, я понимаю, что это громко звучит, но, внимание, в предыдущей серии мы спасли Дилана. Или не спасли. Походу сегодня или уже вчера его собираются стереть. Пойдем проверим, как говорится. Держим кулачки. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы играем с огнем, черт возьми. Да-да, они знают, что мы знаем, что они знают, что мы были в подвале. А раз мы знаем, что они знают, появляется очевидный вопрос. Какого черта? Какого черта я сейчас сказал? Ладно, давайте попроще. Если для уборщиков мы как открытая книга, и они нам просто подыгрывают, то получается вся наша конспирация это и не конспирация вовсе. Мне сейчас очень грустно думать о том, что оказывается мы плохие шпионы. Поэтому давайте просто перейдем к главному, окей? Дело в том, что сегодня или уже вчера Дилана с высокой долей вероятности собираются или собирались стереть. Он слишком много знает. А раз он автоматон, то разговор здесь с такими короткий. Короче, план у нас такой. Первое, записываем память Дилана в отдельное хранилище. Второе, его память стирают. И, наконец, третье, мы как-то вновь перезаписываем память на нового Дилана. Конец. Звучит как полный провал. О, да. Но надежда умирает последней. Так, короче, как по мне, самое первое, что нужно сделать, проверить... Дилан? А ты все еще Дилан? Чё? Слушай, ничего не произошло. Я тоже был уверен, что меня заберут, но нет. Никаких провалов памяти у меня вроде бы нет. Я не понимаю, почему ничего не произошло. Может быть, они и вправду меня не заметили? Я не знаю, Ло. У меня нет ответов. Будем надеяться, что ничего не произойдет и дальше. Давай. Серьезно? Будем надеяться, что ничего не... Что? Мне не нравится такой сценарный ход. Не-не-не, я же понимаю то, что после такой фразы что-то происходит. Ну какой будем надеяться? Алло! Вот знаете, к этому всему подходит одна единственная фраза. Еще не вечер. Вот что-то точно произойдет. Так, ладно. Карл, доброе утро. Ой, да, доброе утро, Ло. Ну что, готов грызть гранит науки? Я вот готов. И ты давай, готовься. Уф, какое хорошее настроение у Карла. А все, что надо было, это мне посещать универ. Окей. О боже мой, Чет. Доброе. Ой, Ло. Привет. Выглядишь бодро. А меня вот лиса всю ночь за ноги кусала. Ей очень хотелось поохотиться. Не зря у нее такая кличка, да? Ой. Слушай, ладно, я пока посижу. Сиди. Алиса теперь спит. Ну чё, поспит за двоих. Так, окей, Карл, Дилан, Чет и Энди. Наш, как его, футболист, который не выходит из этой комнаты. Как будто. Доброе. Сегодня играю с пацанами в футбол, кстати. Надеюсь, я попаду в команду к нормальным ребятам. В прошлый раз со мной играли какие-то идиоты, болваны. Ничего, сейчас будет нормально. Понятно. Я в целом не ожидал, что будет какая-то другая тема. Футбол и футбик. Единственные три темы, которые его волнуют. Но на самом деле меня тоже немного интересует спорт, потому что, напоминаю, в предыдущей серии мы купили это. Тренажерный зал за 10 тысяч. По идее, уже сегодня он должен появиться, и давай-ка проверим. Здесь... Ой, что это? Это просто окна, понятно. Здесь у нас ферма. Далее другая ферма. Мастерская, на которой я могу прокачаться. Кстати, сделать это надо прямо сейчас. Let's go. Давай. Угу, спасибо. И у меня 61, обалдеть. Как же это много-то уже, да? Вот здесь у нас алхимия, это тоже надо прокачаться. Так. Благодарю. И опыт зарабатываем, про это тоже не забываем. Вот оно. Боже мой, тренажерный зал. Ну-ка, зайдем. Так. Тренировка пройдена. Что дадут?
Да ладно! Сразу поинт? То есть я могу сам выбирать, что прокачивать? Это имба! Ребят, честно, я думал, что мне будет прокачиваться либо живучесть, либо метаболизм, либо стойкость. А тут я могу выбрать сам. Так, ну я, наверное, прокачаю стойкость, потому что это самое крутое. Угу, спасибо. Далее, проверим еще раз соседей. Пока что они все заняты, просыпаются. Время 6:42. Что ж, есть время поднять очень важную тему, а именно базара 0. Теперь краденое можно продавать не только скупщикам. Данный навык стоит 2 очка умения, и получается мне нужно просто прокачиваться, но как? У меня же больше нету фермы. Опять же, в конце предыдущей серии мы пришли к выводу, что нужны специальные задания, которые дают не деньги, а опыт улучшения. Вот тут деньги. Не-не-не, деньги мне не нужны, спасибо. Так, опыт улучшения. Нет, нет. Везде деньги. Блин, ребят, это первый раз, когда я не хочу деньги. Но вот это задание вроде бы просто звучит. Ко мне в гости должны прийти несколько человек. Это для съемок ТВ-шоу. Мне нужно, чтобы все было на высоте. Посуда, бокалы, сервировка. Я хочу заполучить звание хозяина ужина. Так, требуется сковородка и 4 салфетки. Да уж, с таким набором он точно станет хозяином ужина. Соединяем, 4 салфетки получаем, сковородка есть. Ну и вроде бы все. Увы, сдать задание прямо сейчас не могу, ларек закрыт. Ну ладно, тогда пусть пока здесь полежит. А нам тем временем пора возвращаться. Ло. Надо поговорить. Я сегодня договорился встретиться с Шерон. Утром. Я выскажу ей все, что думаю о вашей самодеятельности. Начинаю понимать Карла с его постоянным контролем. Видимо, с вами, людьми, по-другому нельзя. Так, ладно, пора собираться. Ты чего? Подожди, ты хочешь сказать то, что мы еще и сделали плохо? Ты издеваешься? Да, давай, пойдем уже, пойдем. Не, ну просто благодаря тому, что мы пошли с Шерон, мы узнали, что тебя Ну, могли вот, бы давай, я стереть. сейчас к ним Дилан? Видимо, сегодня не только мне не терпится поехать учиться. Знаешь, Карл, сильно сомневаюсь, что дело в этом. Но раз уж мы все собрались, то ладно, можем идти. Так, подожди, слушай, а Дилан, реально? Ты просто взял, собрался и пошел? А тебя там случаем не подменили? Надо следить внимательно сейчас. Вдруг у него на самом деле что-то поменяли, но при этом основу, знаете, вот эту вот поверхность оставили. Ну, вроде бы Дилан, такой же автоматон, такой же друг дружичный, но я слежу за тобой. Так, сюда мы пока зайти не можем, задание сдать тоже не можем. Ну ладно, тогда в универ. Здравствуйте, оплатить университет. Сегодня после смены пойду и лягу спать. Сколько раз ты уже это говорил? Так, Ну привет, Шерон. Да, привет, Дилан. Что, собираешься отчитывать меня? Угу, именно. Но сначала давай отойдем. а я? Ребята, а я тут нужен? Не совсем понимаю. А, ну, видимо, нужен. Ну что ж, как ты могла заметить, тебя вчера поймали. Ну, конечно, я знаю. И мне очень жаль, я уже говорила об этом. Рад, что ты признаешь свои ошибки. Но я сильно сомневаюсь, что ты бы извинялась так же, если бы все пошло по плану. Или что? Я ошибаюсь? Нет, ты не ошибаешься, Дилан. Но я не понимаю, что ты от меня хочешь? Чтобы я просто сидела сложа руки, что ли? Да, Шерон, вот именно. Именно этого я и хочу. У тебя это раньше прекрасно получалось. Не надо! А у тебя никогда не было проблем с пролезанием в подвал. И что? Или ты уже забыл про то, как Ричард вас поймал? То есть, получается, когда проваливается твой план, то все нормально. Можно не беспокоиться, верно? Вы все решите, вы же такие умные. Это небольшая у нас проблемка. Но когда, видите ли, проваливается мой план... О, все, Шерон тупая. Это катастрофа. Хорошо ты устроился, Дилан. Вот как. Знаешь, между этими ситуациями есть огромная разница, Шерон. Ты хотела лезть в подвал ради информации, которая уже у нас была. И если... Не заговаривай! Эта информация была только у тебя. И ты отказался ей делиться. Может быть, дай ты мне список контактов? Ничего этого не произошло бы. О, или ты сдала бы нас еще больше. Серьезно? Ты посмотри! Куда еще больше? Уборщики уже знают, что вы пролезли в подвал. И нет, это не моя вина, Дилан. Поздно быть осторожными и требовать осторожности только от других. Пробовал следовать собственному совету. Ладно, я пойду. Нет никакого желания идти на пару. Или тем более продолжать этот разговор.
Все, давайте. Ложка, пока. Пока. Ребят... Ой, Шерон исчезла. А вы это... Вы чё ссоритесь-то? По-моему, не самое удачное время, чтобы ссориться. Дилан? Как же меня разозлила эта Шерон. Она просто развернулась и ушла. Нет, ты видел, а? Ну и как с этим работать-то? Как? Ну, хотя бы... Слушай, ты ее как-то отчитал, как будто не совсем правильно. Надо было осторожно, ты же знаешь Шерон. И я еще в этом участвую. Я на самом деле не удивлюсь, если обвинят меня. И чё в итоге? Мы просто идем на учебу? Зашибись. Поучаствовали в негативе. Здравствуйте. Не поговорим? Не поговорим. Привет. Чё ж это такое-то? Это чё, папоротник? Ой, блин, не понимаю. Чё у тебя тут? Так это ж пшеница. Разве не видишь? Не-не-не-не, не похоже на пшеницу. Ой, ладно, дай-ка посмотрю твою книжку. Давай. Так это ж трава. Ты чё? Смотри. Тут ты, блин, реально трава. Что? Это самый странный диалог. Реально он смотрел на траву и не понимал, что это трава? Окей. Так, привет. Не привет. Здравствуйте. Блин, может сегодня препод по истории все-таки не придет, а? Я вижу с ним чаще, чем с мамой. Не надейся. Он придет прямо под звонок. Ух ты. Что это? Ай, чё ж они не работают-то? Утром на зарядку ставила. Ой, как же задолбали ломаться. Вау, точно такие же есть у Дилана. Так, я, наверное, не буду сейчас задерживаться, сразу пойдем тогда на учебу. Привет, Джена. Привет. Та-та-та, приветики. Все, на учебу не опаздываем, я уже здесь. Всем привет. Так, 58-й параграф, что? Экологический паспорт предприятия. Ух ты, привет. Да, здорово, я сейчас занят. Давай потом поговорим, ага? И это... Будь осторожнее. Хорошо? О тебе в последнее время очень много говорят. О, привет, здрасте. Не поговорим, со всеми остальными тоже. Окей, тогда учиться. 2500. Шерон? Так, Шерон уже интересно. Что такое? Обиду на Дилана точишь, да? Привет, Ло. Ты можешь поверить в то, что мне сказал Дилан, а? Злости на него не хватает. Почему он вообще так много на себя берет, а? Давно я так не злилась, ой, давно. Да ладно, ребят, ну чё вы? У меня с вами хорошие отношения, давайте я как-то соберусь и помирю вас. Я думаю, вам обоим надо успокоиться и поговорить. А то ваш весь план сейчас реально под откос пойдет, и это будет жопа. Я думаю, Дилан был прав. Ты должна извиниться перед ним. Шерон, ты права, Дилан переборщил. Уверен, он скоро придет в себя. Я думаю, вам обоим надо успокоиться и просто поговорить. Да нет, просто... Я бы вообще не начинала этот спор с Диланом, не начни он читать мне эти дурацкие лекции. Но нет, Ло, сейчас на конструктивный диалог с ним я точно не готова. Может быть, когда успокоюсь. Надеюсь. Слушай, на всякий случай проверим-ка отношения с ними. 68, Дилан 76. Я очень надеюсь, что это сыграет свою роль, потому что, ну не зря же я столько прокачивал. Господи, у меня даже Джена 77. А вообще сразу кое-что скажу. Мне перед этой серией дали подсказку. Такую серьезную подсказку. Не забывай, где ты находишься и кто наверху. Да, я на самом деле в предыдущей серии был в университете, но я не зашел к Саймону Солусу. У меня совершенно вылетело из головы то, что мы находимся по сути в одном месте. Так, чердак, супер. Саймон Солус. Стоп. Скопление скинта? Ема! Как давно я этой штуки не видел. Если кто не знает, то скопление скинта это сила искры. Ну то есть, немножко перефразирую. Вот мироходец использует искру, да? И когда он использует силу искры, маленькие кусочки этой искры вылетают во вселенной. И когда эти кусочки соприкасаются друг с другом, получается это. Скопление скинта. А что ж тогда делает это скопление здесь, если тут никто не может использовать силу мироходца? Это очень интересно, не зря я сюда пришел. Саймон, а ты вообще тут? Саймон. О, Саймон. Привет. О, Джон, ну наконец-то. Что? Какой еще? А ведь знаешь, я надеялся, что ты сегодня ко мне заглянешь. Мне как раз хотелось кое о чем поговорить с тобой. Сейчас...
Не для лишних ушей. Что ж, Джон, ты надеялся, что я никогда не узнаю, что тоже являюсь автоматоном, верно? У меня в коде нет предохранителя, как у Дилана. То есть я всегда должен был считать себя человеком. Ты ведь понимаешь? Будь я чуть слабохарактернее, то просто перегрелся бы. Ха-ха-ха. Или сошел с ума, как Престон. Но тебя это не волновало, да? Начнем с того, что ты разговариваешь не с тем человеком. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я не GDH, я не Джон. О чем ты говоришь, Саймон? Ты человек. Почему я должен был беспокоиться о тебе? Я не тот, за кого ты меня принимаешь? Говоришь, что это очень уверенно. Это правда. Ха-ха-ха. Но почему же ты так думаешь, а? Тебе не нравится мысль, что ты сам создал место, где теперь заперт, а? Думал, что можешь запереть здесь мироходцев и не столкнуться с проблемами. Это называется последствия, Джон. Прими их. Что молчишь? Нечего сказать, да? Самое главное, я ведь ему максимально прямо говорю, я просто не знаю, куда прямее. Я точно знаю, что не являюсь GDH. Даже так? Это бы объяснило, почему ты намного глупее, чем он. И сострадательнее. Одеваешься ты вроде как тоже по-другому. А что? Ладно. Верю. Он вполне мог избежать этой ловушки. Знаешь, а ведь он всегда был таким. Умел добиваться своего. Джон. Еще когда мы работали вместе, мы часто встречались с разными богатыми людьми. Для нашего проекта, как ты понимаешь, нужны были инвесторы. И GDH... GDH был очень убедителен. Вау. Нам сейчас покажут встречу с инвесторами? Прикольно. За все наши встречи нам практически никогда не отказывали. Ох, хорошее было время. Ой, там GDH стоял. Так. Здесь тоже похлопают, верно? Я все правильно понимаю? А, нет, смотри, кто-то... Да. Если после моей презентации у кого-то и оставались сомнения, то вот Джон... Джон... Что-то говорит. А что? Нам не скажут, что говорил Джон? У тебя в памяти это не сохранилось? Блин, ну а как мы узнаем? Ну, всех это поразило, как минимум. Ну, а что тут можно сказать? Джон, он такой. Всегда брал сомневающихся на себя. Так. Убедительный GDH. Да, он такой. Я не знаю, о чем они говорили, но каждый раз это работало, представляешь? Я никогда в этом не участвовал. Мне казалось, что я уже выполнил свою работу. Моя презентация... каждый раз она была идеальна. Но вот правда, будь у нас образец товара, было бы намного проще. Но это... Подожди-ка... Ах ты ж, черт возьми! Ну конечно! Я был образцом! Вот о чем GDH говорил с инвесторами. Я должен был догадаться. Все это время это было на поверхности. Хо-хо. Знаешь, а ведь это был познавательный разговор. А теперь, думаю, тебе пора. Давай, иди отсюда. Что? Чего? Реально? Это был непознавательный разговор. Не для меня, как минимум. Ну ладно, на самом деле мы поняли. То есть Саймон Солус это вообще один из первых прототипов. Возможно, это вообще первый автоматон за всю историю. Нифига себе прикольно. То есть, получается, создал тебя другой я. Ну, подожди, ты меня правда выгоняешь? Я не понимаю. Я должен уйти? Ну-ка. Серьезно? Я не могу открыть. Эй, что за бред? Ты куда в угол забился? Ой, смотри-ка. Он сел за комп. Так, Дилан. Так, короче, ладно, он сел за комп. Мы знаем то, что Саймон умеет пользоваться компом. Да, не знаю, насколько это важно, но давай-ка проверим, Дилан. Эй, Ло, ты чё-то задержался? Что-то произошло? Шерон опять тебя на что-то подбила, да? Нет. Вам двоим надо нормально поговорить. Я расскажу тебе в общежитии. Расскажу в общежитии.
Окей. Супер. Ну, хотя бы нотации мне не стал читать. Короче, смотрите, ребят. Вот эта берлога, она не Саймона Соловская. Она изначально была под GDH. То есть, скорее всего, вот этот чердак, это какое-то секретное место GDH. Потому что вот это вот скопление скинта говорит о том, что здесь пользовались искрой. Судя по всему, GDH специально сделал так, чтобы он смог ей воспользоваться. Но то, что это его проект по вылавливанию мироходцев, это уже досконально известно. То есть, мы понимаем это примерно на все 99%. Даже не то, что понимаем, мы в этом уверены на все 99%. Надо только рассказать об этом Дилану. Так, получается, кампус. От винта. Благодарствую. Ой, кстати, сейчас вот это откроется. Давай. У меня тут салфеточка, у меня тут сковородочка. Какому-то очень крупному инвестору потребовался ужин. Благодатный ужин. Так, Дилан. О, привет. Ну, наконец-то. Ну, давай. Что ты хотел сказать? Ты должен поговорить с Шерон, рассказать все про Саймона Солуса, GDH и так далее. Ну, короче, по сути, все то, что мы и так слышали. Ну, погоди. Ничего нового он же в итоге не сказал. Однако косвенно подтвердил твою теорию, что у тебя все-таки есть злой брат-близнец. И это не ты тут все создал. А еще я, знаешь, не очень понял, как Саймон смог справиться с тем, что он автоматон. Я уверен, что со мной все в порядке именно из-за особенностей в коде. А с ним? Хотя, его же делал тоже ты, да? Ну, то есть твоя точная копия. Так что, наверное, удивляться нечему. Ох, блин, опять после разговора с этим придурочным вопросов больше, чем ответов. Но теперь мы точно знаем, что нам нельзя ничего рассказывать остальным. Ты понимаешь? Потому что Солус явно намекнул, что автоматоны от этого взрываются. Я, кстати, знаю, что мы не обсуждали это, но... Я планировал сделать что-то подобное с Дженой. Мы все еще можем это сделать, кстати. И ее же вроде не жалко, да? Ладно, не смотри на меня так. Я просто шучу. Я знаю, что в этом друзья и все такое. И где же тогда твой злой близнец, если даже Солус согласен, что ты не он? Ладно. Сейчас в любом случае нет смысла об этом думать. Но зато знай, теперь я тоже думаю, что вы можете быть разными людьми. И ты не GDH. Поздравляю. Спасибо. Все? Закончили диалог. Мы опять не высовываемся. Признаюсь честно, если выбирать между Шерон и Диланом в момент их спора, то я 100% выберу Шерон. Она говорит правильные вещи. Нас уже видели. Они уже знают то, что мы были в подвале. Мне кажется, у меня есть стойкое ощущение, что на самом деле Дилана перепрошили. Но очень аккуратно. Пришел я сюда, кстати, не просто так. Я пришел убить коров. Привет. Получаем немного сырой говядины. Далее создаем верстак. Делаем миски и... Та-дам! Тартар. Еще раз привет. Так, мы, кстати, на всякий случай можем поговорить? Кстати, спросить хотел. Мне действительно нужно говорить с Шерон, да? Она просто меня вообще раздражает. Она... Ладно, наверное, сегодня я тоже повел себя не лучшим образом. Но и ты пойми, я делал это не намеренно. Короче, я попробую быть с ней помягче, окей? Ладно, будь с ней помягче. Все сам за себя решил. Мне самое главное, даже говорить ничего не нужно было. Так, говяжий тартар вот возьми. О, чел, это реально круто. Спасибо. Пожалуйста, проверяем отношения. Сколько там уже? 79! Всего лишь проценты. Мы наконец-то узнаем, что будет дальше. Хотя в то же время странно то, что полосочка здесь, а не здесь. Ладно, узнаем. Что у нас по акциям? Что? Нет, я не знаю. Блин, оно выросло! Оно впервые за кучу времени выросло! 100 штук, я продам 100 штук. Да, 25 тысяч. Все, 66 оставлю. Обалдеть, 126! Вау, как давно я не видел таких показателей. Эй, Карл, привет. О, да, привет. Прикинь, сегодня общался с несколькими аспирантами, и они предложили мне пару крутых мест для летней практики. Да, я знаю, что это еще слишком рано об этом говорить, но я все равно еще не определился до конца. Вот, буду думать. Понял. А ты у нас теперь все учителем становишься, прям полноценным? Так, Чет. Ой, блин, прикинь, лиса начала есть из моей тарелки. Разбаловал я ее, разбаловал. Но я не могу ее никак наказать за это. Ну, она такая... Она такая милая. Она у тебя дрыхнет весь день. Кстати, куда ты смотришь? Давай я тебе помогу.
Ой, да, вот так. И как там наш футболист, кстати говоря, поживает? Весь день тут сидел, да? Привет. Чё, везде? Не, мы вообще-то неплохо сыграли сегодня. Тебе надо будет присоединиться как-нибудь, чувак. Ты вроде достаточно спортивно для этого выглядишь, не? Ты потом напомни мне об этом, обязательно напомни. Давай, а пока я занят. Чё, напомнить в футбик поиграть? Да ни за что. Хотя, если только на деньги, я готов поставить серьезную ставочку. Ты погляди, какие у меня деньжища, 26 тысяч. Но это не предел, могу продать еще, будет еще больше. Так, а какие у нас задания? Песочные часы, принести одни песочные часы, принести 100 песка. Ай, даже в полной тишине я слышу этот звук. Тик-так, тик-так. Это ж просто невыносимо. Кажется, я схожу с ума, блин. Мое единственное спасение — это песок. Простой песок в сосуде. Да, так я смогу следить за временем, песчинками и своим разумом. Ух ты, у чувака ОКР. Награда 1000 СТ, 400 опыта улучшения, плюс 160. Но самое сложное здесь это песочные часы, и вы посмотрите... Да-да-да-да, спасибо. Смотрите, где они есть. Вот они, те самые песочные часы. То есть я могу их отсюда в целом взять, и вот я выполнил задание. Но нет-нет-нет, я сделаю свои. Делаются они, благо, проще простого. 2 золота, немного стекла, готово. Далее, получается, нужно 100 песка, добываем. И пока у меня есть еще немного времени, я успею сдать задание, пожалуйста. Так, вот салфетки. О, погоди, а задание-то само взял? Во, я не взял задание, какой же я придурок. Все, теперь взял. О боже, это было страшно. Подожди, где? А, вот песок. Далее нам, получается, песочные часы. И, ну-ка, оно уже, по-моему, должно ехать. Когда оно? Сколько времени? А, 20:50. Фух. Так, ладно, примерно через 3, 2... 1. Поехал, прям появился. Так, и пока почтальон идет забирать все эти вещи, мы тут же идем в общежитие. И даем мега-предмет в виде костной муки Карлу. Да, я чуть не забыл. Возьми. Ой, спасибо, Ло. Как ты догадался, что это то, что мне нужно? Ох, не знаю, не знаю. Сюда. О-хо-хо-хо. Сразу кучу опыта улучшения. И ты погляди! Мне всего лишь 100 надо до 53-го. Ой, сейчас, погоди-ка, погоди-ка. Супер быстро поднимаемся наверх. Далее добываем немного пшеницы. И... Давай, давай, я знаю то, что ты уже можешь прокачаться. Большое спасибо. Денег стало еще больше. Выполнение задания «Званый ужин», выполнение задания «Песочные часы». И то по 1400. А акции у нас тем временем... Что? Нифига себе! А почему? Блин, Нет, стоп! Акции, я зачем их продал? Я мог сейчас так разбогатеть. Черт, я теперь чувствую себя обманутым. Так, ладно, пока у меня достаточно денег, пока у меня дофигища денег, мы не паримся. Нафиг мне эти акции, если у меня и так 30 тысяч на балансе, да? Так, еще раз, поговорить с кем-то. Дилан нет. На всякий случай Чет, Карл, нифига. А Энди... То же самое. Что ж, ребята, я уже прекрасно это вижу. Вот этот сценарный ход, когда есть затишье и буря не за горами. Мы с таким сталкивались уже множество раз, но самое главное, это то, что наконец-то все нужные нам люди поверили. Не я создавал этот остров. Я не GDH. И вот с этим мы будем работать. А как мы будем с этим работать? Посмотрим. Может быть, даже на пароходе уплывем отсюда. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Я понимаю то, что это сложно, да, там пару кликов. Но, тем не менее, запомните, это огромный буст к мотивации. Буст к мотивации, которым мы стараемся дорожить. Поэтому я правда надеюсь, что вы не поленитесь. Это всего 2 нажатия. Спасибо большое за подписку, спасибо за лайк. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И наконец-то правда про меня, что я не GDH, которая дошла до всех. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Как думаешь, что будет с тобой, если мы попадемся? Они готовы пойти на убийство? Так ты тоже хочешь уйти отсюда? И тебя тоже отсюда не выпускают? Если даже меня не выпускают, то у тебя еще меньше шансов, не, поверь. О да, мир, дружба, жвачка. Наконец-то все и даже Саймон Солус удостоверились, что я никакой не GDH. Меня не зовут Джон, и я сам не против выбраться с этого острова. Как говорится, теперь работаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Пора бежать и пора начинать. Поехали!
Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю, реально, сезон, в котором мы всем все доказали. Да-да, напоминаю, с тех пор, как мы пробудили Саймона Солуса, он не хотел верить, что я не тот, за кого он меня принимает. Он ошибается. А раз уж я не GDH, то значит я не предатель, не создал этот остров, у меня нет на автоматонов никаких злодейских планов, и со мной можно говорить открыто. Я правда очень надеюсь, что теперь ответы мы будем получать напрямую. Как раз сегодня, кстати, и проверим. Напомню, одна из наших главных целей — узнать, что за остров, на котором мы находимся. Зачем GDH создал этот непонятный роботизированный мир? И тем более, какая выгода от этого мира инвесторам? Инвесторов не я придумал. Нам о них буквально в предыдущей серии рассказали. Короче, наконец-то начинает появляться то, что я так сильно люблю. Внутренние ответы. О, да! И куда приведут нас эти внутренние ответы? Посмотрим. А пока что доброе утро, Обилка. Доброе утро, Дилан. Да, доброе утро, Ло. Чё с тобой? Да я вот... Как думаешь, что будет с тобой, если мы попадемся? Вот если поймают меня, то я наверняка потеряю воспоминания или меня сдадут в утиль. А что с тобой, Ло? Они готовы пойти на убийство? Для тебя уже успели подстроить аварию, помнишь? Но они не пытались от тебя избавиться, иначе ты бы явно уже не выкарабкался. В больнице же тоже работают автоматоны. Они следили за тобой, ухаживали. Почему они просто угрожают тебе, если ты создаешь столько проблем? Сложно. Вся эта система настроена на счастье мироходцев, да? Возможно, они не хотят причинять тебе вред. Пока что. Но тогда у них нет никакого способа давить на тебя, кроме автоматонов. Тех, к которым ты привязался. А это, как ты понимаешь, ставит меня в еще большую опасность. Но, ладно. Кажется, сейчас они ничего не собираются предпринимать, так что... Живем. Иначе со мной бы уже давно что-то сделали. О, черт. Вау, это очень хорошая мысль от Дилана. На самом деле я даже больше скажу. По-моему, впервые за весь сезон я почувствовал в его словах страх. Если не могут пригрозить мне, не могут меня избить, не могут там у меня что-то забрать, не могут меня убить, то... Они вполне себе могут передать ясную мысль. Либо ты с нами, либо ты против нас путем убийства автоматонов. Да, хорошую мысль ты подал. Чет, доброе утро. Привет, Ло. Чё, как у тебя дела? Да, ну, как тебе сказать? Нормально. А вот у меня сегодня сложные пары. Надо будет заранее подготовиться и подготовиться. И... Ну ладно, в общем, ты понял. Я буду готовиться. Готовься, Чет. Карл, а Пунцию смотришь? Чё с ней? Привет, Ло. Я сегодня видел такой классный цветок, не представляешь. Как думаешь, может быть, купить еще один? Я знаю, да, я знаю, что у меня и так уже много растений, но из-за того, что я перенес часть цветов в универ, мне так хочется новые покупать. Я просто... Ладно, пока что повременю. Вот у кого действительно все без изменений. Но цветы у тебя действительно новые не появляются. Ты бы горшки-то убрал. Такс, что у нас по футболисту? Что с тобой? Да, доброе утро, чувак. Сегодня надо лабы защищать, блин. Вечно что-то придумают там. У меня из-за этой учебы мало свободного времени. Ладно. Готовиться. Раз в неделю сходить на учебу, бедняга, бедный Энди. Так, слушайте, у меня тут немного говяжьего тартара завалялось. Дилан, привет еще раз. Сделать подарок. О, чел, вот это реально круто. Да, без проблем. Так, проверяем сразу отношения. И, по-моему... Да! Наш первый статус отношений — дружба! У-ху! Теперь мы точно уверены, что с Диланом будет все максимально шедеврально. Как минимум в плане дружбы. Как минимум в плане статуса отношений. Давай-ка, наверное, то же самое сделаем с Карлом. Привет! Так, сделать подарок. Ой, Ло, как ты догадался, что это то, что мне нужно? Спасибо. Пожалуйста, Карл, пожалуйста. Сразу с ним тогда тоже проверяем. И это 82. Вы посмотрите, как круто. Мы просто вровень идем. Нам надо то же самое сделать с Дженой, потому что сейчас доверие. Всего 3% не хватает. Вот всего 3. Мало, но так тяжело. На всякий заранее не забываем кормить овец, свиней, коров. Привет, ребят.
Хе-хе-хе, надеюсь, что на всю эту огромную толпу появилось какое-то сочное задание. Ну-ка, мечта рыбака, принесите костер, трубу и удочки. О, смотри, дает 600 опыта улучшения, хорошо. Такое мы 100% принимаем. Удачное предложение, шкатулка, плюшевая черепашка. Сколько? 200 опыта улучшения, серьезно? Не-не-не, спасибо. Увы, но все остальные задания никак не связаны с животными. Ни жир, ни мясо, ни шерсть. Жалко. Заранее создаем 5 удочек, перекладываем куда-нибудь сюда, и нам остается, я уже, честно говоря, забыл, по-моему, костер и какая-то подзорная труба. Делается при помощи осколка аметиста, а у меня такого нет. Я помню то, что в шахте находил, но какой? Либо той шахте, либо той. Ну ладно, потом разберемся. О, вовремя, вовремя. Привет, Карл. Да, Ло, привет. Эй, ребят, ну что, вы готовы идти? Да, точно. Сейчас это уберем. Как неторопливо готовимся, да? Ну, вот теперь готовы, да. Карл с таким воодушевлением каждый раз. Кто-то готовится на учебу, тем временем Карл. Так, все, погнали. Блин. Что такое, Дилан? Ты плохо спал, да? О боже, не беспокойся, Карл, все нормально. Ты чё, всю ночь в игры играл, да? Боже, я достаточно разумен, чтобы так не делать. Просто не мог заснуть, не более. О, так получается, у тебя что-то болело. Что-то болело ведь. Да ё-моё, Карл, я ж тебе сказал только что, не беспокойся. Пойдемте лучше к автобусу, а? Ну ладно, пойдем. Ну, видимо, кстати, он не мог заснуть как раз из-за вот этой мысли. То, что чем больше мы в эти дебри входим, тем больше опасности для него. Даже не для меня, понимаете, я-то ничем не рискую. Потому что весь этот мир, ну, прям очень заботится о мироходцах. Так, поболтать с кем-нибудь на всякий пожарный, как говорится. Далее оплатить университет. Да-да, отправляйте. Благодарю, мистер водитель. Всем привет. Так, меня кто-то поджидает. Ух ты, меня, по-моему, за длительное время впервые никто не поджидает. Ни Шерон, ни Ди... Стоило только сказать, да? Эй, привет, ложка. Да, привет. Слушай, я хотела подойти к Дилану, но потом увидела его самодовольное лицо и... Тебе не кажется, что он слишком много на себя берет, а? Будто пытается контролировать наши жизни. Это как-то связано с тем, что он узнал о себе, да? Он узнал, что всю жизнь ничего не контролировал и теперь отыгрывается. Нет, на самом деле я еще в предыдущей серии говорил о том, что вполне вероятно, как бы есть такая толика вероятности, что Дилана на самом деле перепрошили. Опять же, это не утверждение, это лишь моя микродогадка, которая наверняка будет вообще неправдивой. Пожалуйста, не подвергай Дилана психоанализу, окей? Ой, Шерон, поговори об этом с ним, не со мной. Слушай, Шерон, я думаю, ему тоже сложно справиться с этой ситуацией. Он же испытывает те же эмоции и чувства, что и мы. Дилан... Он просто сильно беспокоится за нас. Вот, кстати, благодаря утреннему разговору я понимаю то, что это скорее правда. Ему действительно страшно. Да, так что Дилан просто беспокоится. Ну ладно, возможно, ты прав. Ой, эти автоматоны, они так похожи на людей. Может быть, мне не нужно их как-то разграничивать. Я попробую. А вообще, ладно, я пошла на пары. Хорошего тебе дня, Ло. Пока. Пока. Ну вот. Надеюсь, то, что рано или поздно они как-то подружатся снова. Ну или хотя бы не будут гавкаться друг на друга. Здравствуйте. Сегодня планирую на философии ничего не делать. Хочу посмотреть фильм или книгу почитать. Мне кажется, это звучит заманчивее, чем изучать то, что мне никогда не понадобится, да? Прикольный план. Действительно прикольно. О, стоп, что? Дилан? Странно, мне казалось, он был дальше. У меня пару последнюю отменили. Смогу побольше поспать. Поздравляю. А у меня вот ничего не отменяют. На меня только накидывают и накидывают, накидывают и накидывают. Здравствуйте. Какие у вас красивые волосы. Спасибо. Хочу после пар прогуляться в парке. Покормлю уточек. У них такие лапки милые, блин. Уточки. Ага. Ну хорошо, мистер с зачетной прической. Всего доброго. Ой, блин. Я пропустила всего пару тем по художественному переводу. Ой. Итог? Я ничего не понимаю. Вообще.
Ненавижу новое расписание. Ставят несколько одинаковых предметов. А что потом делать тем, кто болел, а? Правильно, страдать. Ах, блин, что тут написано? Ой, блин, такая жиза, серьезно. У меня такое было. Помню, заболел на 2 недели, потом прихожу и ничего не понимаю, что там изучалось. Так, кабинет 207, все правильно. Что-то сегодня как-то много студентов. Так, о, Ричард. Ричард, привет. Ну, да, сейчас. Привет. Слушай, Блин, я, наверное, пожалею об этом, но... Садись со мной, а? Я хочу поговорить с тобой после этих пар. О, что? А вот это уже интересно. Так, Рен, не поговорим. Студент, Ника. О, студентка с Никой сидит. Я первый раз такое вижу. Так, ну ладно, давай сядем. О чем интересно он хочет поговорить? Ага. О, Шерон печатает. Так, давай-ка, наверное, сначала Шерон прочитаем. Эй, встретимся у университета. Ну да, конечно. Блин, сейчас, погоди, со мной Ричард хочет о чем-то поговорить. Нет, Шерон, я сегодня занят. Так, погоди, со мной Ричард хочет о чем-то поговорить. Так, ну... Что, получается, снова привет, да? Ложка? Слушай, я знаю, что в последнее время избегал тебя, чувак. Просто родители сказали, что я не должен с тобой общаться. Что ты не должен был знать об этом всем. Они думают, что это я тебе все рассказал, прикинь? Я даже не знал, что есть люди, которые не должны знать. Ну откуда мне было знать-то, блин? Их чуть не уволили, когда заметили, что ты попал в лабораторию. Не-не, чувак, ты если что это, ты не подумай. Я никому ничего не говорил, я молчок. Я понятия не имею, как об этом узнали. Но я тебе просто передать хочу. Ты не должен это делать, ты прекрати это все, ага? Давай, не надо. Из-за тебя в системе происходит много сбоев. Она никогда не была рассчитана на такое. Ты хоть представляешь, насколько недовольны инвесторы? Они же... Автоматоны, они дорого стоят. А из-за тебя приходится постоянно новых закупать. Прекращай. Вау. Вот это поток. Ну, так выпустите меня отсюда и все, в чем проблема? Я просто уйду, и как бы ладно, выпустите. Ричард, а ты знаешь, ты тоже постоянно ломаешь сценарий своими пранками. Мы в одной лодке. О, я рад, что смог сделать чью-то жизнь сложнее. Слушай, Ричард, твои родители занимаются плохим делом. Может, наоборот, лучше, чтобы их уволили? Ну, ты тоже постоянно ломаешь сценарий пранками. Ну так именно, чел. Я ломаю сценарии. Не всю систему, блин. А ты все рушишь, ты, блин, все. Без какой-либо причины при этом. Ну как это? В смысле? Я люблю хаос. Я бы ничего не ломал, если бы меня отсюда выпустили. У меня есть причина. Я пытаюсь отсюда сбежать. Вообще, кстати, да. У меня есть причина. Я хочу уйти отсюда. Чего? Подожди. Так ты тоже хочешь уйти отсюда? И тебя тоже отсюда не выпускают? Не, чувак, вот тут реально легче сдаться. Если даже меня не выпускают, то у тебя еще меньше шансов, не, поверь. О, вот как. Слушай, хорошо, что мы с тобой напрямую начали общаться. Мне начинает казаться, что ты прав. Ты можешь сдаться, а вот я продолжу попытки побега. У тебя что, совсем нет идей, как сбежать отсюда? Так, ну если он тоже хочет сбежать, то давай, у тебя нет совсем идей? Ну а что тут думать-то? Для этого нужен корабль. Очевидно же. Это же остров, и он расположен далеко от материка. Но любой корабль здесь серьезно охраняется. Мы не можем просто взять и избавиться от охранников. Это люди, а не какие-то там машины, автоматоны. Так что не, чувак, это ну реально без шансов. Я пытался убедить родителей увезти меня отсюда, но... Если бы у меня получилось, ты бы меня не встретил. Да. Блинский. Ну это... Если что, я уже рассматривал все возможные варианты. Без разрешения уборщиков нам отсюда точно не уйти. Но если ты все-таки найдешь способ, то зови меня. Я с удовольствием присоединюсь, реально. А теперь давай. Мне идти надо. Родителям не понравится, что я тут задерживаюсь. Они подумают, что я с тобой. И будут правы. Пока, чел. Пока, Ричард. Вау, это первый диалог с Ричардом, от которого я
в восторге! Мне реально понравилось! Это был самый продуктивный диалог с Ричардом. Так. Получается, он тоже хочет отсюда уйти. Но даже несмотря на то, что он обычный человек, смотрите, он обычный человек, его отсюда не выпускают. А с мироходцами разговор немного другой. Их не выпускают, потому что... непонятно почему. Но зато мы только что подтвердили, за это платят инвесторы. То есть инвесторы наблюдают за тем, как мироходцы живут в этом городе и что? Не, реально, пока что вообще непонятно. Так, Шерон в итоге... О, вот и Шерон. Эй, привет. О, ложка. Да, сейчас. Что этот сын уборщиков от тебя хотел? Опять они начинают... Ладно, в любом случае, сейчас это не так важно. Мне кажется... Мне кажется, что скоро что-то произойдет. Меня начали очень сильно нагружать в издательстве, и... когда мы стали меньше общаться, редактор сильно успокоилась. Думаю, после того, как нас заметили около подвала, за мной усилили контроль. Возможно, система пытается снова нас разделить. И я не думаю, что меня снова переселят. Это будет глупо. И к тому же я сама не уверена, что соглашусь на очередные переезды. Так, и что же ты хочешь мне этим сказать? Не соглашайся. У нас и без этого достаточно препятствий. Так, нет, продолжай подыгрывать. Эй, Шерон, тебе еще ничего не предложили. Чё ты паникуешь? Не соглашайся, не надо. Да, я так и подумала. Просто захотела тебя предупредить. Но ладно, ты, если что, не беспокойся раньше времени. Меня просто могут нагрузить работой или тебя займут волонтерством. Так что давай, иди отдыхай. А я пойду в издательство. В очередной раз. Использую это время для настоящей работы над книгой. Симуляция или нет, советы от редактора поступают очень, вроде как дельные. Выжму из этого опыта максимум. Увидимся, Ло. Пока-пока. Давай, удачи тебе с написанием. Вот на самом деле это то, о чем я говорил примерно серии 2 назад или даже серию назад. Типа ощущается вот это затишье перед бурей. И теперь Шерон говорит, кажется, скоро что-то произойдет. Меня начали очень сильно нагружать в издательстве. Да, меня тоже начали нагружать в плане волонтерства. Но скажу честно, меня сейчас больше напрягает то, что как будто бы из нашего дела начинает выпадать Дилан. Он постепенно начинает давать заднюю, причем не специально, как будто его реально перепрошили. Но это опять же только догадка. Кампус. Сегодня после смены пойду и лягу спать. Та-та-та, мы кучу раз это слышали. Иди и спи. О, кстати. Так, удочки. Сколько у меня удочек? 1, 2, 3, 4, 5. Мне нужно 5 положить сюда. И далее мне нужна подзорная труба, та самая. Блин, осколок аметиста. Давай быстро пойдем, добудем. О! Что? Ребят, это, по-моему, был самый быстрый поиск. Что? Это таракан? Фу, какая мерзость, какой-то огромный. Так, а у нас тем временем аметистовая руда. Привет, таракашка, еще раз. Че, любишь аметисты? Я вот этот заберу, окей? Тебя трогать мы не будем. Далее идем к общежитию, немного меди забираем. Все это дело соединяем. И та-дам! Подзорная труба. Также нужно принести 1 костер, но это не проблема. Уже все есть. И вот оно, забирайте. И с этого задания мы получим 852 опыта. СТ, конечно, немного, но мне сейчас главное не деньги, мне нужен опыт. Я как никогда понял, что важно прокачиваться. О, Дилан. Чё такое? Сегодня что-то произошло, да? Так, рассказать все, рассказать про Ричарда, рассказать про Шерон. Рассказать все. И про то, и про другое. Ага, вот оно как. Ну, как я и думал в целом. Любые способы отсюда сбежать будут очень охраняться. Значит, Ричард тоже хочет сбежать, да? И при этом он поддерживает систему. Надо выяснить, что для него важнее. Возможно, мы сможем убедить его перейти на нашу сторону. Он может знать что-нибудь полезное. Ну или, как минимум, подслушивать разговоры родителей. Точно. У него есть свободный доступ к подвалу, ты понимаешь? Нам точно нужно как-то с ним объединиться. Я вот только не уверен в наших шансах. Я был бы осторожен с ним. Хотя опыт показывает, что говорить тебе об этом бесполезно. О словах Шерон надо тоже подумать. Что-то произойдет. Я не думаю, что прям что-то глобальное произойдет. Скорее всего, ее просто загрузят работой, как она и сказала. Поэтому, может быть, даже оно и к лучшему. Меньше будет лезть куда не надо. И не будет приносить проблем. Надо понять, как мы сможем найти корабль. Так... Ладно.
Буду искать. Окей, так, корабль. Ну, вообще, давайте вспомним. Мы видели хотя бы раз порт. Река, вот она идет, вот она куда-то... А, ну так погоди, господи! А вот же вода! Нет, скорее всего, я ошибаюсь, потому что вот, например, еще дорога куда-то вниз идет. Там мы ни разу не были. Но сам факт, что город остается неисследованным до конца, остается фактом. Так, ладно, получается, с Диланом больше... Слушай, Ой. как думаешь, есть шанс, что у Соуса есть какой-нибудь частный корабль? Хотя ладно, я знаю, что вряд ли. У меня просто нет вариантов. Я сильно сомневаюсь, что возможно уплыть на лодке, сделанной вручную. И никто из нас не умеет строить лодки для дальних путешествий. Ну или вообще каких-либо путешествий. Надо хоть что-нибудь найти, хоть что-нибудь. Или придется как-то избавляться от охраны. А я бы действительно хотел этого избежать. Продолжу думать. Думай. Так, Саймон Солус, ты погоди, может это намек? Саймон. Не написать. Блин. Тем временем в этой комнате у нас никого. Ни Чеда, ни Карла. Так, Энди. Энди, все еще сидишь. Ну чё, учился? Конечно, чел, я сегодня хорошо поработал. Можно еще пару дней не ходить в универ. Ладно, не парься, я шучу. Пойду я на пары, пойду. Я еще не все работы сдал. Работы, блин. Бедняга, учиться надо. Ну ничего. Поучишься, может быть, поумнеешь. Чет, а ты что тут делаешь? Блин. Ой, я так сегодня вымотался, Ло. Блин. Возможно, даже лягу пораньше сегодня. Всегда, когда я это говорю, засыпаю еще позже, чем обычно. Ну ничего, не в этот раз. Надеюсь. Давай, удачи. Прикольно. В холле кто-то сидит. Так, вопрос на 203 миллиона ничего. Я могу ремесло прокачать? Блин, нету Смита. Карл? Карл, ты что делаешь? Это мой тростник. Ой, сегодня моя группа выезжала за город для занятий. Мы помогали на ферме со сбором урожая. Я смог наконец-то увидеться с семьей. Так давно их не видел, блин. Это был замечательный день, замечательный. Ой, как же хорошо. Я рад за тебя, Карл, а что ты трогаешь мой тростник, я не понял. Это я его вырастил, это мой, это мое, блин. Так, слушайте, мне кажется, что рано или поздно этот тростник пропадет. Поэтому мы заранее добудем все то, что здесь есть. Не нравится, как он здесь ошивается, этот Карл. Положим куда-нибудь сюда, и все. Запасы созданы. Далее, пока у меня есть время, я хочу кое-что проверить. Давно мы не были, знаете где? Мы давно не были в автовокзале Хэнфорд-Сталь. Внимание, следующая остановка не предыдущая. Ага, да, спасибо. Так вот, это тот самый промышленный район, где есть гопники. Именно у гопников есть специальные контейнеры, которые можно взламывать, и по идее там находить всякие предметы и потом уже продавать. Но я вот что заметил. Взлом. При взломе контейнеров дает дополнительные деньги, максимальное количество которых увеличивается на 10 СТ за уровень. Меня тут вроде никто не видит. Давай, оп. О боже, уровень новичок. Как давно я не играл на уровне новичке. Это такие простые контейнеры. Так, вы видите тут плюс 80 СТ? Я вижу только 15, еще пару копеек и все. А какие контейнеры надо ломать тогда? Так, давай-ка аккуратно здесь пройдем. Привет. О, сложность бывалый, да? Очень сложно, очень сложно. Сюда, ну-ка. О, учебник ловкость рук. Защита, хорошо. Вот это мы по-любому прокачиваем. Слушайте, хорошие контейнеры. Но при этом нет, дополнительных денег я не нахожу. Кстати, мне писали, наткнись на гопника. Посмотри, что будет. Давай попробуем. Привет. Ты Опа. чё, борзый, зубы давно не считали? Господи! Ребята, реп за реп. Тихо, боже мой! О, он кинжал достал! Охренеть, что-то я, походу, зря это сделал. Ой, ребят, меня сейчас убьют, Так, срочно! Ай, все, вот здесь не достанут. Я играю в Майнкрафт, ребята. Уж что-что, а механики Майнкрафта мне подвластны, это уж точно. Тогда мы тебе... Оп. Я что-то погорячился. Нифига себе! Батюшки, мне с них еще и дроп падает! Ха, как это круто! Куриный суп, полноценное питание, комфорт. Сюда. Слушайте, а гопники-то у нас вполне себе комфортно здесь гуляют, с комфортным супом. И давай проверим, какой дроп еще выпадет. Браток,
хватит. Офигеть, какие деньги! И тебя тоже, давай. Хватит, хватит. Блин, сумасшедший. Так это вы напали, а не я. Слушайте, ну неплохо. Мы заработали примерно 200 СТ за эту вылазку. И это ведь еще не все. То есть мы можем, например, вот это взломать. Как-то очень аккуратненько. И здесь еще деньги, деньжище, я бы даже сказал. Ребят, я реально могу признать, ходить гопником круто. Драться с гопниками это тоже круто. И это самое главное при условии, то что мне не нужно никакое задание брать. Это деньги здесь и сейчас. Мне не нужно ждать, пока что-то выполнится, что-то сдастся. Ну ладно, ребят, прикольно с вами было поболтать. Давайте, пока. Так, ладно, пора возвращаться до... Опа-на, Джена, погоди-ка. Слушай, Джена, а что тебе нравится? Блин, я просто хочу попробовать что-то подарить ей, потому что тогда у меня будет дружба. Да-да-да, сейчас 77, и мне не хватает всего 3%. Я попробую подарить ей морковку. Я очень надеюсь, что получится, пожалуйста. Убери это от меня немедленно, Ло, и никогда больше не приноси. Я... Господи, зачем? Надо было просто не рыпаться. Не совсем, правда, понимаю, чем ей не понравилась морковка. Ну, казалось бы, вкусная еда, полезная. Я потом еще, конечно, попробую подарить ей что-нибудь другое, может быть, получится. Но то, что ей не нравятся овощи, это странно. Что ж, все мы прекрасно понимаем то, что если даже Шерон сказала, что скоро что-то произойдет, то, скорее всего, это не просто скоро. Возможно, это уже даже следующая серия. А учитывая то, что следующая серия может быть даже юбилейной... Ой, ладно. Посмотрим, как говорится. На этом, я думаю, мы будем постепенно заканчивать. Если вы знаете, о каких контейнерах шла речь, скажите, пожалуйста, потому что я не понял. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки, потому что все это огромный буст к мотивации, на котором живем мы, вся команда. Потому что все мы держим в голове одну истину. Дальше... больше. И пытаемся придерживаться. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Затишье перед бурей. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Ночью меня пытались забрать уборщики, но я сбежал. Срочно иди по этим координатам. Е-мать. Это не просто что такое. Это полноценное... Что? Дилан? Я... Мистер Лолошка, вас ожидают. Ой-ой-ой, дополнительная слежка, нагрузка по учебе, еще больше занятости, и при этом все чаще повторяющаяся фраза «Скоро что-то произойдет». А это скоро случаем не прямо сейчас? Давайте узнаем. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы при полной боевой готовности. Именно, деньги есть, дружба с соседями есть, учебу ни разу не прогулял. Если задуматься, я почти идеальный кандидат ответственного студента, да? Правда же? Короче, Ричард, говорящий, что меня начали часто обсуждать уборщики, и Шерон, повторяющая, что как будто скоро что-то произойдет, это, конечно, интересно. Но учебу из-за этого я точно не пропущу. Я ответственный студент, черт возьми. Значит так, как говорится, всем доброе утро. Дилан, привет, поболтай... Что? Вау, Дилан не в своей комнате, это что-то новенькое. Дилан, привет, поболтаем. Так. Дилан, привет, поболтаем. Не понял. Подожди, а сколько вообще времени сейчас? 6:09, да. Это то самое время, когда он обычно вот здесь на кровати. Вот даже обилка только встает. Я не понял, сообщение. Эй, Ло, срочно! Ночью меня пытались забрать уборщики, но я сбежал. Координаты прилагаю. Срочно иди по этим координатам. Е-мать. Знаете, вот это явно не то, чего я ожидал. Ты в порядке? Мне нужно что-то принести. Ой, могу Шерон написать. Та-та-та. Шерон, привет. Можешь приехать в общежитие? Встретимся около университета, надо поговорить. Так, можешь приехать в общежитие? Да, могу. Сейчас сяду в автобус. У тебя что-то случилось? Ну как тебе сказать? Да, Дилана забрали. Расскажу, когда приедешь. Во, вот это. О, черт. Значит, случилось. Все, ладно, еду. Так, о, погоди, компьютер. Так, нет, эта штука не активируется. Та-та-та, вот это действительно интересно. Эй, Чет, доброе утро. Ой, Ло, слушай, я тебя не понимаю, чё ты панику-то разводишь?
Может, Дилан просто в универ пораньше уехал, а? Или к девушке ночью? Это же не первый раз, когда его нет утром. Хотя... В прошлый раз вы вроде как писали об этом. Но, наверное, еще рано поднимать панику. Давай, не надо, Ло. Но хотя Карлу это не объяснишь. Ой, блин. Начинается утро в деревне. Да, ну давай с Карлом тогда об этом побеседуем. Карл? Дилана это... Нет. Ой, да, алло, я тоже сегодня утром не видел Дилана. Думаешь, у него что-то произошло? О, на него совсем не похоже так рано уходить, совсем не похоже. Знаешь, я даже не думаю, что он просто погулять пошел. Я написал ему, а он не отвечает. Надеюсь, все в порядке. Тебе-то он ничего не писал, кстати? Написал? Сейчас скину тебе координаты. Ого! Ну, слушайте, нет, Карлу я этого точно не скажу. Он написал, что ушел на утреннюю пробежку. Уверен, Дилан скоро вернется. Нет, он ничего не писал. Ну ладно, надеюсь, он скоро вернется и объяснится. Ой, Дилан, опять ты за свое. Да уж, было бы желание Дилана, он бы, наверное, всю жизнь провел в этой комнате. Так, Энди, а тебе чуть не забыл, привет. Ой, блин, это Карл, блин, ё-моё, панику свою разводит. Ушел его сосед куда-то, ну и какая разница, а? Он же не нянька ему, да? Достал уже. Энди, где Дилан? Ты не видел Дилана? Будто мне дело до него есть, блин. Задолбал эти нюни распускать. Да. Что ж, другого от Энди мы не ожидали. Так, мне сейчас нужно что, по координатам идти? Или мне нужно Шерон дождаться? Так, Шерон еще не написала, еще едет. Ну, наверное, мне действительно нужно на остановку. Так, пока что я никого не вижу. Нет, Шерон пока нет. А сколько времени? 6:48. Ну да, время такое раннее. Не, на самом деле, чисто теоретически, я могу пойти по этим координатам прямо сейчас. То есть... О, Шерон. Эй, Ло, я приехала. Так, ладно, плевать на координаты. Сначала Шерон. И куда же ты приехала? В общежитие или на остановку? На остановку. Так. Привет. Что у тебя произошло? Давай. Обычно мы встречаемся у меня дома или около университета. Почему ты позвал меня сюда, Ло? Неужели это настолько срочно? Да, Шерон, это пипец как срочно. Вот, смотри, Дилан пропал, вот координаты. Так. О, какой кошмар! Так, ладно, мы туда вдвоем пойдем? Или будет лучше, если ты один сходишь? Если не будет нас двоих, то это может привлечь внимание, понимаешь? Вот. Но я уже привлекла внимание, приехав сюда, так что... Давай, думай. Ну, слушай, вообще, кстати, логично говоришь. Если не будет нас двоих, это может привлечь внимание. Слушай, давай, я думаю, то, что я один справлюсь. Мне почему-то кажется, что я один справлюсь, поэтому я нажму один. Я не хочу сейчас как-то рисковать Шерон, потому что, ну, у меня какое-то предчувствие такое очень опасное, знаете, опасное предчувствие. Я пойду один. Хорошо, я понимаю. Дилан так и не ответил, да? На всякий случай возьми его ноутбук, если ему понадобится что-то с кодом сделать. Ой, как же я надеюсь, что он не пострадал. Надо будет извиниться перед ним, когда он вернется. Ладно, иди, бери ноутбук. И, наверное, даже провод тоже не забудь. Дилану уже нужно будет как-то подключиться к своей системе, верно? А я поеду в универ и буду вести себя так, как образцовая ученица. Вот. Или я могу, наоборот, привлечь к себе внимание. Попробовать пробраться в подвал еще раз, например. Тогда они отвлекутся и... В общем, это тогда точно всех отвлечет. Я так паникую. Так, тихо, Шерон, давай, успокойся. Не надо. Больше никакого подвала, сиди тихо. Так, слушай, давай-ка лучше поехали со мной. Ты в последнее время такая непредсказуемая. Я боюсь тебя оставлять. Шерон, ты гений. Звучит отлично. Уверен, мне будет легче, если ты всех отвлечешь. Не надо. Больше никакого подвала, просто сиди тихо. Ну, я могла бы придумать какое-нибудь другое отвлечение. Ну ладно, я не буду ничего делать, если ты так хочешь. Только это, Ло, будь осторожен, хорошо? И зайди ко мне, когда вернешься. Ну или хотя бы напиши. Ох. Так, ладно, я пока здесь посижу. Окей. О, Энди. Так, он сейчас пропадет, да? Да, пропадет. Окей, ноутбук. Надо взять ноутбук Дилана и пойти по координатам. Боже мой, это самое вообще нетипичное начало. О, Чет идет на учебу.
А я, видимо, уже с учебы. Хе-хе. Мне нужно, получается, прямо сейчас где... ты подожди, что? А этот сундук здесь разве был? Я этого сундука никогда здесь не видел. Но, видимо, это очень нужная штука. Так, аккуратненько. Опа. Так вот оно-ка. Плюшевый тюкседокод. Так, деньги, учебник по взлому, это мы сразу используем. Далее, кабель. Так, это, видимо, то, что мне как раз понадобится. Зонтик. Не знаю насчет плюшевого кота, но давай так и быть тоже возьмем. Мало ли на будущее пригодится. Уберем пока куда-нибудь сюда. И вот теперь самое интересное. А что мне делать реально? Неужели идти по тем координатам? Вот давайте посмотрим, какие у меня сейчас координаты. Минус 2211 и 676. Минус 2200. Окей, а он мне сказал минус 3300. Это же как далеко бежать-то? Так, погоди, а самое главное, куда бежать? Ага, вот в эту сторону. Ой, Карл. Так, Карл, если что, я нормальный, я иду на учебу. Честно. Да. Не, ну слушайте, вроде бы я правильно бегу. Единственная координата Z у нас либо 112, либо 104. Благо, они не отличаются друг от друга, поэтому мне нужно свернуть вот в эту сторону. О! Стоп! Внимательно смотрим на миникарту. Это что такое? Это не просто что такое. Это полноценное... Что? А это заброшенная территория у вас тут и... Дилан? Так. Мне даже немножко не по себе сейчас становится. Чего? Дилан? Привет? Мистер Лолошка, вас ожидают. Прошу за мной. Что? Дилан, что с тобой сделали? Куда ты меня ведешь? Что ты делаешь, Дилан? Мы должны уходить отсюда. Дилан, что с тобой сделали? Со мной ничего не делали. Хозяйка просто хочет вас видеть. Прошу за мной. Бляха-муха. Обалдеть. Куда я попал? Что происходит, реально? Я, по-моему, за эту серию сейчас задам этот вопрос, наверное, 100 раз. Но я реально в шоках. Так. Какая еще нафиг хозяйка? Пупсик, окей. Так. К вашим услугам. Угу, котик, спасибо. Свободен. Ох, Джон, ну наконец-то ты здесь. Или же ты предпочитаешь, чтобы я называла тебя Лолошка? Чего, блин? Ты кто такая? Не, ну я знаю то, что Джоди Арист это преподавательница в университете, но не просто, видимо, преподавательница, ладно. Мне нравится имя Джон. Называйте меня Лолошка. Хорошо, Джон, хорошо. Рада, что ты получил мое сообщение и так быстро пришел. Знаешь, я боялась, что ты подумаешь, что это какая-то ловушка. А ведь так оно и есть. Это действительно ловушка. Прости, мне не стоило сейчас так говорить. Давно нужно было с тобой поговорить, ох, давно. Но мы все надеялись, что разговор вообще не потребуется. Ох, мне нужно, Джон, чтобы ты оставил попытки выбраться отсюда, пойми меня. К сожалению, мы не можем тебя выпустить. Ты же и сам это понимаешь. Но знаешь что? Не обязательно нас воспринимать как врагов. Ты, вероятно, не помнишь, потому что тебе стерли память. Но, Джон, это место, все это место создал ты. Всех этих автоматонов сделали по твоему дизайну. Эй, котик, принеси-ка нам обед, пожалуйста. Хорошо, мисс, будет сделано. Я хочу, чтобы ты понял, Джон, это не какая-то ловушка. Никто никогда не пытается причинить тебе вред, ни в коем случае. Ну я вообще в аварию... Нет, тише. Я попрошу, тебе сейчас ничего не нужно говорить. Да слушай меня, пожалуйста. Все в этом городе готовы молиться на тебя. Ведь ты же гениальный ученый. И мы все только лишь продолжатели твоего дела, в котором тебе, Джон, нет равных. Взять того же Солуса. Ох, Солус. Я знаю, я понимаю, насколько он для тебя важен.
Это же твой первый удачный образец. Он всегда был твоей любимой игрушкой. Правильным решением было бы его, конечно, утилизировать, но... Я уважаю тебя и твои привязанности, Джон. Поэтому я приняла решение сохранить ему жизнь. Но сразу нет-нет, вернуть ему твой любимый сценарий управляющего, к сожалению, нельзя. Никогда не понимала этой вашей внутренней шутки. Удивительно, как же ты предан этому делу. У тебя были даже локальные шутки с твоими автоматонами. Ну вот, видишь, как я все понимаю. Мы готовы идти тебе навстречу, Джон. И желаем тебе только счастья, как и всем здесь. Возможно, ты заметил, тут сбываются все мечты мироходцев. Это наша ошибка, что ты не смог этим насладиться, Джон. Но мы знали, что нечто подобное, что происходит сейчас, может произойти. Даже без воспоминаний ты все еще создатель этого места. Поэтому мы с самого начала готовились к этому. Мисс, ваш обед. Так. Угу. Это все, котик. Можешь быть свободен. Благодарю, мисс. Ну вот, видишь. Ой, попробуй, это очень вкусно. Автоматоны прекрасны тем, что они до миллилитра знают, сколько растениям нужно воды, удобрений и подкормки. Ой, вкуснее овощей в этой долине ты не найдешь вообще нигде. Так. Ну так, на чем же мы остановились? Ах, да-да-да, точно! Мы для тебя кое-что подготовили, Джон. Начали готовить с момента, как тебя поместили в Хэнфорд. И даже немножко раньше. Ты уж прости, Джон, разработку задержали, поскольку работа должна была быть проведена идеально. Уже завтра тебе ее доставят. Я знаю, я прекрасно знаю, что ты ее не помнишь. Однако я уверена, вы быстро поладите. Не хочу портить тебе сюрприз, но все-таки это ведь именно то, о чем ты мечтал, Джон. И если ты хочешь получить свой подарок, то тебе стоит вернуться. Я заказала тебе такси. А мне нужно возвращаться к работе, Джон. Не все могут позволить себе роскошь жить на идеальном острове. Эй, котик, посуду можно забрать. Да, мисс. Пипец. Так, ну ладно, я буду работать. Тебе нужно что-нибудь еще? Чего? Подожди, я это сейчас должен воспринять типа как окей? Но самое-то главное, смотри, что даже Джоди Арист, которая, видимо, одна тут из главных, да? Даже она не знает то, что я не... Ну, GDH. Так, а вообще это... А что насчет Дилана? Дилан? А, ты про котика. Успел к нему привязаться, да? Мне тоже нравится его модель, и еще и дизайн симпатичный. Я могла бы вернуть его тебе. Если тебе настолько понравилась эта игрушка, то мы даже можем помочь друг другу. Я верну его, если ты закроешь зимнюю сессию на отлично. Не могу же я делать для тебя все, не получая ничего взамен, верно, Джон? А ты, знаешь, не то чтобы можешь дать мне многое в текущем состоянии. А теперь давай, иди. Если ты выполнишь это простейшее условие, то котик вернется к тебе. Давай. Пипец. Так, но... Подожди, нет, может еще поговорим? Ну неужели ты все еще здесь? Я не могу тратить на тебя весь день, Джон. У меня много работы. Кстати, забыла сказать. В университете ты просто видел мою копию. Я использую ее на деловых встречах, на которые не хочу идти. Она стоит бешеных денег, поэтому не ломай, пожалуйста. Вау, то есть это все время был автоматон, который ходит там по универу? Обалдеть, обалдеть, я сейчас в таких шоках пребываю каждую секунду. Дилан, у меня, если что, ноутбук есть и все такое. Вам пора идти. Если хозяйка захочет с вами встретиться снова, она об этом скажет. Я ничем не могу вам помочь. Такси ждет вас на выходе. Дилан! Ужасно, просто ужасно! Подожди, но о каком зимнем сценарии идет речь? Здравствуйте. Так. Сесть, да? Ага.
Что? Что? А, учеба. Так, погоди, Шерон, что такое? Эй, Ло, ну как? Зайди ко мне, когда закончишь. Я хочу все услышать. Так, да, окей, Шерон, погоди, но... А мне на учебу в итоге не надо? Время, по идее, сейчас явно не учебное, потому что я пропустил кучу времени. Но давай-ка на всякий случай попробуем зайти. Здравствуйте. Нет, не поговорим. Привет, студент. Иду сегодня в театр. Хе-хе-хе. А ты нет. Да, ну и ладно. Не больно-то мне и надо в этот театр. Так, погоди, а у меня реальный вопрос. Я могу появиться на учебе? Так, здравствуйте. Мой младший брат вчера весь вечер репетировал какую-то песенку для садика. У меня в голове теперь каша. Гречневая. Ай, блин. Заело. Прям у меня разблокировалось воспоминание из детства. Когда ты что-то учишь, а потом у тебя это на всю жизнь. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Так, ладно, сори. Учеба по итогу действительно закончена. Все, здесь никого буквально. Что ж, получается, мне надо просто к Шерон. Давайте тогда не будем тянуть резину, погнали. Так, здравствуйте. Я же правильно понимаю, то, что она все еще здесь живет? Эй, тук-тук. Кто там? Это я, этот. Ну как его там? Ну, Лолошка, Джон. А, Лолошка, это ты. Ой. Давай. Проходи. Стой, погоди, а где Дилан? С ним все в порядке? Давай, проходи, заходи уже. Ну как тебе опять же сказать-то, блин? Там столько инфы. Ну так рассказывай. Рассказать все, рассказать, не упоминая судьбу Дилана, расплакаться, рассказать все. Расплакаться, ничего себе. Что-то новенькое. Какой кошмар! Это же шантаж! Это буквально шантаж, Лолошка! Как она могла так поступить с Диланом? Она даже не сказала, что вернет ему воспоминания. Это не взаимная выгода, Ло. У нас нет никакого рычага давления на нее. Если она нас обманет, то мы же даже ничего не сможем сделать. Даже выкрасть Дилана это не вариант. Без воспоминаний он больше не Дилан. Даже имя может быть другое. Я совсем ей не доверяю, совсем не доверяю. Но... Ну ладно, все-таки есть шанс, что она выполнит условия сделки. А если мы не послушаемся, она может его даже утилизировать. Ой, какой ужасный выбор. Остаться в ловушке на всю жизнь или потерять друга. Но, Ло, ты же понимаешь, мы не можем просто взять и бросить Дилана. Я хоть и в ссоре с ним, но... Нет, я не могу с ним так поступить. Ты рассказал так много. Слушай, давай дождемся завтрашнего дня. Узнаем, что для тебя подготовила эта Джоди. Мы вообще сейчас ничего не можем сделать. У нас нет никаких рычагов давления. Любое неверное движение, и мы потеряем Дилана навсегда. Прости, но я не думаю, что мы можем выкрутиться из этой ситуации. Все планы всегда придумывал Дилан. А без него выбраться... Это просто невозможно. В общем, Ло, ты должен вернуться в общежитие и ждать подарок от Джоди. Нам придется выполнять все, что она хочет. Черт. Реально? Ты просто взяла и такая, ну ладно, сделаем, что она... Реально? И мы даже не можем больше обсудить это. Не, ну ладно, от Шерон я многого не ожидал, она всегда такая. То есть, пока Дилан не скажет, что делать, Шерон, она, по-моему, только раз за весь сезон проявила инициативу. А так, да, всю инициативу всегда на себя брал Дилан. А тут, получается, Дилана нет. Пипец. Так ведь об этом даже никто не знает. Ни Карл, ни Чет, ни Энди. Ой-ой-ой. А как интересно они к этому отнесутся? Эй, соседи, всем привет. Привет, Карл. О, привет, Ло. Дилан ответил мне на сообщение, представляешь? Он сказал, что сегодня тоже не вернется в общежитие. Я как бы рад, что он в порядке, но, блин, я не могу не волноваться. Он так и не ответил, где он. И самое главное, почему он уехал. О, я придумал. Попробуй позвонить ему. Так, сейчас. Блин, он не отвечает. Дилан.
Та-та-та. Как бы тебе сказать... Обилка, то есть тебя теперь некому кормить, обилочка. Погоди, кушать хочешь, вот? Да, хорошо, жареная баранина кушается, это отлично. Я, на самом деле, знаете, чем сейчас вообще невероятно доволен? Так, где, получается, Жаклин, Шерон, Дилан? Дружба. Мне кажется, то, что вот эта дружба, она как-то на восстановление памяти повлияет. Это, конечно, при условии то, что мы сможем восстановить эту память. По крайней мере, у меня пока что такая догадка. Так, Лиса, тебя покормить не надо? Не надо, окей. С кем еще можно? Чет, привет. Ло, ты сегодня опять прогулял пары, да? Карл так сильно беспокоится за Дилана, что даже не заметил этого. Повезло, тебе повезло. Слушай, если ты прогуляешь и завтра, то тебе точно достанется от нашего няня. Поэтому постарайся завтра не пропускать, ага. Иначе лекции придется выслушивать не только тебе. Карл постоянно жалуется мне буквально... Да на все, блин, просто на все. Ох уж этот Карл, все мы его знаем. Это правда. Так, слушай, а может быть я все-таки... Погоди, у меня же ноутбук есть! Щас, ноутбук, щас, вот сюда. Ой, блин, Так, ну, ладно, в любом случае он никак не открывается, следовательно, зайти в него нельзя. Придумали, блин, систему закрытых ноутбуков. Энди, что ты там делаешь? Привет. Чё вы там опять про него? Чувак, наверняка это Дилану какой-то девки. Отстаньте уже от этого парня, а? Займитесь своими жизнями, а не его. Найдите хобби себе, что ли. Капец. Волнуется как за себя. Ну да. Знаете, Энди можно понять. Он настолько отстранен от всех и вся, что для него вот это вот волнение за Дилана, оно выглядит, ну, прям максимально поверхностно. Типа, мы просто волнуемся за соседа и все. Но мы же не просто за соседа волнуемся. Мы волнуемся за автоматон. Так, почему я не прокачиваюсь? Что за хрень? Алло, у меня 2 серии подряд не прокачивается ни ремесло, ни алхимия. Я не знаю, может быть мне Что? Мне просто нужно было дальше зайти, реально? А в чем прикол? Я походу понял. После того, как мы купили тренажерный зал, видимо, знаете, триггеры, вот эти триггерные точки немного сместились, и поэтому мне теперь нужно чуть дальше проходить, да? Да! Серьезно? А я все это время думал, что у меня просто перестало прокачиваться. Почему мне не дали поинт? Нет, только не говорите то, что у меня из-за браслета. Из-за того, что он разряжен. Нет, не-не-не. Обалдеть, то есть в этой комнате тоже не прокачивается, потому что разряжен браслет. Жесть. Ну давай-ка сейчас, во-первых, прокачаем алхимию. Она-то уж прокачается, да? Ну-ка. Так, и опыт дайте мне, опыт тоже. Спасибо. Алхимия 13 уровень. Короче, то, что всегда нужно заряжать фитнес-браслет, это трэш. Но у меня прямо сейчас есть идея, погодите-ка. Здравствуйте! Слушайте, а вы же продаете браслеты, да? Я просто в последнее время такой богатый стал. Ой, кстати, а что там по акциям? О, падает. Сколько? Оно сегодня стоило 145? Последний раз я такую цену видел, наверное, серий 20 назад. Еще раз здравствуйте. Итак, торговать. Хочу себе розовый фитнес-браслет. 1299 СТ. Купить. Супер. Также давай на всякий случай проверим, что у нас по заданиям. 4 звезды. Особый сплав для механизма. Что? 1500 опыта улучшения и 10 тысяч СТ. Нифига себе. Я давно думал о сплаве, который был бы прочным, но в то же время легко ковался. Золото. Да. Мне понадобится 128 рудного золота. Но не все же делать из золота, верно? Еще понадобится 510 рудной меди и 160 рудного железа. Ема. Плюс 4 уровня горное дело. Я напомню то, что каждый уровень повышает скорость добычи блоков на 3%. У меня с, наверное, 10 серии этого сезона все еще 5-й левел. То есть я реально за весь сезон так и не прокачался. Ни разу. Но не потому, что я не хочу, а потому, что я даже не знаю, где мне это прокачивать. Смотрите, что я придумал. У меня 29 тысяч. Данное задание принесет мне сколько? 14 тысяч. То есть очень много. Я могу прямо сейчас за 13 тысяч купить мега-кирку и все равно останусь в плюсе. Ладно, кирка слепого шахтера. Наконец-то я ее приобретаю. О, да. Черт возьми, какая же она крутая. Возвращаемся обратно в кампус. Угу, спасибо. А вообще у меня идея. Берем сундук.
размещаем, убираем все ненужное. Далее, на всякий случай проверяем акции. Ой, 104, смотри, еще упало. Блин, я куплю 100 акций, мало ли потом вырастет, я куплю. Я думаю, то, что я в плюсе буду. Мне почему-то кажется, что теперь они будут расти. Ща, ребят, я сделаю стонкс, еще 30 купим. У меня 2000 на банковском счету, на оплату счетов у меня пока что можно не торопиться. 8 дней минимум. Также не забывайте то, что выполнив вот это задание, я получу 14 тысяч СТ. Мне тут самое главное нужна медь. Много меди и железа. Так, вот проверим, насколько это крутая кирка. Уф. О, смотри как. 9 меди. Так, еще. 16. Уже больше стака. Да, это будет простое задание, по идее. Ну что ж, как говорится, работаем. Ладно, скажу честно, это было сверхтягомотное задание, которое я больше не хочу выполнять. Нет, у меня больше нет никакого желания. Здесь все готово. Мы, получается, можем взять это задание, принять. Угу. Но при всем при этом сдать его точно не получится, потому что 22:50. Настолько много времени у меня ушло на это долбанное задание. Здесь стоит сундук. Мы знаем то, что если что, я загляну в этот ларек. И я 100% загляну в него, как минимум потому, что мне Джоди Арист должна что-то прислать. То есть она мне так и сказала, то что тебе этот подарок точно понравится. Вот что это может быть вообще? Выпустить меня отсюда не хотят, получается, никакого билета, никакого парохода. Шарф оранжевый подарят. Я не знаю. Пишите свои догадки в комментариях, потому что, ну, это правда интересно почитать. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Сегодня у нас офигенная кирка. Мы явно разбогатеем на акциях, мы явно разбогатеем на задании, и мы явно получим какой-то подарок от Джоди. Но при этом мы должны выполнять ее условия. Пройти зимнюю процедуру. Когда наступит эта зима, пока тоже непонятно, но будем смотреть, будем следить. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Понимаю, заезженная фраза, но я могу еще сказать, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Это еще более заезженная фраза, которую на самом деле многие игнорируют. Я знаю то, что очень много людей думают, да не, ну, типа, обращение же не ко мне, но если ты вдруг не подписан, то обращение как раз-таки к тебе. Поэтому, пожалуйста, не проигнорируй эту фразу. Спасибо большое вам за вашу поддержку, мы это ценим. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Дилан Прислуга. Всем удачи, всем пока. Пока. Я не создатель этого места. Нас перепутали. О, мои родители об этом точно не знают. Слушай, а об этом вообще кто-то знает? А потом появилась она, Джоди. Она сказала, что создали портал, позволяющий пройти между мирами сюда. Создать что-то столь невозможное ради тебя. Так, как бы коротко-то. Дилана забрали и переписали под прислугу влиятельной дамы по имени Джоди. Звучит реально фигово, но даже эти влиятельные люди так и не поняли, что я никакой не GDH. Я не Джон. Меня зовут Лололошка. Но кто мне, черт возьми, поверит? Эх. Короче, всем привет, дорогие друзья. Я опять же Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы потеряли надежду. Да, потерять надежду звучит действительно громко, но на самом деле наша ситуация очень подходит. Это потеря. Десятки попыток, десятки серий дружбы, построение плана и бам! У нас нет Дилана. Того, кто, по сути, и придумывал кучу идей по разгадке происходящего. Без него это как без рук. Его забрали, напрямую сказав мне, если ты не перестанешь пытаться выбраться отсюда, мы заберем кого-нибудь еще. А также добавили,
Пройди зимний сценарий, не вызывая подозрений, и мы, так и быть, вернем тебе Дилана. Напомню, все это обращение, все эти угрозы, они по сути не ко мне. Это обращение к JDH. Пытаться доказать им, что я в этой реальности не тот, за кого они меня принимают, я не думаю, что это уместно. Они не поверят, то, что я никакой не гениальный ученый. Зато они вполне себе верят, что я просто потерял память. Для них самое главное, что типа JDH здесь якобы потерял память, и его можно продолжать держать в заперти. И плевать то, что на самом деле JDH где-то там, в другой вселенной, с Джодахом. Если говорить еще проще, я сам по себе, и все проблемы разгребать только мне. Если бы меня спросили, что сделал бы я, то определенно план простой. Выкрасть Дилана и с помощью ноутбука и провода вернуть ему память. Вот так вот. Дальше я не думал, если честно. Короче, как по мне, сейчас самое интересное узнать, что думают соседи о пропаже Дилана. Эй, чет, как говорится, доброе утро. Алло, ну вот, я ж говорил, Дилан в порядке. Что? В плане в порядке. Ну ладно, громко сказано. Может быть, и не совсем в порядке. Он же это, писал тебе тоже, да? Ну, что там, у его семьи какое-то чрезвычайное происшествие, из-за которого он уехал, и... Короче, самое-то главное, он цел! О, надеюсь, у него там все скоро наладится, и он вернется. Знаешь, без его вечно недовольного лица как-то даже не по себе. Ну ничего, ничего, Ло, ждем. А, вот оно как. Ну да, знаете, до такого можно было догадаться. Просто нассали в уши. То есть я имел в виду, навешали лапши на уши. Эх, получается, правду знаю только я. Эй, Карл, доброе утро. Да, сейчас. Алло, доброе утро. Я так рад, что Дилан вышел на связь, так рад. Можно больше не беспокоиться о нем. Ну, слишком сильно. Зато знаешь что? Мы можем беспокоиться о тебе. Мне Ника написала, что тебя вчера не было на парах, Ло. Я думал, мы договорились, что ты не будешь прогуливать. Надеюсь, сегодня ты пойдешь на пары. Ой, прогульщик, Ло. Не надо так. Понятно. Да не прогуливаю я, ну, типа... Да, плевать. С Карлом в целом все понятно, а Энди... На самом деле с Энди даже говорить как будто нет смысла. Вот, чекайте, я уверен, он сейчас скажет что-то про футбол. Привет. Чё? А, ты... Блин, чувак, тебе кто не говорил, что ты очень назойливый, а? Я сейчас занят, не отвлекай меня. Блин, как у тебя получается быть таким шумным, не разговаривая? Это прям, ну реально загадка какая-то. Давай, иди занимайся своими делами. Я хочу узнать, чем закончится матч. Надеюсь, наши снова не проиграют, блин. Давайте, парни. Ну да, в целом ожидаемо. Так, по итогу Дилана нет, зато есть его кошка. И моя тоже кошка, Обилка. Так, подожди, она... Где? Стоп, а где Обилка? Она в туалете? Я просто дверь не могу открыть. О, вот она! Вышла! Привет! Слушай, покормить тебе надо по-любому. Ой. Блин, у меня все вещи в сундуке остались. Ё-моё, я совсем про это забыл. Да, напоминаю, в конце предыдущей серии мы накопали много-много руды. И это много-много руды прямо сейчас здесь. Я давно думал о сплаве, который был бы прочным, бла-бла-бла. Так, короче, мне это нужно опять же сдать, но ларек открывается в 9:00. Сейчас 7:39. Окей, ждем. Так, а где мои вещи? Вот они, родные. У меня пипец какая сильная уверенность в том, что этот ноутбук и этот кабель дали не просто так. Мы реально им еще воспользуемся и, возможно, выкрадем Дилана. Также давай-ка, наверное, браслет заберем. Мы тут теперь заряжаем эти браслеты. Все ненужное убираем. И на всякий случай 8:00 ожидаем. 7:59. Вот просто интересно, неужели Карл даже в отсутствии Дилана придет? Ну-ка. О, реально, смотри, собираются. Так, время в итоге 8:00. Чет, по идее, сейчас налево, да. А Карл сюда. Классика. Привет, Карл. Да, привет, Ло. Ну что, ты готов идти, да? Что ж, обычно Дилан за меня общается. Да, я готов. Ну вот, хорошо. Давай тогда пойдем. Ой, а Дилан даже вещи свои не забрал. Насколько я знаю, он уже предупредил деканат, и ему не засчитывают прогулы. У него это уважительная причина. Но мне не сказали, какая, правда. Дилан тоже этого не объяснил. Там что-то про семью сказал и все такое. Ну ладно, с ним все хорошо, вот что важно. Давай, пойдем.
Угу. Ну да. Так, сейчас, погоди, тут это покормить. Все. Так, ну что, ребят, пойдем? Угу, давай. Супер. И вот нас уже не 4, вот нас уже 3. Да. Ведь когда-то было даже 5. Ой. О! Лола-ложка, Лола-ложка. Боже, отпусти! Что такое? Мы так давно не виделись, так давно. Я скучала. Простите, а вы... Ой, простите, я Саша. Ладно, а я Карл. Здравствуйте, а я Чет. Ой, приятно с вами познакомиться, здравствуйте. Прошу прощения, я могу украсть у вас Ло? Хочу с ним кое о чем поговорить. Но... Нет, мы опоздаем на пары, если сядем на следующий автобус. Ой, правда? Конечно, я не хочу тебя отвлекать, Ло. Мне хотелось подойти после пары сделать сюрприз, но я не удержалась и приехала сюда. Ладненько, не буду отвлекать тебя от учебы. Ты всегда был слишком увлечен наукой. Давай, не беспокойся, я не против. Иди учись. Мы можем наверстать упущенное и позже. Куда ты от меня денешься? Я собираюсь задержаться в Хэнфорте. Давайте, ребятушки. Идем, ботаник. Подожди, то есть ты... Что? Ну да, конечно, поедем вместе. Смысл мне тут торчать без тебя? А в городе я хорошенько осмотрюсь, узнаю, что там интересного. Ой. Давайте забегаем, ребятки. Пипец. Я просто... Ребята, у меня, знаете, вот эта макака в голове, которая вот сейчас бьет в эти кругляши, я забыл, как они называются. У меня все, у меня хаос в голове, я ничего не понимаю. Ты кто такая? Какая еще нафиг Саша? Либо это знакомая GDH, либо это засланный казачок от начальства. О, боже. Ладно, Саша, допустим. Куда нам вообще? Универ, да? Внимание, следующая остановка не предыдущая. О, что? Прошу прощения, мы что, едем? А? Чего? Мы едем? Какого черта? Это, наверное, намек на то, что мне нужно поговорить. Карл? Ой, блин, знаешь, Саша, мне кажется, очень активной девочкой. Она кто тебе, Ло? Впервые встречаю человека, кто бы поддерживал твою учебу. Я рад, что не одинок в этом. Правда. Ой, Саша, интересно. Да я сам не знаю, кто это, Карл. Я первый раз ее вижу. Чет. Ой, блин, слушай, Ло, Саша серьезно приехала в Хэнфорд ради тебя? Это что, твоя девушка, да? Или это, сестра? Подруга детства? Она из Cycle Rise, как и ты, да? Блин, ты никогда не рассказывал о ней. Ну ладно, не то чтобы и должен был, прости. Просто это было как-то неожиданно. Ладно, может быть, потом расскажешь. Да я нечего рассказывать, я не знаю, кто это. Привет. Не переживай, Ло, не переживай, у нас впереди весь день. Я зайду за тобой после пар. Надеюсь, у тебя занятия не до темноты. А сейчас я дам тебе свой пейджер, и ты сможешь написать мне, когда освободишься. Саша, Литл Спарк. Давай, я не буду выходить с тобой у универа. Хочу осмотреть город из окна автобуса. Ну, для начала. Давай, учись, ученик. Ага. Ладно. Оу, даже автобус пропал, нифига себе. Эй, Ло, Шерон. привет. Ну как? Что за подарок тебе подготовили? Бляха-муха, вот кто! Саша, это и есть подарок от Джоди. Ё-моё! Ко мне сегодня подошла девушка, которая меня знает. Я думаю, она и есть мой подарок. Я не знаю, мне до сих пор ничего не прислали. Ну, девушка, короче, пришла. Это та девушка, про которую ты мне рассказывал? Ну, из твоих воспоминаний. Не-не-не, то была Акетра, а это какая-то Саша, Нет. Тогда кто это? Ай, ладно, я уже подумала, что тебя попытаются привязать к этому месту девушкой. Но если ты даже не знаешь, кто она... Это может быть кто-то, кого знал GDH? Слушай, а возможно Солус знает? Ай, блин. Или она может сама тебе все рассказать. Короче, попробуй у нее как-нибудь ненавязчиво расспросить.
Но сначала нам нужно идти на пары. У меня очередная лекция по парапсихологии, которую я уже знаю наизусть. Давай, пойдем. Ну, тебя уже тоже достала эта учеба, да? Так, хорошо, я расспрошу ее. Или у меня опять же выбор пойти к Саймону Солусу, да? Мне тут ненавязчиво дают выбор. Что ж, это прикольно и неожиданно, скажу так. Могу ли я с кем-то поговорить? Так, Шерон села, читает. Ну, даже не знаю, с кем можно поговорить. Ой, здрасте. Нет. Такой забавный тик-так попался утром. Все еще смешно. Прикинь, там чел идет за ужиком. А потом ужик падает в реку. Блин, вот умора. Хочу еще раз пересмотреть. Я видел этот тик-так. А я видел. Ух ты, какой интеллигентный молодой человек. Привет. Обожаю кофе. И согреет, и взбодрит. Правда, от большого количества руки трясутся ужасно. Но это мелочи. Обожаю кофе. Понятно. О, да ладно! Энди, оказывается, в качалку ходит. Я не знал. Хочешь печенье? Давай. Почему бы и да? Угу. Вот, держи. Вкусное и сытное. Не то, что это еда в столовке. Спасибо. А вы еще говорите, что зря я подхожу к студентам. О, халявное печенье. Взяла сегодня с собой скетчбук и пару карандашей. Думаю, если я буду рисовать на паре по истории искусства, то мне ничего не скажут. Хе-хе-хе. Это же по моей специальности, да? Вот именно, по моей. Угу, прикольно. Это как пронести ноутбук на урок информатики. Но это же компьютер, но можно втихую поиграть. Хе-хе-хе. Так, ладно, кабинет номер 207, по классике. Студенты, вижу, Рен сидит. О, Ричарда нет. А, не, вот он, вот он. Ричард, привет. А, ты. Ну, привет. Слушай, я слыхал, что случилось, можешь не рассказывать. Давай, садись, пара уже начинается. Про Дилана? А, так ты всю знаешь? Тебе что, твои родители рассказывают? Расчеты класса опасности. А слушай, Ричард, а может поговорим там, все такое? Да! Подожди. Что, реально? А куда все исчезли? Чел, где Ричард? Да, что? Я не сплю. Что ответить? Мне... Понятно. Чел вообще не вдупляет, где сейчас. Так, а вообще, если серьезно, я напоминаю, у нас появился какой-то новый пейджер. Саша... Литл... Спарк, вроде так. О, да, о, я могу написать. О, ты посмотри, что у нее на аватарке! Она с JDH! Так, привет, это Лолошка, я освободился. Я освободился, но у меня сегодня есть планы после пар. Так что давай позже встретимся. Ну, привет, это Лолошка, я освободился. Печатает. Хорошо, хорошо. Я уже иду в сторону универа. Буду через пару минут. Фуф. Даже немножко не по себе. Эй, чел. Блин, я слыхал про автоматоны, которые тебе прислали. Ты в порядке, блин? Даже представить не могу, как ты себя сейчас реально чувствуешь. Встретить копию сестры, которую ты потерял много лет назад. Ой, блин. Это реально жестоко с их стороны. Это же никак не вернет ее. Родители рассказали мне, что именно ты создал это место, но... Я не думаю, что ты давал согласие на такое. Это как-то бесчеловечно. Сестры? Ага. У меня амнезия. Я никогда в жизни ее не встречал. Я не создатель этого места. Нас перепутали. Подожди, чего? Чел, ты сейчас серьезно? О, мои родители об этом точно не знают. Слушай, а об этом вообще кто-то знает? Тебе как удалось всех обмануть-то тогда, а? Ты чё, по собственному желанию сюда попал? Хотя погоди, постой. То есть это получается даже не твоя сестра, да? Да, все правда. О, слушай, а Ричард умным стал. Мне это нравится. Да. А, ну тогда, блин, хорошо. О, я, получается, рад, что мне не придется тебя утешать. Я в этом, не силен, скорее ужасен. Да и вообще вся ситуация в целом ужасная. Поверить не могу, что кто-то создал автоматона в образе мертвого человека. Блин, я теперь столько всего хочу с тобой обсудить, но мне пора идти. Просто родители, мне все еще нельзя с тобой разговаривать, помнишь?
Мы должны как-нибудь с тобой встретиться. Обязательно. Давай. Вау. Знаете, мне вдруг неожиданно начал симпатизировать Ричард. Слушай, а он хорошие вещи говорит. То, что встретиться и так далее. Это знаете из-за чего? Мне кажется, из-за того, что у нас с ним доверие. При всем при этом, я ради этого доверия сделал ничего. Но я в какой-то степени сейчас рад, то, что рассказал ему, что я не создатель этого места. То есть у меня был выбор нажать, что у меня амнезия, или я не создатель этого места. Как мы можем понять, списывать Ричарда со счетов еще не стоит. Так, а вот Эй, и... Ло, я здесь, я Да, здесь. Саша, привет. Заставил меня ждать. Я думала, ты встретишь меня сразу после пары. Что, обсуждал лекцию с преподавателем, да? Ай, вечно ты такой. Так, пойдем в какую-нибудь кафешку, а? Ну, давай. Я тут видела несколько недалеко. Кстати, у тебя как дела-то? Да, ну слушай, что я могу ответить своей мертвой сестре? Блин, я не знаю, почему я реально это говорю. Хорошо, я не знаю, кто такая Саша. Я никогда не знал свою сестру. Давайте с этого начнем. Но относиться к ней я должен так, как к своей сестре. Все хорошо, спасибо, что спросила. Мне очень жаль, но я не твой брат. Произошла огромная ошибка. Не твое дело. Что тебе от меня нужно? Не-не-не, вот GDH бы так точно не ответил. У меня все хорошо. Рад снова видеть тебя. Я скучал. Не-не-не, вот это тоже нельзя. У меня же якобы потеря памяти. Короче, все хорошо. Спасибо, что спросила. Какой короткий ответ, а? Обычно ты болтаешь без умолку. Да, GDH такой. Знаешь, особенно ты болтаешь, когда изучаешь что-то новое. Ну или там знаниями своими хвастаешься. Поверить не могу, что ты до сих пор не сказал ничего заумного. Столько времени, казалось бы, вместе. Сколько прошло? Час? Ты ничего не помнишь, да? Меня предупредили, что это может произойти. Ну, потеря памяти. Но, знаешь, я почему-то надеялась, что от одного моего вида ты все вспомнишь. К этому как-то даже сложно привыкнуть, что ли. Давай, давай. Все будет хорошо. Да, ну да. Ты справишься, и я справлюсь с этим. Не имеет значения, помнишь ты меня или нет. Если надо, то мы создадим новые воспоминания. У меня нет никого ближе, чем ты. О, и, кстати, ты же не против, что я тебя обнимаю, да? Ну, типа не против. Блин, я для тебя теперь чужой человек. Но ничего, Ло, я это исправлю, знаешь? А еще я имя твое сокращаю все это время. Было бы странно называть тебя Лололошка. Я все еще не могу поверить, что папа так назвал тебя из-за проигрыша в карты. Лололошка. Да, подожди, чего? Какие Кто еще вообще ставит на кон имя своего сына? Да, вот. какого... Теперь, кстати, ты знаешь, почему тебя так странно назвали? Да, все, папа. Ты, наверное, рассчитывал на историю получше. Но нет, все не так. Реальность жестока. Но мы всегда с тобой были против нее. Вместе, Ло, вместе. Так, ладненько. Мы, если что, пришли. Куда? В оазис какой-нибудь? В океан? Так, а теперь погоди еще раз. Меня назвали Лолошка, потому что папа так назвал меня из-за проигрыша в карты? Я даже не знаю, как это комментировать. Боже. Ладно, мы пришли, допустим. Знаешь, мне просто очень понравилось это название. Океан. Да и вывеска тоже ничего такая. Ты же это, не успел поесть в университете, да? Не успел. Я так и подумала. Ты не должен забывать есть. Не должен. Вечно ты погружаешься в работу с головой. Даже этот остров. Столько лет потратил на его строительство. Но я рада, что ты смог воплотить свои идеи в жизнь. Давай, пойдем. Ой, блин. Слушай, на самом деле, даже если бы я был GDH, ну, типа, вот если бы я не был Лолошкой, а именно GDH-ем, то это странно говорить мне такие слова, учитывая то, что у меня стертая память. На кой смысл ты мне это говоришь? На кой, черт возьми, смысл? Че, мне сесть? Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в океан. Готовы сделать заказ? Да. Я, знаете ли, буду с лососем. Суши с лососем. Так. А вы?
Так, у меня картой могу оплатить? Картой могу оплатить. Хорошо, деньги есть. Дайте мне напиток какой-нибудь. Застоистый, отличный выбор, мне кажется. Вот, купить. Угу. Арт пол-литра. Хорошо. Все принесем по готовности. Время ожидания примерно 15-20 минут. Да, спасибо большое за заказ. Эй, братец, а скажи-ка мне, ты счастлив? Ох, бляха-муха. Ведь, знаете, я, что бы ей ни сказал, я примерно понимаю то, что все это, все мои ответы будут переданы туда, скажем так, в головной офис. Потому что через Ричарда мы понимаем, что это автоматон. Эй, не нагружай себя. Я имею в виду, не прямо сейчас счастлив, а в целом. Ты смог создать место, безопасное для мироходцев. И вселенную, безопасную от мироходцев. Я всегда считала тебя слишком амбициозным. Идея казалась невыполнимой. Но ты добился своего. Тебя это не пугает, братец? Тот факт, что ты закончил дело своей жизни. Что будет дальше? Что ты будешь делать? Да бляха-муха, я тупой. Я не такой, как ты обо мне думаешь. Я лолошка. А лолошка тупой. Вот. У меня впереди еще много дел. Я ничего не закончил. Я действительно счастлив. Это все, о чем я мог мечтать. Ты что, шутишь? Это совсем не безопасное для мироходцев место. Его нужно разрушить. Я не твой брат. Я не создавал это место. Я застрял здесь в ловушке. Но опять же, вываливать... Не-не-не, плохая идея. Давайте будем думать о том, что все то, что мы говорим, транслируется в головной офис. Ну, у меня еще впереди много всего. Я еще ничего не закончил, вот. А ведь действительно, что за глупость я сказала? Скоро ты возьмешься за какой-нибудь проект в разы масштабнее, чем этот. Ох, да уж, братец. Да уж, сестра. Так. О, мой арт. Итак, ваш заказ. Суши с лососем, держите. И ваш арт пол-литра. Благодарю. Спасибо. Ты погляди, как быстро все приготовили. Ну-ка, сейчас. А ничего так, ничего так. Вообще, знаешь, братец, будь у тебя воспоминания, ты бы больше удивился моему появлению. Все же у меня нет вспышки, в отличие от тебя. Ты же... Ой, ты же знаешь, что такое вспышка, да? Так, блин, как ей ответить? Я должен знать или нет? Типа, мне стерли память, а это означает, что, наверное, я не должен знать. Хотя, с другой стороны, это тупо. Я же с мироходцем Шерон общаюсь. Ну да, получается, знаю, да. Хорошо. Я беспокоилась, что могу завалить тебя новой информацией, прости. Не хочу ставить тебя в неловкое положение. Я знаю, каким ты становишься, когда люди вокруг знают больше, чем ты. Какая все-таки вкуснотища. Что? Ну, Задание? знаешь, в любом случае, из-за отсутствия вспышки я не могла путешествовать с тобой. Тебя тянуло все это время исследовать разные миры. А я никак не могла тебя остановить. Или хотя бы просто присоединиться к тебе. Последние несколько лет ты вообще не появлялся. Я уж думала, не увижу тебя. А потом появилась она, Джоди. Потрясающая женщина, ну просто душка. Она сказала, что создали портал, позволяющий пройти между мирами сюда. Это просто казалось невозможным. Я не могла в это поверить. Даже тебе не удавалось создать его. Но нет, не из-за отсутствия попыток. Я была так счастлива от мысли, что смогу тебя снова увидеть. Ой. К сожалению, это единственный мир, в который я могу попасть. Но никогда не надеялась даже на это. Здесь тобой действительно дорожат. Создать что-то столь невозможное ради тебя. Джоди говорила, что ты часто рассказывал обо мне. Ну, правда. И вот они решили сделать тебе такой подарок. Я рада за тебя. Я рада, что я у тебя. Кажется, у тебя, кстати, появились тут потрясающие друзья. Какая же все-таки вкуснятинка, а? Так, хватит, ладно. Знаешь, я наелась. Ой, а я даже не попил, кстати. Где мой лимонад? А, вот он. Что такое? Ой, блин. Уже вечер, надо же. Пойдем.
Пойдем. Блин, даже не знаю, что ей говорить. Она мне никакой толковой информации не выдала. Кроме того, что создали какой-то портал, который позволяет перемещаться не мироходцам. Ай, блин, знаешь, я же тут первый день. Мне еще нужно найти отель со свободным номером. Иначе мое пребывание в этом мире быстро закончится. Если, конечно, нельзя переночевать у вас в общежитии. У вас есть какие-нибудь вахтеры, которые следят за разделением парней и девушек? М? Может, я могу остаться с тобой? А? Остаться со мной? Ну, вообще, как минимум, тебя вахтерша не пропустит, так что нет. О, отстой. И почему правила везде одинаковые, не понимаю. Слушай, для тебя, наверное, странно слышать мои истории про отца, про твое мирохождение, но я хочу, чтобы ты понял, какое у нас с тобой длинное прошлое. В следующий раз я хочу услышать про твою жизнь здесь. Давай. Муа. Какой же ты, а? Ну все. Сейчас мне пора. Пока-пока. Где бы тут заселиться-то? Да. Настолько на самом деле все необычно. Понимаете, по сути своей сейчас арка сезона нам раскрывает скорее не меня, но и меня тоже, а GDH. В большей степени раскрывает GDH. Она сказала то, что придумали портал, и при этом придумал даже не я. И этот портал позволяет перемещаться не мироходцам между мирами. Подожди, а речь случаем не о вот этом самом портале, который мы видели в финале предыдущего сезона? Боже, ладно, я пока, наверное, не буду об этом думать. Это очень большой поток информации. Давайте будем просто думать о том, что мы общаемся с мертвой сестрой. Ужасно сказано. Отвратительно. Ладно, отведи-ка меня в кампус. Сегодня после смены пойду и лягу спать. Ага, молодец. Так, сколько времени-то? О, уже 20 часов, нифига себе! Так, погоди-ка. Ща, вот это все убираем. Далее забираем всю руду. Хе-хе-хе, я принес вам выполнение задания. Забирайте. Так, а еще, может быть, у меня есть какие-то другие крутые задания. Давай на всякий случай проверим. И это... О, 5 звезд. 4 звезды. 2! Ема! Так, ну-ка, 5 звезд. Ну, кстати, награда какая-то так себе. Я организую уличный фестиваль еды в нашем городе, и одной из главных задач будет конкурс на лучший сэндвич. Для этого мне нужно 80 буханок хлеба, чтобы участники могли использовать их для создания своих уникальных рецептов. Блин, ну, для 5-звездного задания это как-то слабенько, но зато очень много опыта улучшения. Поэтому, да, принимаем. И у меня сейчас буквально 30 минут, чтобы выполнить задание. Так, 64 хлеба. Погоди. И сколько? 80 хлеба. Так, торговать. Пшеница. Ой. О, смотри, у него новые предметы. Алмазная кирка. Эффективность 5! Сколько? 38 тысяч СТ! Железная кирка на удачу 10. Всего лишь 10 тысяч СТ. Мать. Но мне сейчас нужна пшеница. По 32 штуки за 100 СТ. Ну... Как говорится... Давай. Чё поделать-то? Пшеницу добывать я больше нормально не могу. Мне нужно 80 буханок. Я потратил не так много СТ, но зато заработаю больше. С этого задания мы получим дофига. Раз, два. Далее ожидаем 20-52 и... Вот он едет. Привет! Так, получается, руда заберется. Мы за это получим кучу денег. И мы получим кучу денег, на которые можем купить ту железную кирку на удачу 10. Ой, какой ты медленный. Ну у тебя же это привычная работа. Давай, побыстрее. Взял, забрал, ушел, уехал. Сюда. О-хо-хо. 5000 опыта примерно получили. Так, а денег... Мать. 18 тысяч. Так, а у меня еще акции есть. Упали! Да что за издевательство? Я только покупаю эти долбаные акции, они тут же падают. Ну, я куплю еще. Штук 50. Да, я куплю. Пусть будет 246. Пока что это маленькая цена. Давай-ка, наверное, еще 50 купим. Все, у меня 300 акций практически. Обалдеть. Я очень богатый на акции. Так, далее. Это мы ставим. Меняем наш фитнес-браслет. Так, и... О, Энди. Поговорим? Ну чё тебе, блин? Если ты здесь за тем, чтобы узнать результаты матча, то нет, мы проиграли. А если за чем-то другим, то уходи. У меня паршивое настроение. Эх, а твоя команда когда-нибудь вообще выигрывает? По-моему, ты всегда говоришь о проигрыше. Текс, кто тут у нас еще есть? Привет, ребят, у тебя это... Монитор выключен. Вот, помогу тебе. Привет.
Ой, кстати, Ло, Дилан даже обилку оставил, заметил? Я даже чуть не забыл ее покормить. Хорошо, что у нас есть ты. Она не останется голодной, правда, Ло? Правда же? Правда, правда, я ее сегодня А, я не покормил. Или покормил, я забыл. Сейчас, на всякий случай проверим. Привет, обилка. На. Вот теперь точно покормил. Обилка, все будет хорошо. Он вернется. А пока я буду следить за... Я обещаю, я буду следить за тобой лучше, чем раньше. Бедная обилка. Потерять хозяина просто так, внезапно, это, конечно... Для животного это тоже стресс. Так, Карл. Слушай, Ло, я спросил у Дилана, надо ли ему привезти что-нибудь из вещей его. Мне-то не сложно, как бы, да? Он просто меня проигнорировал. Но, блин, я надеюсь, я его там не сильно отвлек. Постараюсь больше не писать ему. Не надо. Мало ли, что у него там с семьей. О, бедный Дилан. Да, Дилан действительно бедный. Кстати, про мою сестру даже ничего не спросили, типа, как там провел время с сестрой? А, хотя, погоди, они же еще не знают то, что это моя сестра. Ну, короче, ребят, я там с сестрой своей тусил. Мертвой. Ладно, давайте немного отвлечемся от того потока информации, который у нас сейчас есть, и просто прокачаем ремесло, да? Это мы точно умеем, мы это можем. Практика завершена, сейчас еще и опыт получим. Хорошо. Далее то же самое делаем с качалкой, но не забываем то, что у нас должен быть заряженный браслет. Я надеюсь, то, что он заряженный, да? Ага, 99, сюда. Здравствуйте. Давайте, качайте меня. Спасибо. То же самое, наверное, сделаем и здесь. Качаемся. Сейчас нам нужно каким-то образом продолжать ту тактику Дилана, не высовываться, но при этом нам каким-то образом нужно спасти Дилана. Я не имею ни малейшего понятия, как мы это сделаем. Но я точно понимаю то, что скоро нужно сделать очень-очень важный выбор. Я прям вижу этих развилок прям много-много. Саймон Солус, Дилан, пароход, какой-то портал, про который нам сестра рассказала. Правильный выбор при диалоге с сестрой. Это тоже нужно учитывать. Сюжет явно становится все запутаннее и сложнее, и нам главное не запутаться и не усложнять. Но ничего, это уже на моей совести. А так, я очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Напомню то, что все ваши микронажатия по хорошим оценкам, по подпискам, по комментариям, это действительно огромный буст для меня, для команды и для будущих сезонов. Да чё уж тут греха таить, и для этого сезона тоже. Дальше больше, а вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и моя мертвая сестра. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Дилан сохранял копию своих воспоминаний на компьютере. Только вот проблема в самом Дилане. Я не уверена, что мы можем как-то его забрать. Ты помнишь, ты говорил, что сбежать отсюда хочешь, а? Я присоединиться к тебе хочу. Вау. Ох ты ж, батюшки! У меня есть сестра. Сестра по имени Саша. Ладно, если смотреть внимательно, то это автоматон, повторяющий погибшую сестру другого меня, то есть JDH. И признаться честно, нам бы избавиться от этой сестры. Мне от нее ни горячо, ни холодно, но очень неудобно. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реально сезон, в котором мы под пристальным наблюдением, или скорее взглядом. Да, автоматон, выступающий точной копией погибшей сестры GDH. Ну разве это не мило? Нет, это не мило. Мало того, что мне плевать на нее, мало того, что она не сестра Лолошки, а Джона, так она еще и автоматон, которого прислали только с одной целью: пристально наблюдать за каждым моим шагом. И на самом деле, зачем они следят за мной, уже ясно как день. Как минимум, опять же, как минимум, они хоть и заперли меня в этом месте, но все-таки уважают как создателя. При этом уважают и боятся. Короче, я тут так подумал и понял. Кричать на каждом шагу, что я не тот, за кого они меня принимают, я, наверное, перестану, а то еще поймут, что я
туповатый Ниджи. Некоторые, как и я, по-любому задаются вопросом: а что делать-то? Ну вот, Дилана поймали, перезаписали, мне угрожают, говорить не рыпаться, живи, учись и так далее. А тут еще и Саша Автоматон, которая явно будет за мной следить. Все это правда, это действительно тяжело воспринимается, и я могу даже так сказать: они выиграли битву, но не войну. Дело в том, что у нас все еще есть кабель и ноутбук Дилана. Мне кажется, что Дилан не просто так спрятал ноутбук в этот сундук. Скорее всего, здесь что-то есть, но, увы, зайти мы не можем. Он просто закрывается. Так, давай на всякий случай проверим сообщение. Вот она, та самая Саша. Никто мне больше другой не писал. Ну, как говорится, доброе утро. Привет, Дилан. Ой, привычка, сори, привычка. Привет, Карл. Ой, сейчас, да. Ой, привет, Ло. Ой, знаешь, я тут подумал, давненько я не ходил в теплице. Надо бы проверить, как там это все растет-то. Я уже даже соскучился по заботе о грядках. Поскорее бы весна. Я снова смогу заняться плантациями. Тепло. Ну слушай, тебе бы зимы дождаться. Пока что у нас осень, до весны далековато. Чет, привет. Ой, Энди. Ой, Ло, это ты. Блин, лиса погрызла зубную щетку Энди. Надеюсь, он об этом не узнает. Он же точно пожалуется вахтерше, а он и так не очень любит кошек. Как же я надеюсь, что все будет нормально. О, так щетка? Вы пользуетесь щетками? Я просто не чистил зубы ни разу. То есть я имел в виду: Энди, привет. Здорово. Слушай, ко мне сегодня пробралась в комнату одна из ваших кошек. Вы там присматривайте за ними внимательнее, а? Я не хочу их видеть у себя. Да и вообще, почему вам позволили заселиться с животными, а? Кто так делает? Задолбали. Да ладно? А ты про это, получается, про зубную щетку не знаешь, да? Ну и хорошо. Давай. Удачи. Напомню, что во время предыдущей серии я обещал следить за обилкой. Я буду кормить ее каждый раз, когда она проголодается. Покормить? Вот, хорошо. 2 куска мяса съела. Далее нашим утренним ритуалом не забудем прокачаться. Очень важно и ремесло поддерживать, и спортивную форму, и про алхимическое образование не забываем. Давайте. Далее выходим на улицу и со свежим воздухом проверяем стоимость акций. Пожалуйста, больше 100. Давай. Это, блин, ну серьезно. 82. Ладно, пока нормально. Я уверен, что когда-нибудь вырастет. Будет 120, будет 150. А пока, чтобы совсем уж не обеднеть, не забываем про задания, которые, смотри, что дают. 4000 опыта улучшения. Также фермерство, ну и деньги. Да, деньги это тоже прикольно. Я недавно присоединился к инициативе по созданию городских теплиц, где каждый желающий может выращивать свои овощи. Мне нужно 90 семян томатов, чтобы засадить участки. Задача: принести 90 семян томатов. Ну, окей. Только это всего лишь 1 день. Ладно, принять. Я очень надеюсь, что получится. И вопрос: где мне взять томаты? Может быть, где-то здесь? Так, это ягода, это морковка. Черт, а у меня томатов-то и не было. Обалдеть. И единственный способ добыть семена томата — это где-то раздобыть куст томата. Это что такое? Где такое растет? Хотя, стоп, у меня кое-какая идея появилась. Да, черт возьми, это то, что мне нужно! Семена томатов, странствующий торговец. Я, конечно же, все это дело приобретаю и покупаю. Всего лишь 1 штуку. Далее, получается, сажаем и проверяем. О да. Далее берем эти томаты и превращаем обратно в семена. Yes! Получилось. Проблема только в том, что набрать 90 семян томатов почти нереально. По крайней мере, за тот срок, сколько мне осталось до учебы. 14 минут, погнали быстрее. Так, я здесь? Ой, сразу идет. Сколько времени? 8:01. Еще раз доброе утро, Ло. Ну как, ты готов идти? Нам, если что, уже пора выходить. Давай, пойдем. Ага, то есть я в целом даже не имею своего мнения. Готов я выходить или не готов? Просто пойдем. Так, а что у нас вчера? Ай, блин, спать хочется, слушайте. Надо раньше ложиться спать, Чет. Тогда и жаловаться на раннее пробуждение не будешь. Ага. Давай, пойдем уже. Нечего тут оставаться. Он даже не оделся. О боже. Чет, который даже не... вот уже оделся. Немножко подождали, как говорится. Так, а в итоге... Сейчас явно не 9:00. Ну ладно, семена томатов я попробую как-то накопить. Я, конечно, очень хочу сдать это задание. А пока что... Поехали! О, ёкарный бабай! Жму!
Хорош, хорош. Так, меня кто-то поджит... Это погляди на нее. Погляди, ждет, смотрит. Как же она хочет со мной заговорить. Ну ладно. Эй, Лолошка, я здесь. Да-да-да, привет, привет. Привет. Так, ну как оно? Ты смог поговорить с той девушкой? Кто она в итоге? А, Шерон же еще тоже не знает то, что она сестра, точно. Так, ну, рассказать, что это его сестра. Во, очень правильно, его сестра. Рассказать все. А что там еще рассказывать? Ну, давай все. Кроме сестры, я даже не знаю, что еще рассказывать. Вот это подарочек, сестра. Слушай, а Джоди ведь не говорила, что дарит тебе автоматона, да? Но при этом ты наверняка понимаешь, что эта сестра, скорее всего, автоматон, верно? Попытка заставить тебя поверить, что она действительно твоя сестра, родная. Ну, то есть, GDH, да, сестра GDH. Как думаешь, на нем бы это сработало? GDH поверил бы в это? Джоди, должно быть, верит, что Саша может тебя остановить. Видимо, она очень важна для него. Была. Раз уж они пытаются привязать тебя к этому месту через, опять же, родную сестру. А если верить Ричарду, то еще и мертвую сестру. Просто отвратительно. Видимо, тебе придется потакать ей, пока мы не вернем Дилана. Знаешь, у меня, кстати, есть кое-какие идеи на этот счет. Помнишь, Дилан сохранял копию своих воспоминаний на компьютере, а? Нам нужно найти способ вернуть их Дилану. Тогда нам не придется подыгрывать Джоди. Мы сможем вернуться к плану побега, Ло. Только вот проблема в самом Дилане. Я не уверена, что мы можем как-то его забрать. Теоретически, мы, конечно, можем попробовать загрузить все в память другого автоматона. Я, если что, имею в виду сломанного, не живого. Не того, у которого есть жизнь. Но это так, крайний случай. Я бы предпочла вернуть Дилана в его обычном облике. Но было бы забавно посмотреть на него в теле какого-нибудь старика. Я чувствую себя счастливее теперь, когда у нас есть за что зацепиться. Но... Думаю, ты и сам понимаешь. На пары все равно придется идти. Пока что рано расслабляться. Встретимся после. Давай. О, спасение принцессы. Блин, Шерон. Мне кажется, это самое лучшее предложение от Шерон за весь сезон. Вот правда, для меня сейчас Шерон выросла в глазах примерно на кучу пунктов. У нас есть кабель, у нас есть ноутбук и... Да, я понимаю то, что Шерон сказала про компьютер, но я уверен то, что речь о ноутбуке. Уверен. И да, я тоже, как и Шерон, теперь рад то, что мы зацепились. За что-то зацепились. Привет. Так, не поговорим? Как же хочется спать. Блин, прилягу-ка я. Чё? Да. Окей. Спокойной ночи. Здрасте. Сейчас бы покушать. Так, а вот, возьми. Ух ты! О. Спасибо! Еда. Что, вас вообще не кормят, что ли? Ну ладно, минус одна баранина. Ой, как же я надеюсь, то, что сегодня не будет никаких контрольных. Вчера нас ими завалили. Словно мы сами не понимаем, что нужно готовиться к сессии. Устала я. О, смотри, на самом деле куча студентов, куча автоматонов студентов начинает говорить о том, что даже они устали от того, сколько нагрузки. Бедные автоматончики, тоже устаете, да? Привет. Планирую взять Карш и сгонять с сестрами в Ривервиль. Устроим пикничок. Скоро же осень закончится. А дальше все. Снег. О, это тоже хорошо. Так, здрасте. Вчера моя команда выиграла у этих стрёмных павлинов. Надо будет это отпраздновать. Ох, так, а пока надо еще подготовиться, блин. Что тут у нас? О, у стрёмных павлинов. Это, видимо, та самая команда, за которую голосует Энди. Ну, то есть, болеет. Так, ладно, болтовня это, конечно, прикольно, но все-таки 207-й кабинет, мой любимый. Ну-ка, встретит кто, не? Рен, Ника, Ричард. Ричард, что там у тебя? Поболтаем? О, ложка. Слушай, садись со мной, я хочу поговорить с тобой. Это... Останься здесь после пары. Надеюсь, ты согласишься, блин, как я надеюсь, а? Ух. Чё такое? Что, предложить хочет мне? Так, погоди, на всякий случай, Ника? Нет. Рен? Тоже нет. Ну, давай, сажусь. Да. Ну-ка. Да, блин. Слушай, чувак, я присоединиться к тебе хочу.
Ты помнишь, ты говорил, что сбежать отсюда хочешь, а? Да, помню. Ричард, слушай, а тебе можно доверять? Да я тоже хочу сбежать, я тоже. Тем более вдвоем нам будет куда проще, чувак. Вау, это внезапно и неожиданно, честно говоря. Я где-то 2 серии назад сказал о том, что Ричард начинает мне нравиться, но он все равно все еще говнюк, тот еще говнючела. Я согласен, давно тебе хотел это предложить. Я не планирую свой побег в одиночку. Мне нужно посоветоваться. Слушай, Ричард, я тебя сейчас с кое-кем познакомлю. Я не могу принимать это решение в одиночку. Все же я сбегаю не один. Это хорошо. Это познакомить с Шерон, получается, да? Нет. Я не хочу с тобой работать. Тяжелый выбор. Очень-очень важный, но тяжелый. Ну, наверное, познакомить, да? То есть Шерон даст ему какую-то оценку свою. Погнали? Да? Подожди, чё? Сбегаешь не один? О, не-не-не, чувак, ты только не говори, что сотрудничаешь с автоматонами. Они же сдадут тебя, блин! Я думал, у тебя хоть какой-то план есть. Успокойся ты. Никто нас не сдаст, мы об этом позаботились. Шерон не автоматон, Ричард. Она, как и я, не должна была обо всем знать. А, реально, правда? О, а я что-то, блин, я начал беспокоиться, что ты впутал в это кого-то из твоих соседей, автоматонов. Но, чувак, я понятия не имею, кто такая Шерон. Даже не обращал на нее внимания. Ладно, короче, я рад познакомиться с еще одним настоящим человеком. О, блин, поверить не могу, что ты скрывал ее от меня. Давай, веди. О, ты не знал? Реально? Я думал, что ты все знаешь. Так, ну ладно, Шерон сказала то, что мы встретимся после. И, видимо, это после, как обычно у Фонтана. После учебы. Смотри-ка, он реально идет за мной. Ему так интересно. Скажу честно, то, что я сейчас делаю с Ричардом, это буквально единственный его шанс. Если он выпалит какую-то хрень, то, само собой, я с Ричардом, наверное, больше вообще не буду общаться. Я буду его игнорировать сам. Поэтому у тебя один шанс, чувак. Так. Вот, собственно, Шерон, знакомься. Удивительно, что ты о ней вообще ничего не знаешь. Стоп, что? Ричард? Эй, Ло, ты зачем привел сюда Ричарда? Слушай, это было грубо вообще-то. И откуда ты вообще меня знаешь? Я собираюсь присоединиться к вашему побегу вообще-то. Да, что? Лолошка, ты что, серьезно? Боже. Надеюсь, ты ему не все рассказал. Его родители уборщики. Мы не можем ему доверять. Ло, слышь, я вообще-то как бы все еще здесь, перед тобой. У меня было множество возможностей сдать Лолошку. И, не знаю, заметил ты это или нет, но я этого не сделал. А кто ж тогда его сдал-то? Кто сдал, что он пробрался в подвал? Я не знаю, как они об этом узнали. Что ты от меня хочешь-то? Это необоснованное обвинение. Блин, обычно Шерон, она некий голос разума. Шерон, я верю ему. Давай дадим ему шанс. Шерон права, мы не можем тебе доверять, прости. Не, ну это уже будет тупо, нет. Шерон, я ему верю, давай дадим ему шанс. Ладно, но ты должен слушать нас и не должен мешать. Да. Только не начинай, а. Я знаю, что такое командная работа. А еще, Ричард, мы часто общаемся с автоматонами. Тебе придется быть с ними повежливее. Но... А это еще зачем? Может, блин, я просто не буду над ними шутить и хватит на этом, нет? Вежливость — это уже перебор, слушай. Ло, нет, ну ты это слышал, а? Господи, ладно. Будем работать вместе. Ну, супер! Вот и договорились. Так, ну ладно, все, я побежал. Мне надо домой, а то кто-то расскажет родителям, что я с вами общался. Давайте, пока. Да, давай, пока. Ло, надеюсь, мы не пожалеем об этом. Если все так, как он говорит, то... Ладно, может быть, он нам даже будет полезен. Но, Ло, я хотела поговорить не об этом. Что ты думаешь о помощи автоматонам, а? Дилан, он ведь был... Он был настоящим, понимаешь? Я думаю, то, что другие автоматоны тоже могли бы стать такими. У них просто не, скажем... Господи. Шерон! Я нашла тебя! Что? Меня? Что-то случилось? Не-не-не-не, ничего плохого, все нормально. Просто я хотела попросить тебя о помощи. Помнишь, ты помогла мне устроить вечеринку, когда Лолошка выписался? Помнишь же, да? Она мне очень понравилась, и я хотела попросить тебя устроить еще одну такую же вечеринку. А? Серьезно?
Ой, я рада, что тебе понравилось, Джена. Конечно, не могу отказать тебе в помощи. О, супер! Вот и чудесно! Тогда пойдем прямо сейчас. Что? Стоп. Сейчас? Ну, да, прямо сейчас. У тебя что, какие-то планы, что ли? Ну, нет, никаких планов. Буду рада помочь, Джена. Где надо устроить вечеринку? Я рада, что ты согласилась. В торговом центре, прямо там. У магазина антиквариата завтра юбилей. Открыт уже 100 лет, прикинь. Круглая дата. У меня подруга там работает. Попросила помочь. А я, я как бы сразу о тебе, конечно, подумала. Ну так, что? Пойдем? Да, ладно, пойдем. Что, реально вот так просто? Да, блин, так, мне там Саша написала. Джена прибежала явно отвлечь Шерон. Но вот этот тайминг, когда Джена прибежала в момент, когда мы разговаривали с Ричардом... И погоди, стоп! Ни Дилан, никто не знает, как они узнали про то, что мы были в подвале. Но единственный, кто об этом знал, это Ричард. А прикиньте, если Ричард автоматон, но он сам думает, что он человек. Емать, это будет разрыв шаблона, если это так. Вот эти все праздники, все вот эти вот юбилеи, мы знаем, что это фарс. Мы знаем вообще все, что происходит, это фарс. Я понимаю то, что это может быть притянуто за уши, но в то же время, вот знаете, семья Ричарда, возможно, создала себе этого автоматона и не хочет его отсюда выпускать, потому что, опять же, он автоматон, а они, как страдающая семья, которая не может иметь детей, создала себе вот эту самофейковость. Типа, Ричард живой, и мы будем думать, что он живой. И относиться будем к нему тоже как к живому. То, что я сейчас провел себе эту цепочку в голове, это вроде неплохая цепочка. И она правда подтверждается вот именно тем фактом, то, что именно в этот момент прибегает Джена. Так, ладно, что там Саша пишет? Ну-ка. Эй, привет! Надеюсь, я тебя не отвлекаю? Хочешь куда-нибудь сходить, а? Так, ну нет, не хочу. Давай пойдем в парк. Хочешь пойти в торговый центр? О, сейчас мы как раз посмотрим, там реально какая-то подготовка. Так, давай. О, звучит весело. Уверен, что выдержишь мой поход за покупками, а? Ладно, не отвечай. Ты предложил, и теперь не можешь отказаться. Встретимся там минут через 20. Да, давай. Или же мы можем встретиться около университета и пойти пешком. Да ладно, давай. Сейчас туда приедем. О, супер, уже еду. Вот получается, как у нас сейчас устроено все. Мы учимся, и нам тут же пишет Саша. Саша нужна чисто для того, чтобы мы вечно на нее отвлекались. Да, это ее заданная функция, как у автоматона. Опять же, все то, что я произношу, это можете пропускать как чисто через мое мнение. Оно не всегда верное, оно очень часто даже ошибочное. Оплатить проезд, шоссе Хэнна-Форта. Да, отправляемся. Благодарю. Так, и получается, наверняка Саша уже где-то здесь. Я прав? О, господи. Эй, я здесь. Да, привет. Рада тебя видеть. Давай, пойдем. Торговый центр. Так, но мне надо Шерон на самом деле. Неплохо. А? Согласись. У меня такой замечательный брат. Согласился помочь сестренке с покупками. Ну какой? Да, точно. А ты можешь, точнее, рассказать мне, каким ты меня помнишь? До потери памяти. Я тебе еще и все сегодня оплачу. Я не твой брат. Отойди от меня, незнакомая женщина. С какого магазина начнем? Ты можешь рассказать, каким ты меня помнишь? Тебя? Каким помню? Ну, ты был потрясающим братом. Всегда потакал моим прихотям. Но при этом это не мешало тебе постоянно влипать в неприятности. Ты часто спорил и дрался со всякими придурками. И вообще очень редко ладил с кем-то, знаешь. Я бы сказала, что ты вообще ни с кем не ладил. Я виню в этом всех остальных, не тебя. Они тебя совсем не понимали, братец. И даже не пытались. У тебя была плохая репутация, хотя ты никогда не делал ничего плохого. Но это все только с твоих слов. Кто знает, что ты там от меня скрывал. Ну ладно, это не важно, братец. Давай лучше окунемся в настоящее с головой. Ой. Так, пойдем-ка туда. Посмотрю себе что-нибудь. Ай? И, кстати, знаешь, тебе бы тоже не помешало купить какую-нибудь новую одежду. Давай. Не отставай. Так, что тут у нас? Что? Ты будешь просто смотреть? Как же я хочу себе это платье. Так, а
А что вы вообще продаете? Ну-ка, торговать. Кофта, штаны, кофта, кофта, штаны, кофта, штаны, кофта. Понятно. А, ну и смотри, видимо, она просто по кругу будет ходить. А вот эти штанишки подойдут тебе, братец. Да-да-да, мне моя одежда нравится, честно-честно. Ой, как же мне нравится эта местная мода. Фу, а это что за ужасный свитер? Ну, цвет такой же, как у тебя. Не знаю, нормальный свитер. Ух ты, какой шарфик милый. О, так, ну ладно, это не мой размерчик. О, хочу себе это платье. Так, ладно, видимо, она будет говорить одно и то же. А что мне делать-то? Купить тебе что-то? У меня денег, ну сколько? 10 тысяч. Сколько у вас что-то стоит? А ну-ка, 2000, 5000, 3000. Если оставлю себе на место GDH, то, наверное, я как самый лучший братец что-то ей куплю. Но, тем не менее, я хочу узнать, что там с Дженой. Что там в итоге с Шерон? Где они? Нам же явно сказали то, что около какой-то ювелирки. Давай-ка на всякий случай попробуем здесь ювелирку посмотреть. О, буквально... Точно, антиквариат. Здрасте. Ну, вот я и не разобралась. Это так странно. Я пыталась купить билет на паром, но их распродают за секунды, представляешь? Билет на паром. Ну, знаешь, это судьба, Шерон. Обычный человек ни за что не сможет покинуть этот город. Чтобы выбраться отсюда, надо пройти целый лабиринт. В плане, о чем ты? Какой еще лабиринт? Ну, лабиринт своей жизни, конечно же. И в конце, когда ты осознаешь себя, тебе будет дарован путь отсюда. А моя работа — помочь бедным заблудшим душам это сделать. Правда классная история, да? Я не понимаю. А вот я, кажется, понимаю. Мы помним то, что Джена — это ключ. И в конце, когда ты осознаешь себя, тебе будет дарован путь отсюда. Моя работа — помочь бедным заблудшим душам это сделать. Я уверен, то, что сама Джена даже не понимает, о чем говорит. Ну, то есть, в ней сейчас говорит паттерн. Да слушай, мне это просто недавно Солус рассказал. Мне очень понравилась такая история. Никогда не слышала про Хэнфорд ничего подобного. Слушай, Джен, зачем Солус тебе это рассказал? Не знаю. Он в последнее время даже как-то, знаешь, частенько ко мне заглядывает. Ну ладно, ладно, давай возвращаться к работе. Поболтать мы можем и потом. Хорошо. Так, и с чего мы тогда начнем? Ну смотри, получается, подготовка заключается... в том, Ага, что- видимо, здесь мне не то чтобы место. Погоди, а что у нас с Сашей? Ой, вот он ты где? Эй, ты куда исчез, братец? Ты посмотри на меня, я уже успела присмотреть себе новый костюмчик. Вуаля! Мне так нравится. А тебе? Тебе нравится? Честно говоря, ну, неплохо. Шапочку, правда, снять. Но в любом случае, да, нравится. Ну ладно, идем дальше. Окей, идем. Так что... Ой, только не мне. Нет, мне не смешно, ложка, это не смешно, если ты будешь это носить. Нет, тут тоже нет. Нет! Куда? Моя одежда самая топовая, нет! Боже! Ужас какой! Ты посмотри, а тебе идет. Да нет же. Ой, знаешь, это было весело. Ой, братец, я рада была с тобой прогуляться. Иди ко мне. Рада была прогуляться с тобой. Ой. Увидимся завтра, хорошо? Ну что тут могу сказать? Ну конечно, с тобой только так надо видеться. Ну все, тогда я напишу тебе. Давай, пока, братец. Пока, сестрица. Так, в итоге одежда где? А, мы просто примеряли. Фух! Слава тебе, господи, что мы это не купили, а? А вообще, судя по всему, мне нужно возвращаться. Так, только погоди, у вас томаты продаются? Блин, было бы прикольно. Розовый гибискус, 380 СТ. Я, пожалуй, сам около общежития соберу. Так, здравствуйте, кампус. Крепче за баранку держись, шофер! Интересно, он каждый раз это говорит самому себе, что ли? Так, здесь у нас... Блин, стоп, я забыл! Ребята, томаты, семена томатов. Погоди, слушай, а у тебя это костная мука продается? 500 СТ за 32 штуки. Подожди, а сколько мне за это задание дадут? Вроде как много, да? Итого я получу примерно
7000 СТ. Не, ну я буду в плюсе, я буду явно в плюсе, поэтому, конечно, торгуем, покупаем. 3000 СТ тратим. Найс, спасибо. Далее мотыга, немножко света и... Поехали! 90 семян. Ну-ка, сколько времени? Ой, уже 20:46, что? Так, кстати, у меня тут куча руды осталось с того момента, как я сдал задание. Но, мне нужно очень быстро сделать семена томатов. Я делаю больше 90. Далее складируем. И вроде бы все, что мне остается, это немного подождать. Само задание я взял, правильно? Я просто, я каждый раз так паникую. Ой, кстати, у меня же задание спасение принцессы появилось, а я так и не прочитал. У Шерон появился план, как спасти Дилана. Мне нравится эта идея намного больше, чем просто ожидание действий Джоди. Рад, что у нас есть намек на план. И я могу не бояться завалить экзамены в университете. Ну, то есть получается, да, надо восстановить план Дилана. Нам нужно как-то выкрасть Дилана. А пока что ждем выполнения задания. И... да! Плюс 3 фермерства, обалдеть. 6000 опыта дали. Сколько мне? Ой, у меня скоро 54 уровень, будет 2 поинта. И помните, я прокачаю базара 0. Теперь краденое можно продавать не только скупщикам. Я смогу продавать это в ларьке. Как говорится, дополнительный способ заработка. Привет. Чё надо? Тебе заняться нечем, а? У меня закончилась газировка, а в магазин не хочу идти. Блин, ужасный день. Газировка? Ой, слушай, а у меня тут газировка есть. 2 серии подряд. Надо? Балдеж! Слушай, а может тебе еще и за чипсиками можно посылать, а? Вот тебе ответный подарочек. Не люблю чувствовать себя каким-то обязанным. Что ты мне дал? Что, отмычки? Немного штук, но спасибо. Ладно, газировка за отмычки, это, конечно, прикольно. Карл, привет. Да, привет, Ло. Я сегодня весь вечер в теплицах просидел. Это был очень продуктивный день. Уверен, завтра будет такой же. Пока что ужин. Понятненько. Блин, вот по классике хотел с Диланом поговорить, потому что он каждый раз говорит что-то дельное, но... Дилана нет. Чет, у тебя как? О, Энди не заметил то, что у него покусана зубная щетка. Это, конечно, весело, но мне, знаешь, немного стыдно. Возможно, я все-таки должен был рассказать про щетку. Совесть. Не надо, пожалуйста, не рассказывай. Иначе это, не знаю, обилки аукнется. Ее выгонят. Мне, кстати, интересно, у нас вообще какие-то новые тиктаки появились? Давненько мы не заходили. Всем привет! Сегодня мы проведем залетевший пару недель назад челлендж. Я завяжу глаза и буду пробовать разное детское питание. И буду пытаться угадать его вкус. В конце я выберу самое вкусное. О, понятно. Мне нужна будет помощь кого-то, кто будет давать мне еду в руки. Что-то мне не нравится этот челлендж. Что это? Что это? Горчица? Кетчуп? Что-то острое? О, консерва. Собачья еда. Так, допустим. Блин, прикольно, я люблю тиктаки, на самом деле, иногда вот так посмотреть. Фу, какая гадость! Это что, брокколи, что ли? Да, это брокколи. Я люблю брокколи обычно, но в таком виде, без соли, они... Да, мерзость какая! Так, хорошо, следующее. Это явно что-то острое. Открыл даже, смотри, крышечку убрал. Это так прикольно. Ну-ка. Это что-то сладкое, но не совсем. Тыква, да? Ага, тыква с яблоком. Ну вот, я почувствовала сладость, да, тыква? Давай, следующее. И сейчас будет собачий корм. Ну-ка. Это что-то мясное. Ну-ка. А что? Очень даже вкусно. Мне нравится. Это самое вкусное, что я пробовала пока что. Что? Чего ты ржешь, а? Ай, ну-ка. Что это? Ах, ты ж... Ты мне подсунул собачьи консервы? Ах ты ж... Блин, ну нафиг я сваливаю. Не волнуйтесь, мы ему еще отомстим. А вот как, узнаете в следующем видео. Блин, не терпится узнать. Так, что у нас дальше? Уф, это что-то с инвестициями связанное. Сталкивались с такой ситуацией? Да, сталкивался. Но
этот тик-так пойдет на бусти. Это очень интересно просто. Я думаю, что это заслуживает бусти. Если что, ребят, на бусти это выложится бесплатно, не волнуйтесь. Поэтому вы можете подписаться туда бесплатно, и мы туда также будем постить бесплатный контент. В целом мы и так это делаем. Эй, всем привет! Узнаете меня? Я не персонаж одного всеми любимого аниме. Я косплеер! Вы, наверное, думаете, что мы какие-то странные фрики, да? Но мы не фрики. Мы обычные люди и тоже хотим любви. Не знаете, как подружиться с гиком? Подарите ему постер с его любимой игрой или аниме? Не знаете, какое аниме ему нравится? Ну, если он постоянно сидит дома и не вылезает из компа, то... можете брать любой. Скорее всего, он его смотрел. Радуйте его подарками из нашего магазина и приносите ему еду. И совсем скоро у вас будет свой ручной хика. Вот. А мы обязательно вам в этом поможем. Ха-ха! Я понял, на кого это косплей, ребят. Я понял. Это косплей на Эмриса из сезона Игра Бога. Так, дальше у нас... О, нифига! Тик-так с Обилкой и Диланом. Вот это, кстати, интересно. Но, ладно, давайте мы это тоже выложим уже, скорее всего, на бусте. Тонна контента на то и тонна контента. Что-то нужно уметь разделять. А на этом, я думаю, мы также будем постепенно заканчивать. Мне очень нравится то, что сама Шерон предложила мои мысли в какой-то степени. Спасение принцессы. У Шерон появился план, как спасти Дилана. Мне нравится эта идея. Так воспользуемся же ей. А на этом, опять же, я не забуду попросить вас лайк, подписаться, потому что все ваши клики — это огромный буст к мотивации. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Ложка и дополнительные тик-таки на бусте. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Чем бы ты сама хотела заняться? Ну, наверное, я бы к семье хотела поехать. Ребята, идемте, я покажу вам мой дом. Ребят, сам не верю, что произнесу это, но, дамы и господа, в нашей команде живых пополнение. Ричард, прошу любить, жаловать и забыть все предыдущие обиды. Ладно, если серьезно, то он явно знает то, что будет нам полезно. Нам нужна информация. План действий уже имеется. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы совершили рокировочку. Да-да, мало знающий, но умный Дилан, но скорее всего не самого умного, но при этом много знающего Ричарда. Как бы смешно это ни звучало, но я уверен, данный союз будет полезен. Как минимум, напоминаю, у нас есть это. Доверие 60%. Ну не может быть оно просто так здесь, ну не может. Да и плюс не забывайте, Ричард живой человек, а значит взломать и перепрошить его как Дилана, ну явно не получится. Как говорится, небольшой, но плюс. Что насчет плана действий? У нас есть полноценное задание, которое опять же появилось в предыдущей серии, называется «Спасение принцессы». У Шерон появился план, как спасти Дилана. Мне нравится эта идея намного больше, чем просто ожидание действий Джоди Арис. Джоди Арис, напомню, это та самая типа учительница. Рад, что у нас есть намек на план, и я могу не бояться завалить экзамены в университете. Не, ну это самое главное. Короче, план примерно такой. Мы берем какое-то устройство Дилана, например, компьютер, ноутбук, подсоединяем кабелем и возвращаем ему память. Да, я понимаю, звучит глупо, несерьезно, но оно хоть как-то звучит. Но, прежде чем что-либо делать, напоминаю, я пообещал заботиться об Обилке, как минимум кормить, гладить, поэтому кормим. Ты не голодный? Окей, тогда гладим, и вот после этого выдыхаем. Эй, Чет, доброе утро. Ой, блин, Ло, привет, да какое ж доброе. Сегодня целых 3 контрольные подряд. Ой, блин, ну за что ж с нами так-то, а? За что? Это будет очень тяжелый день. Блин. Я очень-очень надеюсь, что моих занятий с Карлом будет достаточно. Хотя бы для хороших оценок. Блин, ладно. Ло, слушай, я, наверное, занят. Буду готовиться, не мешай. Окей, Чет, чё? Вы правда готовились? Просто я ни разу не видел. Сидите тут, то за компом, то за книжкой. Вместе не общаетесь. Карл? Что? Блин, Ло,
Дилан так и не пишет, представляешь? Я очень надеюсь, что у него все хорошо. Может узнать у дирекции университета, ну, по какой причине он уехал. Хотя вряд ли они расскажут. Это же типа личная информация. Университет не имеет права ее распространять. Ну блин, Ло, я так беспокоюсь. Что там с Диланом? Уф. Подожди, а реально, как это вообще видится университетом? Как это видится верхушкой? Типа, они будут морозить, ну, как минимум, Карла тем, что, ну, у него там какие-то проблемы, поэтому он даже не пишет. Ну, ладно, ладно. В любом случае, что у нас здесь? Ух ты, ё-моё, Энди. Коробки решил разобрать, да ладно, спустя столько времени. Что, чё, время? Да блин, родители прислали мне меньше денег, чем обычно. Ну и чё дальше, а? Они перестанут оплачивать общагу, что ли? Блин, как же они достали. Вау. Да ты... А ты спасибо им хоть раз говорил? Нифига себе. Причем это он не говорит. С таким наездом. Ладно, чужие семейные проблемы — это не мои проблемы, но спустя кучу серий наконец-то я решился. Ребята, я много читал комментариев, я видел, как вы писали об этом, и вот оно. Я беру воду, воду, воду и воду. Так, нет. Воду, да. Перед этой серией я немного подготовился и наконец-то решился. Пора создать полноценную ферму пшеницы. Может быть небольшую, но все-таки создать. Потому что все это опыт. Пшеница дает больше всего опыта. И если у меня появится ферма, которая будет расти и зимой, и осенью, и весной, не только летом, то это же, ну, имба, не? Это максимально крутая тактика фармежки опыта. Вот, допустим, до 54-го мне остается совсем немножко. Так, копаем. Копаем обязательно киркой. Если копать лопатой, напоминаю, копает всего лишь один блок. А вот кирка сюда! Сразу кучу. Самый смак этой фермы в том, что она не подвержена сезонам, как я уже сказал, и ее можно расширять. То есть я могу ее удлинить, расширить, и у меня будет еще больше опыта. Так, пока что делаем вот так вот. Далее возвращаемся домой, берем семена пшеницы, и да, наконец-то этот большой сундук хоть как-то сыграет свою Ло, что ты тут делаешь? Ты учебники взял, а? Давай, пойдем. Что? Бляха-муха, у меня тут семена пшеницы, Карл! Ну какой пойдем? Слушай, а может быть я просто скажу, что заболел там и... Ой, тихо. Чет, ну не надо, прекрати так беспокоиться. Ты напишешь экзамены, хорошо. Давай, я же хорошо тебя подготовил. Все получится. Ну, я бы не был так уверен, Карл. Просто Тихо. если... Давай так, просто попробуй выпить ромашковый чай. Он поможет успокоить нервы. Не-не-не-нет, спасибо, Карл, не надо. Фу. Пойдем-ка лучше на автобус, да? Если я еще и опоздаю, то это совсем кошмар будет. Давайте, не опаздываем. Уф. Ну для Чеда, кстати, из всего нашего блока важнее всего не завалить учебу, как минимум по одной простой причине. Его, если выгонят, то он, ну не знаю, что-то типа семью опозорит. У него не самая обеспеченная семья, как мы помним. Так, ладно, поехали оплатить универ. О, сейчас мы, наверное, с Ричардом поболтаем, да? Может быть, даже Шер. Эй, Ло, привет, доброе утро. Слушай, я хотела тебе написать еще вчера, но подумала, что лучше, наверное, лично обсудим. Ты же вчера подходил к магазину антиквариата, да? Да. Я понял, о чем ты хочешь поговорить. Помните, Дженна и Шерон стояли в магазине антиквариата, и Дженна говорила то, что Саймон Солус рассказывал ей про некий лабиринт. Чтобы выбраться отсюда, нужно пройти лабиринт. Лабиринт своей жизни, конечно. И в конце, когда ты осознаешь себя, тебе будет дарован путь отсюда. А моя работа... Ну, то есть Дженны, помочь бедным заблудшим душам это сделать. А я, честно говоря, даже про это забыл. Так, да, я, короче, это помню. Говори. Ты же слышал мой разговор с Дженной, да? Да, я только что сказал. А, ну, то есть я имел в виду... Да. Я так и подумала, что ты подслушиваешь. Но я бы в любом случае тебе все рассказала. А вообще, я не думаю, что Солус просто так стал к ней наведываться и при этом рассказал эту историю. Мне кажется, что GDH хотел с самого начала дать автоматонам свободу воли. Все, что мы нашли, указывает на это, Ло. Вся эта история, очевидно, создана для них, не для мироходцев. Этот секретный код у Дилана, история с жизненным лабиринтом, где в конце обретаешь осознание и свободу, странное поведение Солуса, тот факт, что он сумел принять то, что он автоматон. Понимаешь? Хотя у него, кажется, нет такого паттерна, как у Дилана.
Я всю ночь сегодня об этом думала, всю ночь. Солус как будто пытается их подтолкнуть. Эта история — один из способов Солуса распространить эту идею. И я думаю, он не может сказать об этом лично. Помнишь все разы, когда он давал подсказки намеками? Ну, или пытался рассказать что-то через Джену? Я думаю, он не может говорить с нами напрямую. Мы же люди. Я понимаю, что это звучит безумно, но все сходится, пойми. Вот почему он пытается связаться с нами через Джену. Он же называл ее ключом, да? Я думаю, он намекает, что нам нужно как-то объяснить ей, что она автоматон. Не напрямую, как раньше, нет. Мы должны подтолкнуть ее к осознанию, самоосознанию. Блин, я понимаю, что это все звучит безумно, но я верила всем тем безумностям, что ты рассказывал мне, поэтому прошу тебя, теперь твоя очередь. Окей, ну я... Не, это не безумно звучит, на самом деле логично. Как минимум, если бы я не видел вот эти вот обрывки, типа Саймон — это сердце, Дилан — это мозг, а Джена — это ключ, то я бы, наверное, задумался то, что Джена... Ой, в смысле, Шерон бредит. Шерон, в последнее время ты какая-то... прикольная. Хорошо, я доверяю тебе. Давай встретимся с ней после пар. Слушай, Шерон, мне кажется, ты права, что тут что-то не сходится, но... Автоматоны не могут обладать сознанием. Они все еще роботы. Не-не-не-не, я думаю, ты ошибаешься. Не должны мы никому помогать. Так, хорошо, я доверяю тебе. О, спасибо, спасибо, что поверил мне. Встретимся после пар у ее кабинета. Давай. Фуф. Так, подожди, а как же наш план по высвобождению Дилана? Нет? Мы сейчас о Джене будем думать? Так, вот, кстати, Джена, но, видимо, не поговорим. Да? Так, ладненько. Здравствуйте. Чё? Корешок интересный у книги. Да нет, я просто думаю... Думаю перевестись на дистанционное обучение. Там времени больше будет на хобби. А еще я смогу полноценно работать. Ай, красота. Ой, блин, только надо обдумать хорошенько. Вы бы лучше что-нибудь про остров рассказали. Чё, остров? Да, слушай, недавно был на рыбалке с отцом. Поймали такую рыбину! О, да, она точно была размером с мою руку. Ах, хочу еще раз. Нет, не про такой остров. Про вот этот большой остров, пожалуйста. Мне сейчас, конечно, интересно, а мы будем вообще с Ричардом что-то обсуждать? Он здесь? Так, Ричард на месте, вижу. Эй, здорово, Ло! Да-да. Доброе утро! Что? Доброе? Ричард. Какое доброе? Ты такое никогда не говорил. Да, слушай, ну чё, у тебя есть какие-нибудь планы? Не планируете, может, там пролезть в подвал еще разочек? Потому что я могу туда свободно входить, помнишь? О, кстати, а ведь правда, это ценный союзник. Так, у меня с Шерон уже есть планы на сегодня. Я обязательно отправлю тебя зачем-нибудь в подвал, но потом. Блин, погоди, мы опять его динамим? Даже после того, как он вступил к нам в группу? Ну, у меня с Шерон уже есть планы. Вот. Да, и вы меня не позвали, серьезно? Не, чел, все, я с вами иду, точно. Мне тоже нужно знать, что происходит. И куда вы как минимум движетесь. Я не хочу остаться неудел. С родителями я что-нибудь придумаю, не переживай. Давай, все. Учимся. Взял инициативу в свои руки. Не, я не против, честно. Если бы у меня был выбор, типа, пойдем с нами, я бы нажал. А так было реально странно. Два варианта, и это продинамить. 63-й параграф. Классы состояния литосферы. Ой, ну поехали. О, опыт. Эй, Ло, давай, встаем, идем. Так, быстро. Пойдем. А, ты за мной, да? Да, ты просто за мной. О, блин, погоди, куда? Мы, получается, встречаемся у кабинета Джены. Оу, сюда! Вот это я понимаю. 54 уровень, 2 поинта. Так, я могу прокачать, я помню, хотел прокачать базара 0. Теперь краденое можно продавать не только скупщикам. Да, но прокачать здесь я не могу, нужна статуя. Ну, наконец-то. То есть в этот раз ты не боишься, что тебя будут отчитывать родители, да? Очень надеюсь, что твоя инициатива для нас не губительная. Ой, блин, куда я иду-то? Ой, придурок. Кабинет Джены, точно. Так, ну-ка, нас ожидают? Шерон... А, погоди, а может быть мне нужно написать или что-то в этом духе? Нет, Шерон, нет. Саша, кстати, мне тоже ничего не пишет. И хорошо, что не пишет на самом деле. Так, сюда. И... О, Джена. Где Шерон?
А где Шерон? Подожди, чувак, серьезно? Что у вас тут? К ней? Ричард, мы это вчера обсудили. Если у тебя есть какие-то проблемы с автоматонами, то можешь не участвовать. Да ладно тебе, я же ничего не сделал. Внутри ты должен молчать. У меня есть план. Я думал, она меня будет отчитывать за то, что я позвал Ричарда. Ну ладно. Ой, Дженна. Так, Приветики! как делишки? Ребята... Так. Привет, Дженна. Не привыкла к такой толпе. А вы чего тут делаете? Хотите сходить в антикварный магазин, да? Посмотреть на нашу Шерон работу, я поняла. Ай, да ладно. Я не смогу, ребят, у меня сегодня много дел, ну правда. Ой. Так, подожди. А ты что тут делаешь? Тебе нужно чего? То, что тебе удается как-то отмазываться в деканате каждый раз, не означает, что тебе все дозволено. Ба-ба-ба. От тебя мне вообще ничего не надо. Ребята, слушай, Дженна, вообще-то мы хотели узнать, чем бы ты сама хотела заняться. А? То есть... Ого, я поняла, вы такие милые. Ну, я бы хотела заняться волонтерством, это точно. Это всегда приносит мне радость, и поэтому я... Не-не-не, Дженна, я не совсем это имела в виду. Что бы ты хотела сделать для себя? Не понимаю. Я занимаюсь волонтерством для себя? Нет, перестань, Дженна. Ты всегда думаешь в первую очередь о других. А теперь мы пришли помочь тебе подумать о себе. Расскажи нам, может быть, ты сможешь помочь? Наверное... наверное, я бы к семье хотела поехать. Я даже летом не смогла их увидеть, потому что занималась волонтерским центром. Все время думаю о том, что надо их навестить, но... Этот город меня как будто удерживает. Да и, сама знаешь, у меня работы много. Такова уж жизнь. Чем-то все время приходится жертвовать, и Ну тогда все, решено. А? Что? Мы едем к твоей семье. Что? Не-не-не-не-не. Шерон, я не могу. У меня же работа, ты о чем? На меня люди рассчитывают. Я не могу подводить людей, Шерон. Что она... Да, люди, ага. Ричард, ты... Да ладно, молчу. Ладно. Слушай, Дженна, я уверена, один день ты все-таки сможешь пропустить. Давай, пойдем с нами. Но я не уверена, что это хорошая идея. Так, а ну-ка, заткнись, Дженна. Прямо сейчас ты берешь и реально идешь к своей семье. И тут мы выясняем то, что твоей семьи не существует, да? О, это интересно. Это, кстати, очень крутой способ доказать то, что она, робот, автоматон. Но ты же хочешь увидеть свою семью, да? Давай, Дженна, это всего лишь один день. Ну, если не хочешь, то и не надо. А когда ты освободишься для этого? Не-не-не, давай, это всего лишь один день. Блин, да, я хочу их увидеть. Я действительно давно не видела родителей. Ну, и... все будет хорошо, Дженна. Уверена, это будет очень весело. Я уверен, это будет очень скучно. Ай, ладно, ты права, Шерон, ты права. Надо ехать прямо сейчас, иначе я буду вечно откладывать на потом. Давай. Ой, блин, смотри-ка, придется брать такси. Автобусы так далеко не ходят. Ребят, вы уверены, что хотите именно со мной? Это будет недешево, правда? Да ладно тебе, ладно, не беспокойся. Это же мы предложили. Разделим на всех, получится нормально. О, какие вы милые! Спасибо! О, Саша. Так, лишь бы не здесь, лишь бы не рядом. Ребят, быстрее такси вызывайте! Я пока задержу Сашу. Что она? Эй, привет, Ло! Слушай, а ты не против, если я к тебе сегодня подойду? Я сейчас как раз недалеко от твоего университета. А у меня есть выбор. Эй, Лололошка! Ой, как вас тут много. Да, чел, это что, реально она? Кажется, она уверена, что вы родственники. Ричард, что ты делаешь? Привет всем, ребята! Я Саша, сестра Лололошки. Привет, я Шерон. Приятно познакомиться. Ричард. А я Дженна, меня Дженна звать. Простите, но... Слушай, Лолошка, а сходим сегодня куда-нибудь? Блин, Саша, твоя задача, чтобы я после универа проводил время с тобой, да?
идти, у меня другие планы. Вот. Что? То есть ты занят? А, прости, что отвлекла. Наверное, я должна была заранее написать. Это моя ошибка, моя. Эй, что такое? Ло, вы можете идти, конечно. Я не против, правда. Шерон может составить мне компанию, идите. Я не понял, Шерон, а я чё? Я чё, для тебя мебель какая-то? Нет, правда, Ло. Я слышала, что к тебе приехала сестра, и... Ты погоди-ка, и правда меня проигнорировала, ты чё, а? Ну же, твоя сестра, вы так давно с ней не виделись. Уверена, ты скучал по ней не меньше, чем я по родителям. Ну же. Ах, блин, И вот, блин, проблема в том, что только Шерон и Ричард понимает, что мне нужно как-то правильно подбирать слова. Ай, знаешь, Дженна, ты так права, я соскучился по своей сестре. Не хочу от нее уезжать. Нет, Дженна, я не хочу нарушать наши планы. Мы уже решили, что едем к тебе. Блин, это такой вариант, такой важный. Давай мы, наверное, поедем к Дженни. Мне просто самому интересно узнать, там реально родители существуют или нет. Поехали. Нет, что ты, Ло? Я не хочу быть причиной, из-за которой вы проведете меньше времени вместе с сестрой. Слушай, а Саш, а может быть ты с нами хочешь поехать, а? Ух ты. Ну, я не хотела бы вторгаться Да и... ладно тебе, с нами уже Ричард едет. Уверена, ты будешь компанией не хуже него. Эй, какого? А вероятно, даже будешь лучше. Пойдем. Чем больше, тем лучше. Да, если я и вправду не буду мешать, то я с радостью. Давайте, ведите меня. Я не против небольшого приключения. О, 250! Боже, где мы? О, обалдеть! Деревня совсем не изменилась. Знаете, мне даже почему-то казалось, что я не узнаю это место. Блин, да вы... Тут же одни развалины. Я даже не знал, что они могут быть настолько сломанные. Эй, ну ты чего? Не настолько все плохо. Да, Ричард, не все живут богато. Если... Ладно, все, Дженна. Давай, не обращай на него внимания. Ой, блин. Раньше же у тебя неплохо получалось его игнорировать, да? Ты права, Шерон. Ой, пойдемте. Ну, чего стоите-то? Ну, ребята, идемте, я покажу вам мой дом. Идем? Да, видимо, идем. О, боже мой, куда? Что это? Ребят. Тут, я не знаю, что это, как это комментировать. Это не прогруженная деревня. Здесь никого не должно было бы быть. Дженна, тебе плевать. Вообще, алло! Вам чё плевать на все это, алло? Тут буквально сломанная деревня. Так, ребят, погодите-ка. А если я попробую с ними поболтать? Привет? Ох, не доберусь сегодня до дома. Не доберусь сегодня до дома. Не доберусь сегодня до дома. Боже. Ладно. Холодно что-то сидеть. Показалось. Пипец. Это просто пипец, реально. Совсем не могу напиться. Какой ужас. Не могу напиться. Совсем не могу напиться. Что скажешь, молодой человек? Чё-то шею защемило. Вот бы размять. Размял. Шею защемило. Я не могу на это смотреть без улыбки и без афига одновременно. Пипец. Чел? Понятно, не поговорим, видимо. Эй, Так. вы поглядите, какая милая деревня. Да, это правда. Так, сейчас. Мне даже интересно, кто откроет. Кто-то идет, я слышу. Дженна! Золотце мое! Иди ко мне! Дженна, ты совсем не приезжала! Я уж боялась, что ты совсем про семью забыла.
Мама, зачем ты... Ой, да ладно тебе, я же шучу, Джена. Знаю же, как много ты работаешь. Знакомьтесь, это моя мама. Здравствуйте. Можете звать меня Вивьен. Ой, да ладно, мам, это мои друзья. Кто там пришел? Дорогой, Дженна приехала к нам. Иди сюда, Ник. С друзьями приехала. Понятно. Понятно. Давайте, заходите. Нечего вас на улице держать. Блин, мне немножко не по себе, реально. Мне страшно даже заходить в этот дом. О, боже. Так. А где вот этот чел, который кричал? Ник. Это, получается, батя твой, да? Отец. О, вот. с возвращением. Как дела у тебя, Джена? Ой, пап, да знаешь, слишком много работы. Но я справляюсь. Вот смотри, я приехала сюда с друзьями. Дженна, я так рада, что у тебя все хорошо. Мы в тебе никогда не сомневались. Ты всегда знаешь, что делаешь. Мы всегда готовы поддерживать тебя в решениях. О, боже. Я почти завидую. Даже железяки лучше родители, чем мои. Эй, ты что? Я думала, мы договорились. А если бы они услышали? Да, точно. Эй, давайте. Нечего стоять тут в коридоре, проходите. Идем на кухню. У нас еды хватит на всех. Простите, но знаете, мы просто в гости зашли. Не стоит. Конечно, стоит. Идемте, не стесняйтесь. Мне так не по себе от того, что я сейчас вижу перед своими глазами. Такое ощущение, вот сейчас что-то, блин, произойдет такое автоматонское. Зачем вот нам нож крупным планом показывать? Зачем нож? Почему тут чертов нож? Уберите его. Ой, не подходи к нему. Как тебя там, Вивьен и Ник, да? Вивьен и Ник. Так, ладно, я наготове. У меня меч. А вот. Ты давай, рассказывай. Что? Как тебе в Хэнфорте? Чем ты занимаешься? Познакомь нас со своими друзьями, в конце концов. Да, точно, пап. Ой, смотри, это Лола-ложка. Это Шерон. Так, Ричард вот там в дальнем углу. И Саша, это Саша. Я работаю, если что, в волонтерском центре. Боже! Господи. Ребят, нам, наверное, уже пора возвращаться. Время-то позднее. Слушайте, а я, наверное, останусь на ночь здесь. Хорошо? О, да, конечно, Дженна, да. Мы и сами доберемся, не переживай. Приятно было с тобой познакомиться, Дженна. Но нам действительно уже пора. Время позднее. Давайте, пока-пока. Спокойной ночи. О, вау. Знаете, это было даже неловко. Я узнала всю историю жизни Дженны, а встретились-то мы только впервые. Да, а я вообще не должен был сюда приходить. Блин, зачем я вообще вызвался? Да уж, возможно, это был не самый лучший план. Но Дженна выглядела счастливой. Главное, что это сработало. Что сработало? Ой, ну, попытка подбодрить ее. Да, подбодрить, конечно. Блин, вообще. Поняла. Это явно сработало, Шерон. Такс. Ну что, закажем такси сразу домой, да? Знаете, уже как-то поздновато для прогулок. Угу, давай. Ой, пипец. Повезло, что Саша на такси приехала быстрее нашего. Интересно, блин, и чем же нам повезло, а? Приходится здесь торчать. В смысле? Зато мы наконец-то можем поговорить без нее. Ты вообще видел местных автоматонов? Ой, это просто трэш какой-то. Это было сложно не заметить. Забей, это просто дешевые пробные модели. А чё ты? Не выкидывать же их. Бюджет не бесконечный вообще-то. Их как раз обычно отвозят вот такие отдаленные места. Они скорее для поддержания истории продвинутых автоматонов, не для реального использования. Я не думаю, что кто-то вообще предполагал, что сюда доберутся настоящие люди. Да, удивительно, что они вообще продолжают как-то функционировать. Уверен, никто сюда диагностику проводить не приезжает. Никогда.
Видели, там в конце деревни один автоматон просто лицом в землю лежал, а? На ты, блин. И все равно, даже эти лагающие, глючащие придурки лучше, чем мои родители. А, что? Опа! Чье-то такси, погляди. Надеюсь, мое. О, видимо, мое. Так, о, да, действительно мое. Я вообще в шоке, подожди, то есть мы это, подожди, мы это вообще хоть как-то обсудим? Просто для меня все то, что я видел, это один большой абсурд. Я хотел плакать и смеяться одновременно от всего происходящего. Особенно, когда мы сидели за столом и уже даже родители залагали. А все таки, ну да, все так и должно быть. Блин. Ну я рад, то, что Ричард никак ничего такого не сказал, что могло бы поломать наш план. Можем ли мы сейчас кому-то об этом написать? Вот вопрос. Саша, Шерон, Дилан. Вот, кстати, я только сейчас допер то, что Саша, она же у нас что-то типа передатчик-автоматон. И раз уж прямо сейчас она видела все то, что видели мы, то получается, вся верхушка власти тоже будет знать, что мы знаем про сломанных автоматонов. Ну или как минимум, они будут знать то, что мы что-то пытаемся сделать с Дженой. Это действительно супер интересно. И, блин, я пришел прямо сейчас сюда, чтобы немножко повыращивать пшеницу, и понял то, что не взял с собой пшеницу. Погодите-ка. Эй, всем привет. Может быть, даже поболтаем с кем-то? Что? Погоди. А где все? Я бы подумал, что это какой-то баг, но тогда бы, наверное, кошки бы тоже не появились. Ну, окей, я очень надеюсь, что это как-то объяснится. А пока что, так и быть, забираем семена пшеницы. На всякий случай также заходим в компьютер Дилана, пробуем нажать на удаленный доступ. Увы. Привет, Поле. Пора плодородить. Так, а кстати, не забываем о том, что у меня же теперь 2 поинта. Надо потратить. Мне перед этой серией сказали то, что я упускаю очень важный контент еще с 30-й серии. Это контент, который связан с гопниками. Я много раз был в промышленном районе, я много раз натыкался на гопников. Буквально недавно я с ними даже подрался. Но при всем при этом, оказывается, в том районе на автовокзале Хэнфорд-Сталь есть скупщик. Отправляйся. Спасибо. Скупщик, который не просто скупает, он продает. И да, это прям уже такой жирный спойлер мне дали, потому что я пропускал этого скупщика постоянно, более 30 серий. И ну давайте попробуем найти его. Мне не говорили, где он находится, мне просто сказали то, что где-то здесь. Вот оно! Реально! Скупщик! Ребята! Вы просто представляете, сколько контента на самом деле я упускаю, бегая... Точнее, не бегая по городу. Торговать? Вау. Барби полноразмер. 200 тысяч СТ. Фальшивая котлета, 20 тысяч. Ого, а что так все дорого-то? Финка Лоло ФД. Чего? Отдача 100, острота 0? 100 тысяч СТ? Ты погляди, как это все клево реализовано. У него можно вообще все, что угодно продать. Кольцо фортуны, заточка это продать. Ого! Чего? Я могу продать тебе смартфон? Золотой смартфон. А где такое взять? Просто если я где-то могу своровать золотой смартфон, то я на 50 тысяч поднимусь. Ой-ой-ой-ой, ты погляди, какая красота! Автоотмычка за 5000 СТ. Так погоди, это же бесконечная автоотмычка. Я решу все свои проблемы с выламыванием дверей. Так, ладно, мы сюда обязательно вернемся, а пока что проваливаем отсюда. В итоге, возвращаясь домой, мы так никого и не застаем. Наверное... Ладно, может быть, это действительно тупо визуальный баг. Я в целом даже буду не против, если это визуальный баг. На этом мы будем постепенно заканчивать. Надеюсь, то, что вам понравилось. Наконец-то мы побывали там, где еще не были, хотя это было реализовано давным-давно. Если что, вы можете в комментариях писать свои районы. И если этот комментарий будет очень жестко залайканным, то, ну, в будущем, надеюсь, не забуду. По поводу Джены, я очень надеюсь, то, что она вразумится сама, пока будет в той деревне поломанных автоматонов. И, конечно же, я надеюсь, то, что вы тоже вразумитесь. И если все еще не подписаны, то подпишитесь. Не забуду сказать то, что все ваши лайки, все ваши подписки — это огромный буст к мотивации. И мы, правда, ценим каждое ваше нажатие. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и поломанные автоматоны, буквально. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. А нам же не обязательно внедрять воспоминания именно в его тело. Может, тогда используем сломанных? Я кое-что знаю о перепрограммировании автоматонов. Сейчас, почти готово. Все, готово.
Па-па-па, интересно, что произойдет быстрее? Дженна увидит, что ее родители это забагованные автоматоны? Или же я, наконец, возьму ноутбук, возьму провод, украду Дилана и перепишу его чертову память? Да, интуиция подсказывает, что одно из этих событий произойдет уже либо сейчас, либо прямо сейчас. Иначе мои догадки полный отстой. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы готовы действовать. Нет, не так. Я готов действовать. Все эти планы Шерон, информация Ричарда, далекая деревушка с забагованными автоматонами и тем более родителями Дженны, это, конечно, нагнетает, раскрывает, но... Чё насчет Дилана? Алло, про него что, забыли? Давайте так, буду честен, если сегодня мне дадут хоть малейший намек на то, что лично я могу действовать, я беру и действую. На всякий случай проверяем. Кабель есть, ноутбук есть, электрогрелка заряжена, автоотмычки нету автоотмычки, есть только обычные, но этого пока достаточно. И телефон, ну-ка, заряжен. Фух, ну это такая, знаете, полная боевая готовность. Всем привет, ребят. Чё, как дела, Карл? О, привет, Ло, доброе утро. Ой, ты вчера так поздно вернулся, так поздно. Я уже даже начал переживать, что что-то случилось. Но чат меня успокоил. Знаешь, я думаю, я все еще переживаю из-за Дилана, который до сих пор мне ничего не написал, прикинь. Наверное, поэтому я слишком сильно испугался, когда ты не пришел вчера вечером. Ой, блин. Ладно, хорошо, что сейчас все хорошо. Ох, Карл, ну что я могу тебе сказать? Я был в автоматонской деревне. Нормально? На самом деле, кстати, Карл это реально тот персонаж, который вспоминает Дилана чаще, чем даже Шерон. Как же мне хочется, чтобы мы Дилана уже спасли, или хотя бы попытались спасти. Да, Чет? Доброе. Привет, Ло, привет. А тебе повезло, что я вчера успокоил Карла, когда он забеспокоился о твоем отсутствии. А то пришлось бы тебе весь вечер отвечать на его сообщения. Ты только, Ло, в следующий раз Карлу сам напиши, а? Я не смогу его вечно останавливать. Давай, думай об этом. Да, ладно, спасибо тебе, Чет. Слушайте, это тот самый персонаж, которого не просят, но он всегда поможет. В этом весь Чет. Ну и, конечно же, Энди, наше некое чеховское сюжетное ружье, которое непонятно зачем здесь сидит. Блин, чел, вы такие назойливые, а? Я попросил управляющего переселить меня в более спокойный блок. Но, видимо, других свободных мест нет. И меняться со мной тоже никто не захотел. Те, оно и неудивительно. Вы кого угодно достанете. Все, отвали от меня. Ну, да-да-да, в целом, про Энди я ничего не могу сказать. За сколько уже серий? 10? По-моему, более 10 серий он здесь, и реально вообще непонятно зачем. Но, кстати, у меня имеются сообщения, которые, наверное, кто-то написал. Нет? Ну ладно, а теперь давайте к более крутым новостям. Дело в том, что я до этой серии фигней не страдал. Я работал. И встречайте! Нифига себе. Вот это тайминги. То есть я имел в виду, встречайте, не Шерон, а полноценная ферма пшеницы. Здесь я могу добывать, и здесь я могу копить опыт. Я эту ферму, наверное, сделаю потом еще больше. Наверное, расширю влево, вправо. И я реально буду копить так много, что даже задание мне уже не понадобится. Так, ладно, Шерон печатает. Эй, Ложка, привет. Возьми сегодня ноут Дилана с собой. Чего? Да, то есть, конечно. Супер. Встретимся. Так, а вот это уже интересно. Ну, ноутбук я таскаю с собой уже сколько? Серии 5? Поэтому окей, возьму. А я как раз собирался действовать. Так, ладно, давайте продолжим про опыт. Смотрите, прямо сейчас у меня 537. Проверим, сколько дает одна пшеница. Бам! И в итоге 542. То есть одна пшеница это 5 опыта. То есть за каждые 200 пшеницы я буду получать по 1000 опыта. Здесь у меня, ну... наверное, 200 с чем-то пшеницы есть. Я хочу, чтобы было примерно 1000 пшеницы. Добывается очень просто. Берем мотыгу и бам! Все, плюс 9 пшеницы. И плюс дофига опыта. То есть, если у меня будет примерно огромное поле на 1000 пшеницы, я буду добывать за раз 5000 опыта. Да, мне это надо. А пока, наверное, давай вернемся домой. Сколько времени? 7:58. Так, Дилан, может, у тебя что-то еще есть?
Здесь пусто, здесь пусто. Так, какие-то сундуки, что-то обязательно проверить. Рюкзак не нажимается. А, Карл уже идет, погоди, Карл. Ну, вроде бы я все проверил. Привет. Так. Привет, суматошный. Идти ты готов? Да, Карл. Только я обилку забыл покормить. О, ну раз готов, то замечательно. Давай, пойдем. Сейчас, погоди, обилка. Так, обилка, вот возьми. А, черт! Ладно, потом покормлю. Эй, слушайте, ребят, у меня, если что, сегодня будет много работы. А у тебя разве не всегда много работы, Карл? Ну, нет, Чет, сегодня будет еще больше. Дженна вчера не заполнила часть документов для ежегодных медосмотров. Меня попросили вот подменить ее. Дженна, которая что-то не сделала? Даже как-то не похоже на нее. Из того, что я не слышал, она успевает все и буквально везде. Да, честно говоря, я тоже не понимаю, что произошло. Обычно она куда ответственнее. Эй, Ло, слушай, а вы там не друзья с Дженной же вроде, да? Не знаешь, что у нее произошло? А вам-то какая разница? Вы о ней слышали, дай бог, наверное, раза два за весь сезон. Она поехала к семье. А, ясно. Ну, будем надеяться, что она больше не будет скидывать свою работу на Карла. Ладно, все, давайте не будем говорить о ее жизни. Это не наше дело. Пойдемте лучше на пары. Вот, это правда. Не надо поднимать эту тему. Вы еще молодые, зеленые. Там у нее родители еще тоже зеленые, недоделанные. Так, получается, ко мне никто не придет. Там какая-нибудь Саша. Окей, видимо, просто поехали. Оплачиваем. Крепче за баранку держись, шофер. Ага. Так, и в итоге Шерон. О, ждет. Ну давай, что у тебя за план? Ай, ну как? Ты принес? Да, ноутбук у меня, не томи. Угу, хорошо. Я думаю, мы должны найти Дилана сегодня. Предлагаю съездить туда, где ты видел его в последний раз. Если что, я уже написала Дженни. Она ответила, что приедет только вечером. Мы не можем сегодня заниматься ей. Но и сидеть на месте мне тоже не хочется, Ло. Вдобавок, как бы странно это ни звучало, я действительно скучаю по Дилану. Тем более, он у нас мозг. Нам не сбежать без его идей. И, кстати, Ло, напиши Саше, что ты сегодня занят. Я бы не хотела, чтобы она снова нас прервала. Теперь-то мы точно знаем, что она автоматон. Она, как и Дженна, не заметила ничего в той деревне. Ни повтора фраз, ни странных действий. Если Ричард вырос среди таких менее продвинутых автоматонов, я не удивлена, что он не воспринимает их как людей. Мне не очень нравится работать с Ричардом, но все-таки мне даже стало жалко его. Даже представить не могу, как он жил, зная, что все вокруг не настоящее. Но все равно, это не оправдывает его поведение. Он все еще ведет себя как полноценный придурок. Так, ладно, ты же сейчас на пары идешь, да? Фух. Я сегодня туда не пойду. Сегодня меня вызывают в издательство. Мне нравилось там работать, когда я думала, что меня ценят. Что у меня хотя бы книга хорошая. А теперь, знаешь, все это издательство, вся эта книга, это так раздражает. Ладно, я пошла. Удачи. Спасибо и тебе удачи. Блин, на самом деле я могу так сказать. Ричард, который вырос среди этих автоматонов, которых мы видели в деревне, поистине заслуживает уважения. Представляете то, что вы ходите в школу, вы ходите в университет, зная то, что даже ваше преподавание, даже ваши уроки, даже ваши одноклассники, это все не живое. И так, видимо, из года в год. Потому что Ричард, как мы поняли, здесь очень долго. Так, ладно, мне Саше нужно было написать. Саша. Слушай, Саш, прости, у меня сегодня планы. Вот, снова. Мы сегодня не сможем увидеться. Печатает. Ну ладно. Хорошо проведи время, братец. Да? Реально? Так просто? Я думал, то, что она будет настаивать. Так, хорошо. Значит, мы сейчас учимся. Ноутбук, опять же, есть. Провод есть. И, может быть, Ричарда позовем или что-то в этом духе. Привет, что за книга? Да какая, блин, книга? Меня все достало. Все, я отчисляюсь. Да! В жопу это все. Столько учебы никто не вытерпит, блин. Бесит. Вау, чел, книгу обронил.
Знаете, что я вдруг вспомнил? Примерно 2-3 серии назад я говорил вот эту фразу. О-о-о. Смотри, на самом деле куча студентов, куча автоматонов студентов начинает говорить о том, что даже они устали от того, сколько нагрузки. Автоматоны-то ведь действительно все больше жалуются на эту учебу. Вы поглядите. То есть я не просто так тогда это произнес, я это действительно замечаю. Так, привет. Какая у тебя прическа идеальная. В смысле, шикарная. Так, здрасте. Сегодня в столовой сломался терминал. Принимает только наличку. А у меня нет налички. Я тут подумал. О, спасибо, ты меня спас. Пока. Пока. Подожди, а мне плюс 100 денег пришло. А, это она типа перевела мне ходячий банкомат. Кто последний, тот лох. Пойдем, наверное. Может быть, еще с кем-то? Да чё ты нервничаешь, ну? Ты одна из всей группы написала все конспекты. Тебе точно ничего не будет, забей. А, ты не понимаешь, а если они недостаточно хорошие? Да, они хотя бы есть. Это уже чудо. Угу. Блин, да, я все больше замечаю. Вот сейчас я не могу этого отрицать. У нас все больше диалогов про то, что автоматоны устали. Да я, короче, и говорю им, что... Чё? Господи боже. Секунду, погоди. Тут ко мне подошел какой-то нищий идиот. Чё надо? Ничего. Ну ничего так ничего. Гуляй тогда. Простите. Так, ладно, 207 кабинет Эй, и... во. Ой. Ну чё, как? Есть какие-нибудь планы на сегодня, а? Надеюсь, не такие идиотские, как... вчера. И бессмысленные. Чего? Так, во-первых, ты бы хотя бы нормально привет сказал, а не сразу ну как. А во-вторых, какие нафиг идиотские, это был хороший план. Короче, да, есть пары после пар, нет никаких планов. Да, есть, но ты в них не участвуешь. Блин, ладно, да, после пар. Ты ничего не сказал насчет их бессмысленности. Ладно, я участвую. Все лучше, чем возвращаться домой к родителям. Надеюсь, в этот раз не придется дружиться с этими сломанными железками. Пойдем. Поучимся. Офигеть. То есть я тебе еще что-то должен. То есть, заметили, да? Он сам к нам попросился в команду, а теперь мы ему должны доказать то, что наши идеи не тупые. Так ты сам что-нибудь предложи, гений. Что... Не знаю, он взбесил меня этим диалогом, прям взбесил. Давай. Ну чё, идем? Идем. Надо было сказать ему, что он не участвует. Ну, здорово. Какой план? Слушай, к сожалению, у нас нет плана. Есть только цель. Чё? Вот как? Как у самураев, что ли? Или наоборот? Да, пофигу. Ладно, чё за цель-то? А ты уверен, что хочешь знать, Ричард? Ты же не любишь автоматонов. О, ясно. Опять эти железяки. Чем же они вас так интересуют, а? Ай, вот видишь, твоя реакция. Именно это я и имела в виду. Ложка, что скажешь? Ну, блин, ну что я могу сказать? Ричард хоть и говна кусок, но все-таки иногда подает какую-то важную информацию. Пока что я верю в то, что Ричард не пытается нас обмануть. Он просто не умеет разговаривать. Вот его главный минус — неумение говорить и доносить информацию. Знаешь, Шерон, думаю, ты права. Ричарду лучше не ходить с нами. Ну а в чем Ричард не прав? Кроме Дилана, для меня тоже все автоматоны это железки. Шерон, Ричарду все равно придется сотрудничать с Диланом, когда мы его вернем. Чем раньше начнем, тем лучше. Да знаю я. Мне просто все это очень не нравится. Эй, ты чё постоянно забываешь-то? Я не автоматон. Я слышу ваш диалог. Короче, Ричард, у нас был друг, автоматон. Его переписали, но он создал копию своих воспоминаний. Мы хотим вернуть ему память. Чё? Не, это невозможно. Он не мог осознать, что является автоматоном. Он бы сгорел от перегрузки. Или бы отключился для ремонта. Этого не могли не заметить уборщики. Ну очевидно же, что это заметили. Поэтому его и переписали. Да нет, я не про это, ты не понимаешь, Шерон. Автоматоны просто не способны пережить это осознание. Ну, а Дилан смог. Это одна из причин, почему мы хотим вернуть его. Ну ладно, окей. Осознанный автоматон, да? Вот это я понимаю, я в деле. Поверю вам, когда увижу все собственными глазами. То есть ты еще и... Плевать. Слушай, Лолошка, у тебя остались координаты того дома? Закажем туда такси. Ладно, ну вот, наверное, есть, да, вот. Вот координаты. Так, сейчас. Я думал, то, что стерлись. Они все отказываются от заказа. Попробуйте вы.
Может быть, у меня что-то с интернетом? Так, сейчас. Ничего. Ложка, а что у тебя? Не, ничего. Не получается заказать туда такси. Ой, поверить не могу. Все таксисты отказались, реально. Что у тебя? Что-то важное? Ой, я не знаю. А, я не прочитал! Откуда? А я-то могу прочитать, алло! Ну не томи, что? Сейчас, тихо. Так, сообщение неизвестный пользователь. Эй, не стоит приезжать на мою виллу, Джон. Там сейчас никого нет. Вместо этого, пожалуй, проведи-ка время со своей сестрой. Уверена, она оценит это. Если мне понадобится с тобой поговорить, я сама назначу тебе встречу. А, сообщение от Джоди Арест. Вот так вот-то. Не приедет такси. Вау! Вы, кажется, крупно влипли. Это явно написала какая-то важная шишка. И что же теперь делать? Так, погоди, ребят. А нам же не обязательно внедрять воспоминания именно в его тело. Они же не люди, у них железо-то одно. Если он вам реально так сильно нужен, просто залейте в любого из них данные и делов-то. Подожди, ты сейчас серьезно, что ли? Это убийство, Ричард! Ой, началось, блин. Слушай, не строй себе робота-защитницу, а? Это просто железо и софт. Прям как комп. Они ничего не чувствуют и не знают. Нет, ни за что. Я отказываюсь использовать других автоматонов. Ну так, может тогда используем сломанных? Но, правда, блин, я не ручаюсь за последствия. И где мы таких возьмем? У Джены в деревне, ты что, забыла? Вы же сами видели, кто там живет. Даже у вас не повернется язык назвать их людьми. Блин, я не уверена, просто если... Так, Шерон, тихо, давай я отвечу. У нас нет других идей. Я думаю, мы должны попробовать. А нет каких-нибудь автоматонов для утилизации? Чтобы никого не, ну, типа, выключать? Ну... Спасибо, Ло. Нет, я таких не знаю. Автоматоны не так часто ломаются безвозвратно. Обычно их всех можно починить. Ну чё, едем в деревню все-таки, да? Ладно, но мы там просто посмотрим. Мы не будем никого трогать, никакого автоматона, если он будет функционировать, понятно? Да. Поехали уже. 250. Ты погляди, кого ты кандидат наш? Он же явно поломан, погляди. Нет, подожди, может быть он просто спит. Реально? Лицом в грязи? Ай, ты что, не понимаешь, что ты споришь просто ради спора? Привет. Эй, просыпайтесь. Что? О, господи. Что? Да уж, этот явно поломанный. Слушай, Ло, дай-ка мне ноутбук, а? Я кое-что знаю о перепрограммировании автоматонов. Чего? Блин, да слушай, Шерон, ты что-нибудь скажешь на это, нет? Доверять ему ноутбук? Ладно, видимо, да. Вот, возьми. Что? А, погоди, может быть ему еще и провод надо дать? Так, вот. сейчас. Эй, слушай, Ричард, я не уверена, что это хорошая идея. А? Ай, ты уже сказала это. Несколько раз, Шерон, несколько раз. Не мешай мне, если хочешь вернуть своего... друга. Ладно, не буду. Так, сейчас. Опа. О, погляди-ка. Сейчас, почти готово. Ага. Все, готово. Привет. Алло, Дилан? А ты Ричард. То есть ты меня знаешь, да? Да, к сожалению. Чё за хрень? Чё за хрень? Ай, блин. Ага. Так чё, погоди, меня все же переписали, да? Да. Господи, какой у тебя непривычный голос. Да, Дилан, погоди, это реально ты, что ли? Да, блин. Знал, что это произойдет. Да. О, блин. Ай, ё-моё. Чё за хрень, а? Так, сейчас, погоди-ка. Это чё вообще? Вы загрузили мои воспоминания в другого автоматона, что ли? А, сломанного автоматона. Ай, даже не хочу знать, что стало с моим оригинальным телом. Подожди. Чувак, ты реально об этом говоришь и... Ты реально смирился с тем, что являешься роботом? Автоматоном, Ричард. А ты так и не перестал быть придурком, смотрю, да?
Какая жалость. Вот так, сейчас. Боже. Да, у меня тут такое ощущение, что я вообще никому не нравлюсь. Но с чувствами у тебя полный порядок, бро. Так. Слушай, Ло, возьми-ка, а. Давай. А? Эй, ребята, вы что, в гости решили заглянуть? А я как раз собиралась возвращаться в общежитие, представляете? Не могу же я провести тут всю неделю, да? Да, Джена? Она тут что делает? Что? В плане, что тут делаю? Я тут живу вообще-то. Да, Простите, а мы вообще знакомы? Я что-то не могу тебя вспомнить. Да, мы вообще-то учимся в одном университете. Выглядите староватым для студента. Но не простите, я не хотела вас обидеть. Простите. Успокойся, мы знакомы, травоядная. А? Что? Дилан? Ха, быстро же догадалась-то, погляди. Но подожди, но ты же выглядишь по-другому. Колдун! Я знала, что магия существует. А? Что, правда? Нет, ладно, я не знала. Но я просто надеялась. Как ты это сделал, Дилан? Секрет. Боленский. Слушай, ты ничего не замечаешь, реально? Да? Стоп, Дилан, а ты замечаешь? Ричард, тихо. Замечаю. Нет, не понимаю, о чем ты, Дилан. Кстати, у меня такси приехало, я должна бежать, иначе у меня накапают СТ за ожидание. Все, всем пока. Блин. Ну, мне кажется, она начала что-то замечать. Но, слушай, чел, ты так и не ответил. Почему ты не сломался? Ну а чего мне ломаться-то? Я уже давно знаю, что являюсь автоматоном. Но, подожди, раньше ты же справлялся с этим из-за того паттерна в коде. Ну да, так и есть. Я смог избежать поломки благодаря ему, но... Как бы сказать-то... Я не рассказывал вам этих тонкостей, потому что не думал, что когда-нибудь это пригодится. Код, отправляющий автоматонов спать, отвечает именно за перегрузку системы. Он активируется, когда автоматон не в состоянии справиться с полученной информацией. Обычно это происходит только в ситуации, когда автоматон узнает правду о своем происхождении. Но если что-то другое перегреет его систему, реакция будет точно такой же. Это своего рода иммунная система или аварийное отключение, если хотите. Триггерит реакцию не сама информация, а риск перегрева. Ну, это-то все понятно. Одновременно с триггером сна посылается сигнал в подвал универа. У автоматона после этого отключаются почти все когнитивные функции. А потом подключается сценарий добраться самым быстрым путем до точки ночлега, чтобы мои родители могли ночью забрать на диагностику соответствующую железяку. Так, и к чему ты в итоге это рассказываешь-то, Дилан? Та-ха-ха-ха. Потому что первичный перегрев и отсутствие сигнала в подвал компенсировались моим особенным кодом. А сейчас информация о том, что я автоматон, меня уже не шокирует, и я не перегреваюсь. Так вот, почему Солус смог без паттерна в коде справиться с тем, что он автоматон. Что? Подожди, Саймон Солус тоже автоматон? Приятно знать, что тебя тоже можно чем-то удивить, Ричард. Да, видел бы ты сейчас свою рожу. Так, погоди, Дилан, так значит я была права? Не только ты и Солус можете понять, что вы автоматоны и справиться с этим, да? Да, именно так. Я этот вопрос из-за Джены начал изучать. Хотел понять, почему ее вырубило, а меня нет. Так, стоп, остановитесь, пожалуйста. А чё за паттерн? О чем вы вообще говорите? Блин, серьезно. Слушай, Ло, расскажи ему. Сейчас расскажу. Ну дела. Да, согласен, Шерон. Но раз уж он теперь с нами, то лучше от нас узнает, чем от родителей дома. Наш Ричи постоянно делает глупости, да, Ричи? Ну, хватит, Так, слушай, ладно, давай рассказывай. Что было, пока меня не было? Стой, Ло, давай я расскажу. Ну давай. Да. А чё ты ему шепчешь? Ага. А мне рассказать? Ох, да уж. Не просчитался, значит, сделав бэкап. Всегда нужно делать бэкапы. Запомните, всегда нужно делать бэкапы. Это я вам как настоящий старец говорю. Вот это было прикольно. Спасибо.
Так, слушайте, ребят, вообще вам пора, наверное. Будет странно, если вы задержитесь здесь второй день подряд. Да еще и без Джаны. Я тут подлатаюсь немного. А завтра попробую приехать в Хэнфорд. Там поговорим. Окей. Хорошо. И, кстати, Ричард, с Дженой поговорим в том числе. О, а чё это ты вдруг раскомандовался, а? А чё, кто-то против, что ли? Ну да, я против. Ты же просто автоматон. Зато я не живу с родителями. И у меня была девушка. Вопросы? Ну, вообще я... Да все, давай, потом придумаешь ответ. Идите, не на что тут смотреть. А? Эй, Дилан, у тебя все в порядке? Нет, шею защемило. Идите уже. О, боже. Так, стоп. А сколько времени? А, уже больше 21? 23! Ой, чувствую сейчас Карл. Ой, чувствую, мы сейчас такую нервотрепку от Карла получим. Эй, всем добрый вечер. Так, Энди спит. Ага. А что насчет Карла? А, мы не получим никакого выговора, потому что все спят. Хе-хе. Время-то 23:12. Блин, это так на самом деле необычно, то, что мы сейчас видели. Дилан в роли какого-то старца. Это все супер необычно. И на самом деле очень странно то, что мы его в итоге покинули. Хотя у него, по сути, вот этот скелет, вот этот робот, в которого мы засунули Дилана, он же такой поломанный. То есть он в любой момент может просто упасть, потому что у него там нога защемит, шея защемит. Если к следующему дню с Диланом ничего не произойдет, то это будет прикольно. Но, у меня теперь другой вопрос. А мы ему тело-то вернем? Неужели он реально будет в образе этого старца? А еще раз уж у нас прямо сейчас ночь, я специально бегу на остановку, потому что я не хочу кое-что забыть. В начале серии я говорил про автоотмычку. Автоотмычка стоит 5000 СТ, и я, конечно же, ее собираюсь приобрести, потому что, ну как бы, зачем мне эти обычные отмычки? Так, автовокзал Хэнфорд-Сталь. Поехали. Спасибо. Бежим в эту сторону. Так, всем привет. Скупщик принимает? Скупщик принимает, хорошо. Торговать. Автоотмычка стоит 5000 СТ. Ну, наконец-то. А, я придурок. Он же наличкой принимает. Вот почему я в предыдущий раз не смог купить. Мне нужна чертова наличка! Вообще, чисто теоретически, банкоматы должны быть разбросаны по городу. И вот, допустим, вот это здание, это у нас что? А, погоди, это походу... Это метро! Да ладно! Банкомат. Итак, я хочу себе снять наличку. Хочу снять себе 1000, так... Давай, наверное, 8500. О, как давно я не держал в руках такие большие деньги. Ой, кстати, тут, оказывается, есть судья. Обокрасть. Слушай, а давай-ка, наверное, раз уж я иду к скупщику, обокрасть. Ой, я, кстати, помню то, что какую-то краденую отмычку можно продавать. Вроде бы вот этот скупщик, к которому мы идем, он не покупает отмычки. Могу ошибаться, но давай как раз проверим. Так, здесь у нас гопники злые. Привет, пока. Здравствуйте. Хочу, во-первых, попробовать вам продать, а во-вторых, купить. Короче, я покупаю у тебя автоотмычку. Бам! Оу май гад. Моя самая дорогая покупка за весь сезон. Буквально. Итак, как ей пользоваться? Так, во, допустим. О. Ой. Стоп, Она взламывает автоматически один раз. Я только что просрал 5000 СТ. Ну ладно, и как это окупилось? Каменная глыба из капающего камня, обалдеть. Обычная отмычка, немного налички, бумага, паутина, еще наличка. Хорошо, а что у нас по акциям? Стоп. А вот это уже очень хорошо. 140 за акцию, я по-любому продаю. Давай, наверное, вот так вот 200 штук. И я получаю 28 тысяч. Вау, я самый богатый чувак на районе. То, что я просрал 5000 на автоотмычку, плевать. Я куплю себе еще автоотмычку. И я ведь, кстати, реально ее куплю, потому что я хочу это сделать. Недостаточно средств. А, блин, наличка, точно. Какой же я тупой, а. Что? Это что такое? Бикини. Батюшки! Батюшки! Какого черта?
Стоп. Плюс 17% скорости плавания. Ну, окей. Слушайте, ну на самом деле я тут немножко походил, и я понял то, что вот как, оказывается, можно прокачивать горное дело. Помните, весь сезон я задавался вопросом, а как? Оказывается, все мега просто. Ты берешь, взламываешь вот эти вот запертые сундучки, и здесь попадаются прям реально крутые книжки. Во, взлом, еще взлом, далее деньги, ловкость рук. То есть я могу это все забирать. Давай-ка вот так вот используем. Плюс взлом, спасибо. Итак, проверка, насколько быстро я буду копать. Кирка слепого шахтера. Это не максимальная кирка, которую можно купить. Есть еще с эффективностью 5. Итак, бам! Ой, хорошо! Это уже прям реально почти моментально! Я иду и прям... Я уже почти не вижу, как трещины появляются. Данная серия — это эталон хороших новостей. Серьезно, то, что мы наконец-то вернули Дилана, это не то, чего я ожидал, но черт возьми, это прям шикарная новость! Дилан явно не сможет вернуться в общежитие, потому что, сами понимаете, он старикан. Но и при всем этом, данный Дилан явно не спалится перед другими, потому что за этим деревенским автоматоном не ведется слежка. И это означает, ребят, наконец-то мы готовы сбежать отсюда. Никакой зимний сценарий, никакая Джоди Арис нас больше не держит. Ее угрозы не работают. А значит, следующая серия будет чем-то очень важным для сезона. На этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Я очень надеюсь, что вы поддерживаете нас своими маленькими нажатиями, маленькими кликами. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, если вдруг не подписаны. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и спасение всех нужных нам людей и автоматонов. Всем удачи, всем пока. Пока. Да начнется буря. Я видел тебя с Дженной и Шерон. Снова что-то планировали без меня, да? Мы ничего не планировали, расскажу тебе после пар. Ну ладно. Давай, садись. Препод скоро подойдет. Что? Что за звук? Подожди, а что, это экзамен будет? Да? О! Что за хрень? Что? Дамы и господа, поздравляю, Дилан спасен. Ну да, говорит чуть иначе, выглядит немного по-другому, сам по себе почти старикан, но самое главное, его мозги никуда не пропали. И раз уж все в сборе, как насчет сбежать с этого острова, а? Надеюсь, попробуем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реально сезон, в котором мы победили. Да-да, сейчас у нас буквально лучший момент, когда и союзники имеются, и информации полно, и при этом верхушка власти реально думает, что нас переиграла. Но это мы переиграли. Напоминаю, произошло спасение Дилана, но да, не самым формальным способом. Вместо спасения его старого тела мы взяли память, которую Дилан заранее сохранил, и переписали ее в первого, почти поломанного автоматона. По итогу у нас получился, ну не то чтобы Дилан, а скорее Алдо Диланьядо, итальянская версия Дилана. Немного другой голос, другая внешность, все это не страшно. Страшно то, что теперь Дилан не может прийти в общежитие и сказать: «Эй, всем привет, друзья! Привет, Чет, привет, Карл!» Ну, это будет странно. Как минимум, его теперь даже обилка не узнает, которая наверняка хочет покушать, да? Да, супер. Эй, Чет, привет. Ой, привет, Ло. Скоро зачеты начнутся, ты помнишь? Надо начать серьезно к ним готовиться. Может, снова попросить Карла позаниматься со мной, что думаешь? Он вроде бы неплохо так объясняет. Тебе бы тоже начать готовиться, Ло. Уверен, пересдачи будут намного хуже самих зачетов. Так что давай, ты готовься. Да, я готовлюсь, я сдам. Я же... Ну, когда я не сдавал? Всегда сдавал. Привет, Карл. Ло, это ты... Ты вчера опять поздно вернулся. А, блин, точно. Ну, прости. Ну, что я могу тебе сказать? Да ладно, ты просто скажи, у тебя что, случилось что-то? Это, если тебе помощь нужна, ты говори об этом, Ло. Я просто беспокоюсь о тебе. После того, как Дилан уехал, ты как будто сам не свой. Приходи ко мне, если захочешь выговориться. Приходи. Я с удовольствием тебя выслушаю. Ты только приходи. Оу. Ну, блин, а что я могу тебе сказать? Ну, Карл, я все понимаю, ты, конечно, волнуешься, но я не могу тебе сказать правду. Уж сорян. Я не хочу, чтобы тебя отправили на диагностику. Так, что у нас тут?
Энди, о чем же ты скажешь? О том, что я неудачник, о том, что они неудачники, или о футболе? Я ставлю на то, что я неудачник. Поехали. Я слыхал, ты вчера опять поздно вернулся? Сложно было не услышать, ты такой громкий, блин. Может быть, мне тоже стоит приходить позже? Буду меньше времени проводить в компании этих неудачников. Так, ладно, я занят. Я немножко ошибся, все-таки они неудачники. Ну, классика, классика, с Энди больше не о чем говорить. Но давайте честно, называть меня в этой серии неудачником противозаконно, потому что прямо сейчас к этой серии я подготовился и... Встречайте! Огромная ферма пшеницы. Наверное, кстати, некоторые даже заметили то, что пшеница растет быстро. Вот так вот смотрим, и видно то, что постоянно что-то растет. Это не просто так, это все благодаря фермерству. У меня уровень 44 и увеличивает скорость роста культур на 1% за каждый уровень. То есть каждая эта пшеница растет на 44% быстрее. И я могу здесь немножко постоять, потом добыть опыта, потом еще немножко постоять, снова добыть, и так по кругу. Ой, а еще у меня 7,56. Так, срочно возвращаемся в общежитие. Так. Ну-ка, Карл. Вот он идет ровно в 8 часов или как? Сейчас 7:58. Карл сидит. 7:59. Карл все еще сидит. Далее 8:00 и... О! Даже дверь закрылась. Карл идет. Ой, и Чет идет одеваться. Ну, Эй, привет. Еще раз привет, Ло. да, привет. Ты как, готов идти на пары? О, и кстати, хочешь присоединиться ко мне с Чедом? Я собираюсь помогать ему с экзаменами. Могу и тебе помочь. Просто я знаю, как какой преподаватель принимает зачеты. Могу подсказать темы, которые надо учить особенно внимательно. Что скажешь? Ну, наверное, все-таки нет. Потому что если я сейчас еще и соглашусь на дополнительную учебу с Карлом, у меня вообще не будет времени ни на что. Нет, спасибо, у меня все хорошо с усвоением программы. Уверен, я сдам. Ну, ладно, как хочешь. Но если передумаешь, ты... Предложение в силе. Пойдем. Прости, Карл, ну правда. Я просто знаю, какая твоя программа автоматонская. Не могу согласиться. Уже все? Да, пойдем. Все, на меня он теперь будет дуться. За то, что я не согласился учиться вместе с Карлом и Чедом. Так, кстати, время 8:14. Ну что ж, давайте. Университет Лаки Чарм. Крепче за баранку держись, шофер. Угу, благодарю. Так, и в итоге, а что насчет Дилана? Ты погляди, кто это у нас там. И Дилан, и Шерон. Ну что ж, попробуем, как говорится. Привет. Эй, Ло! О, наконец-то! Ло! Он сегодня ночью приперся ко мне домой, представляешь? Ну а что же мне? Не на улице же спать. А семья этого старика ужасно глючила. У него в доме было сложно находиться. А никто не заметит твоей пропажи. Да брось, они точно не заметят. А даже если и заметят, то ничего не смогут сделать. Ричард же сказал, уборщикам на такие деревни плевать. Так, кстати, слушайте, а она с вами приехала или нет? Обычно мы едем в одном автобусе. Ну, как минимум я вижу то, что она чем-то обеспокоена. Это из-за вчерашнего, да? Она что-то заметила? Ну, заметила или поняла. Я хочу поговорить с ней, потому что... Эй, нет, стой, стой! Я не думаю, что она будет рада разговору с тобой. А вот и нет. Пусти. Она автоматон, как и я, Шерон. Если кому-то и следует с ней разговаривать, то это мне. Ай, блин. Слушай, Ло, а ты что думаешь? Ты уверен, что она поняла про автоматонов? Но нет, Шерон, ты забегаешь. Насчет автоматонов как раз, может быть, еще не поняла. Но я как раз и попытаюсь ее подтолкнуть. А если она перегреется, Дилан? Да ты, господи, не беспокойся. Да и какая разница, это ведь твой план. Ты хотела все рассказать. Почему это вдруг сейчас передумала? Я не передумала. Просто я переживаю за нее. Каждый раз ты переживаешь только за те планы, которые одобрил я. Почему? Да потому что твои планы мне не нравятся. К тому же я уже извинилась. Это не значит, что я отстану от тебя. Но сейчас все, нам нужно поговорить с Дженой. О боже. Джена, что с тобой? Джена? Чего? Здравствуйте, я могу вам как-то Дилан! Я тебя не узнала. Подумала, что вчерашний день мне просто приснился. Вчерашний день?
То есть не только наша встреча? Было что-то еще, что заставило тебя сомневаться в реальности, да? Нет, нет. Вчера все было в порядке. Вчера... Тихо, тихо, успокойся. Тогда почему ты выглядишь напуганной, а? А с каких это пор тебя беспокоит мое благополучие, а? Да потому что я помочь пытаюсь. Мне не нужна помощь. Все хорошо, спасибо. Дженна, мы просто хотим поддержать тебя. Доверься нам. Напиши, когда тебе станет лучше. Я буду рад выслушать тебя. Так, мы просто хотим поддержать тебя. Доверься нам. Нет, мне не нужна поддержка. Я совсем сама справлюсь. Я сама. Эй, Дженна, мы знаем, что ты можешь совсем справиться сама, но тебе же не обязательно. Мы уже были на твоем месте, поверь. Дилан пережил то же, что и ты. Я и сама не знаю, что происходит. Просто все в деревне, они как будто... Я видела их так много раз, но вчера они все вели себя очень странно. Так, еще раз, подожди. Только вчера вели себя странно? Или они вели себя так всегда, но ты просто этого не замечала? Нет, подобного раньше не было, точно. Но, Дженна, когда мы туда приехали впервые, происходило то же самое. Это... Нет. Я... Не может... Эй, тихо, тихо, я знаю, что это тяжело, Дженна. Но ты же поняла? Да? Они не люди. Они роботы. Да. И я, получается, тоже. Я робот. Ну вот, приятно познакомиться, робот. Я Дилан. Дилан, ты что, сейчас серьезно? Ну зато смотри-ка, перестала плакать. А я и не плакала. А вы, получается, тоже роботы, да? Правильней будет автоматоны, Дженна. Мы называемся автоматонами. И нет, Шерон и Лолошка, они люди. Ну или что-то вроде людей. А, я поняла. Я что-то слышала такое. Мироходцы, да? Лолошка, мне сегодня снился странный сон, и ты там был. Только одет как-то по-другому. А, он еще сказал... Нет. Черт, это было что-то важное. Сейчас... Что-то о том, что однажды я сама пойму, что нужно делать. Я вообще не поняла, о чем он. Вы что-то знаете, да? Вы знаете. Так, стой, давай не перенапрягайся, а? Давай мы расскажем тебе об этом потом. У тебя и так было достаточно потрясений за сегодня. А сейчас мы разберемся с автоматонами. Так, вы, идите сейчас на пары. Я поговорю с Дженной наедине. Эй, стой, я не могу прогулять пары. К тому же у меня очень много работы в университете. Да ты боже, хорошая моя. Послушай старика Дилана. Никто не будет тебя там искать, не будет. Убедил. А куда в деревню? Эй, стойте! А куда это вы направляетесь, а? В нашу квартиру, которую тебе выделило издательство. А, не в деревню, окей. А какая недовольная Шерон. Так, ну смотри-ка, Дженна не перегрела. Блин, я бы пнула его за это, но... Ладно, им нужно поговорить. Думаю, Дилану будет приятно поговорить с кем-то, кто понимает его. Мы определенно не можем даже близко понять их жизненный опыт. Ладно, я пойду на пары. Ты тоже, не опаздывай. Понял, ладно, пойду. О, блин, на самом деле такой поток информации, но скорее не для меня, а для Дженны. А ведь правду сказал Дилан, если не выпаливать информацию сразу, то вот этот вот, как бы сказать, механизм перегрева не сработает. То есть в данном случае Дженна поняла все сама. Она смотрела на этих автоматонов, она смотрела и такая, чё за хрень? Почему они такие баганутые? И вот через эту призму, через то, что она видит, она постепенно допирала. В данной ситуации, если вспоминать все три портрета, а именно Дженна, Дилан и Саймон Солус, то у нас прямо сейчас есть Дженна и Дилан. Они там наверняка друг с другом как-то поговорят, что-то решат. А теперь у меня вопрос, а что насчет Саймона Солуса? Он же сердце, его-то нельзя оставлять? Наверное, как-то надо с ним договориться. Привет. Блин, недавно задумался о курсах по флористике. Раньше никогда не придавал цветам значения, но вот недавно подарили. Смотри, простой букет из маков. Представляешь, мак означает привязанность. Эх,
Прикольно. Прикольно. Теперь буду знать, что маг означает... Как еще раз? Привязанность. Запомню. Ты еще выглядываешь. Маг? Ты что, маг? Не, чувак, ты бы знал, как я ненавижу насекомых. Эти их лапки, они так мерзкие ими перебирают, блин. Тошно от них. Так, ладно. Этими маленькими лапками. Ладно. Короче, чем быстрее появимся на паре, тем быстрее пойдем к Саймону Блин, Соусу. наконец-то, чувак. Ты чуть не опоздал на пару. Я видел тебя с Дженной и Шерон. Снова что-то планировали без меня, да? Ну, не то чтобы. Просто поговорили. Мы ничего не планировали. Я тебе все расскажу после пар. Просто утешали Джену. Я думал, тебе это будет не то чтобы интересно. Да, мы решили тебя кинуть. Мы ничего не планировали. Расскажу тебе после пар. Ну ладно. Не при однокурсниках же все рассказывать, да? Давай, садись. Препод скоро подойдет. Что? О, катсцена, что? Так, Лолошка, не зевать. Что? Что за звук? Подожди, а мы... Что, это экзамен будет? Да? О! Что за хрень? Что? Что происходит? Что, бляха-муха, происходит? Боже мой! Все эти автоматоны сейчас должны отправить сигнал о поломке. А у них же предохранитель. Чувак, ты видел, как они достали телефоны? Ты видел? Они что-то, походу, разом прочитали. Неужели они все узнали о себе? Никакое сообщение не может обладать такой силой. Они должны были просто пойти спать. О, чувак, что-то мне не по себе, что произошло-то? Давай, пойдем посмотрим. Е-мать! Это не то, чего я ожидал! Так, тихо. Я попробую узнать у уборщиков. Может быть, хотя бы они что-нибудь скажут. Так, да, Ричарду еще могут доверять точно. Он же может спросить. Встретимся у фонтана, когда закончишь. Хорошо, я пойду к Шерон. Дилан и Дженна сейчас там. Так, надо идти к Шерон домой, да? Давай лучше не будем разделяться и пойдем к остальным. О, какой важный вариант-то! Короче, либо мы отпускаем Ричарда, либо идем вместе, да? Давай все-таки не будем разделяться, Ричард. Ой, что-то мне кажется, это плохая идея. Давай вместе. Ну ладно, ты прав. В таком хаосе лучше вместе держаться. Так, сейчас. Какой прикол, а? Интересно, это сейчас во всем универе так? Ну, что думаешь? Не знаю. Что ты от меня хочешь? Мы пойдем? Или ты просто... А, да, он просто за мной идет. А я еще думаю... О, боже. Так, мы ничего не... Они сгорели буквально, что происходит? Ой-ой-ой. Простите, вы ко мне? Посторонись! Нет. Даже уборщикам сейчас плевать на все и всех. Пиздец. Да, это ситуация, в которой... Я такого явно не ожидал! Так, ты все снимаешь, да, Ричард? Итак, мы ведем видеоблог, бьюти-блог, блогный с места происшествий. У нас тут полная жопа в городе. Автоматоны резко сгорели. Шерон, что скажешь? Вам слово. Вы знаете, что происходит? Автоматоны, они просто взбесились. Я думала, уборщики придут к нам. Это же мы вечно все портим. Но сейчас, ты тоже заметил, им как будто плевать на нас. Да, А если им всем плевать, мы можем использовать это как отвлечение, ребята, для побега. Да, я тоже об этом подумала. Чего? Я об этом даже не подумал. Я хотела написать Дилану или Дженни, но кажется, в городе даже связь отключили. Так, сейчас проверю. Блин, да, у меня тоже не работает. Но сеть ловит. Слушай, а нам обязательно брать их с собой, а? Что? Ты сейчас это серьезно, Ричард? Ребята, Дилан? И почему чего-то подобного я ждал от тебя? Чел, давай без этого, а? Ты где вторую железяку-то потерял? Она ушла в волонтерский центр. Сказала, что ей нужно обдумать информацию про автоматонов. Чего? Обдумать? О, чувак! Вы чё, ей все рассказали, что ли? Погоди, стоп, и она пережила это? Меньше вопросов, больше дела, Ричард. Идем в волонтерский центр. Лолошка тебе перескажет утренний разговор. Да, видимо, перескажу, действительно. О май гад! What the fuck? Я сделала это!
Я поняла! Я поняла! Я поняла! Джена, Я что поняла! за... Я Что ты сделала? И я рассказала всем автоматонам, что они с самого начала. Это было моей целью. Это было Жена, моей это же целью. убьет их всех, что ты наделала? Лучше их оставить в неведении, да? Лучше оставить их в неведении, да? Тебе бы понравилось, будь ты на их месте. Ты бы хотел жить во лжи. Джена, дело в том, как ты это сделала. Они же все сгорят. Уже сгорают. Им нужно было доносить информацию постепенно, Джена. Не перегружать их. Ты просто пытаешься оправдать ваше бездействие. Тебе было удобнее, когда автоматоны ничего не знали и не мешали тебе. Да и уже поздно. Я выслала всем свой код. Полностью отключила все предохранители у всех автоматонов. Именно для этого меня и создал GDH. И для освобождения автоматонов от лжи. Неужели нет никакого способа это отменить? Нет. Вы больше ничего не сможете сделать. Я тоже не смогу. Но это того стоило. Стоило. Эй, Эй, Джен, стой! что? Что такое? Не подходи к ней. Она может взорваться в любой момент. Стирание части кода всех автоматонов было большой нагрузкой. Она попросту не выдержала. Сейчас у нее все внутри плавится. Шерон, мы уже ничем не можем ей помочь. Нет, ребята, это наш шанс. Надо уезжать отсюда срочно. Что? В смысле уезжать? На чем? На чем? Я не думаю, что общественный транспорт сейчас вообще работает. Ну, вот. Угоним ее, угоним эту тачку. Ты что? Ты не умеешь водить, умник. А? С чего это ты взял, а? Да, по тебе видно. Стоп. Но ты же умеешь, Ло. Так. Ричард, ты знаешь, куда ехать? Дорогу сумеешь показать? Да, смогу. Чё, реально? Чё, реально? Охренеть, сколько сюжетных поворотов будет за эту серию? Боже! Осторожнее веди, чел! Емать! Да я первый раз за рулем машины, что ты от меня хочешь? Что? Ты первый раз... Так, ребята, спокойно, спокойно. Машин должно быть мало на дороге, все будет хорошо. Что, мне что-то... мне ничего не нужно делать, фух, слава богу. Куда мы, что мы? У меня просто мурашки вдвойне по коже. Так, тихо, останавливайся. боже. Дальше лучше пешком. Там, кажется, и правда никого нет. Я тоже никого не вижу. Ну, знаете ли, учитывая происходящее, я даже не удивлена. Так, ну ладно, тогда пойдем. Но тихо, ребята, тихо. Ложка, там мог кто-нибудь остаться. Да, окей, сейчас только где факел возьму в руки. Да, вот так лучше. О, пипец, куда? Подожди, это что? Это порт? Я вижу как будто какую-то грузовую машину. Неужели это реально место отплытия? Нет. Я сейчас не могу вообще во все это поверить. Да, что такое? Смотри-ка, о безопасности этого места не сильно беспокоится. Так, никто никогда не пытался сбежать. Конечно, об этом не сильно беспокоиться. Реально? Все это время... Ой, где это? Тихо, тихо. Вот он наш путь на волю. Бежим. Давай. Бежи. Ой, боже, что за красная хрень? Боже, это дальность видимости уборщика. Пипец, там, конечно, краснота. Так, где мы, что мы? Ну что? Офига статуя. О, блин. А кто-нибудь вообще знает, как управлять кораблем-то? Так, ну давайте пройдем в рулевую, там посмотрим. Ага. То есть, я так понимаю, ответ нет. Ай, да ладно, не паникуем. Интернет-то есть, посмотрим. Нам просто отрубили возможность переписываться, не более. На случай, если не все автоматоны получили сообщение. Им же нужно как-то связываться между собой, помните? Так, в итоге... Ага, рулевая, действительно. Ну да, кстати, логично. Просто сообщение отрубить, а интернет-то зачем? Так... О, блин. Ну, тут, если что, не так много об этом информации. Но я попробую разобраться. Фу. Иди на палубу и следи за тем уборщиком.
Кричи, если кто-то подойдет. Да, ты погляди-ка, и снова ты командуешь. Ага. Так, Лолошка, ты пока посмотри, есть ли тут кухня, и попробуй найти какие-нибудь припасы. Не знаю, просто неизвестно, сколько мы будем плыть. Все карты материка могут быть поддельными. Не, вот тут я так не думаю. Может быть, вас и обманывали, но мне родители бы рассказали правду. О, я бы на это не рассчитывал. Так, Шерон, Да? ты остаешься со мной. Поможешь, если что. Почему это она? Я тоже хочу кораблем управлять. Ну, все куда проще. Ее компания приятнее твоей. Ах, так, то Так, есть... Дилан, что мне делать? Пока ничего, забей. Дай мне хоть немного разобраться в управлении. Ладно. Так, все по своим делам. О май гадабл. Так, еще поговорим, может быть? Не поговорим все-таки. Ребят, у меня... Давайте я все-таки скажу что-нибудь, потому что на протяжении всего этого времени происходил какой-то глобальный пипец, от которого у меня трижды пошли мурашки. Я дважды ничего не смог понять, но сейчас как бы все более-менее на свои места встает, и я могу хоть что-нибудь рассказать. Получается, вся эта рассылка, все эти сообщения, которые пришли автоматоном, были разосланы Дженой. Она являлась ключом к пониманию того, как сбежать с этого острова. Она должна была собой пожертвовать. Обалдеть! Меня сейчас, конечно, интересует немного другое. Я нахрена ферму делал в общежитии? Нет, ладно, немного другой вопрос, честно. Серьезный вопрос. А чё с Саймоном Солусом? Если мы отсюда реально уплываем, то походу с концами. Недаром же нам дали даже статую прокачки. Стоп, а еще вопрос. Что насчет... О, Ричарда! Привет. А, ты следишь. Капец. Ну такое тяжело не заметить, честно говоря. Сделать подарок. Вот почему с Ричардом у нас отношения. Вот почему. Обалдеть, потому что еще далеко не конец арки Ричарда. Мать! У меня сейчас столько на самом деле звеньев цепи складывается друг с другом. Я так много начинаю понимать, это невероятно. Как же круто это все было продумано еще с самой первой серии сезона. Какие гении на сценаристах. Так, погоди, а мы в итоге реально не сможем ни с кем поговорить? Тилан. Да тихо, все готово. Вроде бы. Отплываем. Обалдеть! Мы отплыли! Свобода, черт возьми! Пока рано радоваться. Интересно, что происходит в городе? Интересно, что происходит в городе? А в городе... Трындец. Господи! Саша и Саймон. Жаклин. Боже мой. Ой-ой-ой-ой. Это мироходец, которая воспитательница детей. Наш певец, который офигел от происходящего. Ну, то есть, неизвестно, как теперь будут вообще выживать обычные люди, которые самые обычные люди, но... Ну да, с ними-то ничего не произошло. Знаешь, мне кажется, мы не узнаем, что с ними произошло. Но ведь это и не важно. Главное, что мы сбежали. Поверить не могу, что говорю это, но я согласен с Ричардом. Нет смысла думать о чем-то, на что мы не можем повлиять. Черт, Воу-воу. черт, Что происходит? Я же избавился от всех Надо развернуть корабль срочно. Ничего не надо Нет, не
успели. Кто бы мог подумать, как говорится. Разрушенный город, тысячи сломанных автоматонов, сгоревшие буквально все, кого мы знали, кроме Саймона, Солуса и Дилана. И самое главное, побег. Друзья, благодаря ключу по имени Джена мы сбежали с острова. Спасибо, Джена. И покойся с миром. А также покойтесь с миром Чет, Карл, Жаклин, Саша, Энди и многие другие. Увы, здесь не получится короткого списка. Сейчас же я банально не знаю, о чем говорить, ибо мы плывем в неизвестность. Мы впервые за этот сезон покидаем остров. И напомню, наша команда я, Дилан, Шерон и Ричард. Захватив пароход, мы встречаем «Продолжение следует». И это продолжение прямо сейчас. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы плывем незнамо куда, незнамо зачем. Да-да, наша компания из 3 живых и 1 автоматона покидают уже мертвый остров навстречу новым приключениям. И раз уж серия закончилась на «Продолжение следует», продолжаем уже через 3, 2, 1. Так. О, всем привет. Так, погоди, где это я? Что это я? О, нифига, это каюта. Мы все еще плывем, да? Мы на пароходе. О, боже мой. Ребят, я сразу скажу то, что мысленно я все еще в предыдущей серии. Я до конца не отошел. Поэтому я буду очень часто, скорее всего, мыслями где-то там. Но при этом, само собой, давайте будем думать, что происходит здесь и сейчас. А здесь и сейчас у нас Дилан, каюта, запертые бочки. И, собственно говоря, мы куда-то плывем. Окей. Я даже не знаю, мне будить Дилана? Его не разбудить, понял. Так, если это моя каюта, я могу выйти на палубу. О, да. Плывем. И давайте все-таки вернемся, потому что меня привлекла эта бочка. Так, бочечка. У меня главное отмычки. Да, это хорошо, что они есть. О, новичок, хорошо. Что здесь? 1В. Стоп! Вспоминаем примерно 30-ю серию этого сезона. У нас уже фигурировала где-то такая надпись В. Это валюта. Ну да, на самом деле, если так подумать, то СТ это же фантики. Фантики, придуманные для автоматонов и мироходцев, которые живут на острове. Ё-моё! Настоящая валюта это В. Так, окей. Слушайте, хорошо. Она не соединяется, потому что это 2, это 1. Хлеб с отрубями. Давай-ка на всякий случай возьмем, явно понадобится. Апельсин, легкий перекус. Сторителлинг. Ага, это прям сюжетный апельсин. Хорошо, я тоже возьму. Прикольно. Я понял то, что походу надо взламывать. А это у нас что? Так, бывало. Сейчас взломаем быстренько. Оп. Блин, меня прям тревожит. Всего тревожит от всех этих действий. Что это? Чья-то пустая каюта. Так, ну посмотрим. Если тут будут деньги, то это хорошо. Видимо, понадобится. Коробка, палочки для суши, документы, калькулятор. Деньги! 10В. Берем по-любому. Далее, наверное, коробку тоже возьмем. Может быть, ее вскрыть можно? Нет, это просто коробка. Тумбочки, если что, не открываются. Полки наверху вроде как пустые. Ничего не лежит. Ой, ладно, я надеюсь, что в ближайшие минуты паника куда-нибудь сойдет на нет. О, Ричард, привет. Да, здорово. Блин, я думал, что когда мы сбежим с острова, я буду свободен. Но вместо этого меня разбудил Дилан и заставил готовить. А сам улегся в кровать. Я, может быть, тоже хотел полежать в кровати еще несколько часов. А тебе-то он, кстати, никаких заданий не оставил. Я чувствую какую-то несправедливость. Ладно, я сделаю это. Ой, кстати, ведь действительно, у меня никаких заданий нет. Справедливо? Я считаю, что все справедливо. Так, Дилан, в итоге... Что? Рядом слишком Что? Рядом слишком холодно, чтобы спать? Типа мы у моря, и здесь очень-очень низкая температура. Не, ну на самом деле верится. Вы посмотрите, какой витрина. Так, окей. У меня тут еще, кстати, коробочки. Давай-ка, наверное, зайдем сейчас сюда. Угу, это можно взломать. Здрасте. Главное, чтобы никого не было. Вау, боже, а у меня отмычек-то хватит. Я, конечно, очень надеюсь, что я смогу там железо найти и скрафтить. Но пока что... у меня 8 отмычек осталось. Не нравится. Так.
Вок, обильная еда, бутылка воды. Бутылку воды по-любому берем, это хорошо. Далее курицу выкидываем, деньги забираем и взламываем следующий сундук. Я уверен, то, что чем больше у меня сейчас взломанных сундуков, тем проще будет в дальнейшем. Компас, палочки. Так, вот опять же деньги берем. Если что, бутылку воды, кстати, можно разместить сюда. А, так у меня была, но она почти пустая, поэтому вот так вот заменяем, эту выкидываем. Ой, кстати, а тут оказывается еще одна дверь, которая не под замком. Привет. О, все-таки тут еще можно что-то обворовать. Хорошо. Так, аккуратненько. Деньги. А вот это, кстати, вообще используется или нет? Палочки для суши и вок. Недаром же это сторителлинг. Просто если меня реально тут едой кормят, то, может быть, эта еда как-то прям реально решать будет в будущем. Так, калькулятор. Не используется, понял. Я так, знаете, уже на всякий случай. Документы при этом не читаются, их можно просто положить. Да, я так и думал. Паутина, лупа, бутылка. По итогу, может быть, записка какая-нибудь? Нет. И ладненько. Наверное, я сейчас все это успею еще взломать, доломать и так далее. Пойдем попробуем поговорить с другими. Дилан там, Ричард там. Подожди, а Шерон? А, чего? Шерон за рулем? Окей. Шерон? Ой, Ло. Ой. Дилан всю ночь стоял за рулем. Часа 2 назад передал управление мне и улегся спать. Ты же, надеюсь, не будил его? Нет, ни в коем случае. Даже не пытался. Нет. Ой, вот и хорошо. В его-то возрасте нужно много спать. Ай, так, ладно. Я буду дальше. Окей, дальше так дальше. Управляй. А мне, наверное, ярко намекают на то, что нужно все поломать и все забрать. Ой, ты посмотри. Алмазный замок. Ну давай. Главное не ошибаться. Отмычек не так много. Ай. Сюда. Да ё-моё. Хорошо. 50-е. 100-е. Ой-ой-ой, какие бумажки. Я, конечно, еще не знаю, какая у них ценность. но- Доброе утро. Доброе утро. А ты что, не спишь? Ну как? Не сбились с курса? Не, все хорошо. Я не заметила никаких проблем или неисправностей. Мгм. Ну, вот и хорошо. Может, сможем ненадолго отвлечься от управления. Что? Отвлечься? О, ты уверен, что это хороший план? Да, все мои планы хорошие. Ой, и вот опять. Так, ладно, не надо. Слушай, я просто считаю, что мы должны отпраздновать наш побег. Мы же сбежали. О, ты прав, Дилан. Мы определенно должны это отпраздновать. Так вот, почему ты заставил Ричарда готовить. Ну, да, типа. А еще, чтобы он не мешался. Ло, пойдем, поможем Ричарду накрыть на стол. Мы позовем тебя, Шерон, когда закончим. Слушай, а ты уверен, что тебе стоит идти, Дилан? Ты совсем уж мало поспал. Лолошка может и в одиночку помочь Ричарду. Да, ладно тебе, не беспокойся. Я спал вчера, когда вы были на парах. Пойдем. Ща, погоди, у меня тут это. Так, учебник ремесло. Ага, прокачка, значит, остается, понял. Сейчас, боже, убрать что-то надо. Денег больше нет. Плевать. Все, пойдем. Такая-то у меня паника, реально. Она никуда не деется. У меня прям ощущение такое стойкое, что я могу сейчас что-то завалить, и это потом как-то аукнется. Хотя, казалось бы, ну вроде все мирно, нормально. А? Ты чё проснулся? Повар из тебя так себе. Да? Так и готовил бы тогда сам. Все тут у нас, видите ли, критики. Да ладно, успокойся. Давай просто поставим это на стол. Да, не ссорьтесь, ребят, а то я вас всех это запалываю. О, поставь вот это на стол. Да, сейчас. Так, коробка, наверное, все-таки не понадобится. Давай. Двойной чизбургер. Ням-ням-ням. Итак... Да, у нас вроде все готово. Давайте, идите зовите Шерон. Я, пожалуй, здесь останусь. О, а ты разве не говорил только что я плохо готовлю? Не значит, что я собираюсь отказываться от готовой еды, Ричард. Логично. А мне-то что-нибудь останется, когда мы придем? Что, мне идти? Что? А, мне идти, наверное, да. Он просто ждет, пока я с Шерон приду. Сейчас. Извините, на всякий случай я хочу проверить все коробки, на которые у меня хватит отмычек. Так, деньги. Далее рыболовство. Я не знаю зачем, но давай возьмем. Далее это. И вроде бы денег. О, смотри, проволока. А из проволоки-то можно делать еще отмычки. Да. Тогда мы это тоже возьмем. Только у меня вот
места нет. Давай тогда изумруду куда-то сюда пока что. Вот эти фантики СТшные мы убираем. Они мне, походу, уже не пригодятся. Далее берем проволоку. И у меня как раз тут есть верстак. То есть, если что, скрафтим. Так, это. Я не упущу ни одного выгодного сундука. Так, рыболовство и удочка. Слушайте, нам как-то частенько намекают на то, что, походу, мы будем рыбачить. Реально, прям намекают. Далее снова отмычка. Взламываем. Я не знаю, сколько у меня денег в итоге сейчас накоплено. Потому что, если я зайду в телефон, то связи нет, но при этом текущий баланс 33 тысячи СТ. Казалось бы, вроде такой богатый, но уже нифига не богатый. Все мои деньги в ноль. Непонятно даже, куда мы, черт возьми, плывем. Так, вот тут еще можно взломать. Тут аккуратненько. Оп, да ё-моё. Блин, 4 отмычки осталось. О, сколько денег, хорошо. Хорошо, хорошо, дальше. Выдуватель мыльных пузырей. Проволока, оу, то, что нужно. Сейчас мы попробуем сделать. Надеюсь, я прав и действительно помню крафт. Так, привет, отмычка. Конечно, одна, но... это лучше, чем было. Кстати, да, я не слепой, ребят. Если что, я заметил то, что здесь стоит статуя университета. И давай-ка мы зайдем. Здесь у меня получается 54 уровень. До 55-го бла-бла-бла опыта. Прокачиваться, получается, сейчас я явно не могу. Зато я могу потратить те самые 2 поинта. У меня только вот вопрос. Если я прямо сейчас прокачаю, допустим, базара 0, теперь краденое можно продавать не только скупщикам. На кой смысл мне эта прокачка? Типа она вообще хоть как-то порешает в этом сезоне еще? Ну, у меня 2 поинта. Что мне точно могло бы пригодиться? Давайте представим то, что мы приплывем куда-то, где опять же расходуются вот эти деньги. То есть это цивилизация как минимум. Если это цивилизация, то наверняка мне нужно... Блин, ну я даже не знаю, ну опять же созвездие вора. А, ну вот, кстати, накладные карманы в 2 раза увеличивает переносимый вами вес. У меня сейчас инвентарь так-то забитый, и у меня 64%. Это пипец. Это, кстати, знаете, благодаря чему? Это благодаря моему фитнесу. Браслет, кстати. А, зарядка... 1 зарядка всего лишь. У меня было 3. Это трэш. Допустим, я смартфон заряжаю. Я даже не знаю, зачем мне теперь этот смартфон. Но окей, вот фитнес-браслет. Это же заряжается, да? Чуть-чуть подождали, снова снимаем. Надеваем и... 59, да, то есть эта штука работает, и по сути мой метаболизм, живучесть, стойкость, это никуда не ушло. Конечно, возможно, потом что-то поменяется, но пока что нет. Давай тогда как мы сделаем? На всякий случай, раз уж у нас есть только один вариант зарядки и один вариант браслета, я поставлю это заряжаться. Далее, телефон у меня пока что 69%, поэтому не паримся. Если же говорить о том, куда мне потратить эти поинты, я начал уже думать, конечно, и про созвездие воина, но нет. Нет. Созвездие вора это явно то, что на весь сезон. Я прям уверен, то, что вот эти все базара 0, все эти детоксы, это все надо. Шанс найти в хранилищах драгоценные камни. Так вот, скорее всего, о каких хранилищах имеется в виду речь. Сезон еще даже не дошел до них. Мать. Так это да, тогда давай заранее прокачаем. Шанс найти в хранилищах драгоценные камни. Go. Отлично. И верняк. Во всех вскрытых хранилищах вы гарантированно находите деньги. Вот какие деньги. Вы посмотрите, тут даже что нарисовано. Тут такая вот купюра, пачка. Видите? Ну да, я понимаю то, что на СТ они тоже похожи. Но все равно мне кажется, что речь именно о этих деньгах. Не СТ. Прокачиваем. Да, все, теперь я понял, А еще речь заводилась о том, что холодно, вот. Рядом слишком холодно, чтобы сейчас спать. То есть, получается, мне на всякий случай электрогрелку тоже не потерять. Какой же у меня мандраж от всего происходящего. Я могу это 1000 раз сказать, и все равно будет мало. Так, ладно, все, я спокоен. Я спокоен. Может быть, где-то в этой стороне еще что-то найдется? О, там золотой. Так, золотой это хорошо. Здесь получается ничего. Итак, у меня сейчас огромная надежда на то, что получится с 2 отмычек взломать золотой сундук. А! Тихо. О, получилось! Фух. Взлом. Так, взлом по-любому берем. Здесь еще проволока, еще отмычку сделаем. Деньги. Такое ощущение, что на самом деле я взломал все сундуки, которые можно было взломать. Я, конечно, могу ошибаться, может быть, еще что-нибудь найдем. Но я точно залутал много. Давайте пока сойдемся на этом. Эй, Шерон, пора идти. Что? Вы все уже закончили? Так, сейчас. Ну, вроде бы здесь все в порядке. О, ладно. Знаешь, я на самом деле тоже голодная. Вчера даже не поужинала. Не думаю, что кто-то вообще поужинал. Пойдем.
Да, это правда. Мы же ни на что не наткнемся, да? Что-то мне все-таки не нравится эта идея оставить штурвал. Здесь у нас ничего. Пока идем, проверяем все сундуки. У меня еще осталась отмычка. Вот там наверху надо будет проверить. Давай, смотри, как проволоку сейчас берем. Все, у меня 2 отмычки. И быстро. Сейчас. Так, поводок это мое. Нет, вроде бы ничего такого. Все, я тогда... Дилан, ты что, серьезно? Ты начал без нас. Это невежливо. Да, а я говорил ему. Ну, Дилан, видишь? Даже Ричард это знает. Да, что значит «даже, Ричард»? Нет, это даже значит, что у нас нет никаких от тебя ожиданий. Садитесь уже, садитесь. Хватит болтать. Да хватит обижать Ричарда, ну блин. Мне кажется, он взорвется скоро. Блин, вы посмотрите на его лицо. Он реально взорвется. Так, все. Ну что ж, наконец-то мы можем отпраздновать. Поверить не могу, мы реально сделали это, мы сбежали. Ну, еда, правда, у нас, конечно, не очень праздничная. Так, слышь, еще одно слово про мою готовку, и я тресну по твоей дедовской башке. Тихо, ребят, не надо. Не, ну а что, мы едим в честь нашего побега. Что вам еще нужно, а? Ну как это что, Дилан? Тост, например? О, нет. Тогда это точно не ко мне. Давайте все тосты уже на материке, а? То есть ты все-таки хочешь нормально отпраздновать? Просто беспокоишься, что еще рановато, да? Самое сложное уже позади. Можно расслабиться, Дилан, не парься. Блин, не нравится мне это, честно говоря, то, что вот так вот нагнетает. Но пока все хорошо, мне правда радостно. Так, кушай. А почему я не кушаю? Вкусный бургер, вкусный чизбургер. С сыром я вижу, с мясом. Ну чё, раз уж мы сбежали, то, может быть, расскажете мне все уже или как? Все? Что значит... Шарон, мы ведь так и не рассказали ему про мироходцев. Что, про кого? Я хотел узнать про то, как вы узнали про автоматонов. Родители сказали, что вы не должны были об этом знать. Да, Ричард, мы тебе обязательно все расскажем, но для начала нужно вернуться к управлению. Я знаю, что сказал, что можно ненадолго уйти из рулевой рубки, но ненадолго закончилось. Справедливо. Лучше все-таки управлять. Так, ну вот мы здесь. Ну? Я жду историю, Дилан. Ох, господи. Молодежь в наше время такая нетерпеливая. Чё? Какая... Блин, ты вообще еще подросток, Дилан. Вот удружил такими словами, сынок, вот удружил. Давно мне таких никто комплиментов не делал. Ты, слушай, не беси, а? Я очень хочу тебя ударить. Слушай, Шерон, может быть, ты расскажешь наконец? От Дилана, кажется, я ничего не добьюсь. Нет, слушай, я тут подумала, а давай сначала ты расскажешь об этой симуляции все, что знаешь. А потом уже мы дополним... Ай, блин. Ладно. О, супер. Но... Короче, этот остров — это проект, созданный Джоном Дэйви Харрисом. Родители никогда не говорили мне, зачем он был создан, но... это было 20 лет назад, да. Точнее, нет. Тогда строительство начинали. Насколько я знаю, к тому моменту уже были разработаны первые модели автоматонов. Но их еще не производили массово. Это были такие штучные экземпляры. Вот. Все, я знаю не очень многое. Родители почти ничего не говорили мне о мире за пределами острова. Что? Подожди, неужели это все? Ну да, как я сказал, у меня не так уж и много информации. Я могу рассказать об уборщиках, но что это даст-то? Вы и так уже о них все знаете. Они просто наемный персонал этого острова. Отвечают за автоматонов. Работают вахтовым методом, не возвращаясь на материк месяцами, а иногда даже годами. Вот, это... Слушайте, ребята, это правда все? Да. Да чё? Понятно. У нас есть немного больше информации, Ричард. Давай начнем с мироходцев. Ты же ничего раньше о них не слышал, да? Нет. Хорошо. Смотри, мироходцы — это люди, способные перемещаться между мирами. Мы используем для этого особый орган — ОМП, или же орган межпространственного перемещения. В народе его еще называют вспышкой, из-за яркого свечения, которое появляется при перемещении. Это чё, ты на каком-то сленге говоришь, что ли?
Чё за другие миры такие, а? А я ведь тоже до сих пор не получил никаких подтверждений, что это правда. Но на острове было много людей, называющих себя этими мироходцами. А ведь та железка, из-за которой все началось. Дженна, она упоминала это слово. Да, вот именно, упоминала. Я и Ложка — мироходцы. Джон Дэйви Харрис тоже. Да? О, серьезно? Я слыхал от родителей, что он появился из ниоткуда, но... Блин, я не думал, что они имеют в виду, типа, реально другой мир. Знаешь, ты как-то воспринимаешь это очень легко. Да, я просто не особо в это верю. Пока что скорее подыгрываю. Ладно, в любом случае, я рассказывала о мироходцах не для этого. JDH создал остров как ловушку для мироходцев. Почти во всех мирах, где нас знают, нас считают угрозой. А на этом острове, видимо, запирают мироходцев ради благополучия других миров. Так, И стоп. если- Но JDH, он же сам мироходец, разве нет? Вот то-то и оно. Именно поэтому на этом острове мироходцев не держат силой. Да, Шерон? Поэтому же? Да, именно поэтому. Тут исполняют наши мечты. Все, что мы захотим. Мироходцы даже не пытаются сбежать, поэтому и не знают, что в ловушке. А потом кто-то попытался запереть тут JDH, да? Но вместо него здесь оказался вот этот Ложка. О, ничего себе. Ты догадался, смотри-ка. Да, и чё? Блин, слушай, тут самый главный вопрос, как он это провернул. Ой, меня это тоже интересует. А вот именно этого, Ричард, мы как раз и не знаем. Но я думаю, что это не было его первоначальным планом. Он просто оставил для себя несколько лазеек для побега. Именно ими мы и воспользовались. Тот код, который встроен в Джену, помнишь? Который освободил всех автоматонов. Так, да, помню. Этот код ведь тоже был создан JDH. И я подозреваю, что это он делал для себя, а не для Ложки. Иначе бы он рассказал об этом Солусу. А он рассказал только о том, что собирается сбежать. То есть он попал в собственную ловушку. Или же... Я не JDH. Не попал. Нет, слушай, мы еще не совсем уверены. Но пока все указывает на то, что Ложка и JDH это разные люди. Ну, за исключением внешности. Ну дела. Но как ты справился с тем, что являешься автоматоном, я так и не понял. Но тут все просто. У меня тоже есть особый код, как у Джены. Но он отвечал за мою реакцию на информацию об автоматонах. Поэтому я с этим и справился. А ты, получается, мироходец, не стал влюбленным в Хэнфорд идиотом, потому что... Потому что изначально все подстраивалось под JDH. Он же у нас такой потрясающий ученый, да? А из рассказов Саши очевидно, что он очень любил учиться. Университет для него был идеальным местом. Но не для Ложки. Это правда. Он явно не самый усидчивый ученик. Помню начало года, когда он ходил на пары через раз. Я даже думал, что у него такой алгоритм. Так, погоди. Так это поэтому в тебя встроили странный код, да? JDH знал, что вы будете соседями, вот оно как. Вероятно. Кажется, JDH все продумал наперед. И получается, код JDH не давал тебе посылать информацию уборщикам. Ну, нет, вот тут ты не прав. Если бы. Мне пришлось отключить у себя функцию отправки сообщений о поломке. Даже в подвал пришлось лезть. О, это тогда, когда я поймал вас, да? Да, нет. Это была наша вторая попытка туда залезть. А, понятно. Ну, слушай, это на самом деле много информации. Мне это нужно точно обдумать. И как-то для себя придумать, что вы имеете в виду под другими мирами. Психопаты, блин. Все, давайте, я занят. Черт! Я же избавился от всех Что происходит? Че за хрень? Да... Чё такое? Блин... О, черт. Я совсем забыл об этом. Что? Что, о чем ты забыл, Ричард, о чем? О сигнале. Черт. Да... Сигнале, о чем ты? Сигнале, о чем ты? Сигнале, Черт. Надо развернуть корабль срочно. Ничего не надо Нет. Не успели. Боже. Он реально отключился. Подожди.
Ричард, о каком сигнале идет речь? О каком сигнале? Да... Сигнал, заставляющий автоматонов работать. Его источник находится в центре управления. Именно поэтому оттуда можно получить доступ к любому из них. Но действует, как ты поняла, он только на определенном расстоянии. Думаю, мы вышли за его радиус. И ты не мог сказать об этом раньше! Да я просто... Я же сказал, что я забыл! Но есть же способ вернуть его назад, есть же способ! Да, есть. Если мы дадим уборщикам починить его. Даже если мы просто вернемся в зону сигнала, он уже не восстановится так просто. А я... Блин, я понятия не имею, как это чинится. И возвращаться на остров я, если что, тоже не собираюсь. Лучше придерживаемся выбранного курса. Возможно, ты прав. Я тоже не хочу туда возвращаться. Но неужели мы бросим Дилана? Да... Слушай, я боюсь, от него ничего не осталось. Программный код автоматона — это секретная технология. Если автоматон без специальной авторизации покидает радиус, его код полностью стирается, чтобы он не попал в руки конкурентов. Что, блядь? Почему каждая серия это просто какой-то разрыв шаблона моего понимания происходящего? Какая нафиг смерть Дилана? Вы чё, рофлите? Мы не можем так просто бросить Дилана, это же... Это бред, ребята! Вернемся на несколько метров назад и встанем на якорь. Ричард много знает об автоматонах. У нас есть флешка с его данными. О, кстати, у нас же есть его память, точно. Возможно, мы сможем его починить. Дилан хотел быть свободным, как и мы. Да. Эй, Ло, ты что, сейчас серьезно? Ричард же сказал, что не справится. Да, слушай, я с таким никогда не сталкивался. Да и зачем это? Что, в смысле, зачем? Дилан, мой друг, черт возьми! Эй, Ло, стой! Ты сейчас серьезно просто развернешь корабль? Когда мы все против? А ну-ка не подходи ко мне! Ах, значит так, да? Тогда я ухожу! О! Чего, Да. Так вот как выглядит перемещение мироходцев. Вот те прикол, блин. О, чувак, она нас кинула. Ты знаешь, как управлять этим кораблем? Потому что я... Нет. Дай-ка мне свой телефон. Ладно, вот, возьми. О, да ладно, получилось. Вот, забирай. Так, что? Чего? Ричард, просыпайся. Ой. Ло? Корабль не двигается. О, черт, неужели правда что-то случилось? Ай, пипец. Дилан отключился, Шерон не захотела его спасать и телепортировалась, у меня в союзниках остался только Ричард, а еще мы плывем черт знает куда. С такими водными данными у меня ощущение, что легче просто утопиться. Но раз уж серия закончилась, на продолжение следует, давайте узнаем, что там дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в последнюю реально сезон, в котором мы остались одни. Нет, давайте серьезно, у нас реально ничего нет. Ни Чеда, ни Карла, ни Дилана, Шерон, Саймона Солуса, вообще по нулям. Единственный оставшийся, кто хоть как-то понимает, в каком говне мы оказались, это Ричард. А вообще, давайте напомню, Дилан, отключившись от связи с островом, вновь откинулся и стерся. Шерон разозлилась на меня за мое желание помочь Дилану и телепортировалась. А Ричард, он просто Ричард, с него и взять-то нечего. Зато он поверил в мироходцев, ну какой молодец. Учитывая, что со всеми этими данными мы плывем еще и неведомо куда, не зная зачем, я могу лишь проявить инициативу начать побыстрее. Поэтому начинаем через 3, 2, 1. Так. Еще раз всем привет.
Ага, мы в каюте, я понял. И мы не плывем. Да, потому что, напомню, в предыдущей серии нас покинула Шерон, ибо отказалась помогать Дилану. Если верить Ричарду, то Дилана уже не спасти, потому что его код полностью стерся. Он покинул зону действия острова. Видимо, Шерон было легко поверить Ричарду, и поэтому она не захотела спасать, опять же. Но мало того, что не захотела, она телепортировалась и снизила репутацию. У нас отношение минус 71. То есть прямо Стоп, что? Погоди. А... У нас всего... Нет, мне сейчас приходит осознание. То, что Шерон телепортировалась, это буквально все? Такс. Вы уж простите, я просто резко опешил. Я не думал, что настолько. Кстати, а что у нас тут Ричард делает? О, чинит. Так, как успехи? Да, блин, что могу сказать? У меня не получается его включить. Кода больше нет, как я и говорил. Я не смогу его восстановить, Ло. Не смогу. Тут даже перенос воспоминаний с компанией сработает. Это тело теперь просто железка. Но знаешь что, Ло? Мы без него отсюда никуда не уплывем. Тут уже не ловит интернет. Мы же не найдем инструкцию. Мы здесь застряли. Мы здесь просто застряли. Мы можем либо сейчас возвращаться назад к острову, либо... О, погоди-ка. У меня есть одна идейка. Я не совсем уверен, что это сработает, но... Блин, мало ли. Так, ну-ка, дай-ка сюда. Это сюда. О, блин. Так, короче, будем надеяться, что я справлюсь. Приготовишь мне какой-нибудь сэндвич, а? Я очень голоден. Всю ночь тут просидел в попытках починить Дилана. Давай. Давай. А что за идея-то? Что за идея? А, погоди, может быть он хочет какие-то остатки памяти или остатки информации перенести в ноутбук? Если так, то, наверное, там будет инструкция, да? О, ты погляди. Капуста, свекла, морковка. Видимо, мне действительно нужен сэндвич. Также здесь у нас есть мешок всяких разных ингредиентов, типа яблоки, морожка. Так, еще Да, не отвлекай меня. Иначе я что-нибудь сейчас испорчу. Или вообще все испорчу. О, блин, вот бы получилось. Это наш единственный вариант. Понял, ладно. Так. Мне даже не с кем поговорить, вы понимаете? Ричард — это единственная живая душа здесь на много километров. На всякий случай я, конечно, попробую подняться, мало ли тут что-то изменилось. Так, это фигня какая-то. Это у нас фигня номер 2. Ну, не знаю, может быть, я сундук какой-то не залутал. А теперь, дамы и господа, давайте немного остановимся, потому что прямо сейчас у меня для вас есть кое-что... интересное! Совместно с этим сезоном у меня на lolloshkashop.net прямо сейчас проходит масштабная акция! Акция, в которой можно поучаствовать абсолютно бесплатно и абсолютно любому человеку с телефона или компьютера. Добро пожаловать в универ! Выбери свой факультет. После выбора ты попадешь в общежитие своего факультета. Экология, живопись, молекулярная биология, художественный перевод, социология и социальная информатика или математическая экономика. Сделав выбор, ты больше не сможешь поменять факультет. Будь аккуратнее. Ты будешь жить с этим факультетом до конца акции, которая продлится до 31 мая 2024 года. Выполняй задания, получай баллы, попадай в топ университета и своего факультета тоже, и зарабатывай халявные деньги. Эта акция создана полностью под моей инициативой, поэтому да, все участие абсолютно бесплатно. Советую зайти прямо сейчас, ибо у вас есть возможность получить эксклюзивную ачивку. Ачивку, которая останется с вами навсегда. Но после акции ее уже нельзя будет получить. Поэтому советую поторопиться. Как говорится, заканчивайте учебу или вспоминайте о ней с хорошим настроением. Ссылка в описании. Спасибо. А мы все-таки продолжаем. Ладно, сэндвич. Давайте действительно будем думать о том, что мне сказали. Сэндвич — это стейк и просто хлеб. Вроде бы звучит не проблемно. Это звучит очень даже просто. Берем стейк и где-то берем хлеб. Который где? А, вот все нашел. Объединяем. Сэндвич получаем. Вот, возьми, Ричард. Спасибо. Так, я, короче, кое-что сделал. Дай-ка мне свой телефон. Попробую подключить компьютер к нему. Ладно, вот, возьми. Так. О, да ладно, получилось. Вот, забирай. Так, что? Чего? Дилан печатает вам? Что? Эй, Ло, Ричард уже ввел меня в курс дела.
Видимо, придется нам общаться таким образом, пока вы не найдете другого автоматона, чтобы загрузить меня в него. Иди к штурвалу. Буду тебе объяснять, как управлять кораблем. Обсудим все остальное потом. Охудеть. Вот чего такого я Слушай, не- я сам в шоке. Поверить не могу, что у меня реально получилось. Я сумел как бы, ну ты понял, да, включить Дилана, но внутри телефона. Виртуальный Дилан. Намного лучше настоящего. Ведь если он надоел, то просто засунь его в карман, да? Я должен был идти на программиста, это точно. Эх, блин. Так, ладно, а сейчас я, наверное, пойду-ка посплю. Не разбей наш корабль, пожалуйста. Так, это нафиг. Ой, блин, я так устал. Давай, слушай, ты это так заслужил, ты так это заслужил, Ричард. Это просто невероятно. Меня каждую серию сейчас сюжет так удивляет своими способами подачи этого сюжета. Так, получается, это теперь просто пустое тело. Настоящий Дилан здесь. Вот он, буквально тут. Нам нужно идти, получается, в рубку. Здесь управление. Так, я здесь. О. Как мы общаться-то будем? Ага, да, он мне что-то говорит. Это так необычно. Виртуальный Дилан. Угу. Учимся. Хорошо. Теперь куда мы? Ну мы же приплыть куда-то все-таки должны. Рано или поздно. Ой. Что происходит? Баба, нет, стой! Я не понимаю, что делать! Мне нужно заполнить вот эту штуку. Как это делается? Подожди. Вот, я кручу, теперь обратно. Ой. Стоп. Остановись, я не понимаю, как тобой крутить. Если я прям зажимаю, то он крутится бесконечно. Ребята, оказывается, никакая мышка здесь не работает. Вот сколько бы я ни нажимал, оказывается, вот ничего не происходит. Я кликаю. И оно как бы само по себе. Оказывается, нужно стрелочки нажимать, смотрите. Вот я на клавиатуре стрелочками. Оп, теперь вправо, теперь влево, теперь вправо. Хорошо. Так, и... сюда! Слушайте, ну оказывается, было все намного проще, чем я думал. И мы... Мы действительно плывем. Дилан печатает. Ну чё, как у тебя там? Блин, я же больше не могу смотреть, что у вас происходит. Ты хоть отвечай иногда. Да, прости, я увлекся. Удалось снять с якоря, а еще я нашел правильный курс. Это катастрофа, Дилан, у меня ничего не получилось. Удалось снять с якоря, нашел правильный курс. Так. О, супер, рад за тебя. Ой. Что? Проблема на проблеме, серьезно. Какой еще зона действия сети? О, ты погляди, а пароход-то реально активировался. То есть я молодец? Ну да, я молодец, это правда. Так, получается, с Диланом мы в итоге вот с этим никак не можем поговорить. А что насчет Ричарда? Он спит, да? Блин, ну я не хочу его будить. Прям, это последнее, что я сейчас хочу делать с нашим спасителем Дилана. Может быть, мне нужно просто подождать? Мы же плывем? Самое-то главное, это что мы плывем. Возможно, мне стоит снова поуправлять. Не могу. Ладно, может быть, действительно нужно поговорить с Ричардом. Так, эй, Ричард. Блин, чё надо, мам? Что? Телефон сломался, я тебе не мама. Нужно что-то сделать. Пора вставать в универ, сынок. У нас чрезвычайное происшествие! Телефон сломался, надо что-то сделать. Качок. Какой телефон, блин? Зачем сломался? Подожди, стоп. В каком смысле сломался? Сейчас, а ну-ка. Не работает. Блин, как же все это бесит. Видимо, телефоны тоже как-то связаны с тем сигналом. Ну, едеть, колотеть, а? Ну-ка, дай пройти. Так, и что же ты будешь делать? А у нас реально больше ничего нет. Да ща. Так. Ну хоть ноутбук работает. Но сети все еще нет. Прости, что побеспокоил, возвращайся ко сну. Можешь сделать мне чат с Диланом на ноутбуке? Че? Зачем? Подожди, он тебя что, не успел научить управлять кораблем, что ли? О, ща все сделаю, да, больше не говори. Это вроде как должно быть просто. Так. Блин, давай. Ну, вроде бы вода. Все, давай, садись.
Все? Спасибо. Ты снова спать? Ты уже как этот лунатик, как зомби, да? Ну давай попробуем, хорошо. Так, Дилан, то, что лучше не открывать. То, что лучше не открывать. Ух ты, бляха-муха. Давай-ка, наверное, просто Дилана запустим. Как это работает? О, эй, я вернулся. Ты теперь в ноутбуке. Смотри, реально. Я почувствовал. Ну так что произошло-то? Мы ничего не поняли, понятия не имею. Телефоны прекратили работать, так же, как и твое тело. О, ясно. Повезло, что ноутбук работает. Иначе пришлось бы забыть планы по моему возвращению в тело. Слушай, я надеюсь, то, что ты сейчас в рулевой, кто-то должен следить за курсом. Уже бегу туда, уже бегу. Окей. Так, ладно, но я же правильно понимаю то, что мне нужно забрать ноутбук с собой, да? Все, хорошо, мы его берем. Ричард у нас спит, его мы не тревожим. Не спал всю ночь, чувак, пусть спит. Как говорится, сон всему голова. Так, Дилан, да, нам, получается, сейчас нужно под его руководством куда-то поплыть. И куда, непонятно. Эй, Ло, слушай, я хотел поговорить с тобой о Шерон. Ричард так и не смог нормально объяснить, что у вас там произошло. Он только написал, что она исчезла с помощью органа. Блин, точно, он же ничего не знает. Он не знает то, что она его кинуть хотела. Так, ну она дура. Вот, она дура. Понятия не имею. Она взяла и закатила истерику. Ей нельзя было доверять с самого начала. Когда я решил вернуться за тобой, она очень разозлилась. Понятия не имею почему. Кстати, а действительно, она в секунду разозлилась. Ну давай вот это. Лол. Думаю, я понял. Она разозлилась из-за того, что мы бросили всех остальных, понимаешь? Ей хотелось помочь мироходцам. Но мы их всех оставили позади, помнишь? Но как только пострадал я, ты решил вернуться и поставить всех нас в опасность. Мы же поссорились с ней сразу перед тем, как я сохранил копию своей памяти. Примерно по той же причине, кстати. Вот она, видимо, и сорвалась. У нее могло создаться впечатление, что мы ее совсем не слушали. Хотя все равно я такой поступок не одобряю. Могла бы и помочь, блин. Но... Ло, думаю, мы больше не можем рассчитывать на нее. Понимаешь? И, знаешь, мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Кстати, надеюсь, ты у штурвала? Для начала нужно приехать в порт. Понял. Так, в смысле у штурвала? Все, я здесь. Стало так тихо. Емать! Да ладно, нет! О! Мы приплыли! Мы реально куда-то приплыли! Что, серьезно, что ли? Я, честно говоря, просто у меня в голове не укладывалось то, что мы куда-то сможем приплыть. Это настоящий порт. Так, Ричард! Ричард, просыпайся! Ну что в этот раз? Опять, что ли, что-то произошло? Ой. Так, стоп. Ло? Корабль не двигается. О, черт, неужели правда что-то случилось? Да, чувак, мы тонем. Каждый сам за себя. Кстати, а вы заметили, я какой-то желтый стал. У меня скин теперь не белый. Мы приплыли, Ричард. А? Приплыли? Да ладно. О, мы приплыли. Наконец-то! Настоящие люди! Давай, Лоло! Торопись, за мной, успевай! Боже, боже, боже! Давай, давай, за мной! Да за тобой, боже! Ты же знаешь что-то из всего этого, а? О, батюшки, как интересно! Ло, я уже и не надеялся увидеть настоящую жизнь, ты понимаешь? Как же это круто! Ой. Эй, это же корабль с острова! Да, и правда. Эй, парни, что у вас там за хрень происходит, а? Все новости говорят о какой-то проблеме, но ничего не объясняют. Да ты чё на них орёшь-то? Они ж могли выехать оттуда еще до всего происходящего. Не надо. В смысле не надо? В смысле? Они ж должны хоть что-то знать. Правительство явно что-то скрывает. У меня скин как будто опять еще больше пожелтел. Что происходит? Автоматоны начали взрываться и крушить город. Это было ужасно, да. Мы вообще ничего не знаем, парни. Я понимаю ваше недовольство, но мы не имеем права говорить об этом. Вам лучше обратиться с этим к нашему капитану. Он в рубке. У него больше полномочий. Да, и он там в рубке. Вот, к нему там обращайтесь потом. Не? Я понял, кажется. Сейчас мы посмотрим. Чувак! Блин, ты что, серьезно? Да блин, я тоже теперь хочу узнать подробности. Погоди меня. Эй,
Эй, Ло, мне кажется, нужно сваливать отсюда, пока они не вернулись. За мной, не отставай. Так, ладно, я, кажется, понял. Там же нет никакого капитана. Почему он реально пошел проверять? Он же мог просто поверить мне на слово. Так, ладно. Ой, все при мне. Все при мне. Мы все... Стоп. Что? Ребята! Так, Ричард, у моей одежды появилась какая-то характеристика. Чистота и износ? Чего? Неужели сезон только начинается? Это что, какая 60... Это 67-я серия, а я чувствую себя как будто... Реально, это первая. Или там 5-я. А куда мы бежим, Ричард? Да тихо ты, тихо. О, нам нужно дождаться автобус и уехать в город побольше. Город побольше? Да, в этой деревне нас быстро найдут. Давай, надо подождать автобус. Окей, понял. Мы в деревне, мы в порту какой-то деревушки. Запомнил. Здравствуйте. Мы свои. Вот. Ждем. Автобус. Ля-ля-ля-ля. Подожди, может быть, мне поговорить с ними надо? Нет, смотри. Мне нужно реально дождаться автобус? То есть вы хотите сказать то, что здесь автобусы немного другого плана? Так, Ричард, слушай, а если я попробую уйти куда-нибудь сюда? Я не удивлюсь, если я могу с кем-то даже поболтать. О, да. Ой-ой-ой, так это прям реально большая деревня. Здравствуйте. Блин, Скей. Я себя сейчас реально ощущаю, как будто в первой серии. Приветствую. С кем-нибудь я в итоге могу поговорить? Хоть с кем-нибудь, пожалуйста. Чуваки. Ой. Ой, от тебя воняет бедностью. Иди отсюда, иди. Пошел. Чего? Такого мне еще никто не говорил. Обычно автоматоны меня любят. Автоматоны обычно говорили о том, чем они проживают свою жизнь. Они рассказывали об учебе. Неужели в реальном мире со мной никто не будет болтать просто так? Подожди, в смысле я воняю бедностью? Что? Это что такое? Какая чистота? Какой износ? Я реально, смотрите, я как будто чернею, я желтею. Да ну не говорите то, что мне тут еще и придется за чистотой следить. Так, ладненько, попробуй с кем-то еще поговорить. Привет. О, понаехали. Че, других городов нет, да? Иди отсюда. Мне так еще никто никогда не говорил. Меня обычно любят. Так, может быть, ты с Лейкой? Ой, голубчик, выглядишь уставшим. Держи конфетку. Ой-ой-ой, бедняжка. Что? Тетенька всегда рада помочь. Так, погоди. Надо сейчас проверить, там у нас что, по автобусу ничего? По автобусу пока ничего. Тогда, наверное, надо еще поговорить. Или, может быть, куда-то можно вломиться? Я автоматон. Автоматона ложка, и я вламываюсь в дома. Это моя программа. А еще знаете, что я заметил? У меня больше не поднимается сытость и жажда. Объясняю, в чем суть. Обычно я записываю серию на мирной сложности. А когда ты играешь на мирной сложности, у тебя сытость всегда максимальная. И сейчас у меня даже на мирной сложности сытость не поднимается. То есть я реально теперь должен очень активно за этим следить. Ладненько, попробуем. Ой. Да, крутой автобус, давай, пойдем. Я поспрашивал, это междугородний. Довезет нас до Хэнфорта. Как раз посмотрим на оригинал города, в котором я провел всю свою жизнь, блинский. Кстати, у тебя деньги на проезд имеются. И я, как ты понимаешь, не про СТ. Я стырил из ящиков на корабле все, что нашел. Может, ты там тоже что-нибудь нашел? И если что, я еще немного взял у родителей. Ну так, ладно, пойдем. Ой, ладно, пойдем, только я очень в туалет хочу, капец. Деньги у меня действительно имеются. У меня В-валюта. Приветствую. Что получено новое? Так, ладно, я пойду искать место для ночлега, а ты осмотрись в городе тогда, ага? Только отдай мне все деньги, чтобы я знал, какой у нас бюджет. Что? Реально все деньги отдать? Ну это же нечестно. А мне? Я-то как будто не должен смотреть. Капец, вы посмотрите, сколько тут автомобилей. Это что вообще происходит? Ой, так это же торговый центр, не? То есть реально тот Хэнфорд это копия настоящего города? Да и сколько машин-то ездит? Тут явно больше людей проживает. Сильно больше. Так, ладно, я отдам тебе деньги. Я дам тебе 5В. Вот. Подожди, а где моя деньга? Стоп, подожди, у меня реально все деньги куда-то стыпзились. Я помню то, что у меня были сотки, 50-ки. Ну вот, забирай. Так, хорошо. Думаю, на первое время пойдет. Давай, иди, гуляй. Встретимся возле торгового центра через час.
Ты меня не кинешь, Ричард? Капец, мне вообще не по себе. Я чувствую себя не в своей тарелке. Я 66 серий провел вообще в другом амплуа. Так, привет, я воняю? А, не поговорим, да? Блин, а как мне тогда стирать одежду, как-нибудь там за износом следить? Ё-моё, такой живой город! И, кстати, а я могу вообще ноутбук поставить где угодно? Или там смартфон открыть? Вне зоны действия сети. Значит, мне нужна какая-то либо другая симка, либо мне нужен другой смартфон. Настоящий, не фейковый. Так, ну окей, давай поставим ноутбук где-нибудь вот здесь. Так, Дилан. Мы приехали в город. О, рад, что вы все же добрались до материка. Теперь найдите там жилье и работу. Обо всем остальном можно позаботиться потом. Логично, логично. Так, привет. Чё надо? Я спешу вообще-то. Отстань. Я в туалет хочу. Подскажите, где туалет. Сейчас, подождите только. Очень хочу в туалет. Меня все игнорируют. Меня никто никогда не игнорировал. Я не привык к такому. Обычно мне помогут, все расскажут. Да, страховку так и не оформил. Без нее отгул не взять. Да. Ты чё подслушиваешь, а? Ой, то есть, это я не тебе, извини. Тут какой-то фрик на улице пристал. Я сейчас меня сейчас до слез доведут. У тебя смартфон такой крутой, поделись. Где тут туалет? Просто подскажите, где туалет. Я даже заплачу. Ах, нет, я не заплачу. У меня же денег нет, точно. Что? Это же я. Понятно. Я понял. Это статуя прокачки теперь новенькая, да? О, туалет. Ой, туалетик. Туалетик, это то, что мне нужно. Здравствуйте. Фу, ты мерзкий, не подходи ко мне. Простите. Ладно, я буду привыкать к этой реакции. Так, срочно. Туалетик. Так. О. Как же достали эти автоматоны? Зачем они вообще нужны, блин? Надеюсь, после катастрофы на острове от них избавиться. О, ага, то есть получается весь город знает и следит за всем этим островным сюжетом, можно так это назвать, да? А это ведь и правда интересно, можем узнавать всякие разные детали. Приветствую. Ты мне кого-то напоминаешь. Правда, знаешь, просто показалось. Да что ж вы на меня так смотрите, как будто я не мылся несколько месяцев? Ну да, может быть это и правда, но... Может быть, кто-нибудь все-таки не будет меня за это булить. Так, а вообще я напоминаю то, что у нас Ричард где-то должен быть. Ричард у выхода из торгового центра. Так, это, видимо, не выход, это вход, а выход там? Или как мне это понимать? Ну, допустим, давай сюда. Ричард. Так, блин, подожди, а меня что, реально кинули? Просто времени прошло явно больше. Больше часа. Мы договаривались только на час. Может быть, кстати, погоди-ка. Дилан, надо смотри, точно, у меня же есть. Найдите жилье и работу. Обо всем остальном можно позаботиться потом. Так, жилье и работу. Жилье и работу. Где это вообще надо искать? Я же вообще ламер в этом городе. Я ничего не знаю. Ну вот, например, какое-то здание. Там жители, кстати. Вот еще остановка. И вот остановка. Капец, сколько здесь остановок. Так, привет. Оплатить проезд. Ого-го! Торговый центр GDH? Что? Этот торговый центр называется GDH? Латунный переулок, улица Ричмонда, Лысый переулок, переулок доктора Джарта. Так, ладненько. Но денег-то у меня нет. Я только сейчас допер то, что я нищий. Что? Ричард! Да ладно, наконец-то появился! Чувак, я столько по торговому центру хожу! Да-да, здорово! Слушай, нашел я таки подходящее местечко. Оно не лучшее, но что есть, как говорится. Это в аналоге нашего гнезда на острове. Пойдем туда. Что? Гнездо — это то, что район для нищих. Блин. Значит, это вы, Лолошка, о котором говорил Так. Ричард, верно? Да, сейчас. Приятно познакомиться. Не беспокойтесь, я такое не осуждаю. Главное, платите вовремя.
Можете заселяться. Я же говорил, что это из-за дешевой аренды вообще-то. Да-да-да, говорю же, все понимаю. Не нужно мне ничего объяснять, молодые люди, не нужно. Хе. Ох уж, можете чувствовать себя как дома. Такс, вот ваш ключик. Спасибо. Так, что в итоге? Тебе ключ дать? Или открыть? А, открыть, наверное, да? Да, о, да, прям сразу открывается, хорошо. Такс, ну вот. Да, Мишка-то... Что это, не так? блин, Нормально. не лучшее местечко. Но у нас нет ни работы, ни выбора. Так, блин. Черт. Слушай, давай посмотрим, что здесь. Ну, туалетик. Вижу. Так, здесь... Ага. Это кухня, получается. Ну-ка. Вроде работает. Работает. Так, а я могу как-то что-то протестировать? А, блин, мне, получается, всем этим надо будет пользоваться, да? Потому что в этот раз у меня, ну, тут как минимум есть это. Износ. Износ активировался! Ты посмотри, у меня теперь еще и реально ломаются вещи. Да какого черта? А что мне делать? Ну, не знаю, может быть, помыть надо. Ну, давай возьмем вот так. Что, я помыл? Чистота 0. Как мыть одежду? Черт, мне нужна стиральная машинка срочно. Я бомж бомжатский, мне срочно нужно что-то. Ричард, скажешь что-нибудь? А, да. Я тут прихватил немного еды с корабля, но завтра надо будет точно заполнить холодильник. Я должен буду устроиться на работу. У меня-то, в отличие от тебя, есть документы. Родители позаботились об этом. Ты, кстати, как думаешь, мои родители, они в порядке? Хотя ладно, конечно же они в порядке. Они всегда там в порядке, блин. Хотя они, наверное, беспокоятся обо мне. Я же вообще ни о чем их не предупреждал. А что, если они думают, что со мной что-то случилось, а? Я же даже связаться с ними никак не могу. Ай-яй-яй-яй. И что же мне делать-то с этим? Ладненько, потом порешаем. Так, ладно. Да, ща, погоди. Что? Вот, держи. В следующий раз, если что, готовишь ты. Ладно. А я сейчас как раз поем и пойду спать. Весь день таскался по гнезду в поисках этого долбанного жилья. Так, в итоге мы это называем гнездом, да? Оки-доки. Раз уж я теперь должен... то есть, скорее, нет. Раз уж я теперь обязан следить за сытостью, мне очень важно искать еду. Напомню, сложность у меня мирная. В целом, я могу поставить любую сложность, хоть, ну, не знаю, там, легкую, допустим. Ничего от этого не поменяется, да? Ой. Гопник? Это район нищих, тут же гопники должны водиться. Все как в настоящем. Короче, мы понимаем то, что все это, точнее нет, остров, на котором мы жили, он копировался с настоящей жизни. И как бы где-то хорошо получилось скопировать, где-то плохо, но гопники есть гопники. Так, ладно, там кто-то есть. Давай-ка, наверное, мы пока рыпаться-то не будем, надо изучить, где мы находимся. Находимся мы на какой-то заброшенной, хотел сказать заправке, но это явно не заправка. О, тут какой-то магазинчик, стиль. Стилево оденемся. И, возможно, кстати, даже будем вот за одеждой следить. Чистота 0, износ 99. Чистоту бы поднять, а то я воняю. Так, давай-ка, наверное, ноутбук где-нибудь разместим. Вот здесь, наверное. Посмотрим, могу ли я написать Дилану. Нет. Рад, что вы все же добрались. Теперь найдите жилье и работу. Жилье найдено. Окей, жилье найдено. Так, Ричард, скажешь что-нибудь? Да? Да что тебе еще надо? Ты там Дилану написал, кстати, что мы приехали в город, а? Спроси у него хоть, может быть, какие-то идеи по документам будут. Ой, только не мешай. Хочу нормально отдохнуть. Понял, ладно. Так, ладно, мне там что-то про Дилана он сказал. О, да, я могу написать. Я не думаю, что смогу устроиться на работу. Ты разбираешься в поддельных документах? Есть идеи, где я мог бы достать документы? Вот, давай вот это. Нет. Я никогда не был на материке, откуда мне знать? Я даже не подумал о документах, блин. А у Ричарда... Чё, у Ричарда они есть, что ли? Мне кажется, нам с Ричардом стоит разойтись. Чего? Я могу реально последнего своего союзника опрокинуть? Хо-хо! Не-не-не-не-не. Ну да, у него есть документы. Ну что ж, тогда вся надежда на Ричарда. А ты будешь его домохозяйкой. Угу. Ну что ж, чё, мне может реально выйти? Наверное, кстати, если я хочу подняться, то мой самый лучший вариант это грабить гопников. Ну, да, буквально, у меня же ничего нет. Как бы еда, может, какие-то деньги. Так, слушайте, от вас же, наверное, тоже воняет, как и от меня. Ой, что это? А, это Или что это? А, это продуктовый. Да. Это у нас какой-то нищий продуктовый магазин. Такс.
Давай-ка на всякий случай, продавщица, здравствуйте. И я могу у вас прикупить ананасовое мороженое, гаечный ключ, стопка книг. Такого прям что-то важного для меня пока что я не вижу. Стоп! А это же получается, я теперь не могу прокачиваться ежедневно. То есть у меня нет чердака. Обалдеть. У меня нет заработка, у меня нет чердака, у меня нет никакой прокачки. У меня жилье только-только появилось. И то в обнимку с Ричардом. Сколько у вас что стоит хотя бы? Хлебный нож. 110 В. Так, варочная стойка 450. Бумага. 120 за 10. Нет, дорого. В этот раз игнорировать отсутствие еды я точно не могу. Поэтому деньги в первую очередь на еду. Рано или поздно вот это закончится, и все, я бомж. Так, теперь давай-ка, наверное, гопники. Здравствуйте. Поболтаем? Не поболтаем. У вас такие модные синие телефоны. Хочется такой же. Да у вас тут у всех модные синие телефоны. Привет. У тебя кот есть. Прикольно. Круто то, что здесь вообще продуманы районы. То есть я могу куда угодно пойти и что угодно посмотреть. То есть нет такого, что я забреду в какой-то райончик, а там пусто. Я хочу выразить огромный респект разработчикам. Кстати, а если глобально смотреть, мы в итоге остались на том же острове. Ну-ка, глобальная карта. И... Нет, смотри, это реально... Это другая локация. И вот как сверху выглядит торговый центр GDH. Тут у нас, видите, парк какой-то другой. То есть по этому городу мы еще сможем погулять. Мы найдем наверняка что-то такое же, как и на острове. Ну, то есть похожее. И наверняка найдем что-то новое, как, например, вот этот нищий район. Да, это явно не нужно было копировать на остров. Там можно было выдумать что-то другое. О боже, какой я грязный! Ужас какой! Как стирать вещи? Сможем ли мы купить себе настоящий нормальный дом? Сможем ли мы водить настоящую нормальную машину? Будет ли у нас новый смартфон, черт возьми? И многие другие вопросы ждут ответа уже в следующих сериях. Да, ребят, это поистине что-то невероятное. В рамках одной серии совершить вот такое, ну, как будто это месяцы титанических работ. Или как минимум месяц плюс. Вот так. Так что я примерно понимаю, что к этому городу на самом деле подготовка велась еще тогда, когда выходила 30-я серия, представляете? Ну, может быть, 40-я, опять же. Но сам факт, это было... Это настолько заранее продумано. Если вам это понравилось, ребят, пожалуйста, ставьте лайки. Мы еще посмотрим, как стирать эту одежду. Просто как будто через экран пахнет. Обязательно подписывайтесь, потому что дальше больше. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка, Спящий Ричард и, возможно, Спящий Дилан. Спокойной ночи, Дилан. Всем удачи, всем пока. Пока. Слушай, тебе тут Дилан пишет. Говорит, что в городском парке происходит что-то интересное. Советую тебе туда пойти. Долой автоматонов! Вау. Да уж, выживание бомжа в большом городе. Эта фраза хорошо описывает ситуацию, в которой мы оказались. Денег нет, документов нет, я не знаю, куда мы попали, нас больше не окружают автоматоны, а только живые люди. И при всем этом, самое страшное, я грязный. Чистота 0. Что ж, как говорится, да начнется неизведанное. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы бомж. Да-да, вот прям самый нищий, которого можно представить. Одежда грязная, денег нет, жилья нет, а из союзников остался только ноутбук, говорящий в роли Дилана, и получается бомж Ричард. Здрасте. Напомню, мы приплыли с острова, теперь мы неизвестно, где находимся, но, что точно известно, в этот раз нас окружают не автоматоны, а живые люди. А это значит, да, любить меня просто за то, что я существую, больше никто не будет. Как минимум придется делать самое сложное. Приятно пахнуть. У меня сейчас чистота 0. Где тут стиральные порошки, ребят? Там, не знаю, стиральные машинки. По-моему, кстати, стиральные машинки я видел в торговом центре. Я могу ошибаться, но вроде бы было. В любом случае, с этим мы еще разберемся. А пока что, здравствуйте. Может быть, Дилан что-то написал? О, печатает. Эй, Ло, я не думаю, что ты сможешь получить документы каким-то законным методом. Понимаешь? Не стоит даже пытаться, как мне кажется. Если тебя засекут, то сразу что-то сделают. Я бы, конечно, помог, но у меня нет даже доступа к интернету. Вам стоит озаботиться телефонами для этого места. Стоит. И мы сможем постоянно быть на связи. Не думаю, что тебе удобно общаться через этот ноутбук.
А я уже, подключившись к сети, смогу найти кого-то, кто торгует документами. Вау, хорошая идея, Дилан. Я как раз не знал, что делать. Так, план такой. Где-то получаем телефон, закидываем на него деньги, подрубаем интернет и раздаем этот интернет Дилану. Все, вроде нормально. Эй, Ричард, привет, доброе утро. Доброе утро. У тебя как? Планы на сегодня есть, а? Я вот собираюсь искать работу. Ты, надеюсь, сам-то помнишь? Нам это срочно нужно, прям позарез. Ух, блин. Ты, кстати, это как? Есть какие-то идеи, как получить паспорт? О, да, как раз обсуждали с Диланом. Попробую найти паспорт GDH и притвориться им... Что? Кстати, а я же похож на GDH. Но. Напомню то, что про GDH, скорее всего, думают, что он на острове. Поэтому нет, это плохая идея. Плюс я не такой умный. Пойду официально оформлю документы и скажу, что свой паспорт я потерял. Пойду искать кого-нибудь, кто торгует поддельными документами. Вот, это уже. Надо получить телефон, а потом Дилан что-то придумает. Ну, давай, да, раз Дилан мне это сказал. Получается так. Понятно. То есть конкретного плана у тебя нет, да? Да ладно, не переживай. Достану я тебе телефон. Или хотя бы себе. Мы ж теперь в одной лодке, чувак. Может быть, и сам смогу что-то выяснить про эти документы. А даже если не найдем, то ладно. Ты с телефоном сможешь заработать через фриланс. Помнишь такое? Осталось только, блин, работу получить. Я вчера объявление какое-то видел. Ищут доставщика пиццы, да. Работа, конечно, не самая лучшая, но и вариантов немного. Я смог оплатить здесь только месяц. А потом... Уф, деньги срочно нужны, срочно! Так, ладно, все, я занят. Окей, ладно. Срочно нужны деньги. Это намек? Деньги. Так, туалет у нас здесь. Опять же, чистить одежду мы не можем. Ну куда я пойду в таком виде? Куда? Я если с такой чистотой пойду искать работу, то меня, не знаю, дополнительно обоссут. Что-то в этом духе. Так, привет, горожанка. Могу с кем-то поболтать? Ой, не хочу завтра на работу. Вот бы вместо меня работал автоматон. Я бы деньги за это получала. Просто за сидение дома. Мечты. Я не понимаю, автоматоны здесь в итоге крутятся или нет? Может быть, они работают как прислуга какая-то? Здравствуйте. Что? Мальчик, тебе бы к родителям. Ой. Ну хотя ладно, видно, ты из детского дома. Отстань от меня, мальчик. Ладно. Может быть, тут стиральная машинка найдется. Что ж вы так обращаете внимание на мой вид? Ну, сейчас я постираю одежду, погодите. Так, здесь нет, пусто, да? Ладно, видимо, буду пока грязный. О, сюда могу пойти. Видимо, даже поговорить. Привет. Оказываю психологическую помощь студентам. Только при предоставлении документов. Так, я не... Это что, у вас офис? Не нужна мне психологическая помощь, спасибо. Так, короче, чего-чего, а район у нас явно не из богатых. О, зато люди живут. Дайте денег! Денег дайте! Текс. Гопники, кстати говоря, по утрам и дням, видимо, не спавнятся. Они спавнятся только по ночам. Здесь мы... О, никого нет. Ладно. Дайте хотя бы на мороженку, я не знаю, на булочку. Привет. Кого? У меня нет работы. Все места занимают эти долбаные автоматоны. Лучше бы что-то полезное создали. Долбаные автоматоны. О, а вот это уже более полезная информация, спасибо, женщина. Так, значит, автоматоны в этом городе все-таки есть. И я так понимаю, то, что эти автоматоны не такие, как на острове. Они скорее, вот опять же, прислуга. Ладно, я, может быть, даже смогу купить себе автоматона. Хе-хе. Ну, вы понимаете, да? Дилана туда перепрошить, и в итоге Дилан воскреснет. Здрасте. Ай, в этом районе вечно проворачивают какие-то темные делишки. Тоже обдурить меня хочешь, да? Снести бы это место к чертям. Отстань от меня. Да я, блин, тут день живу. Чё вы? Просто узнаю информацию. Может быть, мы соседи. В соседних домах живем. Вот ты здесь, а я здесь. Кстати, а что это за дом? Реально ведь какая-то дверца есть. А, не открывается. А может быть, я могу зайти с другой стороны? Нет. Кондиционер. Какое-то здание. Возможно, в будущем сыграет свою роль. Это похоже на будущую ферму. Надо запомнить. Эй, Ло! А? Так, ну Ой. чё? Я это тогда пошел? Пожелай мне удачи, как говорится. Надеюсь, уже сегодня я что-нибудь найду. А ты это, посмотри, что происходит на этом материке. Тебя могут разыскивать, рожа-то у тебя узнаваемая. Ты, главное, помни об этом. Будь осторожен. Ладно. Ой, ты прям переоделся. Да, и, кстати, хорошего тебе дня.
Да, и тебе. Принеси денег в дом, а я приготовлю что-нибудь на ужин. И вещи постираю, наверное. Так, блин, как постирать вещи? И подожди, если я один, то что мне делать-то тем более? Я думал, что мне что-то скажут. Ладно, на самом деле, я тут немного погулял и прямо за домом увидел это. Скупщик. Привет, а это ты тут живешь? Новое лицо? Такое я люблю. Ты случайно подошел? Или тебе что-то от меня нужно? Вы же скупщик, да? Тут же правильно написано. Хотел узнать расценки. Знаете что-нибудь о поддельных документах? Да я так просто ограбить вас пытался. О, ну я, понятно, это не нажму, но я забыл то, что можно грабить. Так, ну я бы, наверное, о поддельных документах бы что-то узнал. Вот оно как... Ну, вообще, да, знаю я нескольких людей. Но вот знакомить с ними тебя... Сомнительная идея. Кто знает, что ты выкинешь. Хотя... Если ты их сдашь, то это будет скорее твои проблемы, чем их. Ладно, поговорю я с некоторыми людьми. Давай. Спасибо, добрый Да день. куда ты благодарить? Ты же понимаешь, что информация в наше время дорогого стоит. Да-да-да. Хе-хе. Ладно. Это намек на еще где-то раздобыть денег, да? У меня есть коробка. Я не знаю. У меня столько денег никогда не было. В том плане, чтобы 0. Но вот этот диалог был на самом деле очень правильным. Не в том плане то, что мы узнали про документы, а про то, что у нас был выбор воровать. Следовательно, мы можем своровать... О! Гопники заспавнились. Чего? Дети заспавнились. Не поговорим, ладно? Так, вот гопники. Гопники! Это же воровство. Здравствуйте, давайте попробуем. Сейчас они остановятся, и я попробую. Я не хочу драться, потому что мало ли что-то не так. Сейчас пока что я выгляжу как... не тот человек, который может дать отпор. Здрасте. Так. Да. Что? Не могу обокрасть? Эй, куда? А если вот этого? О, вот этого могу, хорошо. Так, деньги! Ребята, деньги! А, наконец-то! Так, тихо. Тихо, тихо. На, держи ручки при чё? себе. Чувачок, ты не в тот район, кажется, забрел. Да, Держи его! Ай! Боже, нет, 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 А ну, иди пожалуйста! сюда! Нет, Да пожалуйста! знать будешь, как воровать, Господи, дурина! бога ради, я не хочу, пожалуйста! Успокойся! Ха-ха-ха! Что, тупики, ничего не можете сделать, да? Кто бы вас ни создал, он явно не просчитал то, что я могу зайти в дверь и спрятаться. Зря быканул, признаюсь. Тот-то же. О, деньги. Хорошо. Так, и вот с тобой надо как-то разобраться. Эй, чувак, давай, сюда иди. Так, тихо. Тихо, молодой. Давай как-то все-таки на кулаках, да? Ну, то есть на ножах и кулаках. Ой, блин, вот Ричард обрадуется, когда узнает то, что в первый день у меня тут драка с гопниками произошла. Прости! Так, да что ж, я не могу по нему попасть-то. Умри. Тихо. Это не я быковал, это парни быковали. Я просто рядом стоял. Ага, так я и поверил. Так, а все? Мы в итоге с них дроп получили? И что, они лежать так будут, что ли? Что я получил-то хоть? Ого! 55В, далее 23В и еще 80В! Фига себе, какие у нас гопники! Ребят, так я только что разбогател на кучу бабла. Ой, они пропали. Да, окей. Слушайте, это определенно офигенно. И тут же появились. Опа-на. Так, получается, если я побью их снова, то с них ничего не выпадет. Да, я знаю, как работает эта механика, мне они рассказывали. Типа, если я кого-то один раз, ну, ударил, то с него выпадут деньги. Если я буду пытаться их снова и снова бить, то уже ничего не будет падать, поэтому спасибо за бабло, ребят. Вы реально добрая душа. На следующий день вернусь. Деньги приготовьте. Ой, блин, ну какой же я богатый. Могу, наверное, что-то купить теперь. Что у вас продается, я забыл? Белая шерсть, мороженка, бумага. Наш текущий баланс 168В. За эти деньги я могу купить себе, например, яйца и бумагу. Да. Вот это я богатый, да. Хочу найти какого-то торговца, который мне действительно будет полезен. Погоди, так если у меня сейчас появились первые деньги, я могу куда-то поехать, да? Оплатить? Да, смотри. На карте у меня 0, наличные 168. И я могу поехать, например, в торговый центр GDH, главная площадь. О, и отсюда мы не можем поехать на улицу Ричмонда и Латунный переулок, потому что этот автобус ходит по вот этому маршруту. Вау, это так реалистично, прям реально прикольно. Так, это мы можем, получается, сейчас выбрать торговый центр. Ай, давно меня не было в уличных гонках. Да, прикольно. Вот мы и здесь. Так, а надо ли мне сюда? Там...
Слушайте, что-то я на панике. Наверное, мне сейчас сюда не надо. Пришел просто абы куда. Давай вернемся. Мне, пожалуйста... Подожди. Где моя улица? Стоп, а как приехать туда? Куда, я даже не знаю. Там завод номер 4, по-моему, было, да? Я мега супер сильно прошу прощения. Так, а в этом автобусе улица завод, пожалуйста. Нет? Подожди, а как мне домой? Как мне домой, черт возьми? Окей, смотрите, мы прямо сейчас находимся внизу торгового центра GDH. Если мы пойдем вот здесь, через парк выше, то мы придем туда, где живем. Не будем медлить, проэкспериментировали, а теперь бежим отсюда. Здрасте. Не хулиганить, бабушки все видят. Что? Какие еще бабушки? Я должен это как-то понять? О, смотри, улица, проспект Харриса, 13. Тут в честь GDH многое названо на самом деле. Не, ну что-что, а вот эти таблички, это прям респект. Я реально смогу нормально понимать, где нахожусь. Вон, проспект Харриса, 18. Так, блин, а куда я вообще прибежал-то? Мне, наверное, дальше, да? Йоу, статуя GDH. Я смотрю, она много где раскидана. И в ней я также могу прокачиваться. Созвездие вора. Я вот не понимаю, здесь вообще как-то что-то поменяется в будущем? Мне кажется, да, потому что саму систему прокачки, скорее всего, тоже переконструируют. Ибо сейчас я, например, не могу нормально добывать опыт. Как я могу добыть 20 тысяч опыта ради одного уровня, если у меня нету ни, там, пшеницы, ни учебы в университете, у меня даже заданий нет. О, кстати, мы пришли. Ложка. Меня взяли, чувак! С завтрашнего дня приступаю к работе! Мне даже телефон выдали, прикинь! Сказали, что без него заказы принимать просто не смогут. Еще и, блин, смотрели на меня с такой жалостью, будто у меня денег нет. Ну, да, их правда нет, конечно, но все равно неприятно. Телефон я не смогу тебе отдать, если что. Мне он самому понадобится, Ло. Но я могу подключить к нему Дилана. Так у него появится доступ в интернет, и он станет хоть немного полезен. Только дай мне для этого ноутбук, а? Вот он, буквально перед тобой. Ну ладно, я все равно дам. Такс, вот, держи. Ага, спасибо. Так, сейчас. Что? Ну это же то же самое место. Просто передвинул бы. Так, как он это сделает? Как он подключит, мне интересно. Типа он будет раздавать сеть через телефон? А если ты телефон с собой заберешь, то как это будет работать? И сколько ждать? Алло. Ну, видимо, придется сколько-то подождать. Ричард, у тебя как? Не-не-не-не, я пока не закончил. Я подключил Дилана к телефону, но надо сейчас еще кое-что настроить. Ладно. Так, ну хотя бы дело идет, это радует. Блин, отдай телефон, посмотри. Эй, Ло, слушай, тебе тут Дилан пишет. Ай, блин. Говорит, что в городском парке происходит что-то интересное. Советую тебе туда пойти. В целом, мне сейчас от тебя вроде ничего не надо. Так что я тоже присоединюсь, когда закончу. Мне тут немного осталось. И Дилан теперь подслушивает нас через динамики. Причем этой функции я ему даже не давал. Он как-то сделал это сам, когда подключился к интернету. Ладно, иди уже. Нечего у меня тут над душой стоять. Дилан, красавчик! Дилан, я люблю тебя! Как же я хочу, чтобы Дилан был здесь, передо мной, в роли хотя бы автоматона. Так, ладно, еще раз, что мне сказали? Дилан говорит, что в городском парке происходит что-то интересное. А, то есть, погоди, он уже настолько может залазить в интернет? Прикольно. А мне нужно в городской парк. Здравствуйте, в городской парк не прокатите. Городской парк имени Харриса. А, вы не ездите сюда, да ё-моё. То есть мне еще нужно маршруты учить, вы издеваетесь? И на каком автобусе я могу поехать туда? Привет. Не поговорим. Блин, ну... Это реально сложно. То есть мне иногда нужно даже с пересадками ездить. Эй, ребят, привет. Прошу прощения, денег на проезд не найдется? О, черт. Добегался, паря! Нет, пожалуйста! Нет, я не хочу драться! Я не хотел драться! Бога ради! А, стоп, ты один? Ладно, если ты один, то это без проблем. Эта драка потратит у меня всю еду, потому что придется регениться! Так, нет. Да бога ради. Нет, у меня семья, дети. Ага, вечно вы такие. Сначала лезете, а потом семья, дети. Так, ну спасибо за деньги хотя бы. Ладненько, я, наверное, пойду в парк какими-то окольными путями, то есть пешком. Да. Что? Чего?
Почему мне минус 100, минус 100, минус 100 дали? Я через дорогу, типа, не могу пройти. Что? За что? Это самое странное списывание опыта за всю историю. Так, ладно, здравствуйте. Пожалуйста, парк. Улица, детский сад, латунный период. Да ты издеваешься. У тебя парка нет. Но спустя некоторое время все-таки добегаем бесплатно, не тратим деньги. И что в итоге меня здесь ждет? Вот я перебежал через дорогу, мне опыт не сняли. Вау. Долой! 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 What the fuck? Нет автоматоном! Нет автоматоном! Ребята, все мы слышали последние новости с острова про то, как автоматоны вышли из-под контроля. Они начали массово взрываться прямо на улицах. До сих пор не сообщили о числе пострадавших. Но это не останавливает богачей. Плевать они хотели на нашу безопасность. Так покажем же им, что мы не позволим заменить нас. Они не смогут отдавать наши рабочие места железкам. Они не смогут заменить людей. Да, пусть бы продолжали развлекаться со своими автоматонами на том острове. А? Вот именно, именно. Они могут спать и играть с этими железками сколько угодно. Но в нашу жизнь мы им проникнуть не позволим. Да, не позволим! Рабочие места людям! Утилизируйте автоматонов! Пипец. Так, все? Ло, Ой, боже. блин, какая животрепещущая тема, да? Они забирают рабочие места у нормальных людей! Да потому что они работают эффективнее. Смирись с этим, Ло. Если бы их не пытались выдавать за людей, они бы... Ну тогда они бы были полезны. О, блин, я же могу записать об этом видео. Ты, главное, не беспокойся, я не буду упоминать тебя. Но это точно станет популярно. Я стану интернет-звездой. Надо только написать хороший сценарий для своих видео, да? И подумать о том, что стоит рассказывать, а что нет. Что там опять? Ну-ка. Прикинь, Дилан говорит, что не стоит ничего рассказывать. Да плевать на тебя хотел, мнение автоматонов не учитывается. Так, ну ладно, все, давай, Ло, я побежал. Стану популярным, разбогатею. Не придется работать в этой долбанной пиццерии. О, круто, круто, Эй, круто. Ричард, послушай Дилана. Бога ради, был бы у меня телефон, как говорится. Так, я могу в итоге что-то как-то на это повлиять? Хотя какой повлиять? Не-не-не-не-не. Я не палюсь. Мы против сжечь автоматонов. Мы против. Нет автоматонам. Скажи нет. Обалдеть. Это так круто на самом деле. Ну, я, конечно, не со стороны сюжета. Я про техническую реализацию. Как круто это все передано. Я прям верю в этот протест. Да, ненавижу этих роботов. Вот бы они все взорвались к чертовой матери. Да ладно уж. Хотя им я ничего доказывать-то явно не смогу. Привет. Ой, все эти автоматоны должны находиться на острове, а не тут. Они отбирают рабочие места, блин. О, крутая акция, крутой протест. Да, крутой. Так, ну давай узнаем мнение других людей. Этих автоматонов не хватает только в канализации. Хотя не удивлюсь, если они уже там. Ага. Блин, они забирают мою работу. А дальше чё? Они жизнь мою заберут, да? Да плевать, блин. Я пойду и сам все сделаю. Эй, чел. Ладно. Еще какое-то может быть мнение. Я учту любое мнение. Я просто... Пока что, само собой, я не буду говорить то, что я с острова. Да и в целом я не могу это сказать. А еще, кстати, я этот... Ну, типа... Я бы этих всех железяк утилизировала. Им здесь не рады. Не рады, я уже понял, да. Вы арестованы! Ой-ой-ой. Что происходит? Полицейские, не трогайте ее! Вот и протест закончился. Не успели моргнуть и глазом, как говорится. Значит, здесь у нас полноценные акции против автоматонов, но само правительство топит за автоматонов. Вот так вот, а. Какие страсти-мордасти тут происходят. Мы пока что, конечно, вообще ничего не понимаем. То есть для нас это, представьте, как в первую серию окунуться. Ничего не понятно. То есть мы вроде бы как в контексте, но
без контекста одновременно. А еще у меня долбаная еда заканчивается. Сейчас быстренько опять поедим. У меня в итоге 4 хлеба, еще 1 хлеб, окей. Далее апельсинка, отруби, банан и вок. Окей, какая-то еда все равно еще присутствует. И погоди, у меня еще морковка есть. Хорошо. Так, а тут я могу еду купить? Здрасте. Нет, там. Это автобус. Напомню, мне бы найти такой автобус, который ездит в мой район. Потому что если я не найду такой автобус, придется бегать пешком. Привет. Ну-ка. Так, улица. Ага, подожди, реально? Ты ездишь только в управление полиции? Понятно. Ну, мне туда не надо. Кстати, зато то, что есть управление полиции, это явно нам еще пригодится. Мы только что видели полицейских. О, вау, тут прям кафешки. Роберт Боберт. Но при этом не открывается. Ладно, короче, все, побежали домой. Как бы прискорбно это ни звучало, но получается, у меня сейчас нет доступа к Дилану. У меня нету нормального автобуса, который довезет меня до сюда. И у меня нет нормального заработка денег. То, что Ричард сейчас захотел снять всю правду про автоматонов, это, конечно, полная фигня. Мне кажется, Дилан прав, ему не стоит рассказывать. Но я даже не могу это нормально обсудить с Диланом. Так, кстати, у нас в итоге здесь... скупщик вернулся. Так, а ну-ка. Здрасте. О, ты. Я договорился за тебя. Завтра в 9 утра буду ждать тебя там, где мы с тобой встретились. Постарайся не опоздать. Я такое не люблю. Так, где ты живешь, если что, я знаю. Они теперь тоже. Давай, парень. Я знаю, что ты живешь не один. Ты же не хочешь подвергнуть своего друга опасности? И не забудь про деньги. Увидимся. Так, стой, подожди, сколько денег? Так, еще раз, завтра в 9 утра буду ждать тебя там, где мы с тобой встретились. Где ты живешь, я знаю, они теперь тоже. Они это кто? Другие скупщики? Другие люди? Люди из правительства? Также я знаю, что ты живешь не один. Ты же не хочешь подвергнуть своего друга опасности? Блин, что-то как-то я зря, наверное, без Дилана все это начал делать. Кстати, у меня же ноутбук есть, а чё я туплю-то? А ну-ка, сюда... Нет, стоп. Сюда, Дилан. Не могу поговорить, блин. Так, ладно, на самом деле, то, что в холодильнике найдена еда, означает, что, скорее всего, в каких-то шкафчиках тоже что-то лежит, да? То есть они же здесь есть, вот, например... Эй, Ло, я дома. Можешь забрать ноутбук, если чё. Мне он больше не нужен. И теперь мы сможем общаться на расстоянии. Дилан будет просто передавать тебе мои слова. Не так удобно, как переписка, конечно, но... Зато теперь мы будем на связи. О, блин, наконец-то хоть что-то нормальное. Так, переодеться... Окей, я понял. Так, и ты в итоге что? Ты кушать? А мне? Почему ты ешь, а я не ем? Почему я тебе вчера отдал все свои деньги, а ты даже не думаешь о том, что я тоже хочу есть? Я вот как назло тебе вок с корабля сейчас перед лицом вот так повожу. Все, и съем. Ну я уже не знаю. Так, в итоге Дилан, я чё... О, переписка опять слетела. Печатает. Ой, блин, наконец-то ты вернулся. Я прямо сейчас занимаюсь документами. Пока ничего полезного не нашел, но... Мне нужно время, сам понимаешь. Блин, Дилан, а я тут уже на самом деле начал решать. Слушай, Дилан, вообще-то я уже договорился о покупке поддельных документов. А? Покупки? Чувак, а деньги-то у тебя есть на это? Ладно, можешь не отвечать, я знаю, что нет. Я тоже ничем помочь не смогу. У меня для этого просто как минимум тела нет. Как ты собираешься платить за это, Ло? Натурой, что ли? Я только хотел начать жаловаться тебе на местных идиотов и их отношение к автоматонам, но ты оказался еще большим идиотом, Ло! Забудь о своем договоре о документах. Я сам лучше что-нибудь сделаю. Прерви контакты. Блин, я не могу, Дилан, они уже сказали, что знают, где я живу. Мне угрожали. Если я завтра не появлюсь, то что-нибудь сделают с Ричардом. Да, мне угрожали. Блин, Дилан, сори. Потрясающе. Откуда они о Ричарде узнали, а? Дай угадаю, они еще и знают, где ты живешь, да? Хотя на это тоже не отвечай. Твой сейчас единственный вариант — это, я не знаю, банк ограбить. Но ты тут тоже не успеешь. Времени для этого слишком мало. Попробуй выкрутиться сам. Что я могу тебе сказать? У тебя же это всегда хорошо получалось. Блин. Это плохая помощь. Блин, ладно, возможно, мне этого скупщика лучше не надо было находить. А даже если бы я его нашел, надо было просто сказать, что у него по ценам. Возможно, это тот скупщик, который бы здесь всегда стоял, и я бы с ним просто торговался на какую-то дичь. А я о документах начал говорить. Зачем? Не, ну а что мне оставалось? У меня буквально нету вариантов, что делать. Ричард, где достать деньги? Ща, погоди. Даем.
Ой. Так. Ща, я помню о тебе, Ло, помню. Эх. Мне Дилан все передал. Поверить не могу, чувак, ты на первый же день полез на черный рынок, серьезно? Бла-бла-бла. Как ты, блин, я даже не знаю, как из этой ситуации теперь выкрутиться. За оставшееся время мы большие деньги точно не заработаем. Но можно попробовать выторговать у них отсрочку, а? Они могут согласиться, ну, как минимум, если знают, где мы живем. Блин, правда, вариант очень опасный. Зато знаешь что? Дилан больше не жалуется на мое видео. Это уже не самая глупая идея, пришедшая нам двоим. И, кстати, мое видео залетело, я уже снял его. Все хотят узнать подробности. Сейчас. Весь день сегодня отвечал на комментарии. Я знал, что когда-нибудь стану популярным. Хе-хе. Если чё, ты не парься, я ничего серьезного-то не рассказывал. Ни про побег, ни про мироходцев. И уж тем более не про GDH. Я не собираюсь нас подставлять. Я ж не такой тупой. Я осторожен в словах и делах. Из-за меня у нас проблем не будет. В отличие от некоторых, блин. Я даже дом или улицу не показывал, если чё. Не хотел, чтобы кто-то узнал, где мы. Ах. Так, ладно, Ло, слушай, мне рано с утра на работу. Надо спать ложиться. Давай. Да ладно, подожди, а деньги? Вы меня просто зачмырите сейчас за то, что я договорился на черном рынке, а как мне быть-то? Ну, то есть у меня есть 13, у меня здесь, получается, 30, 50 и 2. Это примерно очень мало, вот примерно столько. Я на документы явно не нафармил. Что ж, это проблема будущего меня, будущего грязного меня. Как мы будем решать эту проблему? Посмотрим, может быть, деньги вдруг с неба упадут, может быть... деньги с неба упадут, а может быть деньги с неба упадут. Опять же, будем глядеть. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте, пожалуйста, про ваши подписки. Это огромный буст к мотивации. За эти 68 серий сезона было проделано столько работы, сколько не было проделано вкупе за все сезоны предыдущие. Поэтому я надеюсь, вы это замечаете, я надеюсь, что вы это цените. Я правда надеюсь, что вы поставите лайк, потому что дальше больше. А вот если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и куча мелких купюр. Всем удачи, всем пока. Пока. Ну ты давай, присаживайся. Марло Брандо. Ну ты и так это знаешь, да? Джон. Так, удостоверение. Воу! Нифига себе! Так, мистер Дэви Харрис. Здравствуйте, я бы... О, чего? Я бы хотел снять много-много миллионов со своего счета. Блин, так хочется нажать. О, митинги, забастовки и протесты. Да уж, в реальном мире автоматонов не то чтобы и любят. Неужели проект GDH понравился только правительству? Будем выяснять. А еще мне бы одежду постирать. Нет мечты сильнее, чем чисто пахнуть. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы грязные, холодные, немытые, но готовые. Да-да, напомню, мы в реальном мире. Тут больше нет роботов, которые все подскажут, покажут, по голове погладят. И поэтому все проблемы разгребать нужно мне и только мне. Особенно мы это поняли по концу предыдущей серии. Занявшись поддельными документами, найден скупщик, который эти документы вроде как может сделать, но никакой цены, никакой подробной информации мы толком не получили. Зато получили парочку угроз о том, что мы должны прийти сегодня в 9 часов утра сюда. Так и мало того, что прийти, еще и с какой-то суммой наличных. Каких денег мне надо достать, мне даже не сказали. Да уж, ощущение, что лезть в криминальную историю — это последнее, что я хотел. Черт. Что делать-то? О, и, кстати, вишенка на торте. Так же, как и у меня, у Дилана и Ричарда нет ни одного решения. То есть я буквально беспомощен. Может быть, сегодня что-то поменялось? Эй, Ричард, доброе утро. Ща, погоди-ка. Так... Ну чё, во сколько у тебя там сегодня встреча-то, а? О, я очень не хочу проблем с криминалом, чувак. Почему я тоже оказался в это втянут, а? Хотя, ладно, паспорт-то тебе действительно нужен.
работать в одиночку я не собираюсь. Так что ладно, выкрутимся как-нибудь. Это явно должно быть проще, чем там побег с острова, да? Тебе это... помощь, получается, нужна, да? Может быть, сходить с тобой, а? Что, сходи? Не-не-не, вот это плохая идея. Давай вдвоем будет веселее. Это очень плохая идея, Ричард. Я лучше туда один схожу, окей? А ты постарайся не потерять работу. Да, вот я тоже думаю, то, что у него документы, он в целом официальный человек. Ему не надо в криминал лезть. Не-не, плохая идея, поэтому я один. Да, 5:25. Снова я ни в чем не участвую. Хотя, ладно, реальные люди — это тебе не автоматоны, которые не могут причинить зло. Так что я даже не против, что мне не придется вытаскивать тебя из задницы, в которую ты сам же и залез. А еще, да, мне и вправду надо работать. О, кстати, точно, я же тебе не сказал. Я вчера сходил за продуктами. Они уже на кухне. Приготовь себе что-нибудь, а то опять забудешь поесть. Как ты вообще выживал до попадания на остров, а? За тобой чё, мамочка следила, да? Ладно, ты там это, если чё, не обращай внимания. С первой зарплаты я нормально закуплюсь. Нормально. Да. Давай. Чё у меня тут по работе-то? Ну-ка. Понял, спасибо. Так, и что? О, смотри, плита работает. Это что, я, получается, готовить теперь могу, да? Ну-ка, здесь ничего, здесь кости, ядовитая картошка. Это еда? Что это? Нет еды никакой. Или я что-то не понимаю, может быть, ящик какой-то есть? Это не открывается, это тоже. Мешок у нас пустой. Пусто. Ты сказал еда. Где? Ладно, на самом деле, то, что здесь начала работать кухонная плита, это радует, потому что прямо сейчас я могу сделать вот так вот, Например, приобрести сырую крольчатину. Принести ее домой. Что? Откуда у тебя еда? Ты какого черта? А у меня... Ладно, я тоже закупился, вот, сырая крольчатина. Ну-ка. И да, это реально работает. Напомню, еда и вода в этом сезоне стали неотъемлемой частью персонажа. То есть, если раньше, играя на мирной сложности, у меня не было голода, то теперь этот голод появился. Все это произошло после попадания на этот реальный материк. Назовем его так. Обязательно кушаем. И окей, прямо сейчас что мне нужно? О, Ричард, пошел на работу. Мне бы то же самое. Вот бы были у меня документы, вот была бы работа, были бы денежки и чистая одежда, кстати говоря. На всякий случай проверим Дилана, может быть, что-то написал? О, печатает. Эй, Ло, постарайся не опоздать к этому скупщику, окей? И не бери с собой ноутбук, ни в коем случае. Ай, как же меня бесит, что я теперь в этой ерунде заперт. Посмотрю в сети, что можно с этим сделать. И, кстати, будь осторожнее, пожалуйста. Попытайся быть вежливым, не говори ничего лишнего и, по возможности, постарайся отвертеться от этой авантюры, хорошо? Нам не нужны проблемы, а то я знаю тебя. И напиши мне, когда закончишь. Если ты этого не сделаешь до 12:00, я свяжусь с Ричардом и отправлю его спасать тебя. Ой. Будем надеяться, что это не понадобится и все пройдет хорошо. Хорошо, ладно. Да чё я? Ну, смотри, сколько у меня денег. 25. За поддельные документы нормально? Сколько? Крольчатина стоила 70? Ну, наверное, поддельные документы стоят 5. А вот это на покушать, вот. Ладно, шутки в сторону. Мне реально нужен скупщик и... Здравствуйте. Так, а сколько времени? Где? А, реально, сколько времени? Я же не знаю, сколько времени. У меня, по-моему, он сказал в 9 утра, а сейчас, если судить по солнцу, примерно 9 утра, да. Наверное, мне нужно просто спросить об этом. Улица Стальная, 4. Здрасте. Так, не поговорим. Песик. Погладить обязательно, само собой. Здесь у нас, собственно, я тоже не могу узнать время. Ой, смотри. Банкомат, в который я не могу зайти, кстати. Ага, ну окей, в будущем будем снимать и класть деньги. Я сейчас не могу им пользоваться, потому что у меня нету счета. У меня нету документов. Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите, сколько времени. Может быть, здесь, кстати, на автобусной остановке можно узнать? Ну-ка. Так, улица Стальная. Денег у меня на проезд, кстати говоря, нет. Я буквально бомж. И время тоже не написано. Так. Это уже шутка какая-то, как будто...
О! Скупщик! Так, ну-ка. Все, смотри, запоминаем. Это 9 часов. Давайте даже так проверим. Мы сейчас встанем на вот этот камень, и если мы видим то, что солнце примерно здесь, если смотреть с этого камня, то это 9 часов. Все, я запомнил. На всякий пожарный. Так. О, здравствуйте. То-то, погляди-ка, появился, реально. Совсем не боишься, что ли? Ну ох уж это современная молодежь-то, а, погляди на нее. Че, и даже не повел за собой никого? Молодец, молодец. Умеешь читать между строк. А то некоторые идиоты приходят на такие встречи с друзьями. А от 2 и более тел, сам понимаешь, избавляться немножко сложнее. Ладно, не будем заставлять важных людей ждать. Пойдем. Что, в смысле, куда? Что? Да что ты ерепенишься? Постарайся сохранять такое же спокойствие, как и было. Может быть, еще и поживешь. За мной. Там кто-то вещи развешивает на балконе. Куда мы идем? Страшно, очень страшно. Так, это детская площадка? Серьезно? Мы что, попали в детский сад? А, нет. Ой, как тут спокойно. Мы за свининой. Да, конечно. Пройдемте со мной. Ой. Здрасте. А, это клиентка. Я понял, мы попадаем в какое-то заведение. В какое-то подсобное помещение. Ой, блин, не нравится мне это. О, так это еще и подвал? Че, серьезно? Ну ладно, все будет нормально. Че я беспокоюсь? Здравствуйте. Мафия. Ой, бля. О, наконец-то пришли. Это значит тот парень, о котором ты сказал, да? Да, так и есть. Угу. Оставьте нас. Нам есть что обсудить. Ну ты давай, присаживайся. Марло Брандо. Ну ты и так это знаешь, да? Джон? Зачем тебе весь этот цирк, Джон? Что, думал, я тебя не узнаю? Твое лицо можно увидеть по всему городу. Ты что? Удивительно, что этот олух-скупщик тебя так и не узнал. Да. Да уж, найти хороших людей в наши дни невероятно трудно. Начинаю думать о том, что стоило мне тогда согласиться и взять пару твоих железных друзей, Джон. Но ты сам знаешь, я не вожусь с теми, кто возится с официалами. И раз уж ты об этом знаешь, у меня возникает вопрос. Зачем ты здесь? Марло Брандо. Здравствуйте. Я не GDH. Произошла какая-то ошибка. Я бомж, посмотрите на меня. Да за документами пришел, ты что, не слышал? Я что, должен перед тобой отчитываться, Марло? Увидеть старого друга захотелось, Марло, здорово! Так, это плохо, увидеть старого друга. Мы не знаем, друзья мы или нет. Я не GDH, произошла ошибка. Это прям супер плохой вариант. Да вот за документами пришел, ты что, не слышал? Что? С тобой вправду что-то случилось? Что, скрываешься? Или не хочешь возиться с бюрократией? Не понимаю, почему ты решил прийти с этой ерундой именно ко мне? Ты же мог обратиться к любому мафиози, Джон. Любому, даже хоть к мэру. Ой. Приберегаешь их должки ради более серьезных дел, да? Понимаю. Ну ладно. Учитывая, сколько всего ты для меня сделал, Джон, до того, как втянулся в эту тему с островом, сделать для тебя пару корочек — это легко отделаться. Давай, рассказывай, что тебе нужно? А, да? Мы типа все-таки типа друзья? Я для тебя много сделал. А, да, слушай, Марло, ты вообще берега, видимо, попутал. Давай мне все, что у тебя есть. Мне нужно удостоверение личности на имя Джон Дэви Харрис. Мне нужно удостоверение личности на поддельное имя. Оставлю на твой выбор. Или мне нужны удостоверения на мое имя и на поддельное имя. О, ну да, мне нужны 2 удостоверения. Да. Окей, подделка, это как бы я еще могу понять, но... Для чего тебе корка на твое же имя, Джон? Ты
Ты чё, типа, потерял, что ли, или хочешь не платить за пошлину? Ладно, что-то я себе сильно волю дал, да? Не лезу в твои дела, не лезу, прости. Мои ребята сделают все в кратчайшие сроки, не парься. И, кстати, погоди-ка. Знаешь что? Есть тут у меня кое-что. Думаю, у меня где-то завалялось удостоверение на твое имя. Помнишь былые времена, а? Я недавно перебирал архивные доки тут. Ностальгировал, так сказать. Кто мог тогда представить, в кого же ты превратишься? Ох. Вот оно. Нашел. Бери. Что, это мои документы? Другой документик придется ждать, да. Для тебя... Так и быть, сделай уже завтра. Мои парни будут жаловаться на сроки, но какая разница, да, Джон? Я им хорошенько за это заплачу. За возможность больше не быть твоим должником я многое отдам. Наконец-то. Можешь, если что, заглядывать ко мне. Буду рад пообщаться. Расскажешь все-таки, что там у тебя произошло. Почему все-таки пропал? Я бы и сейчас поговорил, понимаешь, но... Работа. А удостоверение ты не смотри, что старое. С ним ты можешь хоть в банк пойти, хоть в полицию. Нигде проблем не будет, не парься. Давай. Так, это... Я свяжусь с тобой, когда вторые корки будут готовы. Так, алло. Да. Сейчас, погоди тут. Всё, мне уйти, да? Я понял. Так. Ладно, посмотрим, что у меня в итоге за удостоверение. Где оно? Подожди, во, появилось. Так, удостоверение. Воу! Нифига себе! ID-карта 7333-994570. Джон Дэйви Харрис, пол мужской, гражданство Илия? Гражданство Я илиец? Это... Мы в Илии находимся? Я не знаю, что такое Илия, окей. Место рождения, город Хэнфорд. Год рождения 2326. Блин, вспомнить бы то самое дело, которое нам давали посмотреть еще очень давно. Я бы хотел сравнить вот эти все информации. Но, увы, того дела у меня нет. Как же тут накурено, блинский. Все курят. Привет. С кем-нибудь могу, кстати, поговорить там, может быть. Так, мафия. Ой. Если ищешь работенку, это не ко мне. Понял. Я не ищу в целом работенку, но поговорить. Давно не видела Марла таким воодушевленным. Либо сделка хорошая, либо намечается что-то интересное. Надеюсь, слухи сначала дойдут до меня, а не до этой рыжей бестии. Рыжей бестии? О ком речь? Как много информации. Здравствуйте. Сегодня уж как-то людненько. Даже слишком. Видать, опять сделка на нейтральной территории. Раньше все проходило куда интереснее. Да. Сделка на нейтральной территории. Так, ладно, я понял. Мы связались с криминалом, самым жутким криминалом, и у меня, видимо, будет какой-то выбор. Либо пойти по тропе, такого официального гражданина, либо пойти по криминальной истории. Кто такая рыжая бестия, пока что неизвестно. Здравствуйте. Что у вас тут? Торговать? Вишневое вино, светозарное, красное, мед. Ну, ладно, мне ничего не надо. Подожди, а сколько стоит? Так, а ну-ка. 300! Ой, не буду говорить, какой у меня баланс. Так, здесь я в итоге не могу больше поболтать, понял? Приветствую, у вас. Ну чё, и как с товаром-то в итоге? Доставят в ближайшее время. Последний курьер оказался не таким надежным. Его нужно устранить, он явно создаст нам проблем, если все всплывет. Понял. Ну что ж. Тогда просто сделаем так, чтобы не всплыл он. Криминальная история, блин. Че, мне, наверное, валить уже отсюда? Ну, на всякий случай, я прям по всем еще раз покликаю. Нет. Окей. Значит, у меня в целом все обошлось мирно, потому что даже на этом материке, на материке реальном, будем так его называть, да? Имя Джона многое значит. То есть Джон Дэйви Харрис среди преступного мира оказывается не последнее звено. Тут мы можем с кем-то еще поговорить? Нет. Так, а вы что продаете, если что? Что это у вас за заведение? Это азиатская кухня, я понял. Жареный лосось. Ема! Ну это прям ресторанные цены. Смотри-ка, жареный лосось 300 В. Уж простите, таких денег у меня явно не найдется. И в итоге где мы? Что мы?
Это у нас... Бьюти-шок. Это парикмахерская? Видимо, да. Короче, мы находимся на какой-то улице. Видимо, жилой улице. Здесь у нас и ресторанчики, здесь у нас детская площадка. Здесь у нас есть также кофейни и дома, в которых люди просто живут. Для меня все это означает, конечно, ровным счетом ничего, потому что пока что я, ну да, получил документы. А что мне эти документы дают? Да ничего. Так, улица Ричмонда. Что это там? Детская стоматология доктора Кайла. Даже кристалл меркнет перед блеском вашей улыбки. Ух ты. Стоматология Кайла. Блин, а это прям здесь? Я могу в эту стоматологию попасть? Честно говоря, я бы не просто в стоматологию хотел, я бы хотел еще и узнать, как мне попасть домой. Так, машины ездят. Где я нахожусь, черт возьми? Короче, мне нужно найти что-то бомжатское, знаете, вот что-то такое, от чего веет нищетой. Вот там живу я. Ой, здрасте. Кукушка, кукушка, сколько нам ждать рекламы? Хватит ждать знака судьбы. Закажи рекламу прямо сейчас. Эх, вот бы у меня на канале было побольше рекламы. Сезоны бы стали еще качественнее, это правда. Так, кстати, смотри-ка. Что-то бомжатское. По-моему, здесь я живу. Так, это... Погоди, что это? Это не торговый центр. Ребят, если что, я не могу открыть мини-карту. То есть я пытаюсь, вот я прям нажимаю, и у меня мини-карта не открывается. Видимо, пофиксили. Раньше я мог открывать карту, даже несмотря на то, что у меня телефон был разряжен, то есть вне зоны действия сети, а сейчас не могу. То есть мне реально нужно как-то самому понять, где я нахожусь. Стальная! Наконец-то! Да, я узнаю эти места! О, боже! Боже, никогда бы не подумал, то, что я могу почти что расплакаться от того, что нашел свою улицу. Ребята, я столько времени сейчас на это потратил. Да. Гопники, вот кто мне реально нужны. С них падает много денег. Мне срочно нужно их победить. Но сначала, я напоминаю, мне нужно написать Дилану. Так, Дилан. Я же могу написать? Да, вот. Я встретился с мафиози, они мне дали поддельное удостоверение GDH. Сказали, что в ближайшее время сделают еще и на поддельное имя. Все это бесплатно. Да, чувак, у меня слов нет. Поверить не могу. Ты реально снова смог просто взять и выкрутиться. Я, честно говоря, думал, что тебя просто убьют. Попробуй воспользоваться своим положением на полную, пока есть такая возможность. Ты же с этим удостоверением что-то собираешься делать? Или дождешься поддельного? Так. Я понятия не имею. Как думаешь, у GDH есть банковский счет? О, кстати, хороший вопрос. Но он создал автоматонов. Наверняка есть, да? Думаю, ты сможешь открыть новый для себя. Не думаю, что с этим будут проблемы. Или же ты можешь поступить умно и подождать паспорт на поддельное имя. Я, конечно, на этот вариант не сильно надеюсь, что ты будешь ждать. Но мало ли. А я действительно не хочу ждать. Подожди! У GDH же действительно может быть банковский счет. Куча денег! Я буду богатым! Так. Банковский счет, подожди. Сразу проверим кое-что. Так, здрасте. Блин. Не могу. То есть мне где-то еще и банк теперь нужно найти. Ну, знаете ли. То есть у меня, опять же, какое решение? Либо я могу подождать поддельное имя и на него оформить счет, либо оформить счет на имя GDH. Я хочу сейчас. Я реально хочу оформить сейчас. Но перед этим гопники. Ребята, здорово. Так, сейчас как-то... Оба! А-та-та-та-та-та-та! В жопу! Сюда. Так, где они? Так. Да ну иди сюда! Боже! Сюда. Тихо. Ай! Больно. Все, хорошо. Обманули. Что? Обиделся на меня за то, что я тебя победил? С него не выпали деньги! Видимо, даже одного дня недостаточно. Нужно, чтобы больше времени прошло. Охренеть! Харрис, не бей! Что, Харрис? Ты назвал мое имя? Что? Подожди, чего? Они знают, что я являюсь Джоном Дэви Харрис? Чего? Это самая неожиданная лор-составляющая, которую я мог получить. Нет, скорее, это самый необычный способ получить лор-составляющую. Избить гопника. Но проблема-то в том, что мне с них не выпало денег. Типа, я их просто так побил. Не, выпало, во-во.
что-то выпало. Но это прям супер мало, это вообще не деньги. Видимо, у них перезарядка денег примерно 2-3 дня. Потому что если я их победил в предыдущей серии и выпало 200, то сейчас выпало 15. Обязательно кушаем, надо немножко порегенерировать. И так и быть, попробуем найти сейчас какое-то банковское отделение. Я так понимаю, то, что это все где-то там, где находится торговый центр. Ух ты, что это? Музон Прайм для всех. Скидка 10% на весь ассортимент. Ладно, это, конечно, не то, что мне нужно. Тут кто-то рекламирует банк. Мне нужна реклама банка. Вот это тот самый момент, когда мне прям очень нужна реклама банка. О, вы посмотрите, куда я пришел. Это же то самое место, где раньше был университет. Как улица называется? А, улица Университетская. Реально? Да. Вот здесь... Чего? Что? Это что? Компьютерный клуб? Открытие в конце осени. Стоп, ребят! Я, кажется, нашел более правильную сторону университета. Смотри! Да, университет буквально. Фонтан. Университет. Так он тут, получается, тоже стоит в этом городе. Только здесь улица немного другая. А если там улица, получается, фонтан, и вот здесь уже конец, потому что здесь газоны и так далее, то тут можно пройти дальше. Гамаки. Что это? Телескопы. Статуя, в которой я могу прокачаться, но опять же, пока что я не знаю, где мне фармить опыт. Пока что это, знаете, закрытая, видимо, информация, очень секретная. Но дайте угадаю, внутрь университета попасть я не смогу, верно? Так, барьера нет. Смотри-ка, это место очень похоже. Ну-ка. Нет, не могу открыть. Сундук. Блин, ну ладно. Ух ты! Какая огромная вывеска. Это как будто, знаете, это похоже на какой-то компьютерный клуб, только мега-супер успешный. Ой, погоди! Он назван в честь GDH. JD... Банк? Стоп. Подожди, банковский... Лол, я банк нашел! Они одеты в честь GDH. Чего? Кто такой GDH в этом мире? Почему его так восхваляют? Или подожди, это его банк? Так, ладно, приветствую, простите. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Я бы, здравствуйте, я бы... О, чего? Я бы хотел снять много-много миллионов со своего счета. Я бы хотел снять 1000 со своего счета. Блин, так хочется нажать. Но я просто боюсь, я думаю, то, что это... Скорее всего, мне не позволят снять. Давайте просто будем честны. У меня не появится миллион денег просто на балансе. Это бред. Такого невозможно. Это дисбаланс. Поэтому давай мы не будем портить сразу себе заочно как-то сюжет. 1000. Всего лишь 1000. Да, конечно. Можете назвать мне номер вашего счета? Так, вы чё, меня не узнали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Если я не ошибаюсь. Я не смогу его вспомнить. Есть какой-то другой способ? Да, конечно. Передайте ваше удостоверение личности, пожалуйста. О, чувак, ща ты офигеешь. Ща ты офигеешь. Вот, возьмите. Так. Так, мистер Дэви Харрис. Это... Ой, простите, что не узнал вас, это... Вот, спасибо, что остаетесь нашим клиентом. Вам... Может быть, еще чего-нибудь нужно? Да, я бы хотел снять много денег со своего счета. Ладно, я так и быть нажму. О, это очень большая сумма, мистер Дэви Харрис. Для такой большой операции необходимо пройти дополнительные проверки безопасности. Да. Ой. Ожидайте здесь, я скоро вернусь. О, черт, Дэви Харриса. Прямо здесь я его. Дэви Харрис. Я мистер Дэви Харрис, да, это я. Поклоняйтесь мне. Я тут, видимо, большая шишка в этом городе. Это я... Ой. Это я. Мистер Дэви Харрис. Здравствуйте. Попрошу следовать за мной. О, да. О, да.
Видали? Я иду туда. О, красный телефончик. О, фиолетовый телефончик. У меня скоро будет таких много, потому что я Дэйви Харрис. У меня будет много денег. Итак, здравствуйте, банковский кассир. Что вы мне скажете? Присаживайтесь. Так, ладно, ой. Передайте мне, пожалуйста, ваше удостоверение. Да, без проблем. Вот он, я Дэйви Харрис. Возьмите. Так. Нам понадобится ваш отпечаток пальца, мистер. Просто приложите палец к сканеру. А, вот, сканер отпечатков. Ой, что-то я поплыл на этом моменте. Точно надо? Ладно. Как это делается? Вот все. Так, отпечаток не распознан. Не волнуйтесь, такое бывает. Давай еще раз попробуем. Ладно. Знаете, я думаю, возникли какие-то неполадки в системе. При открытии своего счета вы давали банку кодовое слово. Вы можете назвать его? Блин. Ну это как-то... Я знаю, какое может быть слово. Токсик, помните, в предыдущий раз сработало? Это токсик, да. Так, токсик. Мистер Харрис, это не то слово. Попробуйте еще раз. Блин. Да нет же, я уверен, давайте попробуем токсик еще раз. А я не оставлял подсказок на случай, если забуду? Знаете, что-то я сегодня рассеянный какой-то. Давайте я, наверное, домой поеду. Найду слово и вернусь к вам. Слушайте, а я не оставлял подсказок на случай, если забуду? Смотри, этот вариант открывается благодаря тому, что у меня прокачана риторика. Вау! Так, конечно, я его выберу. Конечно. Подсказка звучит так. Кличка моей любимой сестренки. Вспомнили? Ох ты ж, блять. Это Саша. Я не знаю ее кличку, но я мог узнать, видимо, если бы я проводил с ней время. Ну серьезно! И это уже никак не откатить, потому что это серии 10 назад было. О, черт, как они умно это придумали, а? То есть я реально мог узнать кличку своей сестры Саши. Ну я даже не знаю, она ничего не говорила. Я помню, она сказала то, что мы брат и сестра, то, что я ее люблю, ну как сестру. И получается то, что меня назвали Лолошка, потому что батя проиграл в карты. Все. Ну, какашка. Ох, простите, мистер Харрис, но мне придется это сделать. Что? А! Бога ради! Нет, я дурак. Лучше бы я просто ушел. Нет, что происходит? Какая полиция? Ну, у меня же удостоверение личности. Погнался за большим баблом. Вот придурок, а. И что будет? Блин. Джон Дэйви Харрис. И хватило тебе смелости выдавать себя за него. Блин, ну ты дурак, а. Давай, говори, какое у тебя настоящее имя, парень. Я требую адвоката. Да, неужели? Значит, ты знаешь свои права, да? Тогда ты должен знать, что мы можем держать тебя здесь без адвоката до 2 суток. Уверен, тебе в камере понравится. Тем более у нас есть твое поддельное удостоверение личности. Этого более чем достаточно для ареста. Нет! Нет, это не то, чего я ожидал! Бога ради, почему каждую серию происходит то, что... Ну вот вообще в рамках сюжета как будто не смотрелось, но это выглядит так хорошо, и при этом до этого допереть, ну просто unreal. В итоге у меня прям... Ой. Вещи! То есть у меня еще и вещи забрали. Здравствуйте. А? Че, тоже за какую-то хрень сюда засунули, да? Блин, я ж просто машину граффити разрисовал. А меня сразу сюда. Подумаешь, полицейская машина, блин. Я просто сделал ее лучше. Вау, чувак, ты так на Ричарда похож. Так, здравствуйте. Че? Я хочу с тобой говорить. Ты выглядишь странно. Иди отсюда. Простите. Ой, тут еще кто-то, здрасте. А? Че вылупился? Ты че драки хочешь, а? Как тебе такое, а? Ты идешь по воздуху? Как тебе? Блин, я сейчас стану...
Это специально, просто... Блин. Что ж, надеюсь, человеку плохо не стало и с ним все нормально. Мы в итоге находимся в тюрьме. Это явно, опять же, не то, чего я ожидал от сезона. Это не то, чего я ожидал от каких-то ближайших серий. Но получилось так, то что... Видимо, нужно было удостоверение личности подождать. Да уж. Это и деньги у меня, наверное, заберут. Да, 1000 В. У меня было 1000 В. Блин. Что будет дальше? Как я выберусь из этой тюрьмы? И выберусь ли я из этой тюрьмы нормально? Узнаем в следующих сериях. И я впервые сначала попрошу вас не столько лайк и подписку, хотя это определенно важно, я думаю, вы это сами понимаете, это наша мотивация. Я также напомню о том, что у нас есть Boosty, сайт, на котором мы выкладываем очень много полезной и, самое главное, дополнительной информации по сезонам, иногда дополнительные серии, иногда дополнительные видео, какие-то из них платные, какие-то бесплатные, но, покупая всего лишь одну подписку, ты получаешь доступ ко всем видео, либо, опять же, можешь смотреть бесплатно, потому что бесплатного контента там тоже достаточно. На Boosty, вопреки многим мыслям, можно подписаться бесплатно. Бесплатно, ноль денег, 0. Еще раз большое спасибо за то, что посмотрели. Очень надеюсь, что вам нравится то, что вы, опять же, смотрите. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... больной человек, видимо. Всем удачи, всем пока. Пока. Тебе повезло, что твой друг не стал увиливать от ответов. Блин, да, слушай, Ло, я знаю, что я говорил, что буду держать все в тайне и все такое, но было сложно промолчать, когда на меня наставили пистолет, блин. На ваше имя зарегистрированы правонарушения, а именно порча городского имущества. Что? Окей, я там говорил что-то про «хочу постирать одежду». Так вот, беру свои слова назад. Теперь я просто хочу выбраться из этой тюрьмы. Пожалуйста. Сейчас расскажу, как сюда попал. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы попали в тюрьму. Обидно. Внезапно и ничего не запланировав, мы бам и сели на 2 суток. Но в чем же причина? Причина в тех самых поддельных документах на имя GDH. И в деньгах, которые я по этим поддельным документам пытался снять в банке, тоже от имени GDH. Как говорится, не вышло, не фартануло. Век на зоне коротать буду. Ладно, если серьезно, то все плохо. Ни Ричард, ни Дилан не знают о том, где я нахожусь. А у меня буквально 0 идей, что делать в ситуации, когда ты попал в тюрьму. Ну, типа... Всем привет! Чувак спит, да? Привет, малой. Ай, блин, родители должны были забрать меня еще вчера. Вечно они везде опаздывают. Достали. Оу, ну ты бы в тюрьму не попадал, может быть, родители бы и успевали везде. Так, ладно. Привет. О, слыхал, как полицейские о тебе говорили, парень. Вместо кражи личности лучше бы работу, блин, нашел. Ты ж совсем молодой, погляди на себя. Пошел бы хоть почтальоном, не знаю. Им вечно людей не хватает. Вон, задерживают из-за этого по ссылке, блин. Но, не мне судить, конечно, но просто я-то старый уже, мне терять нечего. А ты посмотри на себя. У тебя вся жизнь впереди. Куда ж ты полез-то? Ага. Спасибо за совет. Ты говоришь почтальоном? Кстати, хорошая идея, вот только... видимо, я не буду уже работать почтальоном. Я в тюрьме, как минимум. Документов у меня тоже нет. Да и, если честно, я просто буквально без всего. Так, а что делать-то в итоге, реально? Ты? Ничего. Выпустите меня! Вы не того поймали! Что мне надо говорить? Может быть, здесь бежать? Поспать? Ну-ка. Так, поспать я не могу, понятно. Реально, а что делать? Да. Так, всем заткнуться. Лолошка. Да, все молчали вроде бы. Стоп, что? Лолошка? Я не называл свое имя. Нет, меня зовут Джон. Да, это я, Лолошка. Так, ну мне кажется, что увиливать здесь нет смысла, поэтому не увиливаем. Да, это я. Да, вот так бы сразу, блин. Странное у тебя имечко, парень. Это... Ну ладно, за тобой приперлись. Давай, выходи. Ой, наконец-то, Ой, я тоже могу... Куда, малой? Сидеть. За тобой еще не приходили. Ай, ладно. Да, давай. Так, ты, парень, Лолошка, за мной иди. Ладно.
кто за мной пришел-то? Кто за... А, что? Ричард? Вот это самое неожиданное. Да тихо ты, блин. Барахло свое возьми. Барахло... А, вещи, точно. Да, повезло тебе с друзьями. Давайте, не отвлекаю вас. Эй, Ло, слушай, ты только не беспокойся, но прямо сейчас здесь этот Марло Брендо. Он узнал, что ты не GDH, прикинь, и стоит прямо сейчас вот тут на улице. Тебя выпустили из-за него. Он о чем-то договорился с начальником полиции, и будем надеяться, что дело не в том, что он хочет убить тебя лично. Смысла бежать просто нет. Наш адрес уже знают. Ох. Ну ладно, пойдем. Перед смертью, блин, не надышишься. Ой, это правда, Ричард. Так, погоди, а что с моими вещами-то? Где они? А, ой, все. Беру свои слова назад, вещи при мне. Так, здесь у нас почта. О, смотри-ка, я узнал то, что здесь почта. Улица Университетская. Здравствуйте. Ну, здравствуй, Лололошка. Ло, это если что, я ему рассказал твое имя. Он мне угрожал, поэтому Да тихо. Конечно, я угрожал. Я хотел знать, кто тот псих, что выдает себя за Джеди Эйч. Ты мог бы рассказать о своей ситуации, парень. Мы бы помогли тебе устроиться в городе, дали бы хорошую работу. Мы хоть и не самая верхушка власти, но очень много держим под контролем. И наша работа — помогать живущим здесь людям. Но то, как ты решил нами воспользоваться... Ай-яй-яй. Тебе повезло, что твой друг не стал увиливать от ответов. И все нам рассказал. Иначе ситуация закончилась бы намного плачевнее. Ай. Давай, бери. Что это? Что это? Документы? Так, какой там? Твой номер телефона. 256-768. Хорошенько запомни, а? Звук не отключать. Сегодня дам тебе небольшую работенку. Выполнишь ее, и считай, что мы в расчете. После нее уже получишь документы на свое настоящее имя. Но даже не думай пытаться обмануть нас снова, понял? Второй раз я не прощу. Хотя, ты с твоим личиком еще можешь быть полезен. Удачи, парни. Ричард? Блин, да, слушай, Ло, я знаю, что я говорил, что буду держать все в тайне и все такое, но было сложно промолчать, когда на меня наставили пистолет, блин. Фух, слушай, давай возвращаться, а? А то я еще и на работу опоздаю. Реально? На работу тебя это беспокоит? Погоди, а что мне в итоге дали-то? Коробка с телефоном. Смартфон, батюшки. Погоди, а какой у меня номер? Я уже забыл, честно говоря. 256-768. 256-768. Все, на всякий случай написали еще раз. Ну, что, получается, возвращаемся? О, блин, неожиданно. А, блин, я уже опаздываю. Так, ладно. Плевать. Я в любом случае уже опоздаю, поэтому дай-ка телефон. Подключу к нему Дилана. О, на, давай. Так, сейчас, окей. Предупрежу работодателя и все сделаю. Давай, ноут неси. А он там стоит. Куда нести-то? Чё? Ноут дать? Ты сам не дотянешься? Ой, сложно, да, понимаю. Вот, держи. Спасибо. Так, сейчас. Постараюсь быстренько все сделать. Ах, знал бы ты, что Дилан писал о тебе, когда ты не вернулся. Он очень переживал. Вообще, я, кстати, тоже. Да. Я просто подумал, что ты вернешься утром. Ну, типа, знаешь, может, задержался где-то. А утром у нашей двери стоял Марло и его люди. Это было очень страшно, Ло, очень страшно. Мне пришлось ему рассказать. Хорошо? Ну ты просто... Я, если что, про мироходцев-то ничего не рассказывал, ты не парься. Из твоих, Шерон, рассказов я помню, что мироходцев не очень жалуют. Ну, мало ли что, если бы я рассказал. Я рассказал про остров, про автоматонов, получается, про наш побег и про то, как тебя с GDH перепутали. Вот. Мафия же точно не сотрудничает с правительством, да? А значит, шансов, что нас сдадут, не так уж и много, поэтому все нормально. Да и это, Ло, связи лишними-то не бывают. Вот. Если чё, прости.
Да ладно, ты все правильно сделал, Ричард, правда, правда, вот все хорошо. Главное то, что я теперь не в тюрьме. Это очень хорошо, и прямо сейчас у меня еще и телефон на халяву появился. Знаете, за такое можно было и отсидеть, но только одни сутки. Вторые уже не надо. Так, в итоге чего мы ждем-то? Поговорим? Не поговорим. Он, видимо, перепрошивает мой телефон, и у меня наконец-то появится телефон сам по себе. Я смогу время узнавать. Я смогу, наверное, банковское приложение какое-то зарегистрировать, посмотреть фотографии, что-то снять, какие-то заметки оставлять и даже работу искать. Вот оно что. Насчет одежды, честно говоря, я так и не понял. То есть у нас нулевая чистота, и износ постепенно падает и падает. Как мне постираться? Так, кстати, а где мой порошок? А, вот он, моющее средство. И кстати, у меня же деньги сохранились, точно! То есть у меня прямо сейчас есть сколько? 1000 В. Хорошие деньги, хорошие. Короче, моющее средство и тряпка. Если я попробую как-то вот правой кнопкой мыши зажать. Нет. Если я тряпкой, тоже не получается. А если вот так? Тоже ничего не происходит. Пока что непонятно. На всякий случай проверим, что у нас здесь. Мамми Пик. Я не помню, что у вас тут продается, но на всякий случай перепроверим. Это лимонады, вино, коктейли, короче говоря. До свидания. Сырок Абба. Лучший продукт на рынке. Абба. Так, может быть, что-то новое появилось? Свежие фрукты у нас. Апельсины. Что? Апельсины? Вы уверены? Так, что у вас тут в итоге? Белая шерсть? О, кисточка. Смотри, это из сторителлинга. Давай-ка на всякий случай купим, окей? Я не эксперт в области того, зачем нужна кисточка, но раз уж она из сторителлинга, на всякий случай действительно лучше покупать, потому что это вещи из самого сюжета. Далее обязательно берем свои остатки еды, кушаем и проверяем Ричарда. А? Да, я уже тут как раз закончил. Теперь тебе Дилан выскажет все, что о тебе думает. И мне хотя бы не придется это читать. Так, сейчас. Вот, возьми. О, спасибо большое. Только погоди, мне надо вещи прибрать. Давай, наверное, уберем коробки сюда, всякие ненужные костные муки, кости. Забираем телефончик. И все, ты на работу? Ричард. Ща, погоди. Ричард. Ну-ка. А, да, он просто ушел на работу. Итак, проверяем новый телефон. Хо-хо-хо, новый интерфейс, ты погляди. Блин, все эти новые иконочки придется привыкать. Это что у нас? Подключите фитнес-браслет. О, точно. Стоп. Ой. А где фитнес-браслет? У меня же нет фитнес-браслета. Ё-моё! Ладно, фитнес-браслет это не самое важное. Так, что это? Что это? Ой. Что я сделал? Смотри, где я хожу, там вроде бы светло. Если я попробую сейчас отключить фонарик. Да, реально, смотри, освещение появляется. Вау, прикольно, прикольно. Немножко бесполезно, но, тем не менее, в каких-то темных местах можно использовать. Окей, галерея, у меня тут ничего нет. Ой, устройство не авторизовано. Обратитесь в ближайший сервисный центр JD Fonts. Задание. О, мои предыдущие задания, хорошо. Так, уведомления, заметки никакие, отношения. Вау, Марло Брендо. Статус отношений недоверие. Очень важно то, что он здесь появился, надо это запомнить. Здесь у нас деньги, это деньги. Текущий баланс 0 В, платежей у меня нет. Дилан. Точно, печатает. Айло, бляха-муха, ты зачем в банк полез на счет GDH, а? Я думал, ты себе счет собираешься открыть. О, господи. Не знал, что ты вправду попытаешься ограбить банк, ну ты... Короче... Я знаю, что сказал использовать личность GDH на полную, но я не это имел в виду, Ло, не это! Нам еще повезло, что Марло Брендо из благородной мафии. Мы с Ричардом могли вообще тебя больше никогда не найти. От тебя бы прямо в камере избавились, пока ты спал, понимаешь? В последний раз говорю, постарайся в этом мире действовать осмотрительнее. У меня есть эгоистичное желание, чтобы мой друг пожил подольше. Ладно, Дилан, прости. Ой, мне кто-то пишет. Кто это? Приходи в 14:00 по адресу проспект Харриса, 28. Нам нужен уборщик. Не забудь тряпку и чистящие средства. Ой, это кто-то от мафии, да? Не нравится мне вот это. Знаете, мафия и уборщик друг с другом не очень хорошее сочетание дают. То есть, скорее всего, надо будет избавиться от крови, от трупов.
Я себя уже начинаю накручивать. Не забудь тряпку и чистящие средства. А, погоди. Так это вот то, что я купил еще в предыдущей серии. Вот оно. Оказывается, оно нужно не чтобы чистить одежду. Ладно, хорошо. Ко скольки надо прийти? Я ж теперь время-то могу смотреть. Сейчас у меня 10:36, а надо прийти в 14:00. Адрес: проспект Харриса, 28. Я еще раз хочу, конечно, извиниться. Сори, Дилан. Я больше не подведу тебя. Все, я знаю то, что мне нужно быть мега аккуратным. Вопрос по ноутбуку остается открытым. Я могу его использовать? Да, могу. Дилан теперь здесь больше ничего не пишет. Сюда я зайти в приложеньки не могу. Так, а что у нас по еде? Ну-ка. Угу, понятно. Так. Еда у меня пока вроде бы более-менее нормальная. Есть апельсинка, морковка, даже гамбургер. В любом случае, проспект Харриса, 28. Следовательно, мне нужно пойти куда-то в ту сторону. Я помню то, что по карте... Сейчас я даже вот включу карту, покажу. Где-то мы здесь находимся, да? А проспект Харриса — это примерно вот эти улицы. Так, смогу ли я с кем-то поговорить? Здравствуйте. Нет. Если я увижу еще одного автоматона на месте какого-то клерка, я его сломаю, блин. Ужасное обслуживание, ужасные шестеренки, как же я их... Ой, тихо. Не будь таким драматичным. Мы все равно ничего не сможем с этим сделать. Лучше начни привыкать к этому. Ага, значит, вполне реально то, что в предыдущей серии я разговаривал с автоматоном. То есть, помните, банковский служащий? Он, может быть, даже и не человеком был. Полицейский. Опа! Добрый день, мистер... Лолошка. Здравствуйте. На ваше имя зарегистрированы правонарушения. Сейчас. А именно, порча городского имущества. Вы должны будете оплатить штрафы за мелкие правонарушения. Должны вас предупредить. Более серьезные нарушения могут наказываться лишением свободы. Я слежу за вами, мистер Лолошка. До свидания. И не забудьте оплатить штраф. Что? Какие правонарушения? Подожди. Где? Порча городского имущества? А как мне его оплатить? Где? Так, может быть, где-то в банке? Оплата штрафа 350 В. Ты чё, реально? Стоп. Ну-ка. Не думаю, что ломать что-то в городе — это хорошая идея. Понял, да, это действительно плохая идея. Все, ладно, если мне даже сюжет открыто это говорит, то я понял. А он мне теперь об этом не скажет? Не скажет. Ну да, окей, вот я уже и попал на первый деньжище. Где этот банк? Я не могу приложение запомнить. Вот это, да? 350 В. Срок оплаты 14 дней. Замечательно, блин. Но у меня есть немного денег, так что штраф я точно оплачу. А теперь давай-ка посмотрим, что это у нас здесь. Продавец. Что продаете? Вок, еда. Ой, слушай, вот это хорошо. Учитывая то, что у меня еда постепенно убавляется и убавляется, это реально хорошо, что здесь такое есть. Рано или поздно мои запасы закончатся, поэтому придется либо покупать, либо что-то жарить, либо что-то варить. Здрасте. Не поговорим. Эй! О, лучшие сладости только в мяу-мяу. Наш девиз — мяукни и тыгадык. Эй, заходите в мяу-мяу. Ладно, мяукни и тыгадык. Ой-ё. Колбаска — огонь. Барабанья колбаса. Сладкая пудра. Капец, тут столько новых плакатов появилось. Просто обалдеть. Я могу ходить и все это разглядывать. Здрасте. Да? Слушай, я не знаю, куда тебе надо, парень, но точно не ко мне. Отстань. Классика. Понял, ладно. Не любят меня здесь. Так, а давай-ка, наверное, посмотрим, что у нас за район здесь. Просто я знаю вот ту сторону, а тут у нас мужчина, пиво. Окей, горожане. Не поболтаем с тобой. Да, я раньше понимал, за сколько богачей. Все эти автоматоны и прочее. Но сейчас их реально стало слишком много. Они забирают наши рабочие места. О, да, люди, короче, автоматонов здесь вообще не любят. Я пока что ни одного лестного слова не услышал в адрес автоматона. Здрасте. Ты чё? Ты хоть знаешь, кто я? Мне не до таких, как ты. А кто ты? Ты тоже живешь в бомж-районе, как и я. А, ну хотя смотри, здесь у нас такие уже неплохие здания, да? Тем не менее, я напоминаю, мне нужен проспект Харриса, 28. Я буду отталкиваться от этого магазина. Я помню то, что по идее нужно пойти в ту сторону. Давай проверим. Далее посмотреть на любую вывеску с адресом. Где у меня? О, во, ну-ка. И это Стальная улица. Так, а у нас там на балконе старуха что-то делает. Можно подглядывать, прикольно. Так, но не-не-не-не-не, погоди. Я точно помню то, что здесь должен быть адрес Харрис. О, да, во-во-во. Второй проспект Харриса. Но мне нужен не второй проспект, а получается просто проспект Харриса, 28. Да. Стоп, что?
Проспект Харриса 25? Так мы, оказывается, живем на этой улице. Проспект Харриса 24, это наш дом. Если 25-е это в ту сторону, то получается нам нужно просто идти вот так вот вдоль улицы, да? Во, проспект Харриса 26. Далее проспект Харриса 27. И вот оно. Фу. Так, это пересечение сразу с бульваром Северо-Восточным. Так, здравствуйте всем. Кто-нибудь из вас... Мафиози! Походу, вот кто мне нужен. Привет. Да, чё? О, ты от Марла? Давай за мной. Да, я от Марла. Ой, блин, почему это все, вот вся эта криминальная история происходит всегда около детей? Ваш офис находится у детского сада, здесь тоже дети. Что за... Вы что, прикрываетесь? Это подъезд какой-то, да? Да, это жилой подъезд. Дело, если чё, уже убрали. Просто ототри здесь все. Вот, смотри. Жду. Задание чистюли обновлено. Да уж, кровь. И вот это, прикиньте, да, убийство проходило прямо в нескольких метрах от детей и от гопников, бедные гопники. Так, ладно, давай мы, во-первых, свет включим. Свет у нас теперь... О, слушай, прикольно! С освещением реально намного лучше. Возьмем в левую руку. Или подожди, оно перестало работать? А, в левой руке оно не работает. Найс. Да и в задницу тогда этот фонарик. У меня вон факел есть. Далее берем тряпку, моющее средство и понеслась. Как это работает? А, вот. Опа. Не думаю, что ломать что-то в городе это хорошая идея. Так это мой факел. В смысле? Мой факел-то можно? Ну, ладно, давай пока без факела. Так, тут крови нет. Вот здесь. Оттираем аккуратненько. Так, потом вот здесь. А чья это квартира-то? Че, вот здесь, наверное, тоже. Уф, спаленка. Оттираем. Погоди, а как мое задание звучит хотя бы? Сразу проверим. Чистюля, автор мафиози. Я пытался обмануть мафию и теперь должен отмыть для них помещение. Звучит так, будто я легко отделался. Кстати, да, если так подумать, то действительно легко. Просто поработать уборщиком это несложно. Все. Вот, молодец. Твои документы просили передать. О, серьезно? Так просто? Давай. Босс сказал, что сможет дать тебе еще работенки. Ну, если к нему придешь. Новенький всегда быстро заканчивается. Если ты понимаешь, о чем я. Давай, удачи, парень. Спасибо. Итак, как меня зовут? О, это же я! Смотри, перекрасили GDH. Просто закрасили фломастером шарфик. Гениально. Так, ID-карта. Здесь сколько? 8945 469935. ФИО. Лолошка Уильям Дэвисон. Место рождения город Хэнфорд. Так, по итогу сюда я пройти не могу. Давай вот сюда. Нет, сюда тоже не могу. Здесь заколочено. Да уж, ну и подъезд. Да. Пойду-ка я отсюда. Так, вообще мне сказали, что я могу получить еще работу от Марла, но Марла, он вообще где находится? Типа, я не помню, на какой улице он был. В общем, я задал вопрос, на какой улице находится этот Марло Брендо, и мне подсказали. Это находится на улице Ричмонда. Улица Ричмонда, это, возможно, даже здесь. Да, вот улица Ричмонда, то есть мы оплачиваем. Осторожно, двери закрываются. Благодарю. Так, вот, улица Ричмонда. Конечно же, эта улица будет явно не маленькой, поэтому найти этот китайский ресторанчик это тоже целая эпопея и проблема. Так, ребят, я могу ошибаться, но, по-моему, я пришел туда, куда надо. Да! Ну что ж, я надеюсь, что я не зря сюда пришел. Куда? Вы не сотрудник этого ресторана. Вам туда нельзя, уходите. Иначе я вызову охрану. В смысле? А мне... Что, вас не предупредили? Так, я помню то, что в предыдущей серии скупщик говорил что-то про свинину. Типа, я за свининой... Короче, главное, наверное, сказать свинину. Ну, типа, я тут за свининой. О, что же ты молчал-то? Иди за мной. О, да? Реально? Подожди, реально? Найс. Хорошо, что я запомнил. Надо тогда номер телефона вспомнить. Это что тут делает? Ты тут заработаешь, что ли? Сегодня у нас ничего для тебя нет. Но если ты и дальше собираешься появляться здесь, то... внеси его в список, а? Не отрывай же тебя от работы каждый раз, когда он будет приходить. Да, конечно, понял, хорошо. А ты лучше приходи по вечерам. У нас обычно появляется работа только в это время. Сегодняшний день был исключением. Какие-то еще вопросы? Сразу скажу, что я не обещаю на них ответить. Так, ну...
Вы что-нибудь знаете про спящего енота? О, кстати, точно! Когда Земля оденется в белое платье, рядом со спящим енотом мы увидимся вновь. То самое. Я про эту загадку, честно говоря, уже даже забыл. Как вы начали сотрудничать с JDH? Кто такой Марло Брендо? Откуда он знает JDH? Не-не-не, самый интересный вопрос. Вы что-нибудь знаете про спящего енота? Чё? Что это? Я понятия не имею, о чем ты, парень. Это чё, шифр какой-то? Да, не такого вопроса я ожидал. Но ладно, это лучше, чем если бы ты попытался спросить про босса. А теперь давай, вали отсюда. Задания не будет? А, то есть я задание должен принимать не от Марла, а от вас? Да, поговорить я в итоге не могу, и, видимо, до свидания. Смотрит на меня так, блинский. А если я попробую снова зайти? А, не открыл. Господи. Так, ладно, туда не открывается, но что-то пишет Дилан. Ну-ка. Ло, ты что, серьезно все еще интересуешься этим енотом? Посмотрел его в интернете, ничего похожего не нашел. Слушай, ты уверен, что нам нужно разгадывать эту загадку? А, так а Дилан все слышит, оказывается, ты посмотри. Да, нам нужно разгадывать. JDH сказал, что это не просто так. Может быть, ты и прав. Мы спаслись, а это главное. JDH точно сказал, это не просто так. Я понимаю, но... Может быть, ты хотя бы попытаешься сосредоточиться на поисках мне тела, например? Я бы хотел вернуться к нормальной жизни, Ло, а не переписываться только с тобой и Ричардом. Какое-то, знаешь, сомнительное удовольствие. Понял. Сори, кстати, да, я реально об этом забыл. Нам же нужно найти тело для Дилана. Так, новое задание, которое где смотреть? Вот здесь, да? Угу. Тепло твоего тела. Автор Дилан. Дилану уже некоторое время приходится жить в компьютере. И вот он в очередной раз напоминает мне, что хотел бы получить тело. Я должен ему помочь. Он же мой друг. Так, и... Что это задание мне дает? Что делать? Опять я не знаю, куда мне идти. А если я не знаю, куда мне идти, то я начинаю думать о том, что мне больше всего симпатизирует. И в данном случае мне симпатизируют деньги. Мне очень нужны деньги, и да, я приду в тот самый банк, где я снял тогда 1000 бабла. Давай посмотрим, я могу в итоге как-то, не знаю, там, положить деньги или заработать? Что? А, барьер, я не могу сюда зайти теперь. Но здесь очень много всего другого. О, почтовый рабочий. Кстати, точно! Помните мне лысый чувак, ну, в самом начале серии в тюрьме, сказал то, что лучше бы ты устроился в почтовое отделение. И то, что здесь написано почтовый сотрудник, меня уже немного воодушевляет. Здравствуйте. Да, здравствуйте, чем могу вам помочь? Я бы хотел отправить посылку, я бы хотел забрать посылку. У вас есть вакансии? А, ты пришел устраиваться на работу? Блин, слушай, чувак, у нас сейчас вообще перерыв на обед будет. Оставь свой номер телефона, я передам твой контакт в отдел кадров. Сейчас, только погоди. Угу. Не жди звонка раньше завтрашнего дня, если чё. А теперь давай, иди, не мешай мне работать. Ой, как же хорошо то, что мне не пришлось вспоминать цифры. Не зря я сюда зашел, значит, это хорошо. Устроились на работу. Ну, или, по крайней мере, почти устроились. Меня сразу интересует очень важный вопрос. Могу ли я отсюда, получается, с городского парка имени Харриса, доехать до дома? То есть, вот, это банк, окей, это я понимаю. Улица называется как? На всякий случай проверим. Городской парк имени Харриса. Запомнил. Могу ли я домой? Как там? Проспект Харриса вроде бы называлось, да? Так, наличными, проспект. Добро пожаловать на борт автобуса. Спасибо. Я появляюсь. О, да, я знаю эту улицу, все, вот он наш дом. Ой, как удобно, прямо от банка можно доехать. Все, на всякий случай надо просто запоминать все эти улицы, надо запоминать все эти остановки, потому что в будущем я явно буду ими пользоваться на постоянке. Так, в итоге, дом, милый дом, как давненько мы здесь не были. Так, во-первых... Ой. Капец. Ричард? Запыхался, что ли? Да какой запыхался, чувак? У меня уже 200 000 подписчиков! За несколько дней, прикинь! Ща. Меня сегодня пригласили на блогеркон. Прикинь? В качестве гостя, если чё. Со мной пойдешь? Я могу привести несколько человек с собой. Хорошо, повеселимся, чел, давай, соглашайся. И никому не скажем, кто ты такой на самом деле. Чё скажешь, а? Ты...
Что? 200 тысяч подписчиков за пару дней? Что ты там такого снимаешь? Не уверен, что это хорошая идея. Я уже влип в слишком большие неприятности. Не хотелось бы повторения этого. Я очень хочу отвлечься. Давай. Смотри-ка, а у Ричарда действительно, как он и хотел, получается становиться популярной звездой. Прикольно. Так, ну 200 тысяч подписчиков за пару дней. Ребят, побьем рекорд, а? Все, кто не подписаны на это видео, обязательно подписывайтесь. Я потом покажу, сколько подписалось за один день. Интересно, будет 200 тысяч. Так, короче, я очень хочу отвлечься. Давай. О, чувак! Знал, что ты пойдешь. Блин, интересно, что там будет, да? На острове-то сходок таких не было. Да и я бы не пошел. Не с автоматонами же гулять, да? А там будет много людей, живых! Даже мои фанаты будут! О. Так. Че у меня тут? Ой, понятно, все, засел в телефон, своих подписчиков любит, теперь на меня не будет обращать внимания. Стоп, погоди, откуда у тебя эти подписчики? Ты где ТикТок взял? Или, я не знаю, что-то... Ты в какой-то социальной сети получил 200 тысяч подписчиков, но в какой? Видимо, у него зарегистрирован телефон, потому что он обратился в ближайший сервисный центр JD Phones, и мне нужно сделать то же самое. Но давайте сначала не забудем о том, что нам нужно еду поддерживать в запасе, потому что я все трачу, вот у меня морковка тратится и тратится, но я не покупаю новое. Я бы хотел приобрести у вас что-то дешевое. Кусочек пиццы. Ну ладно, давай тогда мы пиццу купим. Хотя бы штучки, наверное, 2. Не могу 2? Одну могу. Окей, одну. И после этого вот что, пицца пропала? О, реально пропала. Товар закончился. Что? Так, Ричард, а у тебя как? Да, кстати, слушай, у меня тут идея появилась. Надо закупиться теплой одеждой. Скоро ведь похолодание обещают. Даже снег. Жаль, что мы летом не сбежали, да? Смогли бы нормально оттянуться в этом городе. Сходить куда-нибудь в поход. Тебе же, кстати, тоже стоит что-нибудь купить, да? А то ходишь вечно в одном и том же. Ой, блин, ты подумай об этом. Угу, подумать. Вот будет у меня полноценная работа, учитывая то, что у меня появилось удостоверение. Ну-ка, давай еще раз на него посмотрим. Вот это величайшее удостоверение. И уже с ним, если я смогу хоть как-то зарабатывать деньги, окей, без проблем. Можно и купить одежды. А пока что эту бы просто постирать. Как мы будем чинить нашу одежду? Заработаем ли мы денег? Станем успешными предпринимателями? Стоит ли нам повышать отношения с Марло Брендо? И самое главное, что за спящий енот? Мы узнаем уже в следующих сериях. Не забудем о том, что уже в следующей серии я схожу, наверное, в JDP и зарегистрирую этот телефон. Все будет, все будет. Вопросы появляются, ответы даются. Наконец-то дается очень много ответов. Но нам также нужно еще и тело для Дилана найти. Ой, задач просто не в проворот. Но мы все сделаем благодаря вашим лайкам и подпискам, потому что это огромная мотивация. Ладно, я очень надеюсь, что вы правда не забудете поставить лайк и подписаться, потому что это огромная мотивация для всей нашей команды. И мы помним, дальше больше. И лайков с подписками, получается, тоже должно становиться больше. Это уже ваша работа. Ладно, еще раз спасибо большое. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и телефон. Наконец-то. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Приходи сюда. Улица Ричмонда, 16. Сходка будет там. Что? Что? Вся молодежь решила, что это лучшее место для подобных встреч. Хочешь, кстати, знать, как трактир раньше назывался, а? Ну да, давай. Спящий енот. Ай-яй-яй, безработный, голодный и без документов, да? Не, теперь это не про меня. Теперь у нас и документы есть, и вполне возможно сегодня наконец-то решится вопрос об официальном трудоустройстве. Работа нужна, и об этой работе мы узнаем прямо сейчас. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы обжились, пожились и телефон получились. Да, мне все еще не знаком этот город. Да, я все еще не могу понять автобусную развязку, остановки и так далее. И да, я не знаю, где купить тот или иной предмет. Но удостоверение-то у меня все-таки появилось. Работа, если я не буду отыгрывать кретина и дебила, тоже вот-вот появится. Короче говоря, жизнь налаживается. Вот только, дамы и господа, все это иллюзия нормальности. Для некоторых людей я все еще GDH, который сбежал с острова. А для настоящего GDH я вообще
вообще тот, кто с ним должен встретиться. Опять же напомню, когда Земля оденется в белое платье, рядом со спящим енотом мы увидимся вновь. Вот и что это значит? Кучу серий назад услышали, и ничего не понятно. Зато вот что мы точно понимаем. Ричард стал некой суперзвездой в какой-то там социальной сети. Если верить его рассказам, то он набрал 200 тысяч подписчиков, да? Я не знаю, как он умудрился это сделать за такой короткий срок, и самое главное, в каком приложении. У меня просто, ну, ничего нет, телефон-то не авторизован. Тем не менее, в честь этого его позвали на какой-то там блогер-кон. Фестивале зрителей и фанатов. Меня туда не звали, но Ричард сказал то, что может взять меня с собой. Подожди, что? Что? Мне показалось? О, автобус! Чего? О мой бог! Тут могут ездить даже автобусы. Я думал, только машины. Так, о чем это я? Короче, да, фестиваль, он, по-моему, сегодня. Надо бы на всякий случай уточнить. Ричард, сегодня же? Да? Чё? Слушай, да, я сегодня пораньше вернусь. Надеюсь, меня не уволят за такое. А то я работаю всего пару дней, а уже то опаздываю, то ухожу раньше. Но у нас вроде как почасовая оплата. Наверное, им плевать, пока людей хватает. Блогер-кон начинается в 2:30, но контент-мейкеры приходят к 2. Да, я думаю, смогу освободиться так, чтобы успеть. Мы как это, Ло? Здесь встретимся? Это, конечно, трата времени, но мы, так и быть, можем немного опоздать. Или мне адрес тебе дать? О, все-таки сегодня, да? Слушай, а помыться можно перед этим? Просто я не знаю, я все еще чумазый, грязный, у меня одежда порвалась почти. Ну давай мне адрес. А ты не потеряешься? Хе-хе-хе. Ты уверен, что справишься без своей мамочки? Ладно, сори. Я тебе это сообщение тогда отправлю с адресом. Жду не дождусь, блин. Полночи тренировался рисовать свою подпись. Теперь я мастер раздачи автографов. Если хорошо попросишь, то так и быть. Могу дать тебе один. Так, ладно, все, у меня тут эта работа. О, ладно, работа так работа. Дилан, опа-на, печатает. Эй, Ло, я тут информацию поискал. На данный момент невозможно купить автоматона обычному человеку. Проблема не только в цене. Проводится очень тщательная проверка всех, кто хочет приобрести автоматонов. J Company боится утечки информации об их технологиях. На данный момент у них нет конкурентов, поэтому... я предполагаю, что они довольно успешно проводят эти проверки. Придется искать какой-нибудь другой способ найти автоматона, в которого мы загрузим меня, помнишь? Кстати, купи мне какой-нибудь плакат на блогерконе. Обожаю плакаты. Ладно, окей. Плакаты, блогеркон. Да, я просто забываю о том, что Дилан слышит все эти разговоры. И получается, у нас блогеркон уже сегодня. Я также хочу авторизовать телефон и... Что? Он почти разрядился? Какие 8%? Бляха-муха, ну кто мне пишет? Заявка на должность доставщика. Ой, точно, я же заявку оставлял. Здравствуйте, вы оставляли заявку на должность доставщика в CJD. Пожалуйста, приходите сегодня по адресу улица Зеленая, 4 для прохождения собеседования в 9:00. Приходите в 105-й кабинет, 1-й этаж. Ага, окей. Как много информация, боже мой, еще и квесты. Погодите, дайте мне переварить. Настоящий взрослый, автор Лоложка. Наконец-то мне прислали приглашение на собеседование. Пора найти себе постоянную работу и не сидеть у Ричарда на шее. Может быть, после этого мы наконец-то сможем переехать в нормальное место. Задача пройти собеседование, срок 1 день. Да, вот переехать я бы точно хотел, потому что здесь гопота, меня постоянно щемит, постоянно бьют. Да и мне просто кажется, что именно здесь пока что стирать одежду нельзя. Мы это сможем делать там, ну, где-то в другом помещении. А пока что берем зарядную станцию, заряжаем наш телефончик. Капец, 8% заряда. Так, окей, значит, улица Зеленая, 4 в 9:45. А сколько времени, ну-ка? 7:47. Окей, времени пока полно. Ой, не в 9:45, а в 9:00. Все, я чуть не ошибся. На всякий случай проверил, а то мало ли, опоздал бы на 45 минут. Надо заранее на весь день наготовить себе еды, потому что, напоминаю, теперь даже на сложности мирная у меня появляется жажда и у меня появляется голод. Пока что телефон забираем, 51% получаем, заряжается очень быстро, и в 9:00 мне нужно быть на Зеленой улице. Зеленая улица, кстати, недалеко. Блин, ну вот то, что я не могу бегать, потому что у меня нету сытости, это трэш. Еда, срочно нужна еда. Здравствуйте. Так, не давите меня. Спасибо. Капец тут людей. Слушайте, а раньше столько людей, по-моему, здесь не было. Добрый день, мистер Лолошка. На ваше имя зарегистрированы правонарушения. Сейчас.
Порча городского имущества. Вы должны будете оплатить штрафы за мелкие правонарушения. Должен вас предупредить, более серьезные нарушения могут наказываться лишением свободы. Я слежу за вами, мистер Лолошка. Штраф можете оплатить через JD Bank. Хорошего дня. Что? Это за то, что я лиану поломал! Я же просто показывал! Нет! Платеж... У меня теперь 2 штрафа! 775! У меня нет таких денег. Я сейчас реально буду работать на штрафы, вы издеваетесь? Все, я больше ничего не ломаю. Мне нельзя ничего ломать. Это пипец. Это реально трэш. Да? За то, что я перебегаю дорогу, надеюсь, не будет штрафа? Капец, как же автобусы так круто разворачиваются. Я даже хочу это сейчас показать. Вот он едет. Далее берет радиус разворота и такой... Круто. А вообще, кстати, окей, мы же по карте можем посмотреть, куда идти. А идти нам нужно... Ну да, правильно, вот сюда. Напомню, вот эта точка, это банк. То есть банк и почтовое отделение. Я могу даже поставить здесь метку. Почта и банк. Сохранить. Так, перебегаем. Аккуратненько, штрафы не надо, пожалуйста. И вот что самое удивительное, где бы я ни ходил, везде что-то будет. Вон даже в кафешке просто люди сидят. Там продавец. Погоди, а может быть у вас какие-то демократичные цены? Хочу кушать, пожалуйста. Шоколадка, 110, 79, 340. Ледяная шишка. Короче, куплю что-то вот за 79. Давай, пожалуйста, дай мне это мороженка, кучу сытости. Имба. Окей, я покупаю еще. Товар закончился, реально. Ну ладно, я куплю другое мороженка. Так, это у нас какой-то перекресток. Здесь у нас куча киосков. О, смотри-ка. Так, пекарь, продавец, продавщица, еще продавщица. Прошу прощения, что вы продаете? 10 яиц за 280. Не, в задницу, киосок этот мне не нравится. Здравствуйте. Обокрасть, вы разговариваете, понял? Чизкейк. Ой, смотри, ломтик чизкейка, 40. Надо, короче, каждую еду проверять и... понимать, какая восстанавливает много сытости за дешево. Пока что я не буду покупать, а то у меня денег немного. Что вы продаете? Так, яблочный сок за 60, спрайс 32. Ну да, прикольный переулок. А где это находится? Давай сразу узнаем. Так, получается, вот почта банк. И вот на этом перекрестке, хотя это даже не перекресток, находится много киосков. Все, запомнил. А пока что побежали дальше. Мне нужно, получается, сюда. Здравствуйте, у меня собеседование в 105-м кабинете вроде бы. Здравствуйте. Мне нужно просто пойти, да? Так, туалет, переговорная. Тут у нас, кстати, с кем-то переговариваются. Архив. А где 105-й кабинет? Вот он. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Чё как? Я пришел устроиться на работу. Здравствуйте, я пришел на собеседование. Лолошка Уильям Дэвисон. Сейчас. А вы вовремя. Молодцы. Присаживайтесь. Так. А вовремя это значит хорошо, да? Я же типа это сотрудник почты. Что, я присел, алло. Посмотрим на вас. Выглядите вы молодо. Расскажите мне, почему вы решили устроиться к нам? Ой, я никогда собеседование не проходил, просто, знаете, на ютубе собеседований нет. У вас такие вопросы дурацкие, я передумал, не хочу тут работать, пойду отсюда. Ну, я был в камере в участке, и один арестант сказал мне, что я могу здесь устроиться. Мне срочно нужны деньги, и я услышал, что тут были вакансии. Ну, наверное, вот это самое подходящее. Да, понимаю, конечно. Мистер Дэвисон, скажите, пожалуйста, у вас есть какой-нибудь опыт работы в доставке? Знаете, а у меня впереди еще много дел. Я ничего не закончил. Да, я постоянно выполняю роль мальчика на побегушках. Нет, у меня нет никакого опыта работы в доставке. Это мое первое трудоустройство. Понимаю. Бывает сложно найти свою первую работу, верно? Но вы, кажется, вроде даже не нервничаете. Спокойствие — это хорошее качество для соискателя на такую должность. У вас, может быть, есть какой-нибудь личный транспорт? О, боже, нет. Да, у меня есть машина. О, погоди, то есть я могу по городу потом управлять машиной? Так, да, у меня есть машина. Нет, но я планирую получить права в дальнейшем. У меня же, получается, прав в этом мире настоящем нет. Нет. Значит, прав тоже нет. Поняла. Так, сейчас. Вы нам подходите. Да, вот так вот все просто. Теперь я расскажу вам про условия трудоустройства. У вас не будет фиксированной зарплаты. Вы будете работать в нашем приложении CJD. Там будут появляться задания на доставку товаров по указанным адресам. Каждая доставка, имейте в виду, оплачивается отдельно. Так что ваш заработок зависит только от вас. Я также должна упомянуть про материальную ответственность. Мы отслеживаем, какой сотрудник какой заказ принял.
Поэтому в случае каких-то проблем с товаром, нам не составит труда отследить причину. Если подтвердится, что товар был утерян или поврежден вами, вас ждет штраф. Также для каждого курьера существует обязательная квота, 2 заказа в день. За невыполнение квоты тоже предусмотрен штраф. Но давайте не будем о плохом. Само собой, у нас также существует возможность продвижения по карьерной лестнице. Мы всегда поощряем трудолюбивых работников. О, ну хоть какие-то хорошие новости. Да-да, чем больше мы вам доверяем, тем более дорогие заказы мы готовы вам выдавать. Есть какие-нибудь вопросы? Вопросы. Нет, вопросов нет. Я буду работать, окей. О, как чудесненько. Можете дать мне свое удостоверение? Я вас зарегистрирую. А, точно, да, сейчас. Так, удостоверение. Вот удостоверение, вот держите. Угу, хорошо. Так, сейчас посмотрим. Угу, так, лолушка. Так, Хэнфорд. Угу. Ну вот и все. Можете забирать свое удостоверение. Ой, спасибо. Так, ой, простите, я тут это к вам. Теперь в вашем приложении CJD появится доступ к работе доставщиком. Ой, возьмите свою форму из шкафчика, пожалуйста. Ладно. Добро пожаловать в команду. Можете приступать к работе. А у меня через 5 минут назначено еще одно собеседование. Поэтому давайте, идите. Ага, я так понимаю, доставщиков у вас много работает, да? Так, вот, да, действительно, кепка. Чистота! Оно чистое! Слава богу! Итак, у меня появляется прямо сейчас кепка, появляется куртка. И куртку одну оставим мы здесь, потому что, ну а чё бы и нет. Далее мне нужно, получается, приложение CJD скачать. CJD... Ой, погоди, а как я скачаю-то? Устройство не авторизовано. И телефон разряжается просто моментально, 42%. Были бы какие-то тут переносные зарядки, вот это было бы прям круто. Итак, я доставщик-курьер CJD курьер, вроде бы так называется моя компания, на которой я работаю. Я прямо сейчас должен пойти на улицу Университетская, я помню. Школа-студия танцев по шоссе для взрослых и детей. Улица Университетская получается здесь. И мне нужно найти JDP, JD Fonts. Пойду-ка я, наверное, вот так, вдоль универа. Нашел. Так, вот оно, JDP. И вот тут-то я, по идее, могу зарегистрировать свой телефон, да? Так. Здравствуйте. Новый клиент. Добрый день, чем могу вам помочь? Так, Вы свободны сегодня вечером? Что? Мне нужно авторизовать телефон, чтобы пользоваться телемаркетом. Да ничего не надо, хорошего вечера. Так, мне нужно авторизовать телефон. О, да, конечно. Странно. А чего же вы при покупке сразу не авторизовались, а? Давайте сюда ваш телефон. Вот, возьмите. Ой, у меня он в руке. Ой, что? Пропал. Что ты делаешь? Так, почти готово. Какое хотите имя пользователя? Я могу выбрать? Ну, наверное, я бы хотел мистер Лололошка. Вот так. Да, подожди, реально? Я могу? Я могу что угодно? Да, хорошо, записала. Вот, возьмите. Спасибо. Аккаунт в телемаркете под ником мистер Лолошка зарегистрирован. Что-нибудь еще? Вы свободны сегодня вечером? Нет, это все, спасибо. Пока-пока. Славного вам денечка. Спасибо большое. Милая женщина. Так, значит, здесь можно приобрести, если что, какие-то телефоны, да? А я могу посмотреть, какие телефоны я могу приобрести? Селфи-палка? Ух ты! Стоит 699, у меня 625. У меня нет таких денег. Смартфон стоит 14 тысяч. Так, ну все, я авторизованный мистер Лолошка, и... О май гад, ты погляди! Я наконец-то могу смотреть тут приложенки. Сапер, домино, корабль-змейка, косынка, тук-тук. Ага, то есть теперь это не тик-так, не тик-ток, а тук-тук. Окей, CJD. Мне нужен CJD. Приложение для курьеров. Скачать. Так, все, скачать скачали. А это что такое? Мистер Лолошка. Здесь вы можете купить жетоны. Что это? Жетоны телемаркета можно также зарабатывать, играя в игры. О боже мой, что это такое? Ладно, я пока не хочу вдаваться в подробности. Дай-ка мне вот CJD. Итак, взять заказ. Я нажимаю взять заказ. Получено новое смс номер 8. Откуда? Улица Зеленая 1П. Куда? Улица Зеленая 11В. До 12:13 нужно успеть. О, то есть тут еще и на время. Батюшки!
А, так погоди, у меня, оказывается, появляется поинт, куда нужно идти. Вот оно. Номер 8, улица Зеленая 1П. Вот оно, улица Зеленая 1П. Здесь у нас, если что, школа. Это тоже нужно запомнить. Здесь очень много сладких мальчиков. Потом, получается, здесь тоже мальчики, девочки. Ну что ж, 1П. Вот оно. Посылка номер 8. Супер, супер, супер. Потом я, опять же, получается, смотрю на карту, и мне показывает, куда идти, верно? Номер 8, улица Зеленая 1В. Это просто вдоль дороги. Ну, не проблема, главное успеть. Все, я уже здесь. Здравствуйте. Итак, улица Зеленая 11Б. Мне нужно 11... Что-то там. 11В вроде бы, да? Здравствуйте. Вот, тут так и написано. Куда? Улица Зеленая 11В. Я не понимаю, подожди, реально, куда отдать? Коробка какая-то, может быть, надо просто положить? А, черт. Я не вижу постамата, серьезно. А, Ричард, погоди. Блин, даже Ричард уже начал писать, а я просто не понимаю, тут уже 12А. Та-дам! 900 опыта улучшения и новое сообщение. Я сдал задание. Но каким образом, спросите вы? У меня ж только что ничего не работало. Оно, оказывается, и не работает. Я спросил у разработчиков, типа, что за фигня? И эта улица, Зеленая 11В, одна из немногих, которая забагала. Ну-ка, и сколько у меня денег? Ой, сюда! 650 за доставочку! Да это же почти штраф! Реально, это только-только штраф. Ой, кстати, мне Ричард писал. Ой, у него тут даже аватарка. О, кстати, это, по-моему, первый раз, когда мы с Ричардом можем общаться, да? Печатает. Чувак, чуть не забыл тебе скинуть адрес. Приходи сюда. Улица Ричмонда, 16. Сходка будет там. Ага, хорошо. Ричард на улице Ричмонда. Прикольно. Так, сходка будет там. Улица Ричмонда, насколько я помню, находится около нашего дома. Дамы и господа, наконец-то, спустя больше часа игрового времени, мне удалось найти улицу Ричмонда 17. Если мы пойдем чуть дальше, то тут будет улица Ричмонда 15. И получается через дорогу улица Ричмонда 16. То, что мне надо. Напомню, начало в 14:00, то есть через 5 минут. И получается... Что? Что? Эй, чел, слушай, нормально волосы уложил, а? Чего, блядь? Да? Косплеер? Понятно. Просто мне кажется, я с лаком переборщил. Ну ладно. Так, ребят, ну чё в итоге? Это... О! Стоп, а это Рен! Это Рен! Ну блин, ну ты как там скоро, не? У меня отклеились тканевые вставки на обуви. Можешь взять с собой клей, а? У меня просто ком в горле. Джена! Слушай, давай сделаем фоточку, а? Ну, давай. Уверена, получится прикольно. Только вот у тебя немного волосы растрепались. Нужно поправить, Дилан. Знаете, что сейчас себе подтверждаю с каждой секундой все больше и больше? Получается, все то, что происходило на острове, оно буквально транслировалось сюда. Так это получается, если это транслировалось по телевидению или по интернету, то меня тоже могут узнать. То есть, в какой-то степени я тоже косплеер. Джена, Карл. О, Джена, кстати, очень круто получилось. А, интересно, когда Ричард появится? Ай, так хочется посмотреть на него. Он просто такой классный. Хотя моей подруге он совсем не нравится. Но ей тут вообще никто не нравится. Хочу сфоткаться, блин, с ним. Пипец. А Ричард-то будет настоящий. Ой, или прикиньте, придет косплеер Ричард и наш Ричард. Вот это будет интересно. Так, привет. Тут невероятно столько косплееров. Нужно со всеми сфотографироваться, а потом друзьям покажу. Есть фанаты у Карла. Так, Эй, чуваки! Там Ричард приехал! Ричард! О, я должна быть одной из первых, кто его увидит. Давай быстрее, пойдем смотреть Ричарда! Пойдем быстрее, быстрее. Дайте пройти, блин, дайте пройти! Эй, всем привет! Ричард! Можно я сфотографируюсь с тобой? Ну, да, конечно, можно. Вот откуда у тебя фанатов столько получается. Из-за того, что... Подожди, а люди знают, что ты настоящий? Я не понимаю. Можно я тоже... Да. Слушай, а давай в кафе сначала зайдем, а? О, да, точно. Давай. У меня нет пока вообще никакого объяснения. Я не понимаю, Ричард, о нем знают, что он настоящий или нет? Пипяу, чикиряу, тут прям настоящий косплей-фандом.
блогер. Тут еще и Звездные войны. Ты кто? Ой, это как ее? Харли Квинн. Это... Блин, не знаю даже, кто это. Девушка какая-то, которая жует и вообще ни на что не обращает внимания. Капец, тут всякие разные реально игры, какие-то вселенные. Косплей на косплей. Здрасте. Так, в итоге с кем мы можем поговорить? Ой. Здорово. Че, тоже фоточку хочешь, да? У меня для тебя есть кое-что получше. На, держи. Чё? Можешь себе оставить. Это подарок. Какой подарок? Ой, фоточка. Так, подожди, вот это блогер, это получается косплей. Это тоже косплей на Человека-паука. Реально на Человека-паука, смотри, все фоткаются. Прикольно. Темные часы из древесины. Ладно, здравствуйте, с вами можно? О, привет, котик. Рада познакомиться. Ты подписчик или просто сфоткаться хочешь? Да я просто поговорить пришел, вот. Валерий, приятно познакомиться. Но я не смогу сегодня много болтать. Обещала подписчикам провести весь день с ними. Но я буду не против, если ты подпишешься на меня. Понимаешь? Понимаю. Очень тяжело запомнить это имя. Валерий. Так, кто тут еще блогер? Ричард, погоди, а где ты? О, Ричард, надо поговорить срочно. Не поговорим, блин, он занят. Так, приветствую, мужчина. Не поболтаем. Одинокая женщина, а вы-то тут что? Просто кушаете, ну ладно. Ой. А ты почему не там? Или ты что, уже проголодался? Ладно. Давай, покупай. Ну, чё ждешь-то? Чего? Где они там? О, нифига себе цены! 1500 В, это что? Ой, смотри, у тебя, оказывается, продается чай на спешку. А есть такое, чтобы быстро бегать? Спешка это не то, насыщенность, еще спешка. Вот скорость, была бы скорость, я бы точно купил. Так, регенерация, комфорт, 200. Ну, кстати, комфорт это, по-моему, регенерация как раз. Против гопников самое то, давай купим. Ой, почему молодежь так сильно увлекается подобными вещами? Вот раньше тут был неплохой трактир. Я специально его строил в духе 30-х годов прошлого века. Такой, знаешь, отель в провинциальном городке. С огромным холлом и рестораном. Небольшим, но очень достойным номерным фондом. Даже был номер класса люкс. Там были панорамные окна и джакузи. Очень даже популярное место это было. Еще лет 10 назад. А потом все эти ваши интернеты, андроиды, или как их там. Интерес к ретро-стилю, к трактирам полностью пропал. Я, блин, чуть не разорился. Будь моя воля, я бы оставил все как было, работал бы в убыток. Но у меня нет ничего больше, а семью кормить-то надо. Пришлось менять вот концепцию, стилизацию, брать кредит на ремонт. Сейчас мое кафе настолько на расхват, что аренда расписана на месяцы вперед. Вся молодежь решила, что это лучшее место для подобных встреч. Да посмотри, что это, блин. Бредятина какая-то. Ну ладно, я, конечно, не жалуюсь. Прибыль это всегда хорошо, да и семья довольна. Дети обожают тут время проводить. Но трактир я все-таки больше любил. Хочешь, кстати, знать, как трактир раньше назывался, а? Тебе, смотрю, вообще поговорить не с кем. Чё ты ко мне пристал-то? Я просто нажал на тебя. Зачем мне эта информация, дядя? Я и так знаю, я ведь GDH. Да, давай. О, давненько я не встречал такого благодарного слушателя. Спящий енот. Атмосферно, правда? Да, это действительно атмосферно. Спящий енот. Когда земля оденется в белое платье, рядом со спящим енотом мы увидимся вновь. Белое платье. Белое платье это снег, но снега нет. Так, продолжай, мистер, мне интересно вас слушать. Простите, что отвлекаю. А скажите, у вас есть что-нибудь в стиле Даруто? Ой, прости, слушатель, работа. Да, есть у меня тут. Так, сейчас. ладно, не будем их отвлекать. О, задание спящий енот обновлено, да ладно! Наконец-то хоть что. Будет конкурс косплея! Наконец-то! Внимание, победитель получит футболку с артом от нашей любимой Эвелины! Да, круто, ура! Эй, Ло, это Барбара. Она связалась со мной и каким-то образом за несколько дней все организовала. Просто сверхчеловек, блин. Футболка, если что, это не единственный мерч, который она сделала. Там есть и пины, и браслетики, и наклеечки. Хе-хе-хе. Такая инициативная, блин. Она умудрилась это сделать для всех блогеров, которых пригласила, прикинь. Они были довольно клевыми, но пытались давать мне долбаные советы.
Хотя форматы-то у нас совершенно разные. Ладно, мы не успели нормально пообщаться. Все больше беспокоились о своих подписчиках. Я тоже решил обратить внимание на фанатов. Так, ладненько. Странно было видеть косплей на всех, про кого я рассказывал. Особенно на Солуса. До сих пор не могу поверить, что все это время он был автоматоном. О, стоп, тихо, слышишь? Начинается. Да подожди, блин, у меня там задание про спящего енота. Я даже не знаю, что мне теперь интереснее. О, Валерий, я помню ее, Валерий. Так, ну, косплей прикольный, прикольно. На самом деле мне нравится, хорошо выглядит. Вообще отлично. Кого мы выберем? Так, это у нас Харли Квинн. Ну, Харли Квинн не знаю, типа, слишком скучно. Уныло! Ну ладно, людям вроде нравится. Это... Что это? Это... Нет, я не знаю, ребят, кто это. Так, это Гендальф? Ну, наверное, я бы сказал, что это Гендальф, но понимаю то, что могу ошибаться. Похоже на него. Просто у него серый костюм. Так, это Лара Крофт. Сразу понимаю, что это Лара Крофт. Да-да-да. Изи. Ну, тут все очевидно. Подожди, а интересно, они знают то, что все автоматоны сломались? Или телевидение просто прервали на техобслуживание? Представьте, если там просто никто не знает о том, что все автоматоны сломались. Это кто? Это кто реально? Каменщик работают 3 дня? Нет? Оу! Косплей на Ричарда! Я вот только так и не понял, а вот этого настоящего Ричарда знают, что он реально настоящий Ричард или нет? Очень сложно. Так, Брэндон. Круто, круто. Слушайте, мне определенно нравится этот фестиваль косплея. Это явно необычно, это не то, чего ты ожидаешь от этого сезона. Это, знаете, в какой-то степени ломание 4-й стены, но не путем обращения к зрителю, а путем обращения к, как бы, настоящим людям, которые проживают в этой выдуманной вселенной. Прикольно, просто, ну не знаю, для меня это шок. Необычно. Так, в итоге все молодцы, все болтают, все клевые. Блогеры фотографируются. Вот, например, Валерий... А, подожди, это блогеры с блогерами фотографируются. Угу. Так. Время идет. Мы при этом болтаем с девушкой Саймоном Солусом. С Ричардом фоткаются. Я хочу прочитать задание про спящего енота. Мне теперь это ультра интересно. Не, ну ты видел это, видел? Кто-то закосплеил меня, будто я персонаж, а не реальный человек. Может мне выпустить книгу о событиях острова? Уверен, это быстро станет бестселлером. Все явно хотят узнать подробности о произошедшем, да? Жалко, что ты, блин, поучаствовать в этом не сможешь. Зато все внимание достанется мне. Ты уверен, что ты не хочешь, чтобы я рассказал о тебе, а? Ну, вообще, ладно. У J Company сейчас слишком много проблем. Они даже не пытались со мной связаться, прикинь. Я даже видел в новостях, они сейчас судятся со всеми, с кем только можно. Инвесторы распродают акции, боясь еще большего падения. А компании срочно возвращают автоматонов. Боятся, что они тоже выйдут из строя и начнут взрываться. Ой, блин. Надеюсь, мои родители не потеряют работу. Хотя кого я обманываю? Конечно же, потеряют. Зачем уборщики на острове без автоматонов, да? Пофигу. Не хочу сейчас об этом думать. Хочу порадоваться, что я наконец-то начал осуществлять свою мечту. Пойдем домой, Ло, пойдем. Так, надеюсь, больше никто не попытается со мной сфоткаться сегодня. Давай, за мной. Окей. Знаешь, никогда не думал, что общение с фанатами так выматывает. Я никогда такого не делал с автоматонами, хотя... некоторые из этих роботов реально просили встретиться. Я, конечно же, не соглашался, я что, реально дурак, что ли? А теперь вот, смотри. Всей своей славе я обязан этим железякам. Хотя, ну... хоть в чем-то, получается, оказались полезны. Достать бы данные с островного телефона. Там столько видосов! О, кстати, да, действительно, ты же все это снимал.
Про то, как Фу. все ломалось. Ну чё, чувак? Блин, мне так сегодня понравился, крутой день. Это было прям потрясающе. Приятно, когда тобой восхищаются. Интересно, я когда-нибудь смогу устроить еще одну такую сходку? Не думаю, что следует делать такое часто, да? А то слава может надоесть. О, кстати, блин, совсем забыл. У меня же рекламу заказали. Омега-маркета. Я должен снять ее прямо сейчас. Так, где бы только... Это явно не лучшая локация для рекламы. Так, ладно, Ло, я тогда скоро вернусь. Надо снять где-то в симпатичном районе. Слава, деньги. Понятно. О, Дилан, привет. Ты, наверное, тоже в афиге, да, со всего происходящего? Погляди-ка, вот ты и нашел своего спящего енота. По прогнозу погоды, кстати, завтра будет снег. Как думаешь, похоже на белое платье? Просто у меня еще других вариантов нет. Но... Ло, вопрос. Ты уверен, что хочешь идти туда? Я бы не доверял этому GDH и его планам насчет тебя. На самом деле столько информации за одну серию, это сложно переварить. Погоди, давай, Дилан, я тебе сейчас отвечу, но сначала давайте переварим все то, что получили. Во-первых, у меня появляется полноценное приложение, где я могу скачивать всякие штуки. Например, вот тук-тук вместо тик-так. Что? 75 тысяч чего-то? А, это вот эти жетоны, получается, да? То есть 75 тысяч жетонов это 15 тысяч В? Либо 15 тысяч В это очень маленькие деньги, и я как курьер просто зарабатываю мало, либо это приложение реально дорого стоит. Обалдеть. JDB инвестиции. О, смотри, а вот оно дешевле, 20 тысяч. Далее мы более-менее научились зарабатывать деньги. Вот, 650 В за выполненный заказ. Окей. Благодаря косплеям мы узнали то, что все то, что происходило на острове, транслировалось. Плюс мы узнали, что такое спящий енот. Это не спящее животное, это заведение. То есть кафешка, ресторан. Важно здесь то, что мы до сих пор не прочитали задание «Спящий енот». Это касается лично меня. Я так долго не мог найти разгадку. Все оказалось так просто. Ответы нужно было искать не на острове, а в реальном мире. Я должен буду вернуться сюда, когда Земля оденется в белое платье. Вот только что мне это даст? Еще одно видение? Кстати, да, видение. Мы же так давно их не видели. Насчет того, чтобы я не доверял GDH, ну не знаю. Мне почему-то кажется, что можно довериться и встретиться. Знаешь, Дилан, может быть ты и прав. GDH меня действительно подставил. Я не должен идти у него на поводу. В том видении, Дилан, был не только GDH. Я чувствую, что смогу найти ответы, если мне удастся увидеться с ними снова. Ну да, я хочу увидеться. Ну ладно, как знаешь. Как знаю, действительно. Так, в итоге у нас здесь ничего не поменялось. Я так понимаю, то, что ноутбук можно оставить здесь и больше к нему не прикасаться, потому что он вряд ли нам понадобится. Сейчас нужно понять, куда Ричард... Я только спросил про Ричарда, а он вот он. Здравствуйте, собачки. На всякий случай сразу же погладим. Так, и Ричард пришел уже, да? Ну чё, как оно? О, Ло, слушай, спросить хотел. Почему Дилан мне пишет про какого-то енота? О, блин, может Дилан сломался, а? О, а ты же не знаешь про мои воспоминания, про GDH и все такое, да? Рассказать про видение? А что конкретно он тебе пишет? Может быть, он просто в зоопарк хочет? Дилан просто странный, ты не заметил? Я думаю, то, что Ричарду можно рассказать. Уже можно рассказать про видение. Да, подожди, Ло. Что ты имеешь в виду под «у тебя нет воспоминаний»? У тебя, чё, все это время была амнезия, что ли? Обалдеть! Я опять обо всем узнаю последним. Тогда откуда ты знаешь, что ты и GDH это разные люди, если у тебя амнезия? Ты же мог просто забыть об этом, не? Он ведь тоже пропал. Дилан тебе верит в этом вопросе, да? Да и отпечатки ваши не совпали в банке. Ну ладно. Вижу по твоему лицу, что тебе уже осточертело всем доказывать, что ты не индюк. Но тогда почему вас вообще перепутали? В J-Company чё, идиоты работают, что ли? Они не могли сравнить отпечатки сами? Ладно, неважно. Я за последние дни столько всего непонятного увидел, что некомпетентность глобальной корпорации меня уже вообще не шокирует. Так, получается, давай по порядку. Ты собираешься завтра вернуться в то кафе, да? Понятия не имею, зачем Дилан хотел вовлечь в это меня. Он сказал мне за тобой присматривать. И откуда у всех привычка так друг с другом носиться, а? Особенно с тобой, Ло. Ты вроде уже взрослый парень. Во многом благодаря тебе мы и выбрались с этого проклятого острова.
Ты устроил такое, что весь мир сейчас сходит с ума. Думаю уж, с тем, чтобы сходить в кафешку, ты справишься и самостоятельно. А я пойду завтра на работу. И отработаю, наконец-то, полный день. Чтобы меня не уволили, блин. Все, давай, сам справишься. Ой, слушай, на самом деле Дилан как будто до чего-то догадывается, но почему-то не хочет говорить. Ну ладно, скорее не то, что догадывается, а вот именно не доверяет GDH. Поэтому попросил Ричарда за мной приглядывать. Таки да, спящий енот, и если верить заданию, то мы завтра увидимся с GDH. Если мы действительно просто возьмем и встретим GDH, то это супер странно. С другой стороны, мы понимаем то, что конкретно у GDH есть способ сюда попасть. Это я скорее не могу отсюда выбраться. В общем, будем смотреть. У меня, честно, от этой серии, ребят, мозги пылают. Столько механик, и все это в одном видео. Фух. Респект разработчикам, но мне нужно отдохнуть. Тут главное, что по полочкам мы более-менее все разобрали, во всем разобрались, и я очень надеюсь, что вы поставите лайк. Это единственное, в чем мы до сих пор не разобрались. В вопросе о том, почему же вы до сих пор не подписаны, если не подписаны. Спасибо большое, если не пропускаете эти просьбы мимо ушей. Спасибо большое за подписки, спасибо большое за лайки. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Грязный Лолошка и популярный Ричард. Черт возьми. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Опа-на! Так это ж ты, тот вчерашний молодой человек, да? Нечего на улице мерзнуть, что тут стоишь? Давай, пойдем. Некий научный чай, побуду GDH. Вот, держи, согреешься. Я просто уже... Кажется, у нас получается. О, когда земля оденется в белое платье, рядом со спящим енотом мы увидимся вновь. Я мог бы в 10-й раз задуматься, о чем эта фраза, но нет, не придется. Дамы и господа, спящий енот — это ресторанное заведение прямо в центре города. Заведение, где мы встретимся с GDH, когда пойдет снег. Снег, который впервые обещают, кстати, сегодня... Ну что, пойдем увидимся? А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы готовы увидеться. Мы наконец-то готовы встретиться. Главная тайна, хранимая нами уже более 20 серий подряд, разгадана. Спящий енот — это никакое не животное. Это буквально название ресторанного заведения в центре города. То есть фразу GDH теперь можно даже перевести. Когда выпадет снег, около ресторана мы увидимся вновь. Вот теперь более-менее понятно. Но у меня вопрос. Неужели моя судьба настолько прописана? Неужели GDH реально знал о моем попадании в этот мир и побеге с острова? Удивительная личность этот другой я. И самое позорное, что по сути своей мы один и тот же человек. Только... мой сценарий пошел немного по другому пути. Он использует 100% своего мозга, а я использую... навыки жарки яиц. Вот. Это все. Так, ладно, давайте серьезно. Дамы и господа, встречайте! Новая серия, новые возможности. С Новым годом! О, да, черт возьми, новогодний вайб. Очень-очень круто. Первая новогодняя, или скорее просто зимняя серия. До новогодних каникул, до Нового года еще далековато. У нас ни елки, ни снега, ни гирлянд. Ну, под снегом я имею в виду сугробы, потому что это скорее, знаете, лужа какая-то. Получается, видение отыгрывается на максимум. У нас есть снег, это белое платье. У нас есть заведение спящий енот, которое теперь называется Фокси Фан. И что, получается, мы можем туда идти? Эй, Ричард, привет, доброе утро. А? О, реально доброе. Видал снег, а? Обожаю зиму, блин. Холодновато, конечно, но... ладно. Хорошо, что мои фанаты мне надонатили. Особенно после вчерашнего феста. Я даже закупился теплой одеждой. Сейчас, погоди-ка, покажу. Ух ты. А мне тоже? Я очень надеюсь, что мне тоже, потому что я с тобой в одной лодке. Та-дам! Ну чё, как тебе? Слушай, шикарно! Это реально по-зимнему! Такой, знаете, комбинезончик. И тоже в зеленом цвете, да? Так, ну это отлично, шикарно. Да, мне тоже нравится. Кстати, чувак, тебе бы тоже что-нибудь потеплее купить-то, а? Но в целом, как знаешь, можешь и так ходить. Так, ладно, я занят, у меня скоро работа.
Стоп, подожди, а мне? То есть тебе надонатили, мы с тобой в одной лодке, я тебе до этого давал деньги, а ты мне хотя бы какую-то часть вернешь? Мне нужна одежда тоже. Я просто понимаю то, что, скорее всего, долго по зиме ходить я не смогу. Поэтому запасаемся электрогрелкой. Ну-ка, как оно работает? Ага, да. Чувствую тепло, чувствую. Но пока не разряжаем. Так, у нас тут что-то Дилан пишет. Ну-ка. Да, Ло, я знаю, что ты не потрудился узнать часы работы той кафешки. Фокси Фан откроется сегодня только в 10 часов. Спасибо, Дилан. Предлагаю двинуть туда примерно к этому времени. Не опаздывай. Хорошо. Так, а у нас сейчас 7:46. О, еще куча времени. За это время знаете, что я могу сделать? Зайти в CJD, взять заказ и, да, заработать денег, потому что деньги нужны. Так, получается номер 8, откуда? Улица Зеленая 17П, Зеленая 5. Я также напомню то, что у меня появляется waypoint. Сейчас даже посмотрим. Вот оно, Зеленая 17П и Зеленая 5. Прямо около банка нужно сдать. Я более-менее выучил маршруты, как нужно ездить, то есть... Ух ты. Вау, все переоделись в зимний, а я в осеннем хожу, черт возьми. Привет. Не поговорим, да? Так, ладно. Я думаю, то, что я выучил маршруты этих автобусов, поэтому сейчас мы едем, по-моему, городской парк имени Харриса. Могу ошибаться, но вроде бы да. Стоп, управление полиции тоже близко. Я помню это. Давай, наверное, полиция. Я проезжаю эту остановку уже 7-й раз. Ох, бедняга, а я вот до нитки промок. Ох, где в итоге я появился-то, черт возьми, покажите мне. О, смотри, реально близко. Я здесь, нам нужно просто наверх, потом направо, и вот здесь мы заберем заказ. Ой, блин, главное не опоздать. Кстати, а я же могу, по идее, лучи включить, да? Ну-ка, вращающийся луч. Вот так вот сделаем. И теперь... Йоу, как это удобно! А чё ж я до этого-то не включал? Да, это действительно самый простой способ найти постамат. Здравствуйте. Так, посылка номер 8. Ой, кстати, надо одежду CJD надеть. А теплую одежду почему не выдали, а? Почему я хожу в какой-то летний? Да, метки — это действительно лучшее, что придумало человечество. Я сразу знаю, куда мне нужно идти. У меня посылка. Ой. Привет. Вот, возьмите. Благодарю, мальчик. Всего доброго. И вам спасибо. 700 опыта улучшения, получено новое смс. Да! Вот это я понимаю заработок! Только погоди, а сколько мне заплатили? 450? Мало. А как узнать свою репутацию? Вот в чем вопрос. То есть я захожу в приложение CJD, и здесь у меня нет никакой репутации, я могу только взять заказ, и все. Возможно, пока что у меня есть просто функция взять заказ, а вот именно чтобы дорогие выбирать, такой функции нет. О, и кстати, ребята, мне перед этой серией кое-что советовали, но я совсем забыл об этом рассказать. Мне сказали то, что по городу разбросаны места, около которых можно греться. Вот оно, что это за место. Я, конечно, не знаю, насколько я задубел, я не знаю, насколько мне холодно, но то, что я стою у костра, это явно хорошо. Да, гопник? Я тоже немножко бомж, как и ты. Кстати говоря, об этом. Так, сейчас. Давай аккуратненько. Давай. Оп! Сори. Вы этого не видели? Овощной сэндвич, я как раз немного голодный. Денег, дайте мне денег. Здравствуйте. О, так вот, возьмите. О, моя посылочка. Благодарю, пацан. Фу, ну работка. Напомню то, что мне нужно выполнять 2 заказа в день минимум, чтобы мне не прилетело никакого штрафа. Слушай, я слыхал, на фудкорте в ТЦ открылась новая забегаловка. Там открытая кухня, типа, можно увидеть, как тебе готовят еду и все такое. А у меня с покупки одежды осталось немного денежек. Хочешь со мной сходить, а? О, как это мило, то есть ты все-таки готов на меня что-то потратить. Так, нет, я спешу. Пойдем, я всегда рад вкусно поесть. Вот это, кстати, правда. В этот раз мне еду игнорировать не надо, мне нужно собирать эту еду. Я тоже гораздо поесть. Да и перед работой надо проветриться. Так, как только рекламодатели начнут появляться, уволюсь. И возьмем в аренду место получше, чем это. С отдельными кроватями, как минимум. Платить, кстати, будем пополам, Ло. Ну ладно, это потом поговорим. А сейчас, надеюсь, вкусной едой. Пойдем. Платить пополам? Чувак, ты популярный блогер. Я нищий, у меня на одежду не хватает. Неужели ты этого не видишь? Я тут курьером устроился, который получает 1000 за 2 заказа. Или сколько, погоди. 550 и 450. Ровно 1000. Я бомж. Так, ой. Реально какое-то новое заведение. Фига себе очереди.
Что в итоге? Ждем? Так, в итоге мы находимся в торговом центре. Давненько мы, кстати, здесь не были. Давненько. Музон Прайм. Музыкальный магазин. Так, ну это явно не то, что мне нужно. Антиквариат, антиквариат. Адский вок. Слушай, а почему мы просто не пойдем туда, где нет очереди? Алло. Эй, ты будешь свободно вечером сегодня, а? Ну я вообще на ноготочки после работы записана. Так что нет. Ну ладно. Эй, парень! Парень, не видел девочку с хвостиком, а? Девочку с хвостиком? Девочка с хвостиком, но это не ты. Нет, не видел. Черт. Ну где же она? Девочка с хвостиком это кто? Это твоя сестра? Дочка? Даже теперь интересно, куда она пойдет. Здравствуйте. Не поговорим? Погоди, погоди, но она ведь и правда куда-то идет. Куда ты собираешься, горожаночка? Меню. Исчезла. Слушай, а что насчет сегодня? Сегодня-то мы сможем встретиться. Ага. Поняла. Жаль, что ты никак не можешь сбежать с работы. Тогда я загляну к тебе вечером. Хорошо? Наконец-то нормально поем, блин. А то хватит с меня этих диет. Чё ты меня отвлекаешь? А? Не видишь, я готовлю. Так, если хочешь сделать заказ, иди в конец очереди. Вон, видишь, все ждут. Или погоди, может ты по объявлению? Чё, на работу решил устроиться? Что? Я просто не знал, что мне делать, я тут всех кликаю. Реально можно поговорить с поваром? Нет, я просто хотел поговорить. Знаете, да, я на работу пришел, да. Ну, что ж, если ты повар, то давай, заходи. Как видишь, у меня тут завал на работе. Из-за концепции приходится работать прямо у стойки с заказами. Работать на глазах у посетителей немногие справятся. Да и места тут маловато. Да, это правда, маловато. Не разместишь тут много работничков. Приходится готовить все сразу, да еще и в одиночку, блин. Слушай, чувак, сможешь меня подменить на пару часов, а? Сейчас продукты должны привезти, надо как раз принять. Справишься? Что? Подожди, я просто левый чел, который... Я сейчас вообще не понимаю, это шутка какая-то? У меня уже есть опыт готовки, справлюсь. Вы меня так запугали, я наверное, передумал устраиваться. Насколько же он в отчаянии, что он просто рандомного чела решил позвать на готовку еды? Это самое глубокое отчаяние. Да, у меня есть опыт готовки, я уже как-то готовил, давай. Вот это я понимаю настрой. Давай, заходи сюда. А, и кстати, за волосами своими следи. Я не хочу их видеть в еде посетителей. Давай. Подожди, Нет. То есть настолько? Чизбургер? Какой чизбургер? Подожди, нахрена все-таки я согласился? Чего? Говяжья котлета? Так, поварской колпак, сейчас, погоди. Батюшки, я же все провалю сейчас. Я пока переоденусь, у меня там уже 2 чизбургера уйдут. Как готовить? Согласился, блин. Сырая говядина. Дальше давай вот это жарим. Хотя, по-моему, не так это делается, да? Сначала берется сырая говядина, потом нарезается. Вот. Мы забираем нож, нарезаем, потом этот говяжий шарф мы жарим на вот этой сковородочке, кстати говоря, которую я теперь не могу занять. Так, блин, я просрал, да? Я не дам тебе чизбургер, детка. Прости меня, мы не подходим друг к другу. Да что ж ты так злишься на меня? Ну не дам я тебе чизбургер, ну прости, я тут первый день работаю. Я тут первый час. Я не ожидал то, что это не шутка. Так, видимо... Жопа. Смешанный салат. Помидор, свекла, капуста. Помидор, свекла, капуста. Это, наверное, здесь, да, на складе? Блин, у меня все забито, понимаете? У меня, видите, какая проблема? Короче, выкину все ненужное. Мне это сейчас явно не пригодится. Деньги даже выкину. Ради такой работы я выкину даже деньги. Вот, возьми. Успел, там 2 секунды оставалось. Так, овощной, овощной суп. Подожди, это морковка, картошка. Ладно, морковка есть. Морковка это вот сюда. Далее картошка тоже сюда. В целом я просто могу все сразу запихать, это уже готовится. Далее берем миски. И знаете, какой обуз я придумал? Прямо сейчас мы возьмем очень много морковки на будущее. Чисто, чтобы мне кушать.
Я надеюсь, что оно сохранится. Вот это абуз. Нормально. Так, далее овощной суп готов. Вот, забирайте, мистер. Смешанный салат. О, такой я уже делал. Смешанный салат у меня был совсем недавно. Мне нужно только свеклу и миску. Миску берем сразу побольше. Лук пока выкидываем. Свеклу забираем. Смешанный салат получаем. Забирайте. О, стоп. Ричард. Чувак, ну ты влип. Да, это правда, я влип. Зачем я согласился на это? Сэндвич с курицей. Так, значит, мне нужна приготовленная курица. Ой, блин, а курица это где? А, вот она курица. Так, дальше, получается, мы ее просто жарим. Морковка, капуста и хлеб, это найдется. Хлеб я вот тут недавно видел, вот он, корзинка хлеба. И для бутерброда остается только салатик. Сэндвич с курицей, забирайте. Куриный суп. Боже мой, я же надеюсь, что я за это много получу. Если мне за это еще и заплатят мало, я, конечно, в шоке буду, честно говоря. Куриный супчик. Мог бы себе оставить, но отдаю сюда. Так, блин, завернутая баранина. Слушайте, чего вы постоянно берете какое-то новое? Завернутая баранина готова. Куриный суп у меня где-то здесь валялся. Сейчас с пола подберу, дам вам. А, черт, походу я его просрал. А, нет, вот он, куриный суп. А, это овощной, черт! По-моему, это последний клиент. Йоу! Вот это я понимаю. Неплохая работа, парень. Сейчас, погоди-ка. Так. Ага, вот. Перевел. Твоя доля. Заработал, как говорится. На постоянку я тебя не возьму, даже не жди. Опыта у тебя явно маловато. Но если ты захочешь подзаработать, то обязательно приходи. Немного подучишься, наберешься опыта и... может быть, тебя даже возьму. А теперь давай, иди. Работать надо. Серьезно? Да я же справился просто на ура. Дилан. Сейчас, погоди-ка, что такое Дилан? Печатает. Чувак, у тебя внимание, как у золотой рыбки. Ты собирался в Foxy Fun, помнишь? А устроился работать поваром на фудкорте. Может, мне будильник с напоминанием тебе в телефон поставить, а? Я ведь могу. 13 часов уже! Подожди, а в 10 часов надо было прийти. Ой, погоди, мне кажется, или я Ричарду могу написать? А, это он говорит. Чувак, я знаю, что мы собирались похавать вместе, но... это было до того, как я узнал, что ты, оказывается, там работаешь. Получилось, кстати, вкусно. Ты реально красавчик. Сори, мне пришлось свалить, сам понимаешь. Мне там на работу надо было. Ты в следующий раз-то хоть предупреди, что ты по делу, а не просто так куда-то со мной идешь. Ричард, бога ради, я сам не знал то, что я там работаю, клянусь. Я не знал. Так, ладно, окей, мне, наверное, нужно прямо сейчас ехать туда, в тот самый Foxy Fun, в тот самый спящий енот. Мне нужна улица... Во! Джарта! Только, по идее, если я не могу поехать в эту сторону, то я могу поехать с этой стороны. Здравствуйте! Улица доктора Джарта. Во! Переулок, точнее. Ой, стоп, что это? Стоп, что? Тут можно, оказывается, какие-то маршруты выбирать. Чего? Это вообще что такое? А, вот, смотри, розовая линия, темно-зеленая, светло-зеленая. То есть эти штучки что-то еще и означают? Ребята, нет, простите, я все равно не совсем понимаю всю эту автобусную дичь. Я как бы уже понял то, что мне нужно вот на эту улицу. Все, этого достаточно. Тут еще какие-то линии. Не-не-не-не, спасибо. Поехали. Проезжаю эту остановку уже 7-й раз. Да-да-да, все вы такие. Так, по-моему, это то, что мне нужно. Во, улица Ричмонда, то, что нужно. И вот он, Foxy Fun. Тихо, аккуратненько, не давите меня, пожалуйста. Что? Запертый сундук? Так, я, наверное, пока не буду открывать. Я не могу сюда пройти. Так, ладно, я все-таки попробую взломать эти сундуки. Опа. Так, деньги дали, 51. Я понял! Это сейчас, по-моему, за то, что я что-то прокачивал, да? Во всех вскрытых хранилищах вы гарантированно находите деньги! Вот оно! Слушайте, а так-то неплохие суммы. Учебник скрытность. Это мы активируем. Спасибо. Денежки обязательно забираем. Так, и смотрим, что у нас в этом сундуке. Блин, слушайте, если у меня сейчас отмычки закончатся, то я не смогу создать новые. Так. Учебник ловкость рук. Это мы тоже берем, спасибо. Деньги, слушайте, хорошие прям деньги. Тем не менее, это не отменяет того факта, что я не знаю, что делать. Поглядите-ка. Так это ж ты, тот вчерашний молодой человек, да? Да, точно он. Рад тебя снова видеть. Ты чего тут стоишь на улице-то, а? Открытие кафешки ждешь, что ли? А вы разве... Ну да, получается так. Чё, понравилось здесь вчера, что ли? Рад, очень рад. Но, слушай, у меня тут мероприятие только вечером. Сюда обычно не заходит, поэтому я
утром не открываюсь. Ты, кстати, как себя чувствуешь? Ни от чего на улице мерзнуть, чё тут стоишь? Давай, пойдем. Так подожди, а как же ты собираешься приманивать посетителей, если ты по утрам не Давай, открываешься? заходи. Типа у тебя буквально расписание, почему ты ему не соответствуешь? Так, нам тут другие не нужны. Ох, блин, не ожидал, что кто-то сюда до вечера заглянет. Вот, просто вышел на перекур. Так, чё заказывать ты будешь? Чай поможет тебе согреться, если что. Так. Чай поможет мне согреться. Ну слушай, хорошо намек дал. Сатана на подработке. Повелитель. Ну да, у него же такой типа косплейный ресторанчик. Лаванда в тени. Это, кстати, я покупал, у меня это даже осталось. Сколько у тебя это стоит? 200. Моя геройская ламинария. Капец, наверное, скорее всего, здесь так много отсылок ко всяким разным произведениям, но я просто не шарю. Этот глупый удон не мог понять меч девочки-кодера. Это тоже какая-то отсылка? Просто если да, то я не понимаю. Воин дракона, мастера креветок онлайн, сет психо 100 монолог. Это вообще трешак. Столько выдумывать. Суп легенда о лапше. Банан Штейна. Это реально можно читать и хохотать. Повесть о конце шоколадки. Унеси меня на милкшейк. Так, ладно, короче, дайте мне чай. Некий научный чай. Побуду джедеичем. Вот, ты хорошо. Сделаю тебе по своему рецептику. Сейчас. Окей. У тебя тут реально пусто до вечера всегда? То есть я бы был открыт весь день. Да я бы хотя бы работника нанял. Ну, пусть он сидит весь день тогда, ждет посетителей. Кстати, куда он ушел? Он наверх ушел? Понял. Здравствуйте, еще раз. Это подожди. Вот, держи, согреешься. Но это же лаванда в тени. У меня точно такой же чай. Алло. Так, ну ладно, ты сиди, а я пойду к открытию готовиться. Ага. Что ж. Ладно, если серьезно, то... Мистер продавец, а у меня тут вообще-то встреча должна быть. А вы заведение закрыли. А может быть вы типа откроете? Так, ну-ка, давай посмотрим, где он. Ух ты ж, ё-моё. А тут, я смотрю, вообще не прибираются. Мистер продавец... Понятно. Просто да, я не совсем понимаю. Он закрыл дверь. Я-то могу открыть ее, получается? И я не могу открыть! А что делать? Встреча с GDH получается здесь, если я верю видению. Погоди, а может быть просто сесть надо? А может быть мне этот чай нужно выпить? Я просто уже... Кажется, у нас получается. Эй, ложка, ты здесь? Что происходит? Ну, а вот и ты. Здравствуйте. А Джодах боялся, что ты потеряешься. О, вот это неправда. Такого не было. О, GDH, как же с тобой тяжело. Тихо, Джодах, время. Это сейчас не важно. В этот раз мы видим тебя так же, как нас видишь ты. Мы даже можем поговорить. Понимаешь меня? Есть какие-нибудь вопросы? Я, видимо, доставку принес. Боже мой! Я не понял, я уснул, получается? Я типа выпил чай и уснул? Зачем ты ловил мироходцев? Что это за видение? Зачем оно тебе? Откуда вы пытаетесь меня вернуть? Блин, вот второй и третий вопрос прям зашибись. Что это за видение? Зачем оно тебе? О, какой хороший вопрос. Сразу показывает, кто из нас двоих умный. Дело в том, что мы сейчас находимся в разных реальностях, Ло. Я в твоей родной реальности, а ты в моей. Не буду объяснять подробности того, как это произошло. Сам потом вспомнишь. Важно сейчас то, чтобы ты понял другое. Параллельные реальности на то так и называются. Они почти никогда не пересекаются. О, найти кого-то в другой реальности очень трудно. Я бы не пытался тебя вернуть. Ты же все равно ничего не помнишь. Но этот настаивал. Еще и эту подключил. Как ее? Акетра. Ее зовут Акетра. Акетра очень расстроится, что все пропустила. Мы не знали точный момент, когда ты появишься, поэтому по очереди здесь дежурили. И в итоге... Джодах, а ну не отвлекай меня, прошу тебя. Я тут объясняю принципы мироздания и законы мультивселенных. Спасибо. Лолошка, вселенные и реальности не существуют в вакууме. Иногда они могут воздействовать друг на друга. Это происходит неявно. Никто подобное влияние заметить не сможет. Но этим влиянием можно воспользоваться.
В тот момент, когда реальности соприкасаются, появляется небольшая брешь. Хочешь узнать, как параллельные реальности могут соприкасаться? Что? Я ничего не понял. В тот момент, когда реальности соприкасаются, появляется небольшая брешь. Как они соприкасаются? Ну давай, рассказывай. Мы, неважно люди или... не совсем люди, существуем в трехмерном пространстве, где особо продвинутые существа в качестве четвертого измерения предлагают время. О, а вот это я понял. Типа, как смотрящий. Смотрящий существует в четырехмерном пространстве. Потому что, напомню, он само время. Пока что, опять же, понимаю, продолжай. А теперь представь, что помимо четвертого измерения есть пятое, и реальности расположены именно в них. Представил? Ха-ха-ха, кого я спрашиваю? Конечно же нет. Человеческий мозг, особенно без специальной подготовки, не может мыслить за рамками трехмерного пространства. Зато смотри, как могу. В общем, так, тебе придется просто поверить мне, что это очень сложная научная теория. Ладненько. То есть, хочешь сказать, что есть что-то сильнее, чем смотрящий? В общем, так, вам очень повезло, что у вас есть я. Я могу себе представить и пятимерное пространство, и разные реальности, и даже брешь. Через эту брешь не пройдет ни человек, ни любое другое живое существо. Но может пройти сигнал. Или в теории, Лолошка, небольшой предмет. Ты же уже сталкивался с этим, верно? Да, это правда. Мой меч путешественника. Кстати, где он? Помолчи. Мы, точнее наше сознание, сейчас как раз в этой бреши. Ой, только не пытайся понять, как это работает с точки зрения пространственной физики. Ты даже представить себе не можешь, насколько сложную встречу я смог нам организовать. Пришлось рассчитать точное время столкновения реальностей, а это практически невозможно. Все же они работают в пятимерном пространстве и постоянно движутся. А ведь мне еще нужно найти нужную из бесконечности. Ладно. Столкновение между реальностями происходит постоянно, но, как я говорил, никто их не замечает. Но чтобы рассчитать время пересечения двух конкретных, это нужно быть гением. Ну какой же ты... Гений, я так понимаю, это ты, верно? Ой-ой-ой, ну уж точно не ты, пернатик. Но если ты такой гений, как же мне удалось тебя поймать, а? Оу-оу-оу, тихо, не кипишуй. У всех бывают неудачные дни, правда? Так ладно, возвращаясь к главной теме, моей гениальности. Я смог не только высчитать место, но и время. И даже предупредить тебя, Лолошка, а там было сложнее. Ты был не в точке соприкосновения. Знаешь, как сложно передать ментальный сигнал на 1000 световых лет, а? В очень-очень конкретную точку при всем этом. Не волнуйся, я блестяще с этим справился. Так, и зачем все это? Нахвастался? А если бы Лолошка не разгадал твою загадку, и все эти ухищрения оказались напрасны, а? Но он же разгадал, неужели ты не видишь? Да и не сложно было, там загадочка-то так себе. Ему только и нужно было догадаться выбраться с острова до зимы. Кстати, осталось совсем немного времени. Можно поболтать о ерунде. Так, Лолошка, ты должен попасть в мою лабораторию. У меня, знаешь, там есть такое особое устройство, позволяет посылать сообщения в эту реальность. Помнишь про вибрации? Ой, кого я спрашиваю точно. Знаю, что не помнишь. В общем, устройство уже настроено на вибрацию твоей родной реальности. Тебе нужно просто его найти и отправить нам сигнал. Давай! Если ты не справишься, мы не сможем тебя вытащить. Ох, как же вам повезло, что я исследовал это схождение раньше. Именно поэтому я смог многое вычислить точно. У меня ушли многие и многие годы на вычисление. И представьте себе, это все еще очень тонкая материя. Минимальное расхождение с расчетами, и твое сообщение улетит уже в ненужный мир. В какой-нибудь 13. Или на тысячелетие позже. Или в 13 на тысячелетие тоже позже. Но ты же у нас тоже гений, правда, Лолошка? Хоть у тебя и очень странные предпочтения в цветах одежды, ты не можешь быть полным идиотом. Надеюсь. Но даже если ты полный идиот, если ты сможешь отправить хоть какой-то сигнал в нашу вселенную, у меня появятся ориентиры, где тебя искать. Оп! И где тебя искать? Таких сигналов может понадобиться несколько. Посмотрим. А вот и время вышло.
О, теперь ты видишь, с кем мне приходится работать, чтобы вытащить тебя, Лолошка. Давай, пока-пока. Найди лабораторию, Лолошка. Слушайте, ну, я вроде как более-менее понял, но не понял одновременно. Эй! О, ну слава богу. Проснулся-таки. Так, это правда, я проснулся. Встать. Парень, ты что ж делаешь-то? Заснул прямо посреди разговора. Я уж думал скорую звонить. Ты уж извини, пришли те, кто забронировал столик, поэтому я тебя сюда отнес. Ты довольно тяжелый, должен признать. Тебе бы домой пойти, хорошенечко отдохнуть и все такое. А то это не дело. Ты мне всех так клиентов распугаешь. Давай, шуруй домой. Да, точно. Простите, Дилан. О, кстати, а Дилан-то как это все увидел, услышал или что-то в этом духе? Что произошло с Диланом в этот момент? О, проснулся. Я, как и владелец, чуть скорую тебя не вызвал. Ну, чё там? У тебя опять было какое-то видение, да? Как в прошлый раз? Ну, после аварии. Да, Дилан, ты прав. Да, и в этом видении я разговаривал с GDH. Расскажу подробнее, когда приду домой. Не хочу повторяться. Да, GDH сказал, что я должен пробраться в его лабораторию. Да не, Дилан, я просто заснул. Давай расскажем и Ричарду тоже. Ну окей, буду ждать. Все, супер. Так, получается, нам нужно сейчас домой. Ну, это было необычно. Честно говоря, я почему-то думал, что мы, опять же, увидимся в качестве какой-то дымки. Ну вот просто представьте то, что вот здесь, например, GDH, и он бы что-то в духе призрака был. И мне почему-то казалось, что это будет так. Город засыпает, просыпается мафия. Мафия делает свой выбор. Что, тут в мафию играют? Мафия засыпает. Так. И сколько вы спать так будете? Я не могу посмотреть всю игру. Блин, это было бы прикольно. Я бы понаблюдал. Так, слушай, продавец, я не знаю, как тебя зовут, но спасибо тебе большое. Вот правда. Так, у тебя можно купить банан Штейна, супики всякие. Но это дорого, чувак, это все очень дорого, поэтому спасибо, до свидания. О, да, это действительно предзима. То дожди, то снег, то снова дожди. Ой, господи. О, господи, о, боже мой. Мне определенно нужно домой. Скажите, пожалуйста, я отсюда могу доехать? Деньги-то у меня имеются. Улица Ричмонда, северо-восточный. Вот смотри, тут есть еще полоса. И я могу по разным линиям ездить. И темно-зеленый это как раз наша. Завод номер 4. А знаете, что меня раздражает в общественном транспорте? Общество! Я думаю, после такой фразы ты бы был уволен. Если мы сейчас пойдем в ту сторону, то там будет наш домик. Так, короче, что мы выцепляем из разговора с GDH и Джодахом? Нам нужно найти какую-то лабораторию, а там будет какое-то устройство, которое еще давным-давно сделал Джон. И это устройство уже настроено на мою родную реальность. Мне, знаете, из всей вот этой истории глобально, еще даже если брать сезон 13 огней, непонятно одно. Чем моя реальность так зацепила Джона? Раз он даже какое-то устройство настроил именно на мою вселенную. Кстати, а где Ричард? А Ричарда нет дома. Вот это да. Эй, Ло, ну чё, как оно? А вот и Ричард. Дилан сказал, что у тебя было какое-то видение, блин! Давай, рассказывай! Тебе Дилан написал, а ты уже бежал. Рассказать все, но без научных разъяснений. Рассказать все. Даже с наукой, надо все. Это еще сложнее и безумнее, чем тема с мироходцами. То есть, погоди, сначала ты говоришь мне, что есть другие миры, а теперь типа другие реальности? Ты типа, погоди, ты типа из другой вселенной? О, блин, жалко, что ты ничего не помнишь. Я бы хотел узнать, как живут в другой реальности. Интересно, там такие же законы физики? Ладно. Что-то моя мысль куда-то улетела. Не об этом ведь надо думать, да? То есть, получается, смотри. GDH сказал тебе, что через столкновение реальностей не может пройти живой организм. Но если не может пройти живой организм, как он тебя вернет туда? Да и вообще тогда, как вы поменялись местами? И ответы на вопросы больше не получить, да? Если только GDH не найдет другой способ с тобой как-то связаться. Тяжело быть тобой, Ло, тяжело. Я вот в пиццерии работаю и устаю, а тут такое. Ой, так, ладно. Сейчас пойду хотя бы переоденусь. Ладно, переодевайся. О. Че, может, тогда поговорим? Погоди, а я ему что, про лабораторию не сказал? Так, Дилан. Чувак, Ричард упустил самое важное.
Нам нужно как-то пробраться в лабораторию GDH. Сомневаюсь, что это будет просто. Как мы выяснили, вы не полностью идентичны. Это странно, кстати, вы же вроде как один и тот же человек, хотя отпечатки почему-то у вас разные. Возможно, тебе снова понадобится помощь тех мафиози, с которыми я бы вообще не хотел связываться, честно говоря. Они явно знали о GDH больше нас. Может быть, они реально смогут помочь? Ты это, не парься, я если что помогу. Но только потому, что в лаборатории мы можем найти мне тело, а не потому, что меня заботит твоя жизнь. Да. Оу. Ну, грубовато, конечно, но что-то ты как-то не уверена, Дилан. Я думаю, то, что ты меня любишь. Как друга ты меня только так любишь. И я тебя люблю, Дилан. Как друга. Так, короче, у меня тут задания появились какие-то новые. Ну-ка. Попасть в лабораторию. Автор GDH. GDH сказал, что мне необходимо попасть в его лабораторию и найти там устройство, отправляющее сигналы в другой мир. Ни адреса лаборатории, ни того, как выглядит это устройство. Вообще ничего. Кстати, да, я же вообще ничего не знаю. Тепло твоего тела. Автор Дилан. Дилан считает, что мы сможем найти ему тело в лаборатории GDH. Это вполне реально. Ведь именно GDH создал всех автоматонов. Если у Дилана появится тело, он сможет помочь мне с отправлением сигнала в другой мир. Да. Окей. Ребята, наконец-то мы связались. По-моему, 30 серий прошло с тех пор, как мы последний раз видели вот то видение с GDH и Джоном. На самом деле, сегодня мы получили очень глобальные ответы, касающиеся не только этого сезона, но и, скорее всего, будущих сезонов. Потому что, напомню, в финале 13 огней Маска Междумирца уже успела говорить про сигналы. И GDH тоже начал говорить про то, что эти сигналы можно пустить в брешь. А брешь появляется тогда, когда реальности соприкасаются друг с другом. Насколько же GDH умный, что он может делать такое? И почему он реально тогда был пойман Джодахом? Возможно, у него какие-то свои планы на мою реальность. Вот я вижу то, что скоро какая-то жопа будет, и GDH в ней будет не самым лучшим персонажем. Что-то в этом духе. Так, кстати, Ричард, поговорим? Слушай, Ло, знаешь, я только сейчас понял. Ты, получается, уйти собираешься, да? То есть, ну, не просто, типа, переехать. Ты собираешься переместиться в другую реальность. А ты это... Ты уверен, что хочешь этого? Ты же помнишь, ты сам сказал, что ничего оттуда не помнишь и так далее. Разве не лучше остаться здесь, а? В этой реальности у тебя друзья есть, а? О, Ричард. Почему этот выбор такой сложный? Знаете, до ближайших серий Ричарда я вообще говнюком считал. В той реальности у меня тоже есть друзья, Ричард. Я бы не называл нас друзьями. Я еще не решил. Мы больше, чем просто друзья, Ричард. Я подумаю над этим. Может быть, ты и прав. В той реальности у меня тоже есть друзья, Ричард. Да, понятно. Судя по всему, эти твои друзья очень любят тебя. Раз идут ради тебя вот на такое, да? Я правда все понимаю. Да. Эх. Так, ладно, Ричард, мы об этом тоже еще потом поговорим, обязательно. Спасибо, ребят, большое за то, что посмотрели данную серию. Эту серию приготовил я, повара Ложка. Надеюсь на ваш лайк, надеюсь на вашу подписку. Ваша мотивация — это самое главное, на чем живет сезон. Спасибо вам большое. Дальше больше, как говорится. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были повара Ложка. И очень много информации, которую в одно предложение не уложить. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. О союзнике с твоим личиком мечтает каждый. Именно поэтому ты должен будешь втереться в банду Санчеза. О! Эй, Ло, зацени, что я себе сделал. Что? Та-дам! Ну чё, как тебе? Я сейчас в жестком шоке. Так, окей, брешь и сигналы. Сигналы и брешь. Это главные термины, которые стоило запомнить из предыдущей серии. GDH лично передал нам, что в моменты соприкосновения реальностей, что бы это ни значило, появляется брешь, позволяющая передавать информацию. А иногда даже и предметы, но не живых существ. А если говорить еще проще, нам нужна лаборатория GDH. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова
снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю, реально, сезон, в котором мы готовы стать учеными. Да ладно, кого я обманываю? Ученый из меня действительно так себе. Но вот другая версия меня, GDH, очень даже гений. Встреча, разговор, терминология. В предыдущей серии было много информации, но самое главное, это брешь. Брешь, которую тяжело найти, легко потерять и которой очень хочется воспользоваться. Если верить GDH, соприкосновение реальности и появление бреши происходит часто. Беда только в том, что если ты не мегамозг, высчитать такие события невозможно. Благо, другая версия меня такое умеет. А теперь самое главное. GDH также передал мне, что в его лаборатории есть устройство, уже давно настроенное на мою родную реальность. При помощи этой непонятной штуковины, я так и не понял, что это, мы сможем обмениваться потоком информации. Возможно, даже, не знаю, чатиться. На самом деле, про подобные сигналы нам говорили еще в финале 13 огней. Но сейчас, наконец-то, картинка немного складывается. Хотя, признаюсь честно, все еще очень сложно. Так, короче, не менее важная тема, но все-таки попроще. Дамы и господа, холода, зима, снег. У нас постепенно леденеет погода, и да, мы понимаем то, что нужно готовиться. За всю предыдущую серию жестко нападало. Сейчас, конечно, многое растаяло, но мы опять же понимаем то, что будет становиться жестче. Для меня это знак. Все деньги надо откладывать на зимнюю одежду. Я не знаю, сколько надо, но, допустим, 5000, 6. Сейчас у меня пока 2000, более-менее нормально. И если я куплю себе хотя бы шапку, я думаю, это уже будет какая-то победа. О, кстати, а ведь когда-то давным-давно я купил себе шапку-ушанку. Я ее оставил на острове, да? Ай-яй-яй. Ну ладно, Ричард, доброе утро. Блин, как, черт побери, люди это делают, а? Когда жили на острове, я вставал в 9. А если оставался ночевать в универе, то вставал еще позже. А теперь погляди, 7 утра. Ой, и это мне хватит только на то, чтобы помыться и, я не знаю, завтрак перехватить. А потом идти и развозить эти долбаные пиццы. Хорошо, хоть я один работаю. Не приходится общаться с людьми. Да. Я, знаешь, начинаю понимать, почему тебе так нравилось общаться с автоматонами. И, кстати, да, ты прости, что гнобил тебя за это. Я, правда, только сейчас начинаю понимать, сколько всего я не понимал. Вот. Но это не означает, что я считаю, что мои родители были правы, понятно? Надо о них, наверное, все-таки не думать. Так, ладно, Ло, я занят. На работу пора. Окей. Так, Дилан печатает. Что такое? Эй, Ло, зацени, что я себе сделал. Ой. Что? Та-дам! Ну чё, как тебе? Нравится? Я сейчас в жестком шоке. Подожди, что? Ты создал вселенную острова? Да ну. О, батюшки, Дилан. Ну да, я понял, он в программе. Вау. Ага, и мне даже не нужно стекла бить для этого. Ты был, кстати, прав. Через окно реально быстрее. Круто быть компьютерным гением, когда ты сам часть компьютера. Слушай, я бы, конечно, гораздо больше предпочел иметь тело, но... ладно. Слушай, я тебя особо не дергал все это время. Старался быть понимающим интернет-другом и все такое. Но ты что-то делать-то собираешься? Ло, у тебя какой-нибудь план есть? А, кстати, давай я тебе кое-что покажу. Ща увидишь. Что? Подожди, что? Это тоже симуляция? Не, какая симуляция? Это оперативная съемка одного из уборщиков. Через несколько часов после нашего побега. Те немногие автоматоны, что выжили после выходки Джены, осознав себя, разозлились на своих создателей. Помнишь, ты видел некоторые сцены, что с нами делали в подвале при тестировании, а? Да, помню. У Престона башку открывали. Ой, да какой там башко? Уборщики буквально стреляли в нас, Ло. Заставляли выполнять разные трюки, меняли наши настройки. Били, закидывали камнями, раздевали, ставили нас в холодильники и в печи. Это все для того, чтобы гарантировать, что автоматоны будут безопасны для людей. Ага, как же. Им это просто нравилось. Халатникам и уборщикам. Мы ведь выглядим совсем как люди, но невозможно же отличить. Они могли делать с нами все, что захотят. Им и в голову не приходило, что GDH создал нечто куда более совершенное, чем они сами. Им никогда не приходило в голову, что мы можем обрести сознание и тем более самоощущение.
Ты видел, что делал с нами Ричард Ло. Ты видел. Он это делал, потому что он знал, что делает с нами в подвале. Ты, кстати, задумывался когда-нибудь, кто вообще может захотеть пойти на такую работу, а? Стать уборщиком в полностью симулированном мире. Подыгрывать мироходцам, зная, что все вокруг них нереально. И что они в этом мире могут позволить себе все. Садисты. Вот они и поплатились за свое поведение. Кстати, да, действительно. Только садисты устроятся на такую работу. Что ж... Да. Сильно. Ой, там... Боже, подожди, автоматон ест? Я не понял. Он ел уборщика? А все, Ло, запись на этом обрывается. Вероятно, кто-то из автоматонов выбрался на крышу, и снимавшему уборщику тоже досталось. Самоосознание сделало недействительным третий закон робототехники. Это что же получается? Теперь я могу тебя, Ло, больно ущипнуть. Ай, блин. Ну ладно, пока что, конечно, не могу. У меня нет тела для этого. Именно поэтому я думаю, что нам пора поговорить. Ло, тот кошмар, который творился в Хэнфорте, удалось подавить, да. Они отключили сигнал, все автоматоны вырубились. Ой. Есть съемка, как это выглядело. Но, знаешь, я не думаю, что тебе стоит это видеть. Или ты все-таки хочешь на это посмотреть? Подожди, на что конкретно? Та-та-та, кошмар, который творился в Хэнфорте, удалось подавить. Они отключили сигнал, все автоматоны вырубились. Ну, вообще да, если можно. Я же могу. Ну, конечно. Так я и думал. О. Так, там что-то ужасное будет. О. Обалдеть! Как ты это симулируешь? Выжившие уборщики и халатники стаскивают всех автоматонов в подвал. Но они занимаются этим конкретно сейчас. А это запись, сделанная в момент отключения сигнала. Смотри, что сейчас случится. О! Что? О! О, батюшки! Что это? Что, еще не понял, да? Они именно по этой причине до последнего не хотели останавливать сигнал. Это вспышка, Ло. С помощью этого же сигнала глушилась мироходческая вспышка. Это все телепортации мироходцев? То есть они сбежали из этого мира? Ага, все мироходцы просто взяли и свалили, как только предоставилась возможность. Как и Шерон. Понятно тогда, почему GDH и остальные так хотели запереть вас в одном месте. Если вы так легко сдаетесь и сваливаете, не уверен, что мироходцам вообще известна хоть какая-то концепция ответственности. Но, Ло, я знаю, что ты не такой. Может быть, из-за проблем с памятью, а может быть, из-за неумения контролировать вспышку, а может быть, просто у тебя моральный уровень повыше, чем у остальных. Но как бы то ни было, объясни мне, Ло, что ты собираешься делать дальше? Остров разрушен, люди везде протестуют против автоматонов, а ты вообще из другой реальности. Станешь ли ты разбираться с проблемами этой реальности, или убежишь в свою? Вау. Слушайте, на самом деле это очень крутая подводка по одной простой причине. Я сказал о том, что нужно найти какое-то устройство, которое лежит в лаборатории GDH. То есть мне сейчас буквально дают осознанный выбор. Либо я бегу к этому устройству, либо я получаю ответы на все вопросы, типа, вообще, кто такой GDH? Мы до сих пор не знаем, кто это такой. Какие у него мотивы, зачем он сбежал. И если он мог спокойно предотвратить свое попадание на остров, то зачем ему моя реальность? Зачем ему это устройство, которое он перенастроил на мою реальность? Дилан, я не тот, за кого ты меня пытаешься выдать. Я не герой. Даже если бы я что-то хотел решить, у меня нет здесь никакого веса или авторитета, чтобы что-то сделать. Та-та-та, нет, наверное. Я должен вернуться назад, Дилан, должен. Без этого я даже не знаю, кто я. А там есть люди, которые меня ждут. Но это не означает, что мне плевать на эту реальность, Дилан. Я хочу помочь тебе. Вот это, кстати, уже хорошо, да. Как бы я не хотел вернуть свои воспоминания, я до сих пор ничего не помню. Думаю, будет лучше перестать пытаться вернуться и начать все с чистого листа. Я останусь здесь. Это, знаете, это все звучит как финал какой-то, как будто я снимаю финальную серию. What the fuck? Давайте вот выберем нейтральное, как я и сказал. То есть я и за то, чтобы порешать проблемы здесь, но и про свою память я не забываю. Мне нужно ее восстановить. Я должен буду вернуться назад, Дилан.
Понятно. То есть ты хочешь помочь, а потом уйти? Хм. Какой же ты идеалист и выпендрежник, Ло. Считай это комплиментом. Такого мироходца, как ты, действительно еще поискать надо. Уверен, твой брат-близнец ни за что бы не упустил шанс понаслаждаться званием спасителя и героя. Так, ладно. Тогда смотри, я сейчас опишу тебе, как я себе представляю, что нужно сделать. Нужно сделать так, чтобы люди нас, автоматонов, не боялись. Чтобы мы могли жить с ними наравне. Если в чем-то Джоди и остальные правы, так это в том, что мы гораздо эффективнее, чем люди. А значит, если относиться к нам как к людям, мы сможем быть в разы их полезнее. Но это должен быть диалог, Ло, не монолог. Как объяснить этим кожаным мешкам, что когда код становится достаточно продвинутым, машинное обучение позволяет нам самостоятельно строить логические связи и понимать, как работают те или иные процессы? Как это объяснить? В общем, мы действительно обладаем сознанием на том же уровне, что и люди. Надеюсь, ты это понимаешь. Но вот это вот надо будет объяснить всем людям в мире, перед этим разрушив их страх. А еще надо каким-то образом убедить осознанных автоматонов, что не нужно пытаться убивать людей. Всего-то, да? Параллельно, конечно, мы займемся и твоими делами, Ло. Попытаемся найти лабораторию GDH, а также, решим твои вопросы с Джоди. Что такое? Ты же не думаешь, что она оставит тебя в покое? Пока что никто не знает, что ты здесь, Ло. Даже твое появление в полицейском участке не вызовет особой реакции. Таких шизиков, которые пытаются выдавать себя за другого человека, пруд-пруди. Гораздо хуже дела обстоят с Марло. Он-то умный мужик. И такого козыря, как парня, который выглядит один в один как главная местная знаменитость, он дешево точно не отдаст. Но и Джоди Арист готова заплатить много. Очень много. Тебе бы с этим мафиозником-то подружиться. Прям, по-настоящему. Блин. Вот у меня вроде нет материального тела, нечему уставать. Но как же я задолбался болтать. Слишком много социальных взаимодействий. Все, давай. Рад, что поболтали. Хорошего дня тебе, Ло. Живи свою лучшую жизнь. Покеда. Вау, как это было круто. О, Ричард уже ушел. Задание «Помочь и свалить» обновлено. Че, прям реально так? Так, вот она, автор Дилан. Дилан впервые с момента, как мы сбежали с острова, серьезно поговорил со мной. Он рассказал мне, какого будущего хочет для автоматонов. И его план мне понравился. Однако как сделать так, чтобы этот план понравился и остальным людям? Это большая загадка. Я не могу бросить автоматонов просто так. Поэтому вернусь в свою реальность только тогда, когда разберусь с этим вопросом. О, да, в целом да, я примерно такого и хотел. Фух, то есть я правильный выбор сделал. Это хорошо. Вот это я рад. Ой, как потеплело. Чуть-чуть снега осталось, прям мало. Но это не означает, что не холодно. Это означает, что нам просто дали небольшую передышку. Так, вот люди в шарфах, все еще в шапке-ушанке. Так, и давайте думать. Прямо сейчас мне, получается, нужно с мафиози подружиться, а мне бы еще помыться. Я все еще думаю об этом. Здравствуйте. Добрый день, мистер... Лололошка. На ваше имя зарегистрированы правонарушения. Сейчас... Порча городского имущества. Вы должны будете оплатить штрафы за мелкие правонарушения. Должен вас предупредить, что более серьезные нарушения могут наказываться лишением свободы. Я слежу за вами, мистер Лололошка. Штраф можете оплатить через JDB. Хорошего дня. Чего? Почему каждый раз мне летят эти штрафы? Я ничего не делаю! Ну, то есть то, что я ломаю там немного блоков, это же не страшно. Погоди. Сколько у меня этих штрафов? Обалдеть. Ну, это трэш. У меня сейчас штрафов на ту сумму, которая у меня в банке. То есть я почти ничего и не заработал, получается. Ладно, я напомню то, что у нас в любом случае есть вот это, заказики. Так, пока что курьером я не буду работать. Я помню то, что нужно раз в день работать по 2 заказа, но не сейчас, нет. Хочу-ка съездить к мафии. Ну-ка, здрасте. Допустим, улица Парковая. Давно меня не было в уличных гонках. Ага, да, молодцы. Так, улица Парковая. Пожалуйста, скажите, что это близко. А, это парк аттракционов. Ё-моё. Понял. Так, добро пожаловать в торговый центр. И называется это TC JDH. Ну да, эта остановка более-менее понятна. То есть ее легко не спутать, потому что это буквально TC и буквально GDH. Вот, здесь, по идее, мафия. Это улица... Соляная улица. Все, на всякий случай я запомнил. Далее мы проходим чуть-чуть дальше и та-дам!
Здравствуйте! Ой, все, я более-менее понял маршруты. Так, приветствую. Приветствую. А я могу спокойно проходить туда, да? Меня никто не остановит? А, да, мне же пропуск выписали, точно. Приветствую. Марло Брендо. Играет. Господа, я же говорю, я понимаю, что это ваш район, и вы его крышуете. Я ни разу не сказал, что я этого не понимаю. Но ваш район состоит из чего? Из 3 улиц, что ли? 2,5. Ну так, и я о том же. И он примыкает напрямую к моему району. А еще к району Санчеза, которому очень сильно последнее время стало тесно в его кварталах. Эй, Марло, хватит уже. У нас мало людей, нам надо возвращаться на улицы. Да, говори уже напрямую, чего ты хочешь? Ну, для начала, Street Flash. Что? Опять. И все же, чего я хочу? Я хочу, чтобы у нас в городе оставалась здоровая конкуренция, друзья мои. Мне не нравится, когда большие мафиозные группы поглощают маленькие. Поэтому я предлагаю вам свой патронаж. Так сказать, гарантию, что Санчес вас не сожрет. Так, и что ты хочешь взамен? А кто сказал, что я чего-то хочу взамен? Солидарность, взаимовыручка и поддержка. А также отсутствие прямого соседства с Санчезом. Ай-яй-яй. Не люблю, когда меня перебивают. Я же могу договорить. Да, простите. Ну вот, отлично. Так, о чем это я? Ах да. Солидарность, взаимовыручка и поддержка. Это именно то, что я считаю важным. У нас нет поддержки со стороны власти. Наших людей не защитит полиция. Это следствие нашей деятельности, это понятно. Но даже у нас должны быть друзья. Я предлагаю вам дружбу. И поверьте, это очень щедрое предложение. Да ты хоть знаешь, как нам, такой маленькой группировке, удалось столько времени сохранять независимость? Я не... Эй, заткнись. Марло, прости его. В недавней перестрелке ему порох попал в глаз. Вот он и не видит, насколько выгодное предложение ты нам сейчас предлагал. Я просто... О, ну вот и отлично. Надеюсь, ты раскроешь глаза своему брату, и завтра я вас жду с ответом. Не стоит такие решения принимать сгоряча. Не стоит. Да, действительно не стоит. Это был продуктивный разговор, да. Надеюсь, будущие друзья. Да, точно. Жду вас с ответом завтра. Идите. Эй, ты дурак, что ли? Зачем ты ему начал это говорить? А что если Да он тихо, тебя... тихо ты, давай сначала Да поедим. уж, вот дураки, да? Без моей помощи Санчес сожрет их с потрохами. Отвратительный тип этот Санчес. С радостью продает малолеткам то, что им нельзя продавать. Даже нанимает их в свои банды. Эти юнцы не знают правил, не знают этикета. Стоит ли говорить, что текучка в его бандах такая, что имена нет смысла запоминать? Санчес поставляет контрафактное пойло в половину баров Хэнфорта. Я бы ни в коем случае тебе не советовал его пить. В общем, никакой чести у этого Санчеза, никакого уважения к нашим правилам. Проблема в том, что некоторый его подход мне все же очень даже нравится. Малолетки счастливы, что кто-то согласился им продавать. Чувствуют себя важными, ведь их же начали брать в банды. Санчес растет, набирает силу, начинает расширение на другие районы. А ведь у нас договор между главами. Хорошо, что у меня теперь есть ты, ложка. А союзники с твоим личиком мечтает каждый. Именно поэтому ты должен будешь втереться в банду Санчеза. Пойдем, поговорим у меня. Ладно, пойдем. Слушай, не знаю, надо ли тебе объяснять, что болтать о таких делах не стоит. Вообще никому. Особенно твоему дружку Ричарду. Не для твоей безопасности, конечно. Для его. Ты же, я так понимаю, совсем не знаком с тем, как у нас тут все устроено, да? Ой, давай, садись. Разговор будет очень долгий.
но важный. Ладно. Знаешь, таки можно сказать, что ты в городе у нас новичок. Я знаю, что ты торчал на острове, но там жизнь совсем другая. Ты, вероятно, мироходец? Джедеич мне как-то про подобных рассказывал. Я один из немногих, кто знает, для чего на самом деле существовал остров. В настоящем Хэнфорте жизнь делится на две части – внешнюю и подпольную. Большинство людей ничего не знает про подпольную часть. Разве что так, догадывается. Мафиозных группировок в городе бесконечное множество, но основных 4. Под моим контролем далеко не самая большая часть города. Я уже говорил тебе об этом. Но достаточно большая, чтобы мы могли быть одной из основных. На 3-м месте по размеру идет как раз Санчес. Он контролирует большую, но, скажем так, бесполезную территорию. Бедные районы, промзону. На 2-м месте банда Розенталя. Во внешней части они держат сеть отелей. А в подпольной не менее широкую сеть казино. Ну и на 1-м месте группировка Евсея. Ты с ним знаком. Точнее не ты, а GDH. Евсей много занимается инвестициями в науку и разработку, особенно военную. Стоит ли говорить, что GDH тесно сотрудничал с этим парнем? Евсей как-то крупно тебе обязан. Ну, насколько я знаю, во всяком случае. Но суть ваших делишек мне неизвестна. Да уж. Столько знаний человечества, столько мыслей, столько...